Фу, страшно, очень страшно. Казалось бы, не первый день в этом деле, но сейчас от понимания масштаба, к которому мы идем, немного руки дрожат. Фу, ладно, собрались. И всем привет, дорогие друзья, я Лолошка, и добро пожаловать в новый сезон. Не существует такого начала, от которого я бы не ощущал невероятный прилив вдохновения, правда. Но конкретно сейчас это и вдохновение, и страх, аж сердце ёкает. Кстати, о сердце. Дамы и господа, добро пожаловать в новый сезон под названием «Сердце Вселенной». Глобальный лор, новые знакомства, поистине экспериментальной механики и события вселенского масштаба. Именно это ждет нас в, напомню, Сердце Вселенной. Мироходец Лолошка, вернувшийся в свою родную реальность, только-только успевает взять передышку, как вдруг ему говорят: «Хочешь узнать, кто такие мироходцы? Откуда взялся орган, позволяющий не стареть столетиями и телепортироваться между мирами? А самое главное, хочешь ли ты узнать, откуда все началось?» Что ж, Лолошка, конечно же, согласился, пошел за своим умным двойником по имени GDH и по своему желанию, даже не успев попрощаться со своими друзьями-спасителями, угодил в пасть огромного пустотного монстра. Хотел бы я вложить в этот пересказ больше подробностей, но нет, друзья, история только начинается, а подробности нам лишь предстоит увидеть. Ребят, отдельно выделю, что во времена, когда YouTube переживает замедление, лаги, ваша поддержка не просто была бы приятной, она очень важна и нужна. Поэтому, пожалуйста, прошу вас, не забывайте подписываться и нажимать на колокольчик, чтобы точно из-за какой-то глупой неисправности ничего не пропустить. Ну и, конечно же, ставьте лайки. Клянусь, это лучшая поддержка, которую можно оказать нам в момент самого начала сезона. Сезона Сердце Вселенной. Поехали! Вау. Это примерно то, о чем я только что говорил. Мы не успели попрощаться с друзьями. Такс. И в итоге что же нас ждет? А? Стоп. А, это уже начало? Чего? А почему от третьего лица? Вау. Всем привет! Слушайте, у меня какие-то двойные мурашки по коже. Первые от страха перед будущим, и вторые от вдохновения перед нынешним. Снова другой интерфейс. Вы посмотрите, у меня буквально ничего нет, кроме сердечек. Но, кстати, была какая-то выносливость. А, ух ты. Понял. Понял, выносливость действительно есть. Ух ты, здравствуйте. Так, ладно, давайте, наверное, не будем торопиться. Сейчас мы все это посмотрим, но еще раз добро пожаловать в новый сезон под названием Сердце Вселенной. Я действительно не пошутил, когда сказал о большом количестве экспериментальных механик. Но да, я, как и вы, ничего не знаю. Мы будем буквально учиться вместе. Получается, давайте по порядку. Мы начали с того, что... Ага, все-таки можем видеть от первого лица, я понял. Но у нас при этом нет руки, да? Ладно, а я могу как-то переключиться на нормальный майнкрафтский вид? Может быть, надо что-то понажимать? Понажимать? Прикольно. Атрибуты, сила, выносливость, ловкость. Следующий уровень 810 каких-то звездочек. Кстати, вот эти звездочки, они еще вот здесь. Сейчас у меня их 0. Но, подожди, мне бы как-то переключиться. Я же могу понажимать еще что-нибудь?
Шейдеры. О! Во! Все, рука вернулась, я могу добывать. Если я нажму еще раз, то я, видимо, перехожу в боевой режим. Окей, и что же мне этот боевой режим дает? О! Понял. Слушайте, у меня на самом деле прямо сейчас немножко разрыв шаблона, потому что я не верю, что это Майнкрафт. Получается, сейчас, если верить дыре, в которую мы провалились, кстати, видимо, вот она, мы находимся в пустоте. Ладно, кажется, прямо сейчас мы... Окей. Когда Джон говорил, что будет больно, я не ожидал, что это будет пробить спиной потолок уровень боли. Как же мне повезло быть мироходцем. Мне кажется, обычный человек бы не выжил. Так, ладно. Где это я? И где Джон? И что это за странное чувство? Ладно, не время размышлять. Надо выбираться отсюда. Ага. Окей, да, вот, Ложка, ты молодец. Взял все в свои руки, потому что прямо сейчас я действительно ничего не понимаю. Перед нами кристалл Скинта, причем очень большой кристалл Скинта. Где мы, что мы, как мы? Я лишь помню, что нас схватил монстр в огромную свою пасть. Потом мы летели, Джон нас выпнул из этой пасти, сам приземлился где-то... Непонятно, кстати, где, его окружили какие-то монстры, да? А мы при этом упали в некую башню. И, видимо, вот эта башня. Так, давайте, знаете, как сделаем? Раз уж мы начали от третьего лица, то мы так и продолжим. Включаем боевой режим. Этот боевой режим явно нам еще пригодится. У нас тут непонятный эффект, кстати говоря. Аномалия искры. Так, очки ложки. Фига себе, сколько здесь всего. Защита от физического урона, элементального урона, от горения, отравления, истощения. Ой, кстати, я такое видел. Вот здесь защита, сейчас почти все по нулям. Ну да. Откроется ли мне что-то еще? Так, а если я вот сюда нажму? Или вот сюда нажму? Так. О, это что, журнал заданий? JDH. Так, разыскать Джона. Джон Дэйви Харрис. Человек, который... Человек ли? Из-за которого я... да на самом деле много чего. Но конкретно сейчас я оказался в неизвестном месте и неизвестном мире. Надо отыскать Джона и расспросить. Да? Ты, Ложка, как обычно, молодец. Супер хорошо мыслишь. В итоге, мы в башне. Мы прямо сейчас, наверное, где-то в пустоте. И... Осмотреть скелет? Ну, давай нажмем. Это... Ага. Что это только что было? Что это такое? Ой, какое-то странное ощущение. Угу. У меня появилось 4 звездочки. Могу ли я взаимодействовать с этим кристаллом? Здравствуйте. Ой, господи. Слушайте, простите. Я тут просто еще привыкаю немножко. Взять книга. О, боже, какая гадость. Чё? Что такое? Старая книга. Страницы проели чешуйницы и кожиеды. Что сохранилось, заросло плесенью. Окей, прочитаем. Нет, не можем. Так, слушайте, на самом деле вот эта механика боевая, она явно нам очень пригодится, поэтому давайте подумаем. Мы можем делать перекаты, мы, наверное, можем еще что-то, типа бежать и... О, сделать выпад вперед, хорошо. Можем ли мы забраться наверх? Можем. И реализовано это чертовски офигенно. Но можем ли мы делать что-то со стенами, например... Ой, стоп, взять книга. Простите, что я так в церкви. Подожди, мы в церкви? Мне кажется, или нам сейчас проспойлерили, где мы находимся? А есть тут еще что-то, с чем можно взаимодействовать? Ага, вот скелет. Ух, какая красота-то, а! Так, двери не открываются, не открываются. Хочу попробовать взаимодействовать со стеной. Ой, что это было сейчас? О, батюшки! Как же он это делает? Как же он перепрыгивает? Сюда! Ничего не происходит, здесь больше ничего не валяется. Здесь у нас красный фиал. О, ну вот это мне понятно. Тут разночтений быть не может. Надеюсь, мне оно никогда не понадобится. А что это? Фиал жизненной силы. Использование 3 из 3. В смысле не понадобится? Прямо сейчас понадобится. Хорошо. Восстанавливать хпшки, значит, можем. Это меня радует. В итоге это что, церковь? Или где это я? Ой. Что это? Синистрал? С латинского это переводится как левый. Кажется, я понял. Да, я могу взаимодействовать. Ну, допустим, я попробую понажимать так, чтобы оно влево ушло. Или что? Нет, больше не нажимается. Во-во-во, шифтом нажимается влево. Идем дальше. Книга. Фу. Да, она же прямо в руках разлагается. Тихо, тихо. Явно еще пригодится. Так, что это за эффект? Пропитанный. Ага, видимо, если мы побывали в воде, то мы становимся немного тяжелым. Я правильно понимаю? Слушайте, реально, походу, не могу подняться. Во! Все, больше не пропитанный. Непонятно пока, как это работает, но тут еще книга. Интересно, сколько времени тут все заброшено? Неизвестно, Ложка. Но да, это действительно похоже на церковь. Вот здесь получается это какой-то механизм. Нужно подобрать правильное положение рычагов. Здесь явно должны быть какие-то подсказки.
Я понял. Получается, мне нужен левый, да? Использовать. Может быть, мне надо нажать? Я слышу реально какой-то механизм. Так вот. Непонятно. Ну, во всяком случае, я и этот могу немного подвигать. Правда, все равно ничего не происходит. Ой. Так, а это что такое? Это что, я могу... Ух ты! Понял. Я могу еще и вот так вот передвигаться. Запомнили. Черт возьми, Джон, где ты? GDH, я очень надеюсь, что мы еще встретимся. Декстрал. Окей, переводится это как правый. Следовательно, мне этот рычаг нужно не влево, а вправо. Я надеюсь, все правильно делаю. Так вот, а? Все, что-то открылось? Черт возьми, я ничего не понимаю. Может быть, я что-то здесь не увидел? Это должно быть положение одного из рычагов. Но какого? Я понял. То есть, получается, вот это левый рычаг, вот тот самый левый рычаг, и мне нужно каким-то образом... Стоп. Свечка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Погоди-ка, у меня кое-какая идея. И раз уж тут левый рычаг, и там было 8 свечей, попробуем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Теперь давай-ка вернемся сюда. Для передвижения ползком удерживайте клавишу C. Ну да, я уже разобрался, спасибо. Это должно быть положение одного из рычагов. Но какого? Да-да-да, я уже понял, смотри. Если здесь не 8 свечей, значит я правильно понимаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Все, попробуем. Честно признаться, если даже это не поможет, то я не знаю, что поможет. Полностью, видимо, отжимаем. Далее 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11. Это было просто. Надо двигаться дальше. Серьезно? Это было просто? Ну ладно. Черт. Похоже, дальше прохода нет. Придется лезть наверх. Что? Чтобы ухватиться за край блока, удерживайте правую кнопку мыши. По прутьям и цепям можно карабкаться, как по лестницам. Так, ладно. И где... вот это! Ну-ка. Слушайте, действительно. Просто взял и забрался. Так, а в итоге, могу ли я зацепиться за вот этот край? Ну, кстати, да, могу. Только, видимо, я не допрыгнул. Еще раз. Супер, супер, понял. Далее на эти цепи. И вот так вот легко можно преодолевать любые препятствия. Ай, какие молодцы-то, а. Такую систему забабахали. Ой, что это? Снова рычаги. Да, и правда. Ладно, давай попробуем понажимать. Ага, ну да, я так подумал, что это какая-то система чекпоинта. То есть, если я упаду, в целом уже заберусь. Ладненько, идем дальше. Мне очень нравится то, как сюжет здесь гармонирует с геймплейной составляющей. То есть, он тебя именно что обучает, он тебя подготавливает. Еще один рычаг, здравствуйте. Так, и в итоге где чекпоинт? Понял, понял. Если что, заберемся. И теперь нам, видимо, сюда. Здравствуйте. Так, дырка. Видимо, нам также сюда. Я уже в целом более-менее приспособился. Но при этом до меня более чем доходит, что это еще не буря, это меч. Использовать, чтобы взять ржавый меч. Как же я надеюсь, что эта железка мне никогда не пригодится. Ну какие угрозы могут быть в заброшенной церкви? Правда? Правда же? Ну да, правда. Ржавый длинный меч. О, это что-то новенькое. 0. Что это 0 означает, непонятно. Но... Ох! Какой замах! Батюшки, какая здесь крутая боевка, ребят! Это невероятно! И на каждый мой удар тратится выносливость. Рычаг давай-ка активируем. Чекпоинт? Не чекпоинт. Там пещера открылась. Слушайте, страшно немножко. Использовать рычаг, нет, спасибо. Слушайте, а могу ли я перепрыгнуть сейчас на другую сторону, вон туда? То есть мне для этого что нужно нажать? Просто прыжок? Ну, вообще, в целом, это как будто бы сработало, если бы я был более подготовленным. А так, в целом, все нормально. Здравствуйте. У меня меч. Подожди. Мне нужно как-то аккуратно спуститься. Вы что, серьезно? Тихо. Аккуратненько. А как здесь спуститься? Блин, это было почти невозможно. Вот сюда надо было. Да, хорошо, идем дальше. Использовать подозрительный факел. Вот это, да? Так, понял. Получается, необычные факела можно использовать. Если что, кнопка действия это все еще Ч. Ну ладно, с туториальной частью я разобрался.
И куда же мы в итоге приперлись-то? Это все еще церковь. Это мне. Сюда не зайти. Так, это могу ли я открыть? А если я перейду обратно в режим Майнкрафта? Нет, я все еще не могу это открывать. Понял, значит, это типа просто декорация. Тогда идем дальше. Не открывается. Это мы обязательно все подбираем. Спасибо. Цветочки, если что, также никак не используются. Но это не страшно, нам это сейчас и не особо-то и надо, да? Для того, чтобы совершить длинный прыжок, нажмите Shift во время бега. Для того, чтобы бежать по стене, нажмите и удерживайте R после прыжка во время бега. То есть мне, получается, нужно как-то вот так. Оп! О-хо-хо, круто! А, мне надо было туда, я думал на бронзовые блоки. Попробуем еще раз. Оп! А, не, сюда в целом нельзя забраться. Ладно, использовать кнопка. Сюда. Кнопка на время активирует эти бронзовые блоки. Понял. Еще одна кнопка. Дальше. Понял. С системой паркура в целом я разобрался. Ценой чего, правда? Всего фиала жизненной силы. Но ничего, главное, что я живой. Еще. Хорошо. Еще разок. Молодец. Тут кнопочка. Так, дальше куда мне? О, стоп! Ты куда? А, кажется, я понял. Мне нужно просто по стене. Да. Здесь то же самое. Ну какая система, а? Ну как же она отточенно работает? То есть, вы понимаете, я настолько интуитивно все эти кнопочки нажимаю, что мне не приходится париться. Все, это можно активировать? Нет, это просто факел. Это тоже просто факел. И как я понял, я могу спуститься, если зацеплюсь за стену. Правильно понимаю? Ну-ка. Во, без какого-либо урона. Здравствуй. Тихо. Здравствуйте. А, это что, потому что я вслух понадеялся, что мне не понадобится меч? В следующий раз буду загадывать молча. Тогда точно сбудется. Черт, это что, монстры, да? Видимо, пора попробовать боевку. Эй, ребятки. Привет. А вы монстры? Вы монстры. Так, могу ли я как-то сразу двоих ударить? Оу, как это круто! На! Сюда! Будете знать, на кого нападать, гадюки. Вот это мы тоже, кстати, все берем. У меня уже 53 какой-то звездочки. Я все еще не понимаю, зачем это, но явно пригодится. И... наконец-то свежий воздух. Интересно, сейчас ночь или здесь всегда так? Надо залезть на башню. С ней явно будет получше видно этот замок. Залезть на башню? Какую? Ух, нифига, кстати, какой огромный замок-то. Куда мы, черт возьми, пришли? Где мы находимся? Дайте мне хоть какие-то ответы. Что это? Привет. Тебя убить можно? А если вот так? Нет, это не убивается. Короче, эта штука явно зачем-то понадобится, но пока непонятно зачем. А вот сюда забираемся. На башенку. Красота. Может быть, Джон в том замке? Все возможно. Это хорошо, что у нас есть какие-то ориентиры. Здесь мы ничего не найдем. Мне бы на самом деле как-то ХП восстановить, потому что, ну вы сами видите, какая у меня проблема с фиалом и какая у меня проблема с ХП. Просто к управлению я все еще привыкаю. И я вижу монстра. Блин, штука, ты что делаешь? Расскажи мне о себе, черт возьми. Кто-нибудь, что-нибудь, дайте восстановить ХП. Получай, зараза, получай! Супер. Сколько? Уже 63. Мы все видели то, что Джон как раз-таки упал рядом с такими монстрами. Следовательно, он тоже с ними сражается. Ну, или, по крайней мере, его... того. Но я не думаю, что Джона победили. Так, это что такое? Это что еще такое? Ладно, пока отпора оно особо не дает, поэтому фармим какие-то непонятные звездочки. Вон еще монстров вижу. А, погоди, так это крысы! Ё-моё, крысы-переростки, здорово! Так, у меня, короче, какая-то суперспособность справа снизу. Давай мы ее активируем. Оп! Так, и что она дает? Получай! Тихо, мне кажется, любой удар и я труп. Главное использовать перекаты, я понял. Тихо, перекат, и еще удар, перекат. Все, хорошо. Вообще, по идее, я еще могу выпад какой-то сделать. Ну-ка, проверим. Подожди, и... Серьезно? Ну, хорошо. Тут есть чекпоинты, мы убедились. Ой, у меня 0 звездочек! Черт возьми! Ладно, я понял, умирать плохая идея. Но, кстати, с меня что-то выпало. Какая-то сфера желтая. Может быть, она восстановит мне эти звездочки? Здорово, ребят. Попробую подобрать. Ну-ка. Да, оно реально восстанавливает. Найс. Я, наверное, лучше не буду с ними драться. Я попробую полностью с фулл хп пробежать к замку. Мне же никто не запретит, я прав? Они, кстати, все с кентом увешаны. Все с кристаллами. Кто-то на спине, кто-то на плечах. Кто-то полностью из кента состоит. Все. Простите, ребят. Вот этот выпад я хочу попробовать сделать. Ну-ка. На! Слушай, а прикольно.
Но! Это больше урона. И в целом, после вот такого кувырка можно сразу избежать атаки. Текс, куда это я прибежал? Всем привет. Давай как-то очень быстренько и аккуратненько. Простите. Что это за локация-то? Тут рычаг. Его нельзя использовать. И там... Ой-ой-ой, какой-то рыцарь. Надо внимательно следить за выносливостью, потому что когда она тратится, я, по сути, не могу ни увернуться, ни ударить. Так что да, выносливость — это очень важная характеристика. Привет! Вы добрый? Понял, вы не добрый. Здравствуйте. Тихо, хорошо. Много хп, понял, парень. Но я... Ай, не промах, могу уворачиваться. Давай, выпадом сейчас. Ай, больно. Так, вообще, по-моему, я могу сделать как-то вот так. И теперь камера всегда будет на нем. То есть мне даже двигать не надо. До свидания. Сколько? Всего 20. Только мне все еще непонятно, куда я бегу. То есть у нас есть некая догадка, что Джон может быть здесь. Но при всем при этом сюда даже, кстати, не пройти. Эй, пустите меня. Я где-то что-то не нашел, чтобы активировать. Здесь вроде ничего. Погоди, так тут оказывается веревка какая-то. Ну-ка, по ней же можно подняться, правильно? Здравствуйте. О, хорошо. Кажется, я нашел, куда надо идти. Там какие-то сады. Мне туда? Наверное, вот тут надо пройти и... Кажется, действительно так. Мне, по идее, можно вот так сделать. Хоп! Хорошо. Оба! Ау! Что за... Это электрическая хреновина. Ладно, я, наверное, лучше даже проползу. О, кнопка. Что ты можешь? Чекпоинт, спасибо большое. Хоть где-то я смогу, если что, подняться. Наверное, тут надо было перепрыгивать, но мы сделаем попроще. Вниз мне явно не надо, ну тогда... Вот так вот. Угу, супер. Вот здесь не падать, точно не падать. Прыгаем. О, какая концентрация. Уж лучше, честно говоря, мобов бить. Это мне как-то нравится больше, чем концентрироваться на управлении. Вопрос, сколько я могу ударов нанести перед его атакой? Допустим, раз, два, перекат, раз, два и перекат. Да, я понял, 2 удара, перекат. Hello? Здесь кто-нибудь есть? Это что за канаты? Я же поднимусь сейчас. Здравствуйте. Батюшки, куда это я поднялся? Что это за логово дракона, который очень любит золото? Вы не расскажете, мистер? Раз, два, перекат. Знаете, это очень похоже на Souls-like игры. Таки понимаю, что атмосфера примерно та же. Возможно, теперь мне сюда? Ой, какой же крутой прыжок. Тут в итоге кто-нибудь будет, кроме монстров? Хоть кто-то, с кем можно, черт возьми, поговорить. Ай, больно. О, какая-то новая локация. Ё-моё, это что за Колизей? Так, погоди, мне туда надо явно. Ну, я как будто понял очевидную истину. Мне нужно спуститься по вот этой лесенке. И что-то мне подсказывает, что сейчас будет какая-то жопа. Здравствуйте. Слушайте, я тут ищу одного человека. Его этот Джон зовут. Тут кто-нибудь... Вау. Красиво у вас, но GDH не видели? Может быть, познакомиться успели? Ладно, если здесь никого нет, то я, пожалуй, пойду. У вас тут какой-то Колизей красивый. Так, если я упаду, то, наверное, с концами. Поэтому, оп, аккуратненько не падать. Так, а здесь как? Оп, не падать. Батюшка. Что это за место? Здесь слишком тихо. Не нравится мне это. Ой, не нравится. Нет, мне это... Черт возьми! Ну, конечно, естественно, меня ожидает гигантское нечто, которое захочет меня сожрать! Яй-яй-яй, тихо! Боже мой! Какие здесь монстрики! Ну, давай! Оп, не получилось. Тихо. Больно. Больно. Ты вообще по мне-то удар какой-то можешь сделать или нет? Ладно. Я все понял. Благо у меня есть... Тихо. Фиал жизненной силы. Эта штука, короче, меня просто откидывает, когда она кричит. Эта штука явно атакует. Крыло тоже атакует, надо запоминать. Да, крыло очень болючее. Самое не страшное, это когда оно кричит. Блин, да ё-моё, а как мне бить-то? Так, во-во-во, когда я делаю кувырок, урон не проходит. Да, как в Souls-like играх, я понял. Надо... Ай, блин. Как же мне не хочется все-таки оказаться проглоченным. Ложка, ты чертовски прав. Давай, удар, перекат. А я не так плохо, как думал.
О нет, поверь, ложка, ты ужасен. У тебя 2 заряда фиала жизненной силы, у тебя половина хп, и в целом ты не можешь нормально подойти. А стоп, у меня же супер удар есть. Точнее, вот это супер какая-то активная способность. Давай, вот так. Во! Вплотную прям очень хорошо. Я понял, когда эта способность активирована, по мне не проходит удар. Во всяком случае, я как-то в автоматическом режиме блокирую все атаки. Так что да, этим по-любому надо пользоваться против каких-нибудь боссов типа вот этого. Почему вы все вскиньте? Тихо. Аккуратненько. Ну, половину хп-то я снесу. Что-то эта огромная ворона слабовато для монстра, если честно. А, да? Подожди, правда? Ты же чуть не умер. Ладно, давай вот так. Я начинаю соображать, как работает Souls-like система. Иди сюда, тварина. Ко мне. Перекат. Удар. Перекат. Да. Конечно, он меня прибил. Надо же было встрять в драку, когда я только восстановился. Что? Это... Подожди, это ты говоришь? Черт, Кар же больно. Погодите, Кар. Святые заклинатели. Кар, ты можешь... Кровь. Они учуяли запах. Срочно! Перекрой раны! Быстро! Ты кто, блин, такой? Какие раны? Зараза! Поздно! Чего? О! Черт возьми, кажется, я понял! Кто-то учуял раны! Я догадался, кто! О чем ты? Какой Кар? Нам гранты! Ладно, я понял. Сейчас, чувак, все будет. Ой, кстати, от первого лица-то это тоже прикольно выглядит. Ой. Что происходит? Мы не будем драться. Чё происходит? Ты карликовый эльф, полурослик. Как там тебя? Лолошка. Меня зовут Лолошка. Рожка. Красивое имя. Да, но ты уверен, что сейчас время об этом говорить? Ты сможешь нас унести куда-то в безопасное место? Ты серьезно? Конечно. Кто еще меня мог развоплотить? Только юродивый. Расскажи мне про себя. Откуда приехал? Ух ты. Ты что, с ума сошел? Вокруг нас куча монстров, которая хочет нас сожрать. А ты просто решил познакомиться? Вообще-то я не приезжал. Ты сам меня сюда притащил, если не помнишь. Ну нет, если мы знакомимся, то ты первый. Слушай, вокруг нас куча монстров, которые хотят сожрать нас. Ты реально решил познакомиться? Я просто пытался тебя расслабить. Но раз ты не согласен... Прыгнули. Проклятье. Как же больно с перерезанными хрящами. Меня зовут Невер из Мора. Каркающее наречие скоро пропадет. Я каркаю, потому что только вернулся в свое тело. Речевой корпорат привыкает. Давай сразу проговорим. Я старая птица, а ты мне не нравишься. Мне никто не нравится. Тихо, молодой. Подожди ты со своими оскорблениями. Где мы находимся? Кар я и говорил. И правда юродивый. Мы в сонном мире. Что? В сонном... Подожди, ты меня по башке ударил, что ли? Ты хочешь сказать, что я сплю? А ты, кроме того, что жестокий, еще и тормознутый, что ли? Кажется, тебе повезло, что именно я решил сожрать тебя. Так ты все-таки помнишь. Да, Карков дурак. Каким бы дураком ты ни был, мы в твоем сне. Кар! Карбати внимание.
твой сон маловат, так что придется нам уживаться. Я бы предпочел просто смерть. Но раз так вышло, я знаю, как расширить сонное измерение. Сейчас я устал. Все силы трачу на сращивание хрящей и разработку коричневого аппарата. Но если ты поделишься с парками, тогда можно подумать. С парками? А, ты вот про эти штучки, что ли? Ладно, как? Держи. Ну что, поделишься с парками? Ну у меня 468, опять же. Мне просто интересно, что будет вообще, сколько надо поделиться. Давай, поделиться. Спарки, спарки! Отстройся от меня подальше, прошу, прошу! Чего? Если хочешь еще, да, еще спарков. Но не сейчас, нет. Сейчас я устал. Чё, бляха-муха, происходит? Ты мне дал 50 земли и сказал отстроиться? Ты шутишь? Так, погоди, я могу сейчас включить режим Майнкрафта. Да, все, появилась земля. Я могу строиться! У-ху! Погоди, а в итоге измерение, в котором мы находимся... О, я могу еще с ним поговорить. Моя жизнь — это проклятие. Ты мог меня убить, но получилось так, что спас. А теперь я спас тебя. Не люблю разговоры, когда все болит. На самом деле я вообще не люблю разговоры. Ага, понял. Еще поговорим, может быть? Не трогай меня, больно. У меня, может, больше и нет клыков, но есть клюв. Карр! Ага. Я, кажется, понял. Когда мы его одолели, заметили? Когда мы с ним дрались, он был в виде огромной вороны, утыканной скинтом. Когда мы этого Невера победили, весь скин с него спал. Блин, так прикольно то, что я могу вот так вот подойти и нажать именно, чтобы поговорить. Карр! Ага, ладно, не поговорить. А в итоге... Сонное измерение. Что мне, действительно построиться куда-то к себе? Это все так необычно, честно. Вот каждая секунда в этом ролике, она пропитана чем-то, ну, явно не майновским. То есть я понимаю, что мы в Майнкрафте. Я вижу у себя блок в руке. Я вижу, что у меня, ну, вроде бы как самый обычный майнкрафтский инвентарь. Но это не Майнкрафт. Мне как будто нужно заново привыкать играть в другую игру. И вот именно от этого какой-то диссонанс в голове. Что, я в итоге действительно перестроился сюда? Зачем? Может быть, я могу что-то нажать здесь? Твои сны скучны. Хрящи, мои хрящи. Разваливаюсь. Как же болит. А ты юродивый. Иди отсюда. Прятаться в сонном мире. Как же низко я пал. Какой позор. Хорошо, что никто из моего племени об этом не узнает. Не трогай меня! Да понял я уже! А ты скажешь, зачем этот сонный мир существует? Ладно, я попробую на самом деле еще, может быть, что-то здесь построить. Типа... Вот так? Вот так? Понятно, что ничего не понятно. Где в итоге GDH? Что это за сонное царство? В каком мире мы были до этого? Как мы попали сюда? Что это за кристалл Скинта, на который смотрит этот... Невер? Его зовут Невер, да? Уставшая старая птица, которая явно знает больше, чем я, но при всем при этом не то чтобы готова делиться информацией. А еще ему явно не нравится мое соседство. Как ты это сделал? Стоп, погоди, а вот то, что у тебя были зеленые партиклы, ты знаешь пустотную магию, да? Видимо, мы появились в том месте, которое не значится на карте, потому что об этом в конце предыдущего сезона даже говорил GDH. Он говорил, что об этом месте мало что известно. Что ж, будем постепенно узнавать и, видимо, драться! Черт возьми, как же мне нравятся эти перекаты. Скажу честно, привыкать еще много к чему. Я, как зритель, то есть вот даже не как игрок, могу сказать, что для меня настолько все в новинку, что я реально думаю, как будто я смотрю не Майнкрафт. Как оно будет в будущем? Ну что ж, поживем увидим. То, что нас действительно удивляют экспериментальными механиками,
факт. Какие механики нам приглянутся и полюбятся? Ну что ж, опять же поживем увидим. На этом я буду постепенно заканчивать. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки, не забывайте подписываться. Уже, скорее всего, в следующей серии мы получим куда больше лорной информации. А пока что, как эта птичка, отдыхаем. Еще раз большое спасибо. А если вы здесь впервые, то вы можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка. Подписывайтесь, чтобы не пропустить будущие серии. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока. Пока. Видел я одного красного парня в окне церкви. Иди, проведай его. Тут кто-нибудь есть? Лоу, что за камин? Похоже, Невер был прав. Тут кто-то живет. Новые дали, новые задачи, огромный кусок неизвестности и очень-очень много тревоги. Как бы мне не хотелось это говорить, но да, друзья, мы попали в не самое радужное место. Место, где успели и спутника по имени Джон потерять, и найти нового неприятеля-приятеля в лице уставшего старого ворона по имени Невер. Так, а где мы в итоге находимся? Давайте узнаем. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в новый сезон и продолжение истории под названием «Сердце Вселенной». Поехали! Снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в новый сезон под названием «Сердце Вселенной». Сезон, в котором мы... непонятно где. Окей, мы не унываем, давайте попробуем коротко разложить все по полочкам. Первое. Сезон начался с момента, как Джон, альтернативная версия Лолошки, спас меня из пасти огромного зараженного скинтом монстра. Второе. Если Джон приземлился где-то в лесу, то меня вот закинуло в какую-то огромную церковную башню, в которой я научился паре крутых паркурных приемов, успел поразмышлять о том, куда меня занесло, и даже сразился с другими зараженными скинтом монстрами. Окей, здесь вроде все понятно. Но вот дальше третье. Мир, в который мы попали, это нетипичное измерение с лесами, полями, прудами. Это олицетворение самой пустоты, в которой существует некое подобие жизни. И именно в этом месте на нас напал еще один зараженный скинтом монстр. Огромный ворон. Вы, наверное, заметили, что я часто упоминаю заражение скинтом. Так вот, походу, это очень важная сюжетная составляющая. Составляющая, к которой надо постепенно присматриваться. Потому что даже здесь скинт. Здрасте. Использовать путеводный скинт. Так, погодите. Когда мы только-только сразили огромную птицу, она превратилась в обычную ворону-переростка. Как будто бы очистившись от заражения. Все бы ничего, но именно после этого очищения у ворона резко пропали планы убить меня. Он меня спасает от полчища чудовищ. И путем неведомо чего мы попадаем сюда. Вот, собственно, здравствуйте. Если верить ворону, который представился как Невер из Мора, мы находимся в царстве сновидений. Признаться честно, я запутался давно. Но уверен, что нам объяснят все в ближайшее время. Пожалуйста. Надо как минимум понять, где Джон и где его искать. Так, у меня, получается, есть ржавый длинный меч. Это все ладненько. А вообще, кстати, одна маленькая, любопытная и, скорее всего, важная деталь. В предыдущей серии мы увидели, как ворон по имени Невер буквально магией создал этот остров. Но не просто магией, а редкой пустотной силой мироходца. Видите вот эти зеленые частицы? Да, это та самая пустотная магия. То есть, мало того, что перед нами мироходец, так еще и знающий нечто древнее и сильное. Кто ж ты такой, Невер? Поговорим? Откуда же ты такой любопытный, еродивый? За всю свою жизнь я не встречал в мире настолько любопытного юнца. За всю свою долгую и тяжелую жизнь. Эй, Невер, ты лучше ответь мне, когда ты превратился в чудовище? Чудовище? Карл. Я никогда не был чудовищем. Я был болен. Вообще-то, знаешь ли, про воплощение не принято спрашивать. В основном потому, что у воплощенных и не получится спросить. Юродивый! Господи, Невер, откуда в тебе столько сарказма? Сарказм? Нет, ничего подобного. За всю свою жизнь я знаю только одного развоплощенного. Именно мне не повезло им быть. Что? Почему это не повезло? Ты же сам говоришь, что ты был болен.
получается, я тебя вылечил. Ай, как же ты любишь цепляться к словам, посмотрю. Карр, ты когда-нибудь заболевал лихорадкой, м? Когда у тебя такой жар, что при вдохе раздирает легкие. Да в таком состоянии совершенно невозможно думать. Вот именно так же чувствуешь себя при воплощении. Все горит, разум затуманен, есть только голод. Ты, может, и хотел бы остановиться, но вот только ты уже забыл, каково это хотеть чего-то, кроме чужих душ. Это жажда, она выжигает все, кем ты был. Неважно, кто перед тобой, если у него есть душа, для тебя это просто обед. Слушай, это звучит ужасно, но я все еще не понимаю, почему ты расстраиваешься, что я тебя исцелил? Я? Потому что я все помню. Сейчас, когда рассудок вернулся ко мне, я помню каждое свое действие. И прячусь здесь, как последний трус. Я слишком слаб, чтобы убить себя. Слаб и когда был воплощен, и сейчас. Я думал, что ты принесешь мне долгожданное забвение, но вместо этого я здесь из-за тебя. Ладно. Ты сейчас серьезно обвиняешь меня в том, что я тебя спас? Слушай, Невер, а как насчет смены темы? Я смогу привести в свой сон кого-то еще, кроме тебя? О, кстати, это предпосылка к Джону. Эй, Невер, как насчет смены темы? Много ли людей или, скажем, не людей в этом мире? О, да, вот это самое лучшее. Может быть, с кем-то еще удастся поговорить. Карр! В этом мире? А ты не... это многое объясняет. Невероятно! Что ты, о чем? Что тебе невероятно? Ты на вопрос-то ответишь? Ничего. Просто еще раз убедился, что ты юродивый. Что насчет других? Тебя интересуют невоплощенные, да? Видел я одного красного парня в окне церкви. Изначально хотел полакомиться им. Иди, проведай его. Может быть, он еще живой? Проведай? Подожди, а как... Если ты все еще не понял, путеводный скинт. Он позволяет душам, таким как ты, странствовать. Ага, путеводный скинт. Он питает, он заряжает. Путеводный скинт нельзя поднять, его нельзя переместить. Это редкость. Мало действующих в наше время осталось. Встретить незараженные кристаллы — большая удача. Хорошо, а что этот здесь делает? Юродивый! Мне-то откуда знать? Твой же сон, значит и скин твой. Ты же у нас из этих. Церковь. В церкви как раз есть еще один такой скинт. Ты сможешь отправиться туда? Да, боже, как? С помощью путеводного скинта. Если уметь им пользоваться, то сможешь подключиться к каналу энергии, которые они обмениваются между собой. И тогда ты сможешь перемещаться от одного путеводного к другому. Их потому так и назвали. Только тех, кто мог бы ими пользоваться, почти не осталось. Большинство путеводных было заброшено, впоследствии заражено. Но ты, возможно, справишься. Возможно, очистишь. Ну, и чего же ты ждешь? Иди, оставь меня в покое. Мне нужно подумать. Какая странная птица, черт возьми. Слушай, а тебе Ты говоришь, что это мой сон, да? А как ты сюда попал? Я тебе как-то позволил сюда прийти? Так, ладно, получается, активируем боевой режим. Что? Торговать? Я могу торговать? Йоу!
Так, подожди, нет, стоп, стоп. У меня тут еще какая-то стрелочка. Если у меня два взаимодействия рядом, то я могу выбирать, что мне взаимодействовать. Например, вот, путеводный скинт. Ух ты. Вау! Блин, как это круто сделано! Островок Невера, встать, переместиться. Так, островок Невера, переместиться. Я сейчас могу только сюда. Во, заброшенная долина, подземная церковь. Так. Этот скин действительно такой же, как в моем сне. Плюс я смог попасть сюда. Да, видимо, этот скин не заражен. Надо попробовать поискать зараженные. В том замке я точно видел странный круг из кристаллов. Но... Черт. Перед тем, как идти туда, Невер сказал, что видел здесь какого-то парня. А что, если это был Джон? Надо найти его как можно скорее. Из Невера информации вообще не вытянуть. А это место, оно какое-то уж больно стрёмное. Уверен, у Джона все окей. Он хотя бы примерно понимал, на что шел, в отличие от меня. О, Ложка, ты чертовски прав. Пока что я до сих пор не понимаю, что я, кто я и... какие у нас задания. Так, вот, GDH, разыскать Джона. Это я понял, то есть нам нужно найти... окно? Невер буквально сказал, видел одного красного парня в окне церкви. Изначально хотел полакомиться им. Так, окно церкви. Это... Я понимаю то, что это церковь, но я не вижу окна. Хорошо, как я понял, мне нужно найти некое окно в церкви. О, стоп, что? Здорово. А вы что тут делаете? Пока он в воде, по-моему, на меня не ударит, да? О, имба. Обязательно собираем спарки. Уверен, на будущее пригодятся. Вот бы я убивал хотя бы за 2 удара, но для этого, видимо, нужен меч хотя бы не ржавый. Текс, окно. Здесь есть окно. Привет, ребят. Я, пожалуй, пропущу вас. Здравствуйте. У вас тут есть... Окна Ема! Тихо, тихо. Так, а могу ли я вот так вот? О, имба. Не имба! Бежим! Черт, 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 плевать! Плевать. Тут же двери есть, кстати. Точно! Эти двери по-любому хоть какие-то да можно открыть. Фу. Сколько? 658 спарков. Сюда. Ну-ка, открывается. Нет. Открывается. Тоже нет. Вообще, как я понял, если что-то работает, то оно слева снизу появляется. То есть у меня... Что? Открыть, закрыть дверь? Во, реально, тут дверь! Ну вот, кстати, это то, о чем я буквально только что говорил. Ну, давай зайдем в любом случае. Здравствуйте. Открылась. Всем привет. Тут кто-нибудь есть? Hello? Что за камин? Зажженный камин? Похоже, Невер был прав. Тут кто-то живет. Ой. Это что я вижу? Кто посмел врываться в мои покои? Офигеть. Багряник. Что? Как ты смеешь? Никому не дозволено произносить название нашей расы рядом с такими низменными словами! Невероятно. Багряник. Я все еще хочу это сказать. Я никогда не встречал такого маленького багряника. Ты что, еще ребенок? Ребят, давайте немного поясню, кто такие багряники. Последний раз мы видели эту расу еще в сезоне «Голос времени», а до этого в сезоне «Идеальный мир». Это раса, которая, если прям супер коротко, живет войной. Ее цель как расы — порабощать все живое и высасывать из них волю и жизнь. На моей памяти был только один багряник, который не высасывал жизнь и волю путем битвы. Это вот этот, Шангрин. По факту это был единственный багряник, которого мы знали. И вот оно, впервые за все сезоны, второй. Только он какой-то маленький. Я прошу прощения. Я ни в коем случае не хотел оскорбить великую расу. Эй, а что представитель такой великой расы делает в заброшенной церкви, а? Я думал, у вас там своя религия. Я никогда не встречал такого маленького багряника. Ты что, еще ребенок? Да как ты... Ты ничего не знаешь о нашей расе. А я вот очень люблю высасывать волю из таких самоуверенных болванов, как ты. Давно я не лакомился незаряженной волей. А твоя, судя по всему, еще и весьма сильна. Иди сюда. Эй! Стоп, 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 ты же ничего не высосал. Да-да-да, не надо меня. Может, поговорим? Чел. Не поговорим.
О, господи! Кажется, на этот раз я нарвался не на какого-то тупого мутанта. Кстати, подожди, насчет мутанта. Он же не мутант! У него нет скинта где-то на шее, на подбородке. Ложка! О, я вижу там кто-то. Ты что, реально призвал кого-то, что ли? Проклятое кладбище! Я не позволю этим тварям разрушить мою церковь! Но как только я разберусь с ними, я займусь тобой, не сомневайся! Да? Подожди, он реально пошел с ними драться. Обалдеть, ну и на меня-то тоже идут. Так, сейчас, ой, блин, боевой режим включаем. Сюда! Черт, а если я помогу тебе, ты, может быть, скажешь, что я крутой? У меня просто, видите ли, два варианта. Либо я помогаю ему, либо, мне кажется, более правильный вариант валить отсюда. Блин, а спарков-то сколько зарабатывается? У меня уже 808. А он там тоже сражается, окей. Ладно, я помогу тебе, чувак! Они реально идут бесконечной толпой. Походу, у меня один только вариант. Валить отсюда, чтобы он меня не нашел. Как минимум, мы понимаем, что тот красный человек, о котором говорилось, это не GDH. Слушайте, ладно, плевать, я пойду отсюда. Прости. Надежды найти в этом мире кого-то, кто был бы рад моему появлению, тают все быстрее. А красный парень, о котором говорил Невер, оказался действительно красным, а не оранжевым, как я надеялся. Ладно, остается только поискать путеводный скин в замке. Поверить не могу, что встретил здесь багрянника. Шангрина я едва помню. Воспоминания почти все утрачены. Но он говорил мне, что его раса крайне воинственна. Не соврал, получается. Единственное, я не понял, почему он просто не подчинил мою волю. Мою кровь. Насколько я помню, именно эта способность сделала багряников настолько опасными. Надо будет как-то навестить его. Может быть, у меня получится расположить его к себе, как и когда-то Шангрина? Если верить словам Невера и самого багряника, незараженных существ в этом мире очень мало. Надо дорожить ими. Это правда. Так, ну, короче, да, мне действительно нужно было просто убежать. И в итоге замок. Тот самый замок, где мы сможем найти зараженные кристаллы. Правильно понимаю? Привет, ребят. Я так понимаю, то, что вы постоянно спавнитесь. Я, наверное, лучше пробегу вас. Просто подскажите, где находится... Ага, а вот и круг из зараженного скинта. Это точно путеводный скинт, вот только, кажется, неактивный. И как же мне станцевать вокруг тебя, чтобы ты заработал, а? Так, ну, по крайней мере, у меня появилась кнопка «Использовать», давай. Ух ты! Ложка, ты... О, да у меня талант к очищению. Надо было в уборщики идти. Так, значит ли это, что я теперь могу вернуться в сон через этот путеводный скинт? Надо попробовать. Обалдеть! А как ты это сделал? Лолошка, ты кто такой, блин? Почему нам каждый сезон умалчивают, откуда ты родом? Это явно супер важнецкая информация. Проверим сразу же. Монстр меня потерял? О, нет. Значит, монстры меня не теряют и не деспавнятся. Вообще, знаете, раз уж мы сейчас вернемся в сон, я думаю, то, что надо спуститься и выфармить прям много спарков. Эти спарки мне явно еще пригодятся. Так, над падением еще надо поработать. Побьем. Хорошо, 1118 спарков. Вот так пробежался по миру, собрал кучу мобов и убил. Здесь никого нет. Мало ли кого-то можно было бы еще побить, но окей. Путеводный скинт. Присядем на дорожку. Итак, тронный зал. Встать, переместиться. Переместиться. Измерение сновидений. Еще раз переместиться. Пошел процесс. О, а вот мы и здесь. О, спит. Блин, даже не знаю, будить его или нет. Я могу? Да, я могу с ним поговорить. Так, получается, если что, в любой момент я могу использовать путеводный скинт еще раз. Давай даже попробуем. Ну-ка. Да, то есть вот я нажимаю, и если что, у меня есть вариант встать, а есть переместиться. Если я просто посижу около этого островка, то вопрос, зачем мне просто посидеть? Я думал, то, что у меня от этого восстановится фиал, но нет. Так, а еще, кстати, у меня земля есть, и я помню, что у Невера есть что-то в торговле. Слушай, прости, чувак, но... это самое... Поговорим? Эй, я смог очистить путеводный скинт. А что? Карл, ты ради этого меня разбудил, серьезно? Дурак, дурак!
Прекрати оскорблять меня. Как ты вообще спишь, если мы уже во сне? Юродивый! Ты материально находишься в сонном мире, материально! Ты тут материя, понимаешь? Юродивый! Ну что ты можешь понимать? Я экспериментировал, пока тебя не было. Сейчас. Та-да! Смог придумать, как делать дерево. Бери. Господи, какой же ты странный чувак. Чё, прям взять, что ли? Как? Во, прям взять. Приноси мне спарки для моих экспериментов. Будет у тебя сон разнообразнее. О, ты погляди, ведь и правда. Та самая торговля. 16 земли получается за 100 спарков. А это что такое? Эксперименты? Итоговая стоимость 500 спарков. И, слушайте, я хочу купить. Эксперименты звучит как что-то экспериментальное. Купить. Спарки! 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 Эксперименты! Сейчас есть у меня одна идея. Трудно. Это было трудно. Что трудно взять? Железо. Плотное. Сложная материя. Сложная. Что, все? Ты создал мне кусочек железа за эксперимент? И зачем мне этот эксперимент? Ладно, возможно, на будущее это можно сохранить. Так погоди, я же могу теперь и сундук создать. Я могу создать дерево! Ребята, 2-я серия. Это, по-моему, реально 1-й сезон, когда у меня за 1-ю серию не появилось ничего из инструментов, ничего из хотя бы верстаков, печек и так далее. И только сейчас я могу с чистой совестью сделать это. Далее создаем верстак, и мы можем поставить его куда-нибудь, ну не знаю, например, на этот остров. Невер сказал, чтобы я отстроился от него. Поэтому, допустим, вот так. Но, ты все равно подожди. Мы же можем с тобой поговорить, я правильно понимаю? Так, поговорить? Я не хочу жить. Не хочу. Слушай, может, еще поговорим? Кар! Понятно, глубоко. Еще? Запомни, во снах нет ни дня, ни ночи. Запомнил. Но в целом оно как будто очевидно. Так, еще? Тоска. Так, слушай, может ты еще что-нибудь дельное скажешь вместо того, чтобы горевать? Кар. Угу, действительно дельное. Хорошо. Хорошо. Тело восстанавливается во сне. Да. А я, кстати, не сплю, получается. Ладно, я, наверное, не буду тебя больше донимать. Давай поторгуемся. Ага, вот оно что. Я теперь могу покупать у тебя железо. Товар закончился. Эксперименты купить больше нельзя. Блин, а я-то думал, что я сейчас еще приобрету что-то новенькое, и он мне что-нибудь покажет. Но в то же время мы понимаем, я могу сейчас купить, например, у него немножечко земли. Далее купить у него немного дерева. Супер, потратить все спарки на это. И после этого хоть как-то немножко обустроиться. Потому что у меня ощущение, что вот это сновидение, вот этот мир, будем его так называть, еще сыграет свою роль. Скажу сразу, мне невероятно нравится все то, как это подается. Честно признаюсь, вот в 1-й серии, когда мы только-только начали, я сначала подумал, что неужели я буду вот так вот бегать, всех мутузить. Но нет! Как оказывается, геймплейная составляющая здесь куда шире, объемнее, и как будто она будет каждую серию раскрываться все больше. Как минимум, мы все еще не знаем, что такое старая книга. Страницы проели чешуйницы и кожиеды. Что сохранилось, заросло плесенью. Да, это наверняка что-то важное, и я это положу куда-нибудь в сундучело, который наконец-то могу сделать. Хо-хо. Здравствуйте. Фиал жизненной силы, кстати, взять нельзя. Все, видимо, он со мной навсегда. Эксперимент на всякий случай попробуем использовать. Не используется, тогда тупо убираем. Ну и раз уж вот это моя территория, наверное, стоит по этой территории немножко пройтись дощечками. Вот так вот. Чтобы хоть что-то напоминало дом. Да, возможно, пока смотреть здесь не на что. Но и спарков, ребят, у меня нет. Я тупо бомж. Вообще, мне на самом деле очень интересно, как зайдет наше общение с Невером дальше. Потому что, что я могу сказать уже сейчас по первым сериям? Это существо, которое реально находится в какой-то супер глубочайшей депрессии. Если говорить еще проще, то перед нами старая птица, старый мироходец, который устал жить. Что ж, багрянник, пустотная магия, все еще непонятно, где находящийся GDH, непонятные иконки, которые
которые в будущем явно сыграют свою роль, все это про сезон под названием «Сердце Вселенной». Даже само название «Сердце Вселенной» — это название, на котором уже можно строить какие-то микродогадки, но давайте скажу главное. Мое имхо. Я доволен. Невероятно. Мне супер нравится то, каким сделали Майнкрафт. Правильно ведь говорят, Майнкрафт — это песочница. И в Майнкрафте все заканчивается только лишь твоей фантазией. Если у тебя этой фантазии много, Майнкрафт никогда не закончится. Не забывайте, пожалуйста, ставить ваши лайки, не забывайте подписываться, а на этом мы будем постепенно заканчивать. А если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка, Невер, Багряник и мое сновидение. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока, пока. Эй, ты живой? Да, вроде бы. Черт. Как ты смеешь наносить мне одно оскорбление за другим? Что? Да пошел ты! О, ты пожалеешь о своих словах. Окей. Получается, некий Багряник и каркающий Невер. Да, из всех живых и незараженных мне действительно повезло наткнуться на того, кто жить не хочет, и на того, чей смысл жизни убивать и кромсать. Идеальные знакомства. Ладно, на самом деле есть две вещи поважнее. Первое, мы узнали, что данное сонное измерение можно прокачивать и улучшать. И второе, мы все еще не знаем, где Джон, где GDH. Надо искать. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в сердце вселенной. Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в сердце вселенной. Сезон, в котором мы живы. И кажется, это самое главное. Учитывая наши знакомства из предыдущих серий, то пока что каждый пытается меня либо убить, либо убить. Вот такие шикарные знакомства. Но, если брать во внимание не только мою жизнь, то, опять же, внимание! Мы научились немного улучшаться и немного телепортироваться. При помощи каркающего Невера и спарков я могу улучшать свое сонное измерение, приобретать ресурсы, а вот при помощи данного кристалла Скинта можно перемещаться к другому кристаллу Скинта. То есть, да, сонное измерение покидать можно, и обратно приходить сюда тоже можно. Сейчас у меня в целом не то чтобы много ресурсов, 48 спарков, инвентарь почти пустой. Так, и походу все, что мне сейчас остается, это разбудить Невера. Так, Невер, привет, поговорить. Эй, птица, не спи. Что? Юродивый? Что тебе надо? Мы же во сне. Чем мне, по-твоему, еще заниматься? Так, тихо, не надо, не агрессируй. Экспериментами заниматься, конечно. Спарков я тебе еще не дам, но это не повод сидеть сложа крылья. Эй, Невер, как ты смог попасть в мой сон? Ой, это, кстати, хороший вопрос. Причем не просто попасть в мой сон, он сам меня телепортировал в него. Чем заниматься? Не знаю. Расскажи, как ты создаешь материю из спарков. О, пустотная магия. Да, давай. Да? Нет. Что? В смысле? Нет? Угу. Нет. Но почему? Ха, не хочу. Это что за тарантиновские диалоги? В смысле не хочешь? Ай, у меня больше нет этого выбора. Блин, а ведь хороший вопрос-то был, да? Как ты смог попасть в мой сон? Тогда займись экспериментами. Ты же тоже хочешь, чтобы мой сон становился больше? Как ты смог попасть в мой сон? Ты просто так интересуешься, да? Ладно. На этот вопрос так и быть. Получишь ответ. Магия. Доволен? Что? Подожди, ты сейчас серьезно? Это весь твой ответ? Да. Блин. Эй, Невер, слушай. Кар. Прошу тебя, скажи, у тебя искры, когда ты колдуешь, сыпятся зелеными. Это пустотная магия, да? Интересно. Когда я уже поверил, что ты совсем юродивый, ты, оказывается, что-то знаешь. Мало кто знает про этот тип магии. В нашем мире он, правда, распространен больше, чем в других. Но ты же не из этого мира, верно? Да, все верно. Вообще непонятно откуда. Кар, поразительно. Что? Что поразительно?
Ты же спросил меня про сон не просто так, да? Ты хочешь кого-то еще сюда привести? Верно. А как ты узнал? Ты спрашивал меня про других невоплощенных. Значит, кого-то ищешь. Нет, нет, нет. Если ты думаешь, что твоя возлюбленная или кого ты там ищешь жива, не думай. Лучше оставь все надежды найти своих близких. И не уходи далеко от церкви. Вокруг церкви относительно безопасная территория. Что? Безопасное? Ну да, особенно старое кладбище. Послушай, я не знаю, что будет с твоим сном, если ты умрешь. Так что не умирай. И ладно, я расскажу тебе, как провести ритуал переноса в сон. Но у тебя все равно не получится. Смотри и запоминай. Что, мне также надо крылышками махать, я не понял. Я старая птица. Теперь все болит. Боль моя спутница. Всю мою жизнь. Всю жизнь. Подожди, Ророжка. Ты, скорее всего, не сможешь воспроизвести ритуал, потому что ты юродивый. Подойди. Что? Подойти? Говорю как есть. Ты мне не нравишься. Но я не хочу, чтобы ты умер. Держи. Я потратил очень много энергии на это. Что это? Так, как взять? Ага. Взять. Эта штуковина как путеводный скинт, только переносной. В одну сторону, в эту. Как пользоваться, сам разберешься. Уставшая птица. Пожалейте меня. Ох, блин, never. Так, ладно. Скин сновидений. Особый кристалл скинта. Позволяет переместиться в сонное измерение. О, подожди, он прям одноразовый, что я его использую и все? Я так понимаю, при помощи нее мы сможем телепортировать сюда других. Например, GDH. Джона надо найти. Так, слушай, может еще поговорим? Нет? Вот да, поговорить. Крылья. Крылья уже не те. Да, я уже понял. Так, я могу еще поговорить? Даже во сне я до сих пор не тот, кем был. Угу. Слушайте, на самом деле история Невера мне пипец как интересна. Я правда хочу узнать, кто он такой. Еще какие-то фразы? Реальность или иллюзия? Реальность или иллюзия? Вот, кстати, я тоже задаюсь этим вопросом, когда нахожусь в этом сонном измерении. Еще что-нибудь? Мое племя. Когда-то оно было большим. О, так, давай, продолжай свою историю. Мне нравятся растения. Угу. Ой, все, я не могу поговорить, но при этом я могу просто поторговаться. Ладно, мне не на что торговаться. Давайте на всякий случай попробуем сейчас пробежать сюда. Здесь у нас явно ничего не поменялось. И вопрос, могу ли я ломать эту землю? Вот чисто теоретически. Так это не просто земля. Интересно ты накастовал, Невер. Ну ладно, пока что закроем. Снизу этого острова только камень. Так, и вообще, если я хочу хоть что-то ломать, добывать и копать, то мне нужны каменные инструменты. Ну или хотя бы деревянные, окей, хотя бы деревянные. У меня дерево только здесь, да? При этом дерево, если что, можно покупать у Невера. Стоит оно 200 спарков за 16 бревен. Дорого. Так, ладненько, путеводный скинт. Здравствуйте. Мне сейчас, наверное, переместиться куда-нибудь... Ну, допустим, в тронный зал. Я на самом деле понимаю то, что мне нужно сейчас активировать сразу побольше кристаллов, потому что чем больше, тем больше возможностей на телепортацию. Переместиться. Здравствуйте. Во, нашел! То самое, путеводный скинт. Ну-ка. Пошел процесс. Все. Путеводный скинт очищен. Теперь я смогу телепортироваться и сюда тоже. Слушайте, монстры, здравствуйте. Наверное, драться с вами не будем. Пойдем дальше. В любом случае, сейчас мы очень аккуратненько спускаемся. Выходим отсюда. Привет, ребята. Нет, не будем болтать. Стоп! Теперь здесь рыцари? Какого черта? И монстры поменялись. Капец, их стало больше. Так, ладно, возможно, немного пофармить спарков — это хорошая идея.
Поэтому оба! Привет, ребята! Обалдеть, сколько здесь монстров. Я просто в шоке. Тут при этом какие-то еще новые монстры. Не-не-не, до свидания. Точно припоминаю, что где-то здесь находится кристалл, который надо активировать. Вот он, вот он, вот он. Такс, сразу активируем. Сразу очищаем. Путеводный скинт очищен. Сколько, интересно, с тебя упадет? Ай. Блин, я вообще, я не понимаю, как здесь драться нормально. О, нет, серьезно, я здесь. Ну ничего, мы там вроде как все очистили, переместиться. И мне нужна дорога к замку. О, 68 восстановить. Интересно, справился ли вчера с атакой багрянник? О, кстати, Невер говорил, что окрестности церкви можно считать безопасными. После вчерашнего потревоженного кладбища, мне даже интересно, как выглядит остальной мир. Неужели там еще не безопасней? Вот-вот, у меня, кстати, такие же мысли. Но, кстати, реально, давай посмотрим, что там с кладбищем. Вроде битвы я там не вижу, но я вижу какого-то огромного монстра. Эй, прошу прощения, а Вау. вы кто такой? Кажется, вчерашняя заварушка привлекла внимание монстра побольше. Я могу пройти мимо, и никто меня не заметит, а могу вмешаться и помочь. Возможно, это поможет наладить отношения с багрянником. А, да? Слушай, Лолошка, ты озвучиваешь хорошие мысли. А, так погоди, там реально багрянник. Он буквально валяется на полу и отбивается. Давай, тварина. О, боже мой, вблизи ты еще больше здоровяк. Так, ладно, у меня меч, у меня есть жизни, у меня все присутствует. Ну, давай. Оп. Тихо. Так, у тебя такая атака. Что еще мне покажешь? О, боже. Оу! Обалдеть! А как от этого... Подожди! От этого вообще можно было увернуться, не? Так, ладно, я понял. Сейчас мы как-то вот так вот выпадом, смотрите. Так, оп! И теперь обратно. Да, увернуться можно, окей. Все, до свидания. О, хорошо. 393. Эй, ты живой? Да, вроде бы живой. Черт. Эй, с тобой все нормально? Как ты смеешь наносить мне одно оскорбление за другим? Что? Оскорбление? Хотя погоди, это же багрянник. Для него очень важно, чтобы либо он победил в битве, либо погиб в бою. Да пошел ты! Приношу свои глубочайшие извинения. Я не хотел, чтобы наше знакомство начиналось так, как вчера. Попробуем еще раз? Так, нет, что-то, мне кажется, это не очень. Оскорбление? Я же тебе жизнь спас. Жалкий муравьишка. Да будет тебе известно, багрянники никогда не проигрывают в бою. Я бы, честно говоря, вот поспорил немножко. Знаешь, выглядишь ты так, что еще один бой явно не выдержишь. Как смеешь ты произносить такое? Мы — самая воинственная раса во всех мультивселенных. Моя сила безгранична. Сутки, что я провел в неустанном сражении, лишь раззадорили меня. О, ты пожалеешь о своих словах. Оскорбление, что ты сегодня нанес мне. Чувак! Нет, оно пробудилось. Я чувствую его силу. Оно надвигается. О, нет, прошу. Что? Ты чего делаешь? Оу! Матушки! Эй, надо уходить! Ты не в состоянии сейчас драться! Драться? Сам Великий послал его. Я наконец-то стал достоин. Достоин чего? Ты, кажется, монстр, которого я уложил, сильно тебя потрепал. Ты головой ударился? Подожди, я не понял, он хочет сразиться с ним? Так у него же сил буквально только что на того монстра не было. Попробовать провести ритуал переноса в сон. О, вот это, кстати, как будто хорошо. Убраться самому и оставить багрянника одного. Остаться наблюдать, что будет дальше. Знаете, у меня ощущение, что лучше всего спасти и его, и меня. Что ты делаешь? Ой, я реально перенес. Ты же весь в крови. И я так понимаю, преимущественно в своей. Куда же ты собрался? Прими свою слабость, багрянник,
и радуйся, что живу. Молчать! Багрянники не имеют слабости, глупая пташка. Посмотри, твои огоньки гаснут от малейшего ветерка. Позорище! Тот, кто не может признать своей ничтожности, недостоин никакого очищения. Ты же на это надеялся, да? Да. Прими свое положение и возрадуйся, что юродивый тебя спас. Ладно. Что это за чертоги? Чертоги! Чертоги! Этот жалкий островок — это сонный мир юродивого. Что за сонный мир? Да, наверное. Что, ты у меня спрашиваешь? Все, мы наконец-то нормально заговорили? Да? Но материальный переход в сонный мир... Да, это же... древняя магия, которой я его научил. Ничего большего. Но не может быть все так просто. Может, Карр! Хватит этой пустой болтовни! Вы все приходимцы! Ничего не знаете про это место! Не знаете, где оказались, да? Раз этот теперь будет жить здесь, ему потребуется жилье! Построй! Хотя, смотря на то, как ты тут сам обустраиваешься, я сам! Просто принеси мне спарки! Да. Как Стоп, же я так, куда это вы? устал! Подожди, все? Мы уже тут негласно на что-то договорились? С каких это пор Багряник живет в моем непонятно чем? Я до сих пор даже не понимаю, что такое сонное измерение. И ведь самое главное, Невер, кто ты такой? Он явно знает чего-то больше, потому что... Нет, не может быть все так просто, говорит Багряник. И Невер сразу: может, Кар, все, хватит этой пустой болтовни. Раз этот теперь будет жить здесь, ему потребуется жилье. Построй. Хотя нет, лучше я сам, просто принеси спарки. Ладно, на самом деле Багряник, если вернется туда, он явно себя изничтожит. Как бойца, как воина, как живое существо. Так, а вообще, я могу поговорить? Гостевой дом. 2000 спарков! Какие 2000? У меня всего 300. Так, торговать. Здесь ничего нового не появилось, но я, наверное, ничего нового и не буду покупать. Потому что ну его нафиг, мне нужно копить на какой-то гостевой, черт возьми, дом. А с тобой? О, можно поговорить. Не приближайся ко мне. Черная курица права. Сейчас я слаб, но я восстановлюсь. Вернусь обратно, и мы устроим настоящий бой. Быть может, я опозорил себя, опозорил свою расу и великого. Но я смою свой позор кровью! И это будет кровь тех, кто нанес мне смертельное оскорбление. И это зачтется мне, когда придет он, когда наступит очищение. Скажи курице, что мне не нужен здесь дом. О, а по глазам так и не скажешь. Ощущение, что... Да, смотрите, он немножко поникший. Да, как Багряника его, наверное, унизило, во-первых, мое спасение, его практически наступившая смерть от монстра и его побег в это сонное измерение. Измерение, про которое я сам толком до сих пор ничего не могу сказать. Как это место вообще на карте может быть обозначено? Эй, Каркарыч, помоги мне. Багряники, какие же отвратительные существа. Правда, этот какой-то... как ты, юродивый. Но нет, он мне не нравится. Как и ты мне не нравишься. Мне никто не нравится. Да, ты это уже говорил. Так, а с Багряником, получается, не могу, да? У меня есть путеводный скин, им могу воспользоваться. И мне бы, наверное, поторговаться. То есть... Появился новый эксперимент. Я могу снова прокачать остров. Это стоит 600 спарков. Блин, а я хочу. Ну, то есть, мне всего 200 спарков, и да, я очень хочу. То есть, мне, получается, можно сейчас куда-то телепортироваться. Например, дорога к замку. Да, там было много монстров. О, здравствуйте. И вот они. Я хочу найти тех, кто дает много спарков. Ну-ка. С тебя падает 30. Чего? Так мало! Всего 20 с двоих! Ладно, я помню то, что мне много падало с крыс. И вот крысы как раз-таки остались. Давайте немного подеремся.
Фу, с этого рыцаря прилетело больше сотни. И там 2 таких же рыцаря. О, сейчас я знаю, где нафармлю. Привет, ребят. 912. Да, эти рыцари пока что дают больше всего. Мне кажется, можно просто игнорировать вот этих, потому что... А, вот этого я не убивал. Честно признаться, я бы хотел, чтобы у меня появилась какая-то способность, которая там бьет как-то издалека, поджигает, отравляет, что-то еще. Понятное дело, что оно появится, но когда оно появится? Это уже другой разговор. Тихо, у меня фиал кончился, не бить. 1260. Идеально. Ой, можно как раз попробовать использовать скин сновидений. Так, ну-ка. Ага, удерживаем. Вау. Блин, как это круто, а? Самое главное то, что я прекрасно понимаю, что это не все механики, это не все геймплейные фишки, которые мне заготовили. Как минимум, мы еще ни разу не прокачали атрибуты. Мы ни разу не прокачали показать. О, уровень. Следующий уровень я уже могу сделать, но... Подожди, как? Как это делается? Как? А, видимо, тоже по сюжету. Блин, ребята, ну расскажите уже сейчас. Never, привет еще раз. Я покупаю у тебя эксперимент. И? Скажешь что-нибудь? Нет? Ема. Вау. Я понял, что такое эксперимент. Фига себе, сколько тут всего. Так, подожди, гладкий каменный кирпич. 16 штуковин за 150 спарков. Знаете, у меня появляется четкое представление, что это сонное измерение. Это не просто измерение, в котором я сижу, домик строю. Оно еще как-то сыграет какую-то очень важную роль. Очень важную. Вот только надо ли мне сейчас все это покупать? Ну, чисто, знаете, кресло по приколу можно? Вот так. Нордическое кресло. Знаете, уважение ради свой остров я тоже буду прокачивать. Вот так. О, и далее. Вот. Уже что-то. Старая книга все еще непонятно зачем. А что, если я попробую дать ему эту книгу? Вот, возьми. Нет. Так, если здесь в торговле ничего. Багряник, старая книга, кожееды и все такое. Нет. Короче, возвращаемся в замок, и у меня на самом деле есть четкое представление, что мне не Багряник нужен, не Каркарыч, мне нужен GDH. Но раз уж пока сюжетный замес не дошел до GDH, я подумал, а что насчет вот этого? Я уверен, что где-то неподалеку есть еще кристаллы, которые мы активируем, и в будущем сможем легко передвигаться. Например, давай сюда на балкон выйдем. Привет, кристаллы есть? Нет. Ладно, сейчас найдем. Главное, что паркур есть. Так, аккуратненько. Вот тут прыжок. А! Нет! Этот паркур. А ну отдайте, пожалуйста. Спасибо. Так, и в итоге я прибежал туда, где все началось. Та самая арена. Здесь у нас просто... Подожди, что это? Арбузы? Это арбузы? Реально? Я что-то как-то не особо всматривался. То есть, не, как бы арбузы меня не удивляют, но то, что это деревья арбуз... О, то самое! То, ради чего я сюда и шел! Путеводный скин. А ну-ка. На будущее пригодится. Давай. Путеводный скин очищен. Спасибо. Так, интересно, как он называется? Аметистовый сад. Переместиться и... Ну, в этот раз я могу реально путешествовать прям неплохо. Но у меня на самом деле ощущение, что прямо сейчас, если мы встанем, пойдем куда-то в сторону той арены, то да, мы там найдем еще один кристалл. Также здесь есть какие-то нижние этажи. Возможно, мне еще там надо будет прогуляться. Другие комнаты, вот там я точно не был. Ладно, главное сейчас не падать. Тихо. Всем привет. Так, тут кто-нибудь есть? Hello? О, блин, у меня с этим местом какие-то ассоциации немного такие тревожные. Так, блин. Видимо, я сюда зря пришел. Походу, здесь реально нет телепортатора. Короче, тогда возвращаемся в сонное измерение, приобретаем немного дерева и, как говорится, немного рефлексируем. Фу, знаете, о чем я подумал? Надеюсь, когда мы купим гостевой дом, он не поставится на место этого дома. Иначе это будет очень обидно. На этом, я думаю, можно постепенно заканчивать. Задание под названием GDH сильно мозолит глаза, это правда. Но я надеюсь, что уже в следующей серии мы наконец-то спросим, либо у тебя, либо у тебя, видел ли кто-то чувака в оранжевом. Хотя я знаю, что ты не знаешь, поэтому спросим тебя. Очень надеюсь, что вам так же, как и мне, интересно, как развивается сезон и что будет дальше. Поживем, увидим. Пока что у меня есть стойкое ощущение, это будет 10 из 10. А вообще, да, правда, надеюсь, вам понравилось. Не забывайте, пожалуйста, про ваши лайки, подписки. Это сейчас, ну, просто невероятно огромный буст к продолжению всего сезона, всей истории. И любая ваша поддержка, я всегда это произносил и буду произносить,
Только за счет этого мы живем, ребята, только за счет этой поддержки. В условиях нынешнего ютуба это все 100%. Реально, только на поддержке живем. Еще раз благодарю, а если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и Багряник, и все еще не купленный гостевой дом. Всем удачи, всем пока. Пока. Странное яйцо, обнаруженное в руинах замка. В нем еще теплится жизнь. Отдать странное яйцо. Опять юродивый. Что это? Это яйцо. Кар! Это зараженное яйцо. Но не мертвое, нет. Хочешь, высижу его тебе? Чего? Окей, сонное измерение и гостевой дом. Да уж, не такое сочетание я ожидал от спасения Ворона и Багряника. Ребят, вы бы на меня там не надеялись? Я пока новенький, ничего не понимаю. Да и самое-то главное, мне все еще нужно разыскать Джона. Короче, как говорится, не будем медлить. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в сердце вселенной. Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в сердце вселенной. Сезон, в котором мы в безопасности. Да, я понимаю, безопасность понятие растяжимое, но сейчас я не про сонное измерение, я про церковь. Ту самую церковь, где мутанты, монстры и огромные червяки. Если верить ворону по имени Невер, это все еще безопаснее, чем территория за пределами церкви. Батюшки, после этого спрашивается, куда я попал. Так и самое-то главное, где мне в итоге Джона искать? Я тут еле-еле убиваю якобы безопасных монстров, а меня уже запугивают какими-то опасными. Возможно, если бы у меня не был ржавый меч, то было бы попроще. Ну а вообще, ребятки, привет. Че, отдыхаете, да? Да, видимо, отдыхаете. Эй, Багряник без имени, а ты все еще хочешь меня убить? Насмехайся надо мной, сколько влезет. Твои дни все равно уже сочтены. Тебе повезло, что у меня нет с собой моего ритуального кинжала. Я должен быть готов к часу очищения. Я должен доказать, что достоин. Но в сонном измерении мои сегменты, мой покров, все заживает намного быстрее. Мне даже не нужна подпитка, чтобы восстанавливаться. Особенно здесь, когда я сижу возле чистого скинта. Так, и это что, это твое спасибо? Слушай, Багряник, а тебе не кажется, что угрожать мне расправой, когда восстанавливаешься ты только благодаря мне, это как минимум противоречиво? Нет, серьезно, скажи мне спасибо и все. Послушай, Багряник, тебе же Невер уже сказал, ты недостоин и никогда не будешь достоин. Смирись. Это плохо, тут такое не надо говорить. Жду не дождусь, когда ты восстановишься, чтобы снова указать тебе твое место. Так, ладно, слушай, а тебе не кажется, что угрожать мне в твоем состоянии как будто глупо? Возможно, ты прав. Твои поступки благочестивы по кодексу чести багряников. Но оскорбление, которое ты нанес мне, требует очищения кровью. Если бы только при мне был мой ритуальный кинжал, Стой! Слушай, а если я принесу тебе твой кинжал, есть вариант, что наша вражда, ну, не знаю, закончится? Что? Ты? Ты всегда предлагаешь ввязаться в что-либо, даже не получив перед этим никакой информации. Не удивлюсь, если и сюда ты попал именно так. Сюда невозможно попасть случайно. А ведь ты прав. Я правда согласился на авантюру GDH, и вот я здесь. Вот только ты так и не ответил. Что насчет твоего ритуального кинжала? Если ты действительно сможешь добыть мой кинжал из заброшенной церкви, то... я думаю, это было бы достаточным искуплением вины. Вкупе с тем, что ты предоставил мне неограниченный доступ к чистому скинту, конечно. Стоп, погоди, ты сказал заброшенная церковь? Это та, в которой ты живешь? Так, а я ее уже вдоль и поперек облазил. Там ничего сложного. Нет. Если бы все было так просто, ты правда думаешь, что я бы сейчас был без кинжала? Я выронил его в церкви в одной заброшенной деревушке, когда мне пришлось в спешке убираться от... впрочем, это не важно. Когда я вернулся, я решил закрыть древние ворота, ведущие в тоннель.
Подземная церковь и замок защищены природными преградами. Ползучие и ходячие твари не могут сюда проникнуть, а с летающими я мог справиться. Именно здесь я нашел себе обитель. Ты уже видел мою келью. Бесчисленные часы я провел там в ожидании очищения. Я собирался вернуться за кинжалом через какое-то время, ведь он изготовлен из очень редкого материала. Но я потерял ключ от ворот. Где-то в замке. Я несколько раз обошел все места, но не смог найти его. Не удивлюсь, если какая-то нечисть утащила его к себе в логово. Я мог бы разрушить ворота, да, но тогда все твари, которые сейчас не могут попасть к замку и церкви, снова смогли бы заполнить эту долину, и мнимая безопасность пропадет. Ты можешь разрушить ворота, а можешь попробовать найти ключ. Тебе решать. Если ты действительно сможешь вернуть мне кинжал, я прощу тебя и подумаю насчет того, чтобы принять твое предложение и остаться здесь. Даю тебе 3 дня. За это время мое тело полностью восстановится. А? 3 дня? Но подожди, как понять, что прошло 3 дня? Тут ни солнца, ни часов. Я скажу тебе, когда подойдет срок. У меня очень хорошо развито чувство времени. Угу, ладно. Запомни, если к этому моменту у меня не будет моего ритуального кинжала, нас ждет бой. Задание «Ритуальный кинжал» обновлено. Так, вот это я нарвался. Ну, хоть что-то на самом деле. По итогу у меня 2 задания. Ритуальный кинжал. Ого! Столько целей. Найти ключ от ворот, ведущих в туннель. Найти заброшенную деревню. Отыскать ритуальный кинжал в деревенской церкви. Кажется, я понял. Багряник и сам не против остаться жить в моем сне. Но его честолюбие не позволяет ему просто это признать. Страдать должен, конечно же, я. И каким-то образом мне нужно раздобыть его кинжал. Да, я, кстати, тоже об этом подумал, потому что багряники — это такой народ, это такая раса, которая никогда не признает, что она не права. И уж тем более, это раса, которая никогда не признает, что ей нужна помощь. Это мы тоже уже поняли. Тем не менее, чем больше живых существ, тем лучше для меня. Так, смотри-ка, гостевой дом, все еще 2000 спарков. Поговорить? Карл, чего тебе? Мне же снилась семья. Я ведь ближний родственник вождя. Наше племя было самым сильным в округе. Ой, прости, чувак. Никого не осталось. Только я. Так чего тебе надо? Блин, слушай, прости, я правда не хотел будить. Ты вчера говорил Багрянику что-то про очищение. Что это такое? Ты сам в него, кажется, не особо-то и веришь. Невер, расскажи, от чего погибло твое племя? Невер, а что это за болезнь, как ты говоришь, что превратила тебя в монстра? Так, наверное, самое интересное это, о каком очищении говорит Багряник. Карл, еще бы я в эту ерунду верил. Я же развоплощенный. Я побольше их понимаю. В этом мире, юродивый, правит церковь. Они называют себя церковью очищения. Эти дураки верят, что истинное состояние Скинта зараженное. И как если бы этого было недостаточно, они верят, что стоит всему миру заразиться, как их всех ждет великое очищение. Заражение принято называть воплощением. Даже если я сам так говорю, это просто привычка. Конечно, это болезнь, это вирус, но проще воспринимать это как благословение, как признак достоинства. Если ты достоин, то воплощение раскроет твою животную истинную суть. Естественно, ты должен избегать воплощения, пока не почувствуешь себя достойным. Оно само настигнет тебя. Поэтому ты должен избегать воплощения всеми силами, чтобы не быть воплощенным, будучи недостойным. Или типа того. Сам понимаешь, насколько глупо это звучит, правда? Мне, как развоплощенному, это особенно смешно. Но запомни, даже не думай говорить что-то такое при представителях церкви. Казнят. Казнят, не задумываясь. Что-то еще?
Вау, а вот это уже крутая информация. То есть, получается, в этом, я даже не знаю, как это назвать, мире правит некая церковь очищения. И эта церковь очищения топит за то, чтобы все покрылись зараженным скинтом. Но при всем при этом не специально, а, скажем так, пав в честном бою. Боже, как это тупо звучит и правда. А вообще, подожди, ты сказал религия. То есть где-то есть места, где живут люди? А что это за болезнь, как ты говоришь, что превратила тебя в монстра? Нет, это все, извини, что разбудил. То есть где-то есть места, где живут люди? Ну, если ты этих фанатиков можешь назвать людьми, то да. Это плохие люди. Страшные люди. Другие в этом мире просто не выживают. Вот так и моя семья. Моя семья. Только я и остался. Самый недостойный из них. Черт возьми. Чувак, я не пытаюсь поднять эту тему, ты каждый раз просто вспоминаешь об этом. Мне даже немножко неловко становится. Эй, Невер, скажешь что-нибудь еще? Так, торговать, гостевой дом. Вот, кстати, да, гостевой дом надо купить. Это 2000 спарков, а у меня пока что 110. Маловато будет. Так, по торговле ничего не поменялось. Я могу купить еще один эксперимент. Захотелось, захотелось. Тем не менее, напоминаю, у нас получается церковь окружена горами. И через эти горы ведет некий туннель. Сейчас туннель закрыт, поэтому монстров вокруг этой церкви немного. Но нам в любом случае нужно найти ключ от ворот, пройти через туннель и найти заброшенную деревню. Там-то и будет ритуальный кинжал. Окей, ключ от ворот. Ну давай, путеводный скинт. Будем искать, видимо. Переместиться. Заброшенная долина. А, погоди! Не замок, не церковь, а именно долина. Это название локации. То есть, получается, потом здесь появится еще какая-то локация, еще. И для этого-то мне и нужно найти ключ и пройти через некий туннель. Понял. Багряник сказал, потерял ключ где-то в замке. Так, дорога к замку это не то, церковь не то. Начнем, наверное, с тронного зала, прям самое начало. Переместиться. Супер. Вот почему все время так, а? Мне нужно искать Джона, а я отправляюсь искать ключ, чтобы открыть ворота, чтобы искать какой-то ритуальный кинжал, чтобы чокнутый маленький багряник остался у меня жить. Как я оказался в этой ситуации? Ай, ладно. Впрочем, я узнал, как выбраться за пределы замка. Уже полезная информация. Я очень надеюсь, что ключ от ворот огромный, и я легко смогу его отыскать. Ничего, ничего, Джон, я тебя найду. Мы с тобой очень серьезно поговорим. Надеюсь, ты понимаешь, что ты не можешь умереть. Потому что если ты умрешь, я... Да я банально не знаю, что буду делать. Вау. Это... Нифига себе. И я никогда не слышал ложку таким злым. Что ж, да, это, кстати, правда. Я до сих пор, вот, что, уже какая серия идет? Я вроде как осваиваюсь на этой территории, но при всем при этом я-то понимаю то, что меня сюда завлекли совершенно другой информацией. А я в итоге взял меч какой-то ржавый и дубасю всех налево и направо. Так, по итогу, здесь у нас никакого ключа. Как оно должно выглядеть? У меня есть четкая уверенность, что мне не надо выходить на улицу, и скорее всего надо... О! Тихо! Боже! Очень внимательно следить, где я хожу. Так, только не умирать. Не надо. Ой, это было сейчас очень опасно, ребят. О, вот, кстати, здесь я не был. Так, там какая-то веревка. О, это уже интересно. Возможно, мне как раз сюда. Здравствуйте. Что это? Там реально можно спуститься. Так, погоди. Я там видел крысу. Вот в этой стороне. Вон она. А почему крысы обязательно должны быть такими огромными? Почему они не могут быть хотя бы крысиного размера? Короче, ладно, построю на полученные спарки багрянику дом, чтобы он точно никуда от меня не делся. Ага, я понял намек. Мне нужно немножко подраться. Здравствуйте. Серьезно? Блин, почти за 2 удара. Здравствуйте. Слушайте, а мне как раз, может быть, сюда надо? Типа крысы унесли ключ и все такое. Здравствуйте еще раз. Хочу с вами немного поиграться. О, господи, как вас много. О, у меня там... Подожди, надпись какая-то. Что это было? Взять странное яйцо? Какое еще яйцо? Ладно, я сейчас возьму, конечно, обязательно. Только погодите, главное не умереть. Сюда. Надо же, красный был прав. Ключ действительно утащили. Не нежить, конечно, но им уже не жить. Хорошо, что никто этого не слышал.
Надо показать Багрянику, что я нашел его дурацкий ключ. Так, подожди, мне выпало с этой огромной крысы, что ли? Старый ключ. Большой старый ключ от ворот туннеля. А, понял. Слушайте, а я-то думал, что мне туда надо по веревке спуститься. Все оказалось сильно проще. Блин, у меня всего лишь 205 спарков. Мне нужно 2000. Здесь вроде бы больше ничего нет. Так, ладно. Странное яйцо. Что оно умеет? Странное яйцо, обнаруженное в руинах замка. В нем еще теплится жизнь. Интересно. Это надо будет показать. Я же правильно понимаю, я не могу его использовать? Так. Нет, оно не используется. Ну окей. Тем не менее, да, я не забыл про эту веревку. Уж больно хочется спуститься, только перед этим попьем. А? Там кто-нибудь есть? Hello? Ладно, я спускаюсь. Вау, как можно прикольно спуститься. Так, здесь вода и... А, это колодец. Это просто колодец. Тогда не надо. Мне, конечно, очень хочется вернуться с ключом к Багрянику, но перед этим я не забуду о том, что мне нужно пофармить спарки. Поэтому привет, рыцари! С вас падает больше всего. Уф, вот это я пофармил. 700 спарков, спасибо. Вообще, вернуться я могу откуда угодно. У меня же есть скин сновидений, поэтому давай-ка. Хорошо. Блин, как же это удобно, а? Мне так это нравится. Эй, Багряник. Слушай, я тут что-то как-то супер быстро справился с заданием. Вот, возьми ключ. Надо же. Ты действительно нашел его. Честно признаться, я думал, что ты не справишься. Что ж, я думаю, это хороший повод возвести мне покой в этом странном месте. Знаешь, если я останусь в окружении этой черной курицы, я хочу, чтобы у меня было место, где я смогу ее не видеть. Это не курица, это ворон. И его зовут Невер. А еще, не пытаюсь нанести тебе новых оскорблений, Багряник, но если ты останешься здесь, то ты должен уважать остальных. А знаешь, я передумал. Ты не будешь здесь жить. И кинжал твой я возвращать не намерен. Вообще, знаешь, я с тобой согласен. Он куда больше похож на неудавшуюся курицу, чем на настоящего ворона. Ты должен уважать остальных, потому что как будто здесь может появиться кто-то еще. Давайте заранее это скажем. Да? Мргрштраклар. Что? Что, прости? Мргрштраклар. Мое имя. Хватит называть меня Багряником. Что, не можешь выговорить, да? О каком уважении тогда может идти речь? Ладно. Зови меня Марк. Хоть с этим ты справишься? Надеюсь, я не пожалею о своем решении. Приятно познакомиться, Марк. Я Лолошка. Не могу ответить взаимностью. Я очень надеюсь, что уже сегодня у меня будет хотя бы келья. Жду не дождусь. Ты капец, а почему я вдруг резко стал тебе как-то угождать? Чувак, я тебя спас. Чувак, ты мне должен был с самого начала просто спасибо сказать, и на этом бы разошлись. Ладно, мне хотя бы нравится, что сам Лолошка этим недоволен. Вот если бы этим недоволен был только я, то я бы возмущался еще больше. Так, а что насчет странного яйца? Это тоже с тобой надо? Нет, может быть, Невер? Отдать странное яйцо. Опять, уродивый. Что это? Это яйцо. О, Кор! Это зараженное яйцо. Но не мертвое, нет. Хочешь, высижу его тебе? Чего? Не такого я ожидал, честно говоря. Хочу. Давай сюда. А еще спарки. Спарки. О, ну конечно, конечно же спарки. Спарки. Стоп, я тебе еще должен спарки, чтобы ты высиживал это яйцо, серьезно? Гостевой дом, торговать. Ага, высидеть странное яйцо, стоимость 500 спарков. А чё ж все такое дорогое-то, блин? Здесь эксперимент 500, здесь странное яйцо 500, тут у нас получается гостевой дом 2000. Ну ладно, яйцо это что-то новое, поэтому мне очень интересно. Давай, купить. Спарки. Приятно иметь дело. В смысле приятно? А высиживать? Ночью, когда спать лягу. Какой к черту ночью? Здесь не бывает, Тише, юродивый. Я сам разберусь. Обалдеть. Сам. Получается, я зря спарки выбросил. Юродивый. Какого черта? Меня просто на бабки развели. Нагрели на яйцо и бабки. Алло. Да я бы лучше на гостевой дом накопил. Вообще, кстати, о гостевом доме. Я очень хочу его купить, поэтому да, я прямо сейчас беру
Использую путеводный скин и пробую найти место, где смогу выбить много спарков. Тронный зал — это хорошее место, там были рыцари. Но что насчет галереи? Давай там проверим. Просто, как я понял, чем выше, тем сильнее мобы, следовательно, больше спарков. Ну-ка, привет. Ты много даешь? Было 201, стало, не падать, 216. Очень мало. Я тогда, наверное, лучше пропущу этих зомби и просто поднимусь чуть-чуть повыше. Дайте мне кого-нибудь мощного. Спасибо. Сюда! Ну-ка, сколько? Дофигища, 447. Вот на самом деле побольше таких монстров, и я нафармлю 2000 супер быстро. Итак, господа и дамы, я не просто постарался, я как будто перестарался. 2732. Очень много спарков, которые прямо сейчас мы потратим сразу и на эксперименты, и на гостевой домик. Так, получается, переместиться, измерение сновидений. Здравствуйте. Так, мне, получается, гостевой домик надо. 2000 спарков, реально. Вперед! Спарки. Этот фанатик что, решил у нас задержаться, да? Твой сон, ладно. Тебе решать, кто в нем будет жить. Но я такое не одобряю. Я ненавижу погрянников. Откуда такая предвзятость к ним? Очень немногие приходили в наш мир из других миров. Случайно сюда не попасть. Нужно знать как. Багрянники в нашем мире не водятся. И это не первый багряник, которого я встречаю. А вообще хватит! Хватит болтать, Карр! Раз уж ты решил, нужно браться за работу. Карр! Охренеть. Устал. Переутомился. Зачем все это? Зачем? Нужен отдых. Устал. Это мне? Ну, по всей видимости, да. Да. Когда я говорил про келью, я ожидал все-таки чего-то... А, впрочем, ты еще не раздобыл мой кинжал. Значит, и не стоит пока обживаться. Да? Сладких снов. А, обживаться не стоит, но воспользоваться надо, да? А можно мне все-таки посмотреть, что сделал Невер? Блин, бедняга Невер, на самом деле мне... Я вот клянусь, чисто вот по-человечески мне его что-то прям жаль. Это прям реально уставшая старая птица, которая очень хочет спокойствия, и ради этого спокойствия готова немного, скажем так, подвинуться. С каждой серии я прям проникаюсь этим Невером все больше и больше. Я могу, наверное, зайти сюда все-таки посмотреть, да? А, я не могу открыть! Серьезно? Что у тебя там? Ты какой-то грустный. И ведь самое-то интересное, ты про ключ ничего не сказал. Так, вот еще раз, ритуальный кинжал. А, во! Найти ключ от ворот, ведущих в туннель. То есть мы все-таки нашли, мы молодцы. Теперь нам нужно пройти через этот туннель и найти заброшенную деревню. Но ключ-то не у меня. Он у этого. Отдай ключ. Ай, ладно. Так, слушай, Невер, привет. Поторгуем? Я хочу купить у тебя эксперименты. 500 купить. Все? Алло, я не совсем понимаю, что-то здесь поменялось или нет. Складывается ощущение, что да, потому что до этого эксперименты были здесь. Так что, видимо, что-то добавилось, но я не вижу что. Я просто просрал 500 спарков. Опять. Может быть, какая-то руда? Я помню А, во! Булыжник появился! Слушай, а вот это я, наверное, даже куплю. Булыжник — это как минимум каменный топор, каменная кирка. Ну, а будущее, может быть, даже и понадобится. Вот оно, каменный топор. Медленная атака. Слушай, а чисто теоретически, если я попробую сделать меч, средняя атака, а здесь не написано. Видимо, это какие-то легендарные оружия, которые будут встречаться именно сюжетно. А это, ну, просто оружие, которым я могу пользоваться как и кулаками, но наносить они будут прям мало урона. Ничего из этого я делать не буду, кроме кирочки. Здрасте. О, еще и достижения даются. Спасибо. Так, вообще, опять же, я каждую серию обещал постепенно строить дом. Поэтому привет, дубовое бревно. Уж в чем, а в том, что сценаристы подстраиваются под мои сооружения в сюжете, мы уверены. Так что да, я сделаю что-то имбовое. Например, пол побольше, вот. Реально единственное, что мне в голову пришло.
Зачем я вообще дерево купил? Мне бы мебель. Так, ладно, вообще стен не хватает. Да уж, панорамные окна, которые ведут в никуда, это сюр. Мне по-любому надо сделать какую-то аллею. Вот просто представьте, искусственный садик. Цветочки какие-нибудь. Может быть, тогда это будет смотреться нормально. А вообще, оказывается, дорого строить дом, если все это строится на эти долбаные спарки. Мне же еще получается стену доделать, крышу. Хотя зачем мне эта крыша? Небо красивое. Короче, главное, что какая-то мебель стоит, и на том спасибо. На самом деле, помимо того, что мы узнали про некую церковь очищения, мы также поняли, что существуют другие локации, где, да, мы, скорее всего, встретим GDH. Помните анимация в первой серии? Он упал непонятно где, нам этого не показали. Это я упал в церковь. Скорее всего, пройдя через туннель, мы не только обретем новую локацию, но и да, наконец-то найдем Джона. Все встает на свои места. Я рад. Только опять же, что за яйцо и зачем эти старые книги? Мне кто-то об этом расскажет когда-нибудь? Узнаем, видимо, в следующих сериях, а на этом мы будем постепенно заканчивать. Слушайте, очень круто. Мне прям чертовски нравится то, что мне реально нужно выходить, фармить. При всем при этом это так круто все синергирует с сюжетом. Как будто вот раньше в других сюжетах мне такого не хватало. Сейчас я мега доволен. Также помню про кинжал Багрянику, ну и, конечно же, помню про ваши лайки и подписки. Пожалуйста, не забывайте их ставить, потому что дальше больше. И только от вашей мотивации будет зависеть это самое дальше больше. Спасибо, что не пропускаете это мимо ушей. Мы это видим, правда. Ну а если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и яйцо, которое высиживает Невер. Всем удачи, всем пока. Пока. Полноценная деревня где-то здесь. Задание «Ритуальный кинжал» обновлено. Найти заброшенную деревню. Выполнено. Скажите, пожалуйста, а где здесь церковь? Мне Багряник сказал то, что потерял ключ где-то в церкви. Стоп. Привет? Ух ты, привет! Я не думала увидеть тебя снова. Окей, гостевой дом круто. Мой дом... тоже круто. А вот ржавый ключ от тоннеля, позволяющий выйти на другую локацию и найти GDH, супер офигенно. Помимо этого, мы отдали Неверу какое-то яйцо, которое он пообещал высидеть. Я не знаю, вылупится оно или нет, но это тоже интересно. Сегодня нас явно что-то ждет. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в сердце вселенной. Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в сердце вселенной. Сезон, в котором мы слабенький, маленький, но удаленький. Наше общение с Невером и Багряником хоть и не приносит такой, знаете, дружеской атмосферы, зато приносит выгоду. Багряник рассказал, что если мы найдем его ритуальный кинжал в некой деревушке в какой-то там опасной локации где-то далеко от церкви, то так и быть, Багряник меня простит. Простит за то, что я его спас. Ситуация трэш. Но давайте на чистоту. В этой истории важно не хрупкое эго Багряника, не ножик, не деревня, а ключик. Ключик, который открывает туннель. Там уже и локации, и деревни, и вот что. Я примерно на 1000% уверен, что GDH, которого мы ищем, тоже находится примерно там. Поэтому, открыв туннель, мы выполним сразу 3 действия. Первое, найдем GDH. Второе, создадим хрупкий мир между мной и Багряником, найдя его кинжал. И, наконец, третье, попадем на новую локацию. В целом, пока что по заданию мы действуем, да? Найти ключ есть, найти заброшенную деревню и отыскать ритуальный кинжал. Короче, вот тут появляются проблемы. В предыдущей серии Багряник забрал ключ. То есть даже если я найду туннель, то чем я открывать-то буду? Ой, и кстати, это у нас теперь не Багряник, ребята. Это Мркгрштраклар. Да, это его имя, но так как первые буквы МРК, он великодушно разрешил мне называть его Марк. Ладно, хоть какое-то имя. Эй, Невер, с тобой-то можно поговорить? Да, можно, привет. Да, сейчас. Кар, чего тебе? Я слышал, о чем вы говорили вчера. Что, помочь ему хочешь? Кар, меня прошу, только не втягивай в это. Зачем тебе это? Успокойся, Невер. Ты лучше вместо того, чтобы выпендриваться, рассказал бы мне, как до деревни добраться. Ты же наверняка эти места хорошо знаешь. Ну, знаю. Но тебе почему сказать должен, а? Потому что ты не хочешь, чтобы я умер. Хорошо. Там всего одна дорога, через мост.
затем к пещере. Пройдешь через нее. Окей. Какие-то советы по безопасности? Хочешь безопасности? Тогда не суйся туда. Юродивый. Ну что ж, и на этом спасибо. Так, получается, я теперь знаю, куда идти или что? у меня вопрос. Ты нашел кинжал? Нет, еще нет. Нет? Тогда чего ты ждешь? У тебя осталось всего 2 дня. Ты у меня ключ вчера забрал и так и не отдал. А значит без ключа ты не можешь. Ладно, забирай. Ой, спасибо. То есть ты даже не признаешь, что это ты не прав? Это ты забрал ключ, который мне нужен, алло, это не я не прав. Ой, эти багряники. Ну-ка, поговорим? Не поговорим. С Невером, получается, мы тоже все обсудили. О, насчет яйца. Эй, Ророжка, вот, держи. Почти вылупилась. Только прошу, то, что вылупится, держи подальше от меня. Окей, а что там вылупится? Плотоядный червь. Жрет мясо и падаль. Отрыгивает спарки. В хозяйстве полезен, но, повторюсь, держи от меня подальше. Все нужно рассказывать. Спасибо, Невер. Что бы я без тебя делал? Так, погоди, реально? Странное яйцо. В нем еще теплится жизнь. Так, если оно почти вылупилось, то... О, боже, надо же. Я видел такого только раз так в 50 больше. Надеюсь, этот до таких размеров не вымахает. Чем бы его покормить-то? А, что, покормить? Етите, ребята. Эй, Уси-пуси, иди сюда. Так, а как бы тебя назвать-то? Ладно, я думаю, то, что мы его как-то еще назовем, но... это можно решить в комментариях. Самую лучшую кличку выберу благодаря вам. Реально, у меня... плотоядный червь. Слушай, старая книга, ты такое кушаешь? Ты такой не кушаешь. Хорошо, червячочек, мы еще разберемся с тобой, но я напомню, что Невер сказал что-то про дорогу и мост, как-то так. Вот, я спросил, расскажи мне, как до деревни добраться. Там всего одна дорога через мост, затем к пещере. Пройдешь через нее. Так, подожди, через мост? Это где? Я помню только один мост, около арены. Возможно, мне туда, но перед этим давай-ка поторгуемся, ну-ка. Так, могу купить ковры, появился гравий. Эксперименты. Так, прокачка магазина опять 500 спарков. Нет, пока что дорого. Но ничего, у нас тут появился какой-то червяк, который отрыгивает спарки. Возможно, если я принесу ему плоть, то хе-хе-хе, что-то да нафармим. А пока что... давай-ка путеводный скинт, поехали. Переместиться. И нам бы... наверное, аметистовый сад. Вот, видите? Тут прям реально мост. Надеюсь, я прав. Поехали. Угу. Здрасте. Никого нет? И слава богу. Одной проблемой меньше. У нас появился ключ... о, монстры. Да, по-любому мне сюда. Если появляются монстры... значит, это то, что надо. Давай, тварина. 3 удара, хорошо. Интересно. Как здесь было раньше? До монстров. Интересный вопрос, ложка. Ну, по всей видимости, это место жило. Здесь был полноценный работающий замок и полноценная работающая церковь. А сейчас это все в каком-то запустении и непонятно из-за чего. Тем не менее, по заветам Невера мы проходим через мост. И да, тут опять же монстры. Не могу определиться, это красиво или жутко. Ощущение, что все вместе. Есть такое. Ой, бедный, ты посмотри, у него рук нет. Просто все тело это скинт. Так, ребята, а что-то вы меня зажимаете, мне это не нравится. Тихо, аккуратненько. Не надо. Я знаю то, что я сейчас много нафармлю, но все-таки умирать-то не хочется. Тихо. Так. Своих, значит, не бьет, понял. А, нет, бьет. Он только что убил своего зомби. Да. Наконец-то! Батюшки, 1442... О, что? Необработанная крупица скинта? Сырой необработанный материал. В таком виде ему сложно найти применение. Это с этого монстра выпало? Вот с этого огромного? Обалдеть, я не зря его убивал. Только погоди, вот этой дороги раньше не было. Да, я помню, что... это что, ветер воет или... все-таки ветер. Да... вот он, тот самый туннель. Блин, как же вас много, ребята, как же много монстров. Но с другой стороны, как же много у меня спарков. Я сейчас нафармлю 1002. Так, главное не упасть, главное не упасть. Да, ложка, ты чертовски прав, ты чертовски прав. Так, давай-ка сейчас вот так вот толпу соберем. Привет, крыска, привет. Иди сюда. Ладно, идея такая, мы сейчас пару монстров убиваем здесь у ворот, и в целом больше никто не мешает.
Что мне, просто нажать? Ой. Да, мне просто нажать. Здравствуйте. Я понимаю, что дальше будет только сложнее, а я тут умер 3 раза. Привет! С тебя упадет. Было 1516, стало 1546, плюс 30. Ну ладно, фиал жизненной силы есть, и на том спасибо. Обязательно пьем. Тут исследовать ничего нельзя, ничего не открывается. Это просто золото. И, конечно же, копать я тут ничего не могу. Какие красивые рельсы. Погоди, а тут целая развилка. Куда мне идти-то? Капец! Ой, кто это? Это что такое? Ладно, я, наверное, сначала вот с этими разберусь. А еще на всякий случай заглянем сюда. Мало ли тут что-то найдется. Так, сундуки. Оу, TNT. Открыть сундук. Ну вот, значит, не зря пришел. Только перед этим давай-ка разберемся с этими тварями. Так, и где здесь сундук открывается? Вот этот? О, необработанная крупица скинта. Еще один. Слушайте, ну то, что у меня уже 2 штуки, спасибо, конечно. Дальше здесь у нас просто аметист. И ничего интересного. Этот сундук, если что, не открывается. Блин, на самом деле, то, как реализованы здесь данжи, то, как реализована боевка, мое почтение, блин. Вот прям не могу понять, это Майнкрафт или какая-то другая игра. Эй, тварина, привет! О, черт, ты реально живая. Тихо! О, ну и пасть у этой твари. Да, это правда. Так, тихо. Что ты умеешь? Кусаться? О, черт, едва успел. Правда, было. Сколько у тебя хп? Ладно, не забывать уклоняться. Да-да, я понимаю. Надеюсь, этот не занесен в Красную книгу. У тебя еще есть время шутить, серьезно. Какой-то неправильный медведь. Не, если с него выпадет 500 спарков, я в целом буду не против. Эта битва будет не напрасной. А вообще, включаем супер удар. Давай, баба. Сейчас. Раз, два. Ой, больно. 47! Ты мне снес 47 за удар. Так, следующий удар, я труп. Так, пожалуйста. Давай. Как страшно. Может быть, ты уже умрешь? Последний удар. Давай. Нет, еще один. О, 400 спарков. Это было не зря. Слушайте, а там тоже что-то есть. Могу осмотреть? Да, тут сундук, скелет. Ненавижу. Только не говорите, что тут сейчас... С этой локации! Да вы демоны! Я надеюсь, там хотя бы просто ворота открыты. Отлично! И, кстати, плюс дополнительные спарки. Я помню, здесь был сундук. А ну-ка, дайте мне его. Ага, земля, паутина и необработанная крупица скинта. Уже 3-я. Что же ты делаешь-то, а? Ладно, это мы все обязательно узнаем. Тут все подбираем. Больше вроде нечего. И идем дальше. Ага, вот тут, кстати, был сундук. Помню. Открываем. Еще крупица скинта. Да, короче, это что-то очень важное. Поэтому на всякий случай берем все, что есть. Стоп. Что-то не подобрал? Скелетика. Давай. У меня уже 2600 спарков. Куда так много-то? Кап. Ну да. Что-то капает. Наконец-то! Путеводный скинт! О, как я скучал. Путеводный скинт очищен. Теперь, если я умру, то появлюсь здесь. Это радует. Ну а мы продолжаем идти неведомо куда. Так, давайте, наверное, знаете, как сделаем? Мы просто из сундука здесь сейчас все заберем. Ух ты, сразу 2 крупицы. И просто валим отсюда. Да. Я прекрасно понимаю, спарки, все дела. Но я 2 раза медведя убил. Хватит. Так много спарков мне явно сейчас не понадобится. У меня тут есть путеводный скинт. Все в целом идеально. Природа забрала свое. Даже здесь. Ага. Это ты про скелетика или про то, что здесь так много мха? Ладно, это, наверное, сейчас не важно. Привет, ребята. Ребята, простите, с вами драться я не буду. А ведь если так посмотреть, это по-своему красиво. Да, локации на самом деле правда очень красивые. Кап. Успокаивает. А меня успокаивает та информация, что мы наконец-то выбрались из туннеля. О май, свежо. Такс. И где это мы? Да, вот получается, за той горой находится локация церковь. Но в этот раз мы на другой стороне, и я не вижу здесь какой-то жесткой опасности. Я вижу пчелок, вижу очень много пшеницы, вполне себе такая нормальная локация, где как будто кто-то живет. Вон даже костер горит. Не, получается, здесь есть живые люди. Сундук?
Необработанная крупица скинта забираем. Но где находятся эти живые люди, пока что непонятно. А, во! О, сколько же опасностей скрыто за этими деревьями. Думаешь? Слушай, а тут вполне себе мило. Я же говорю, деревня как деревня. Ну, во всяком случае, я вижу домики деревенские. Хотя то, что в них монстры... Ладно, может быть, все не так спокойно. Лишь бы были сундуки открываемые. Оп, уже 8 крупиц. Такая разруха. Даже не верится, что когда-то здесь ходили люди. Узнать бы историю, почему они ходили, а не ходят. В этом могла быть своя романтика. Если бы не монстры. Эй! Здесь кто-нибудь есть? Скажите, пожалуйста, а где здесь церковь? Мне Багряник сказал то, что потерял ключ где-то в церкви. Подожди, вот он, проход в деревню. То есть это просто пока что домики. Полноценная деревня где-то здесь. Задание «Ритуальный кинжал» обновлено. И как это задание теперь выглядит? Вот, найти заброшенную деревню. Выполнено. Остается отыскать ритуальный кинжал в деревенской церкви. Деревенская церковь. Эй! Где тут церковь? А, во-во-во, походу нашел. Только перед этим давай-ка сюда забежим. Может, сундучок какой-нибудь? Эй! Кто-нибудь, что-нибудь? Нет, сундучков никаких не вижу, но, видимо, да. Мне нужно в эту церковь. Пожалуйста, только не убивайте меня. Не надо, не делайте этого. Это церковь? Пока что это похоже на... Не знаю, просто заброшенный дом, где... Вау. Бедного чувака сожрало растение. О-о-о. Благодаря такой картине мы можем сложить 2 плюс 2 и понять, что здесь была бойня. Пока что ничего похожего на церковь я не вижу, но... Вот, кстати. Да, походу мне сюда. Я даже не понял, как я сюда прибежал. Привет! Кто-нибудь есть? Я прошу прощения, мне нужно просто найти какой-то кинжал. Вот здесь можно пройти. Сделаем это. О! Сундук. О, ритуальный кинжал! Кинжал с зазубренным лезвием. Из клинка постоянно сочится красная жидкость. Да! Наконец-то! Сюда! Задание «Ритуальный кинжал» обновлено. Задание «Ритуальный кинжал» выполнено. Ну какой красавчик! Просто реально сам не зная, куда прибежал, и сам не зная, как нашел. На всякий случай забежим чуть-чуть подальше. Мало ли тут что-то еще интересное будет. Стоп. Вы же... Вы тоже это... Человек? Девочка. Поговорить. Привет? Ух ты, привет! Я не думала увидеть тебя снова. Рада, что ты снова нас нашел. Давай в этот раз знакомиться. Меня зовут Элеонора. У меня красивое имя. Еще раз приветствую. А тебя как зовут? Батюшки, какого черта происходит? Подожди, ты узнала во мне кого? GDH? Так, продолжай, короче. Меня Лолошка зовут. Да. О, красивое имя. А почему ты убегал? Воплощение нужно принять, а не убегать. Ты чего? Глупенький. Тебе что, твоя мама не рассказывала? Мне вот моя мамочка рассказала. Ее недавно тоже забрали, представляешь? Я так рада была, так рада. Это же такая честь для нас всех. И для нее, и для меня. Но для нее особенно. Хотела бы и я так. Мамочка с детства рассказывала мне о том, как важно очищение. В конце концов, мы все к нему придем. Надеюсь, меня заберут совсем скоро. Но мамочка говорила, что я маленькая. Еще нельзя. Подрасти надо. А я очень-очень хочу. Сейчас хочу. Какая разница, сколько мне лет? Главное ведь это желание и вера. Взрослые иногда такие дураки. Надеюсь, что ты не дурак. Ты не похож на дурака. Так а почему ты тогда убегал? О, слушай, девочка, то есть Элеонора, ты меня с кем-то путаешь. Я здесь впервые. Что? Но я видела тебя. Стой, подожди-ка. Точно, точно. Да, это не ты был. Но вы так похожи. И не похожи одновременно. Одежда другая совсем. У тебя вот голубенький шарфик, а у того был оранжевый.
Так, Леонора, это хорошо, а ты можешь сказать, куда он побежал? А зачем тебе? Что? Ты тоже убегать решил? Блин, девочка, пожалуйста, заткнись и просто скажи, где он. Да, тут опасно оставаться. Нет, нет, что ты. Мне просто нужно найти того парня, чтобы он больше не убегал. Леонора, отвечай на вопросы, которые тебе взрослые задают, а не капризничай. Знаешь, не, мне просто нужно найти того парня, чтобы он больше не убегал. Поняла, ладно. И вы тогда вместе вернетесь? Да? Да? Если честно, я тоже немного боюсь очищения. Мама рассказывала мне, что это большая радость. Но когда ее забирали, она так кричала, что у меня даже уши заболели. Мне даже немножко страшно одной. Я уже скучаю по маме. Ее уже несколько дней назад забрали. Я думала, она вернется за мной. Если мы пройдем очищение вместе, мне будет спокойнее. Да, хорошая идея. Так, ладно, я покажу тебе, где видела похожего на тебя. Пойдем, пойдем. Очищение, это так круто. О, боже. А слушай, а ты не можешь сказать, где здесь другие взрослые? Или все взрослые уходят туда, на очищение? Это кто такая? О, смотри, мамочка! Эй, Лолошка, смотри! Смотри, какая она у меня теперь сильная! В смысле? О, нет. Нет. Здравствуйте, женщина. А! Женщина, что вы делаете? Женщина! Батюшки, Эй, пожалуйста! что ты делаешь? Эй, это же моя мама! Прости, Не девочка. трогай мою маму! Ты делаешь ей больно, прекрати! Ой. Добить монстра, убежать, схватить Леонору и убежать. А, черт! Почему я должен делать этот выбор? Добить монстра — это буквально сломать всю психику ребенка вообще напрочь. То, что я вообще начал биться с этим монстром, это не то, что я хотел. Схватить Леонору и убежать. Идеально. Да, 100%. Боже, просто, пожалуйста, давай. Побежали отсюда. Эй, что ты... Пусти меня! Пусти! Это моя мама! Может ли быть, что у этой твари остались какие-то человеческие чувства? Что, если она действительно защищает своего ребенка? Мама! Ты такая сильная! К черту, мне не стоит продолжать этот бой. Ребенок может пострадать. Да ладно. Ага, то есть в любом случае надо убежать. Это просто невероятно! То есть вы хотите... Волки! Здравствуйте, идите в жопу. Нет, я тут хочу немножко порассуждать вслух. Да батюшки! То есть мы подтвердили то, что витало на поверхности. Обряд очищения — это заражение. Буквально заражение. Мама-то по итогу вернулась. То есть, получается, те, кто заражаются, потом возвращаются. Как мне чертовски сейчас жалко эту девочку. Она же... Она свято верит в то, что вот это очищение, весь этот обряд — это круто. Короче, 3233 спарка. Ощущение такое, что пора валить отсюда. Поэтому используем кристалл. О, мы дома. Ну или что-то типа дома. Эй, багряник, я все сделал. У меня твой ритуальный кинжал. Так, поговорить? Забирай. Что? Нет. Не верил, что ты справишься. Я даже удивлен. Оставь меня, прошу. Хорошо, но вопрос. Наше недоразумение теперь забыто? Да, забыто, конечно. Потом поговорим. О, у меня есть еще кнопка поговорить. Нет, прошу. Сейчас я не готов с тобой разговаривать. Но я все еще могу нажать. Прошу тебя, иди займись своими никчемными делишками. А я не отстану. Ты сейчас слишком надоедлив и нарушаешь все мыслимые и немыслимые границы. Не суйся. Я сам решу, когда заговорить с тобой. Думаешь, если помог мне, то сразу стану тебе другом? Ты слишком много о себе возомнил, человечишка. Ага, ладно. Все, поговорить больше не могу. Ну ладно, недоразумение забыто, и на том спасибо. Правда, я думал, что мне за это дадут какую-то награду. Хоть что-нибудь. Типа, необработанные крупицы скинта. Задания по итогу у меня нет, но оно перенеслось в выполненные. Здравствуйте, Невер. Поговорить. Ай, ты все-таки выполнил его просьбу! Карр! Дурак, ты дурак! Ты правда думаешь, что багряникам можно доверять? Юродивый, ты действительно ничего не понимаешь. Этот багряник, посмотри на него. Он же странный.
Как моя жизнь пришла к этому? Зачем я здесь? Зачем я живу? Так, ну-ка давай это, не нагнетай, пожалуйста. Все же хорошо. Он просто разглядывает клинок. Ничего плохого не делает. В итоге я еще могу поговорить. Карр! Угу. Может быть, еще? В скором времени это место может стать слишком тесным. Думаешь? Ну, мы можем создать еще один остров. Разве нет? Поговорить? Притон! Притон! Да не называй это место притоном. Нормальное место. Смотри, тут даже гостевой дом есть. Как же я надеюсь, что меня не будут трогать. Все нормально. И по итогу я могу купить эксперимент. Только подожди, у меня 3233 спарка. Как я могу покормить тебя, червячок? Так, блин, может быть, необработанная крупица скинта? Нет, это так не работает. И теперь у меня супер главный вопрос. Что мне делать с этой девочкой? Та девочка, Леонора. Она говорила что-то про оранжевый шарф. Что? Я буквально только что это и хотел сказать. Да, что мне делать с ней? Вернуться в деревню и отыскать Леонору. Узнать, где именно она видела Джедеич. Господи, как долго это мотается. Леонора, та странная девочка из заброшенной деревни. Она упоминала, что видела меня, но в другой одежде. Сомнений быть точно не может. Она видела Джона. Мне стоит вернуться и разыскать ее. Главное не попасться на глаза ее матери. Или, по крайней мере, тому, что осталось от этой матери. Да, вот оно, вот оно. Я был уверен, что Джон реально где-то за горами. И да, он действительно за горами. Следовательно, Джон не за горами. Ну, в том... Господи, какая хрень получилась. Короче, мы скоро найдем Джона, узнаем, зачем нужен был кинжал багряннику, а самое главное, узнаем об очищении. Напомню, Сердце Вселенной. Именно так называется этот сезон, и я уверен, что мы узнаем слишком много про рождение мироходцев, про то, что такое искра, и даже полноценно узнаем о свойствах скинта. Этот сезон будет слишком глобальный для лора, ох, поверьте. Ведь я же поверил. Что ж, на этом мы будем постепенно заканчивать, и, ребят, пожалуйста, не выключайте сейчас видео, хочу кое-что сказать. В моменты, когда YouTube сейчас очень сильно лагает, переживает замедление и возможную блокировку в будущем, я активно слежу за аналитикой YouTube и начинаю замечать, что сейчас люди на YouTube сидят в основном по подпискам. Не знаю, заметили вы это за собой или нет, но в основном сейчас все люди смотрят именно тот контент, на авторов которых они подписаны. Поэтому, пожалуйста, если вы хотите не пропускать будущие серии, очень быстро заходить на эти серии, без каких-либо лагов по переходам на странички, то подпишитесь. Это правда в нынешнее время ну просто пипец как нужно и необходимо. Просто до банального можно пропустить выход видео только из-за того, что все нафиг лагает и нормально не показывается. Поэтому ваши подписки сейчас это не просто приятность. Это... Господи... Это жизненная необходимость. Спасибо вам большое, если не пропустили мимо ушей. Спасибо за ваши лайки. Сейчас вот прям каждая ваша кнопочка — это супер важная штука для жизни канала. На этом я буду постепенно заканчивать, действительно. Ну а если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка, девочка и... необработанная крупица скинта. Всем удачи, всем пока. Пока. О, там, кстати, Марк что-то делает. Как будто у него... Невозможно что-либо сделать в этой маленькой келье! Леонора! О, господи! Как хорошо, что ты в порядке. Я вернулся, чтобы ты рассказала, куда убежал тот парень в оранжевом. Леонора! О, черт. О, черт! Кажется, мои надежды на человечность мамаши не оправдались. Так, ладно, получается у нас Леонора, та странная девочка из заброшенной деревни. Она упоминала, что видела меня, но в другой одежде. Сомнений быть не может. Она видела Джона. Это настолько говорящее задание, что если бы я его сейчас проигнорировал, я бы сам себя возненавидел. Мне нужна эта маленькая девочка, черт возьми. За ней! А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в Сердце Вселенной. Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в Сердце Вселенной. Сезон, в котором мы преследуем маленькую девочку.
Как это плохо звучит. Давайте попроще. В предыдущей серии был ключ, дверь и тоннель. При помощи тоннеля мы попали за территорию церкви, нашли ритуальный клинок багряника и бам! Девочку. Веселую девочку Леонору, которая свято верит в некий обряд очищения, и свою маму, которая прошла этот обряд очищения. Короче, буквально немного пообщавшись с этой девчонкой, мы узнали, что она видела Джона. То есть моя догадка, что в первой серии он приземлился где-то там, на той территории, подтвердилась. Если говорить супер проще, мне нужна эта Леонора, и мне нужна ее информация. О, и кстати, у меня еще в предыдущей серии появился ребеночек. Здравствуйте. А ну-ка, кто тут папочка? Я тут папочка. Это маленький плотоядный пустотный червь. Кушает плоть и, по идее, за это дает спарки. Сейчас у меня 3000, поэтому голодай, пока ты на диете. Да и, честно признаться, мясо у меня не то чтобы есть. Где его брать-то? Так, короче, наш багряник по имени Мркгрштраклар. Я знаю, что эта девчонка Леонора видела Джона. А это значит, что вряд ли Джон ушел куда-то далеко. С Марком удалось добиться какого-то подобия перемирия. Вон, вроде бы он вполне доволен тем, что устроился в безопасности. Дела как будто налаживаются. Осталось только действительно найти Джона. Найти, пока он не натворил дел, как он умеет. А, черт. Я, кажется, впервые встречаю человека, который может натворить дел больше, чем я. Ладно. Надо будет обязательно поговорить с этой девчонкой. Хоть она и как будто наполовину сумасшедшая. Заодно проверю, что с ней все в порядке. Кстати, Невер вот, кажется, совсем не верит, что зараженные могут что-то чувствовать. Но поведение той мамаши вчера, оно... К тому же сам Невер тоже был воплощенным, и мне удалось его развоплотить. Может быть, эта болезнь все-таки излечима? О, да! Я об этом тоже подумал еще во второй серии. Я помню, Невер сказал, на его памяти он единственный, кто был излечен. Но вы же понимаете, что, скорее всего, до этого никто и не пытался. Если получилось излечить одного, то что мешает сделать с другим, с третьим, четвертым и так далее? Это хороший монолог, да. Задание у нас получается все такое же. Да, отыскать Леонору, узнать, где именно она видела GDH. Эй, Багряник, или как там тебя? Марк, к тебе зайти-то нельзя, да? Понял. Эй, Невер, что насчет тебя? Можно? О, да, поговорить. Юродивый! Ну вот надо тебе юродить, да? Тихо, тихо, Невер, не ворчи. Лучше скажи мне, как думаешь, возможно ли вылечить заражение? Тебя же я смог развоплотить? Может быть, можно и других? Началось. Я себе тоже отстрою дом, чтобы ты больше не мог меня так будить. Единственное время, когда я могу чувствовать себя нормально. Сон. Невер, ты сейчас все время находишься во сне, позволь напомнить. Ну вот смотри, сколько ты всего уже тут построила. Вон, погляди. Один дом этого красного чего стоит? Ответь мне. Откуда у тебя столько спарков, а? Ну, в плане, как это откуда? Добыл. Добыл. Сомневаюсь, что ты добывал их из каких-нибудь цветочков. А значит, Ророшка, тебе пришлось прикончить кучку этих тварей болезненных. А теперь ответь мне, сколько из них развоплотилось, а? Я понял, на что ты намекаешь. То есть, если я убил тебя, ты развоплотился, то другие нет. Ну, получается, никто больше. Вот именно. Давай просто сойдемся на том, что мой случай — гнусный рок. В этом безбожном мире повезло выжить только тому, кто больше всех хотел умереть. Да, Невер, и тебе доброго утра. Знаешь, твоим энтузиазмом можно зарядить маленький город. Нет, на многие километры вокруг остался только один город, в котором еще теплится жизнь. И тот на грани вымирания из-за какой-то чокнутой церкви. Скажи мне, просто скажи, разве этот мир стоит того, чтобы в нем жить, а? Конечно нет. Карл. И вообще, я тебе уже говорил, займись расширением. Твой сон маловат. Так, ладно, не бухти. Как мне это сделать-то? Карл? Ты не знаешь? Это же твой сон, юродивый. Все снова самому делать. Ладно, я могу помочь и научить тебя. Но для этого тебе понадобится... Да-да-да, знаю. Кажется, спарки. Не угадал, Ророшка, не угадал.
тебе понадобится не только спарки, но и материя, которую ты создаешь здесь. Ага, и все? Карр, закрой глаза. Да. Ладно. О, батюшки, что он там делает? Батюшка. Ага. Видишь? Да, это... Замечательно, раз видишь. Дальше сам. Да, с Невером особо не поболтаешь. Подожди, стоп. А как ты это делаешь без спарков? Ты буквально создал мне 2 острова. Не, Невер, правда, как ты это делаешь? Расскажи. А, вот, расширение владений. Мастерская. Здесь можно открывать, создавать и улучшать механизмы. Пещера. Добываемые руды, уголь и железо. Ферма. Ускорение роста животных, ускорение роста культур. Вау! Слушайте, необходимые ресурсы 10 пшеницы. Еще раз, получается, если мне нужна ферма, нужна пшеница. А, смотри! Так тут 3 острова. И я так понимаю, то, что у Невера я могу улучшать эти острова. А ну-ка, погоди, еще раз. Это очень интересно. Характеристики. Ускорение роста животных 0, ускорение роста культур 0. Вот этот остров, это вон тот далекий. Вон, видите, лампочка? Тут тоже эта самая лампочка. Необходимые ресурсы 1500 спарков и просто 10 пшеницы. Где я такое достану, пока что непонятно. Возможно, я могу добыть пшеницу здесь, и тогда... ты посмотри, как сделали, а? Я не могу добывать пшеницу здесь. Какие? Умные. Давай-ка на всякий случай попробуем нажать. Нет. Погоди! А что, если я куплю у тебя эксперимент? Купить. Так. Ну, наверное, тут что-то поменялось, я прав? Да, вот оно! Семена пшеницы! Песочек, глина. Так, уголек. Короче, мне это сейчас ничего не надо, мне нужно только семена пшеницы. Купить, спасибо. И, наверное, чтобы не тратить кучу спарков, я сейчас не буду покупать новое дерево. Я просто возьму топор и, так и быть, немножко разберу дом. Каменная мотыга, здравствуйте. И вопрос, вода где-нибудь есть? О, погоди. Курятины, а там получается свиньи. Так вот, где я возьму мясо. Червячок, скоро ты покушаешь. Это что сейчас было? В смысле? Я не могу туда пройти? То есть мне реально нужно сначала купить? Да вы издеваетесь. Я-то думал, что я сейчас быстренько туда прибегу, что-то добуду. Видимо, мы все-таки без воды. Как я буду выращивать пшеницу, пока что ума не приложу. Но мы берем каменную мотыгу. Далее все это высаживаем. Спасибо за достижение. И еще раз проверяем, могу ли я купить, допустим, воду. Глина, песок, это все есть, спасибо, но... воды-то нет. Как мне выращивать? Невозможно же. Ладно, есть у меня идея. Покупаем много семян пшеницы. Вот столько достаточно. Далее супер быстро выкапываем, супер быстро сажаем. И от кое-чего офигеваем. Оказывается, каждая новая покупка увеличивает стоимость у предмета. Я помню, как это стоило 80. Погоди, итоговая стоимость 140. Окей, я куплю один раз. 161! Да ну вас нафиг! Это же очень дорого с каждым разом. Не, понятное дело, что пшеницу я больше покупать не буду, но что насчет там дерева, камня? Капец, мне нужно сделать какой-то генератор. Та-дам! Красивая красота. Итак, у нас получается 10 пшеницы точно наберется. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. О, Невер, я готов. Расширение владений, ферма, 1500 спарков. Открыть. Все? Так, я... Все? Следующая ферма 4000. Ускорение роста животных плюс 10%. Необходимые ресурсы 10 морковки и 15 жира. Там у нас есть свиньи, поэтому, видимо, жир это с них. Но пока что мне не совсем понятно, как это работает. Типа, теперь я могу пройти? Во-во-во, смотри, реально! Да, я могу пройти, только... не надо падать, пожалуйста. Надо очень аккуратненько здесь поставить эту землю. Также аккуратненько достроиться и... Привет, ребята! Теперь я ваш новый хозяин. Ну чё у вас тут? Ничего? Так, это... Ничего. О, что это? Какая-то штука. Вода! Тут есть вода! Это очень хорошо. Так, погоди. Сейчас. Пшеница, вы отлично послужили мне. Все, возвращаемся обратно в инвентарь. И неужели у меня сейчас появится... Нет! О, господи, моя душа моя. Бляха-муха, у меня сейчас все в пятки ушло. Как же хорошо, что здесь продумано падение в бездну. Привет еще раз, ребят. Это мы добываем. Морковкой обязательно кормим. Ага. И у нас появляются новые пиги. Ух ты, сразу 3.
Молодцы. Но раз уж у нас есть и пшеница, этим надо воспользоваться. И да, я понимаю, что пока что это выглядит, ну так себе, не очень красиво, зато работает. С вас падает жир, с вас падает мясо, и там я вижу курятинов. Кстати, вообще что это? Это какая-то другая ферма? Невер, подскажи, пожалуйста. Расширение. Мастерская, вот оно. Здесь можно открывать, создавать и улучшать механизмы. О, требуется железо. Так, погоди, а железо я могу в целом... Я даже слиток не могу сделать. Поэтому для того, чтобы открыть мастерскую, мне наверняка нужно сначала шахту прокачать, потому что там и железо найдется, и медь. Те самые ресурсы для мастерской. Идеально. Так, а теперь супер вопрос. Ребятки, давай... Ой, тихо, 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 тихо. Я хочу немножко мяса получить. Сейчас, дайте мне мясо. Оп. Все, до свидания. Впервые мы покормим нашего червячка. Привет, твоя наживочка. Держи. Держи. Как? Ой. Ой, скушал. Реально скушал. О, спасибо! Подожди, а сколько ты дал? Было 625, а стало... Ну-ка вот, еще возьми. Так. И это... 2? Ты мне дал всего 2 спарка? Чувак, на самом деле это мало за целый кусок свинины. Я так понимаю, то, что в будущем, если я буду давать ему прям много-много еды, то это выгодно. О, там, кстати, Марк что-то делает. Как будто у него... Ай, невозможно что-либо сделать в этой маленькой келье! Бога ради, ты чего творишь, а? А это я что творю? Келья, что ты мне сделал, не подходит для занятий кузнечным делом. Я хочу выковать себе еще один ритуальный кинжал. Тот, что ты смог достать, был парным. Но второй кинжал навеки остался в моем враге. Сможешь сделать мне небольшую кузницу? Так и быть, это может быть обычная пристройка к дому. Взамен я выкую тебе хорошее оружие. Оружие? Стоп, так ты еще и кузнец? Представь себе, смертный, мы тоже имеем свои увлечения. Угу. Ладно. Все? Вот и поговорили. Я, кажется, понял. Мне нужна вон та мастерская. Я только что о ней говорил. Да, я хочу... Ну, у меня спарков нет, у меня меди нет, у меня железа нет. Следовательно, если я хочу хоть что-то сейчас приобрести, то... О, стоп. Гостевой дом Маркси... Это отдельное улучшение? Чего? Гостевой дом Марк 700 спарков. Блин, а у меня почти хватает. Если бы я не купил кучу семян пшеницы, было бы полегче. Я очень хочу это сделать, поэтому знаете что? Мы берем, используем путеводный скин, телепортируемся в тронный зал. Точно знаю, что там можно нафармить. Супер, спасибо. И мне нужен всего лишь один рыцарь. Оп, батюшки. Привет, ребят. Все, спасибо большое. Скин сновидений используем. Блин, на самом деле то, как здесь реализованы все вот эти механики, это так удобно. То есть я геймплейно, интуитивно все понимаю и кайфую. Но ведь это еще не предел, мы понимаем, что дальше больше. Гостевой дом 700 спарков. Серьезно? Опять? Карр! Вот что я о тебе думаю. Ага, спасибо. Уф. Не тревожь меня. Так, видно, что ему там уже что-то приглянулось. А что конкретно приглянулось? Кузница. Ну чё, как оно? О, не думал, что ты справишься так быстро. Неужели ты действительно кидаешься на любую задачу, что тебе предоставится? Я сталкивался раньше с людьми. Довольно много, должен сказать. Но никогда еще не видел, чтобы люди были настолько стремительны в принятии решений. Вот только не думай, что это комплимент. Поспешность часто приводит к серьезным последствиям. Но конкретно в этом случае я благодарен тебе. Если ты решишь обновить свою ржавую пародию на оружие, обращайся. О, да? Я хочу. Так, здесь у нас получается очки какие-то, железо. Взять я это не могу, обидно. И в итоге, да, я хочу обратиться. Буквально хочу обратиться. Как мне это сделать? Возможно, потом. О, могу сюда зайти. Здесь у нас ничего. Ладно, до свидания. Так, а вообще напоминаю, мне же нужно Леонору найти. Маленькую девочку, которая видела GDH. Так, старая шахта, заросшее поселение. Переместиться. Так, и самое главное сейчас не потерять эту Леонору. Я помню, что она была где-то в том здании. А, не-не, чуть подальше.
Леонора! Леонора! О, господи! Как хорошо, что ты в порядке. Я вернулся, чтобы ты рассказала, куда убежал тот парень в оранжевом. Леонора! О, черт. О, черт, черт, черт! Кажется, мои надежды на человечность мамаши не оправдались. Охренеть, господи, Леонора! Маленькая девчоночка! Но я же не хочу убивать ее! Бляха-муха, ну почему? Почему сюжет такой мрачный? Так, ладно, прости, Леонора. О, прости, Леонора. Вряд ли я найду психотерапевта, с которым можно будет об этом поговорить. Очень надеюсь, что мне не придется столкнуться с ее мамашей. Черт! Твою мать! Ну почему? Почему так всегда происходит? И на чем ты успела так вырасти, женщина? Ну ладно, ладно, ничего, разберемся. Получай! О! Обалдеть! Мама! О, тихо, тихо, тихо. Куда ж ты так свою девочку-то, а? Ладно, зато мы понимаем, что... Тихо. Эти очищенные, или как они думают, обряд очищения, в общем, до добра не доводит. Блин, слушай, а как тебе подобраться-то? Ну вот, допустим, вот так вот. Потом надо отойти обязательно. Иногда какие-то кристальчики появляются. А в целом, я думаю, то, что могу легко ее убить, потому что у меня есть фиал жизненной силы. Но сколько у нее при этом хп, вообще непонятно. Получай, зараза, умри! Да! Нифига себе, сколько я там получил. Что? Подожди, с какого... Леонора? Леонора? Нет, моя девочка. Моя девочка. Нет. Леонора. Девушка, девушка, успокойтесь. Все, буду... Мамаша, ты что творишь? Нет, я не могу, это слишком. Я не смогу вытащить из нее меч. Это перебор. Надо просто вернуться в сон. Бляха-муха, персонаж, Лолошка, то, что ты говоришь, это мало. Тут надо прям конкретно высказаться. Я в тотальном я в шоке, реально. Такого я точно не ожидал. Ребят, супер искренне извиняюсь за такие эмоции. Я просто, сори, не могу иначе. Мне нужно было это высказать. Ладно, успокоились. В итоге что у нас? Я не успел расспросить Леонору о Джоне. Она... черт, в общем, я снова в тупике. Остается только надеяться, что он не мог уйти далеко, и рано или поздно я смогу его отыскать. Надеюсь, что не поздно. Это правда. Подожди, а то есть, если бы в предыдущей серии я бы выбрал убить маму, то, возможно, бы Леонора была жива. Но вы понимаете, как бы Леонора меня ненавидела? То, как она защищала свою мать, это... Ну, это надо было тупо видеть. И, собственно, вы это видели. Но, вопрос. Какого черта она превратилась обратно в человека? Мы же понимаем то, что это буквально второй развоплощенный. Может быть, дело в Лолошке? Может быть, он что-то умеет и что-то может? Так, ладно, в любом случае, скин сновидения используем. Пора вернуться. Куплю у Марка новый меч и забуду эту историю, Что за страшный сон? Невер, какого черта? Ты что здесь наделал? Поговорить, расширение... Поговорить. Эй, юродивый! Что-то ты выглядишь бледнее, чем обычно. Что-то случилось? Так, как бы тебе сказать? Ничего, это, знаешь, это просто нехватка солнечного света, наверное. Ты же знаешь, что такое солнце? Невер, я смог развоплотить еще одного монстра. Значит, какое-то лекарство все-таки должно быть. Я встретил зараженную семью, ребенка и ее мать. Мне пришлось расправиться с ними. Я так сойду с ума, это было просто ужасно. Так, слушайте, мне кажется, Невера загружать не стоит. Я смог развоплотить еще одного монстра, давай вот так скажем. Значит, все-таки какое-то лекарство должно быть. Развоплотить? Где? Где оно? Человек? Ворон? Гнол? Дворф? Человек. Женщина. Она убила себя, как только пришла в сознание. О, Кар. Мне жаль, Ророшка. Мне очень жаль. Черт. Я говорил тебе, что это болезнь. Она рождает в тебе постоянный голод. То, что воплощенные творят,
ведомый этим ужасным чувством. Но... надеюсь, тебе никогда не доведется этого испытать. Не доведется пережить развоплощение. Теперь я понял, что на самом деле ощущал Невер. Вы понимаете, что, возможно, он чего-то не договаривает, и, возможно, я сейчас просто догадку делаю, он в роли монстра убил свою семью. Но ё-моё, Невер, это, блин, а чё такое, а? Ты чё тут сотворил? Капец, пуляешь спарки налево и направо. Эй, Марк, у меня эта проблема, больше нет оружия. Поговорим? Да, можно поговорить, отлично. Ну, наконец-то. Знаешь, для чего у моих ритуальных лезвий долы в таком количестве? Это кровосток. Жертвоприношение можно провести намного быстрее, если жертва истечет кровью за несколько мгновений. Кровожадно, да. Но это не совсем то, что мне сейчас надо. Марк, просьба. Ты можешь выковать мне новый меч? Новый? Что стало с твоим предыдущим? Воины не оставляют своих оружий на поле боя. А, да? Говорит багряник, который отправил меня добывать его ритуальный кинжал. Твои слова оскорбительны, но справедливы. Я не буду больше задавать тебе вопросов. Какой меч ты хочешь? О! Нифига! Блин, как же хорошо, что у меня есть Марк. Грубый двуручный меч, грубый кинжал. Погоди, двуручный? Это как? Купить? И я реально купил. Грубый двуручный меч. Так, и как он выглядит? Етить! Ты погляди, какая красота! А, чумелые ручки. Ну-ка, сюда! Блин! Слушайте, ощущается на самом деле как супер тяжелое оружие. И по итогу я могу еще торговать. Грубый меч могу купить. Могу купить грубый кинжал. А если я куплю 2 кинжала, интересно, что-то будет? Типа, я так понимаю, вот, оно в одной руке и... Берем теперь в левую руку, и у меня 2 кинжала. Вау, это реально работает! Как же это круто! Я теперь даже не знаю, что лучше. Грубый кинжал, 2 штуки, или все-таки грубый двуручный меч. Чё уж греха-то таить, хочется проверить прямо здесь и сейчас, поэтому спускаемся. Как-то очень аккуратненько. Я так и не научился. А, все, научился. И, ребятки, у меня новое оружие. Вперед! Но! Боже! Ё-моё, как это круто! А теперь грубый двуручный меч. Проверим его. На! 45. На! 52. Там у Марка продается еще какой-то другой грубый клинок. Я бы, конечно, хотел его проверить. Кстати, у меня новые способности с этими клинками, да? Так. Сейчас как-то... Вот так. Оп. Блин. Я понял, надо издалека сначала начинать, а потом резко крутиться. Вот так. Так. Ай, больно. Еще раз. Раз, два, три. Уходим. Потом... Да. Это определенно шик и блеск. С такими клинками нафармить можно на что угодно, как угодно, когда угодно. Хочу использовать суперспособность. Проверим, что она делает. Допустим, Оу! Вау, это я сделал? То есть это в какой-то степени супер быстрый побег. Ладно, может быть, у грубого двуручного меча немного по-другому. На! О-о-о! Я могу даже землю бить. На! Получай! 2 удара минус крыса. Но мы-то понимаем, что хотим попробовать суперспособность. Ой! Что это было? Еще раз, ну-ка, попробуем. И... Поехали! Что? Почему я не нанес удар? Как это работает? Ну ладно, в любом случае, вот этот меч, он как будто даже круче, потому что у него площадь удара больше, и он наносит сильно много. Но мы-то понимаем то, что если нас сейчас задабривают этим оружием, то это означает только одно. Скоро монстры станут посильнее и пожестче. Теперь скин сновидений, обратно возвращаемся. Здравствуйте. Ой. Что? А, я на дерево почему-то запрыгнул. Тут, оказывается, есть полноценный сундук, мешочек. Прикольно. Нет, знаете, эта серия настолько сильная, что... Я клянусь, я даже не знаю, за что здесь конкретно зацепиться. Мама, дочка...
Опять непонятно где GDH, огромное дерево, новое оружие, острова, фермы. Столько всего буквально за один выпуск. Сезон явно решил развиваться сильно быстрее, чем я ожидал. На самом деле то, что это происходит уже в какой 6-й серии, это прям реально быстрое какое-то развитие. Обычно в других сезонах такое подходит там, ну не знаю, к 15-й, к 20-й серии. Я даже не представляю, что будет дальше. Я, конечно, прям жестко удивлен, но я также буду жестко удивлен, если вы здесь поставите очень много лайков и, конечно же, подпишитесь. Я в этот раз буду произносить немного другую фразу, и эта фраза будет произноситься до тех пор, пока с Ютубом большие проблемы. Замедление, возможная блокировка. Немного проанализировав статистику, я заметил, что очень много людей продолжают смотреть YouTube, но в большинстве своем только если они подписаны. Поэтому, пожалуйста, если вы хотите не пропускать будущие серии и, собственно, весь этот сезон, то подпишитесь. Это прям очень надо. Я впервые, наверное, произношу именно фразу «надо», а не «будет приятно». Но приятно тоже будет. Спасибо вам большое за поддержку. Собственно, сезон разгоняется огромными шагами. Дальше больше. Ну а если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка, новые кинжалы, дом Невера и кузница Марка. И не самые успешные поиски Джона. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока. Ты ведь, надеюсь, закрыл за собой ворота? Что? А их надо было закрывать? Эй, кто там не закрыл ворота? Стоп. Стоп, это не монстры! Я прошу прощения. Эй, стоять! Кто идет? Ребят, я даже не знаю, что конкретно выделить из предыдущей серии. Ферма за Спарки, огромное дерево Невера, новое оружие, кузница Багряника или же смерть буквально от моего меча. Давайте на чистоту. Про предыдущую серию можно сказать только одно. Сильно. Короче, как теперь мы будем искать Джона без маленькой девочки, видимо, узнаем уже сегодня. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в сердце вселенной. Поехали! Снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в сердце вселенной. Сезон, в котором мы потеряли и приобрели. Приобрели оружие, ферму, кузницу, супер искренние эмоции, а вот потеряли надежду. Да, девочка по имени Леонора, которой все детство говорили, что некий обряд очищения это круто, от того же очищения и погибла. Таки самое интересное, что в предыдущей серии мы смогли развоплотить второе живое существо после Каркарыча, маму маленькой девочки. Почему она стала обычной, неизвестно. Но известно точно, у нее сохранилась память о том, что она сделала со своей дочкой. Иначе бы не произошло вот этого. Короче, сильная серия, но прямо сейчас мне также интересно узнать, о чем думает Невер. Я, наверное, первый раз вижу его таким, не знаю, загруженным. Эй, привет, поговорим. Ты знаешь, тут так тесно. Я много о каких снах слышал, много. И все они казались мне больше. Если ты продолжишь таскать сюда всяких, то я бы советовал заняться расширением. Карр! И, кстати, ты чего все Спарки-то мне относишь? Я, конечно, не против, но я бы на твоем месте о себе подумал. Что? В каком плане? О чем ты? Глупец. Спарки — сила для таких, как ты, юродивых. Поразмышляй на досуге. Путеводный скин поможет тебе. Путеводный скин? О чем ты? Какой? Это же просто место для телепортации, разве не? Нет? Понял, ладно. Конечно же, прямо ты мне ничего не скажешь. Торговать, расширение владений. Нет, ладно, использовать путеводный скин, это интересно. Вы хотите сказать, что появится какая-то новая кнопка, да. Повышение уровня, ой-ой-ой. Так, вот это явно не то, чего я ожидал. Ну, то есть, понятно, что это когда-то бы было, но при этом сейчас я не понимаю, а что это? Так, уровень 1, и я иду на 1? Что? Это как? Я прокачиваюсь, здоровье такое же, запас сил такой же, защита абсолютно такая же. А что делать-то? Выбрать? Во, смотри! Я могу вложить 1 поинт, и таким образом прокачается какая-то характеристика. Так, допустим, это удача. Защита от истощения, от угасания искры вырастет. Далее горение. А если выносливость? Во! Запас сил плюс 8. Наверное... Давай.
Ага. Все, я прокачался, да? Запас сил 308. Сюда, ребята! А ну-ка встать. И чё, у меня полосочка больше стала? Так. Я не знаю, стала она больше или нет, но то, что у меня теперь меньше тратится выносливости, это 100%. Теперь-то мы понимаем, куда вкладывать спарки. И на самом деле, насчет спарков, мне бы как-то, наверное, их копить в режиме этого места. То есть давать мясо этому червячку, и тогда он будет давать спарки. Сейчас я даже хочу это проэкспериментировать. Эй, привет, ребята! У меня тут немного морковки, вот кушать, плодитесь. Далее надо как-то очень аккуратно убить всего лишь одну свинюшку. Давай, наверное... Вот так вот, спасибо. Я помню, что за один кусок мяса нам дали 2 спарка. А в этот раз мне дадут, дайте угадаю, больше. Ведь он наверняка прокачивается, ну-ка. Тоже 2. Господи, чувак, сколько тебе мяса надо? Окей, чтобы было больше мяса, надо сделать ферму побольше. А для этого нужно дерево. Эй, привет, а у тебя саженец дерева есть? Торговать, пожалуйста, пожалуйста. Блин, ни одного саженца. При всем этом я, дайте угадаю, вот это дерево разбирать не могу, правильно? Да, все продумали. Ладно, насчет ресурсов еще разберемся. Эй, Багряник, привет. Что делаешь? Так, торговать, поговорить? Да? Чего тебе? О, кстати, ты ведь, надеюсь, закрыл за собой ворота? Что? А их надо было закрывать? Очень не хотелось бы, чтобы из окрестных лесов в замок и церковь полезли твари. Что, церковь? Подожди, ты собираешься туда вернуться? В келье остались некоторые мои вещи. Ага, ну я могу тебе просто принести эти вещи. Кажется, я понял. Тебе что, так сложно было закрыть за собой ворота? Я не хочу, чтобы ты рылся в моих вещах. Не хочу каждый раз ждать и каждый раз искать тебя, когда мне что-то понадобится. Тебе может ускорение придать, а? Бога ради, да что ж такое-то? Я тебе просто помочь решил. Все? На этом, я так понимаю, наш диалог закончился? Ну, торговать можем, окей. Грубый меч, 200 спарка, пошел в жопу, короче. Помогать этому долбанному Марку, это просто себя не уважать, как будто. Эй, Невер, торговать, расширение, пока ничего. Так, слушайте, на всякий случай, пока не ушел, хочу кое-что проверить. Если я вижу на этом острове уголь, железо и где-то там медь, то я понимаю, что на этом острове примерно то же самое, да? Привет, свиньи. Надеюсь, вы сюда не упадете. Так, аккуратненько проверяем. Я вижу булыжник, замшелый. Пожалуйста, хотя бы кусочек железа, я умоляю. Мне это железо позарез нужно. Напомню, у ворона за 2 железных блока можно открыть кузницу. Да, походу здесь не будет никакой руды. И даже угля! Ну хотя бы уголь-то могли запихать-то, бога ради. Ну ладно, на нет и суда нет, как говорится. До свидания. Но вообще я понял, что мне нужно сделать. Закрыть ворота, потому что иначе территория церкви заполнится монстрами. А ну-ка, переместиться. Мне нужна, получается, не старая шахта, а, наверное, аметистовый сад. Да, так будет побыстрее. Итак, здравствуйте. Может быть, какие-то новые монстры? У меня теперь новое оружие, готов сражаться с кем угодно. О, вот оно. 2 серии назад мы еле-еле убивали этих крыс, а теперь... Да! Хе-хе-хе. Я обожаю этот меч. С другой стороны, крысы меня не интересуют, с них падает очень мало. Вот с вас-то мы сейчас и пофармим. Берем грубый кинжал и поехали. На! Ать! Сюда! На! Получай, зараза! Ай, ой, больно. Но снес я ему почти все хп. А вот здесь по-любому надо грубым двуручным мечом, потому что я сразу всех по площади бью. О-хо-хо-хо, я просто обожаю. Это лучшее решение купить такое оружие. А теперь чекайте. О, да. И еще разочек! Ой, больно. Пожалуй, немножко попить-то все-таки стоит. Еще, кстати, у меня вопрос. Спарки, которые здесь появляются, они потом исчезают или нет? Вот эти я вроде бы подобрал, да, все нормально, у меня 600. Но если я телепортируюсь в сонное измерение, а потом обратно сюда, спарки останутся или нет? Опять же, надо будет проверить. Эй, кто там не закрыл ворот? Стоп, это не монстры, это человек! Какого черта? Я прошу прощения. Ой. Эй, стоять! Кто идет? Что такое? Ребят, я сейчас вообще конкретно опешил. Какого черта здесь люди? Это ограбление, отдавайте вещички. Стоп, не нападайте. Давайте просто поговорим. Драться вздумали. Я бы не советовал. Эй, не нападайте, давайте просто поговорим. Поговорим? Ты кто такой?
ну как бы сказать... Быстро отвечай, как ты здесь оказался! Да, я тут недавно... Недавно? Эй, откуда ты родом? Тихо, малой, не лезь! И как же может быть такое, что ты оказался за воротами, которые были всегда закрыты, а? Что? Всегда закрыты? И как давно Марк здесь находится? Чё, Марк? Слышь ты, салага! Ты мне зубы-то не заговаривай! Отвечай быстро, как здесь оказался! Так, блин, я говорю как есть. Слушайте, а я правильно понял, что ворота не открывались много-много лет? То есть, получается, с тех пор, как Марк потерял свой кинжал, прошло много времени, опять же. Ого! Ха, теперь, когда вы отвлеклись... И что, атака? Не буду. Ну, вы бы сначала дисциплине научились, а потом за мечи хватались. Друзья, я просто немного заблудился. Не поможете добраться до ближайшего города? Что? Да какого еще ближайшего? Стой, подожди, я сам. Эй, парень, скажи-ка, ты один? Да, из незараженных здесь больше никого нет. Из незараженных. Ты что, выжил за стенами один, что ли? Эй, слушайте, а вдруг это ловушка и он бандит? А ведь и правда. Если ты бандит, то где твои подельники? Да, я тебе... Что я тебе сказал? Не лезь, кому говорят! Ай, ты, блин, кого ты слушаешь? Тоже заткнись! Какие бандиты далеко от города, а? Тут явно что-то другое. Слышь, парень, может быть, ты просто охотник? Охотник? На кого здесь можно охотиться? Вы чего? Мне что, зараженное мясо, что ли, есть? О, вы ведь слышали? О, эй, слушай. Что? Я не понимаю, что это значит? Ты что, совсем дурак, что ли? Какие к черту междумирцы, парень? Здесь нет никого из других миров. Вообще-то я действительно не из этого мира. Ну, чепуха я же какая. сказал. Подожди, ты что, серьезно междумирец? Нет, мироходец. Я мироходец. Междумирцы это немного другое. Подожди. То есть ты можешь перемещаться между мирами и пришел из другого мира? Ну, да. Ну так, значит, ты междумирец. Подожди, не гони на него, Готфри. Может быть, у них это как-то по-другому называется. Чё ты пристал? Значит, говоришь, мироходец? Да. Эрнольд, приятно познакомиться. Пожать руку. Вон тот вдалеке наш новичок, Альфред. А этот брюзга, наш главный, Готфри. Ух ты, приятно познакомиться. Ну, а ты у нас кто? Я Лолошка. Оу, у тебя даже имя не такое, как у нас. Так, ну допустим мы тебе поверим. Тогда скажи, как ты относишься к охотникам, а? Альфред, чё ты ржёшь, а? Так он же только что сказал, что недавно здесь. Откуда ему знать, кто мы такие? Ну да. И то, блин, верно. Эй, парень, так ты, получается, в город хочешь добраться, да? Ну, Знаешь, а мы ведь как ладно. раз туда двигаем. Может, давай с нами? Нам лишние руки точно пригодятся. Взамен всех тех, кого мы... Да. Кого мы потеряли в эту вылазку. Просто, раз ты смог тут какое-то время один продержаться, значит, и оружием владеть умеешь, разве нет? Так что, так и быть, мы тебя подкинем. Подкинете? Да, реально, пойдем. Мы телегу там бросили, если что. Лошадь в пещеры не пойдет. За нами. Вау, обалдеть. Так тут все-таки есть люди. Давай, запрыгивай. Вау, да у вас даже лошадь есть, господи, вы крутые! Ура! У нас появилась компания! Блин, дурак, ты что делаешь, а? Всех тварей сейчас оповести, что тут наживо вкусная. Так, короче, Эрнольд, давай ты лошадь поведешь, а я вон с этого глаз не спущу. То есть ты мне все еще не доверяешь? Угу. Заодно расскажу, как наш мир несправедливо устроен. Нельзя тебе с нулевыми знаниями в городе появляться. Давай, двигай. Окей. Так, ну ладно, пока что все выглядит более-менее норм. Мы же просто приедем реально в город? Подожди, мы... Пошла! О, В общем, парень, внимай! Всем тем, что осталось от нашего мира, правит церковь. Ходит предание, что когда-то давным-давно мир был намного больше. Городов было больше. Да, и еще, кстати, людей. Людей тоже было больше. И гнолов. И эльфов. Эльфов тоже было много. Ну, Альфред, прошу тебя, остановись, а! Я думаю, он и так все понял. Прости. Спасибо. В общем, парень, говорят, что раньше вся земля была заселена. Все были счастливы. Да. Не знаю, что было 1000 лет назад, да и честно знать не хочу. Сейчас по всему миру осталось всего лишь 2-3 города, наверное.
Во всяком случае, я больше не знаю. В городе, в который мы сейчас едем, находится верхушка власти. Кардинал. Ха. Кардинал со своими инквизиторами ненавидит таких, как мы. Ну, конечно, черт возьми, нас не казнят, потому что мы нужны им. Дело в том, что они считают, что мы занимаемся богохульной деятельностью. Богохульной деятельностью? Ага, Это что? мы убиваем твари, которые нападают на города и разоряют поселения. Конечно, когда церковь заявляет, что эти твари воплощенные, и они то, к чему все стремятся, они не могут спокойно реагировать на то, что мы их убиваем. Но им же нужна паства, которую они эту день будут тирать, да? Поэтому, когда объявляется какая-нибудь особо наглая тварина, люди обращаются к нам. Включая, кстати, самих церковников. Эрнольд, блин, а за дорогой следи! Эй, парень, да ты никак засыпаешь. Эй, парень. О, ну наконец-то ты проснулся. Так а я и не спал вообще-то. А, просто сидел с закрытыми глазами, чтобы с нами не общаться? Понимаю. Но все равно не отвертишься, паренек. Рано или поздно Альфред завалит тебя вопросами. Про твое междумирство. Мироходство, Годфри, ну прояви хоть немножко уважения. А, да какая разница. Короче, вот мы и дома. Что? Дома? В смысле? Город же впереди. Да, парень, да кто же нам разрешит в городе-то жить? Ты как слушал? Это хибара для охотников. Наше пристанище на те недолгие карасы, что мы проводим в городе. Получим оплату за твари и снова за работу. Ой-ё, знаете, звучит очень изнурительно. Не, знаешь, эти твари, мне кажется, иногда лучше жителей города. От них хоть знаешь, чего ожидать. Так, я все. Это, кстати, правда. Ладно, пойдемте. Куда... Вот это хибара? То есть мы в город не сможем зайти? И вам нравится вообще такая жизнь охотничья? Вау, нифига себе. Где мы, что мы, как мы... О, как же повезло, а? Никого нет, ночуем как кардиналы. Хе-хе. Ту, салага. Молись, чтобы на нас никто не напал. Такой группы мы долго не протянем. Так, ладно, ты. Займись делом на общее благо, раз увязался за нами. В доме нет печки. Нужен костер, а для костра деревяшки. Любые. Давай, принеси хотя бы штучек 10-то. О, новое задание. Так, ну да, на самом деле это я попросил в город. Только, надо ли мне в этот город? У меня, конечно, есть надежда, что в городе может быть GDH, но... О, путеводный скин. Так, погоди-ка. Сейчас задание сначала проверим. Во, веточки и палочки. Собрать 10 древесины и принести Годфри. Годфри послал меня собирать дрова для костра. Приятные люди эти охотники, оказывается. Как же я скучал по обычным людским разговорам и делам. Да, есть такое. Люди. От людей мало что ожидаешь, конечно, но тем не менее хорошо, что они есть. Так, а я же, получается, могу пройти сюда? Здравствуйте. Черт, знаете, вот это местечко выглядит так, как будто меня здесь не то чтобы ждут. Hello? А, закрыта дверь. Я понял. А здесь, если посмотреть? Что? О, сундучело. Открывается? Не открывается. Так, ну ладно, видимо, из всех охотников, кто здесь сейчас находится, это только мы трое. Ой, в смысле 4. Я себя забыл посчитать. Я же могу в какой-то степени считать себя охотником, правильно? Не, ну по крайней мере, сколько бы я здесь ни ходил сейчас, я понимаю, что эта территория явно защищена. То есть охотники справляются со своей задачей, и они убивают все в округе. Просто 0 монстров. Локации здесь, конечно, интересные. Все это время мы жили где-то у церкви и свет не видывали, можно так сказать. О, а вот это получается главная дорога, по которой мы приехали, правильно? Ой, куда она идет? Ё-моё! Она очень далеко идет. Ну ладно, я, наверное, туда сейчас не буду идти. А теперь вопрос. Мне нужно принести 10 древесины. Это означает, что я могу рубить здесь? Ну-ка. Ага. Подожди, а как это задание выполнить? Может быть, мне нужно в сонное измерение? А ну-ка, давай. Путеводный скин очищен. Так, ребята, не теряйте меня. Я знаю, что это немного странно выглядит, но не теряйте. Переместиться. Измерение сновидений. Так, я очень надеюсь, что мы прямо сейчас купим немного дерева. Причем мы даже не можем поболтать. Ладно, в целом пока что плевать. Покупаем. Далее снова садимся и перемещаемся. Хижина охотников. Эй, ребята, у меня реально появилось дерево. Так, вот, возьми. Кинуть? Не кинуть, да?
Что делать? Нужен костер, а для костра деревяшки. Любые. Может быть, мне нужно что-то здесь найти? Ой, там, смотри, еще домик какой-то. Так, деревяшки любые. Это я... Нет, не могу добывать. Либо я ничего не понимаю. Нет, правда. Типа мне вот оно! Ты посмотри, как все просто! Серьезно, мне нужны палочки? Окей, окей. А я-то уж опешил на самом деле. Я думаю, какого черта? Собрать 10 древесины и принести Годфри. Но у меня сейчас 14. Во всяком случае, тут еще можно собрать. Вот уже 16. О, 17. И как будто все. Я реально надеюсь, что это те самые деревяшки, которые нужны. Ребятки, не парьтесь. Сейчас с моими умениями мы станем самой лучшей группой охотников. Это... Годфри! Что? Это что за херня? Подожди! Стоп! Я... Йо... Спасибо. Спасибо. Альфред! Я думал, что все, к матушке отправлюсь. Оно их... Как же я... Да, черт. Оно так быстро напало. Я дрался. Я их не бросил. Я тоже отбивался. Но Годфри... Он был мне как отец. Он закинул меня сюда и захлопнул дверь. Я больше не решился туда выйти. Пожалуйста, не уходи. Парень, не уходи. Там сумка. Годфри швырнул меня сюда со всей силы. Я упал. Черт, я сломал ногу, кажется. Подашь сумку? Да, конечно, подам сумку. Да, конечно. Чувак, возьми. Спасибо. Прошу тебя. Парень, ты же не уйдешь. Ты же не уйдешь, правда? Что это за сезон? Почему он такой? Блин, у меня просто мурашки от происходящего. Знаете, я такой комфорт почувствовал от этой серии. Я встретил людей. Я могу поболтать, задать вопросы. Ой, у меня аж, вот знаете... Ситуация стресс. То есть я не могу сейчас рационально мыслить. Я не думал, что будет вот так, честно. Зачем мне с тобой сидеть? У меня свои дела. Расскажи, что случилось. Если ты так просишь, я останусь с тобой на ночь. Расскажи, что случилось. Там огромная тварь. Она была похожа на зараженного крокодила. Только очень быстрая. Я не знаю, что это было, честно. У нас вообще Годфри был знатоком по тварям. А знаешь... Я, кажется, должен что-то сделать со своей ногой. Или я не жилец. И я должен сосредоточиться на каком-то деле. Я сейчас сойду с ума, иначе... черт. Ладно, поговорить? Это было ужасно. Хорошо, что я обучался на медика. Годфри вел дневник. Документировал всех тварей, что встречал за эту жизнь. И я должен буду изучать его записи. Должен... Как только я закончу с ногой, я прочту особое прощание. Тела прошу не трогай. У охотников принято, чтобы тела забирала природа. Выдвинемся в горы через 4 скифоса. Максимум 5. Скифоса? Что это? Что такое скифос? Прошу, попробуй пока поспать. Задание веточки и палочки провалено. Короче, дайте мне сейчас буквально перерывчик там в минут пяточек, и я вернусь. Я не могу сейчас ничего говорить, сори. Так, итак, вот я снова здесь, ребят. Прошло немного времени. О, господи, нет, я не хочу на это смотреть. Прямо сейчас мы можем понять, что произошло, но, честно говоря, я не хочу верить в то, что это произошло. Да, вот здесь получается убежище всех охотников. То есть, если верить Альфреду, то, что он сказал, здесь собираются все охотники. Не только эти трое, но и
все, но всех тут нет. Так, блин, сори, ребят, я честно, я не могу дальше это комментировать. Короче, да, я хочу закончить на этом серию. Давайте я реально закончу. Спасибо большое за просмотр данного выпуска. Я правда надеюсь, что вы не забудете поставить лайк и подписаться. Не забывайте, пожалуйста, про то, что сейчас в условиях замедленного ютуба подписки это супер решающий фактор к тому, что вы не пропустите следующий выпуск. Спасибо большое, если не пропустили мимо ушей. Ну, а если вы здесь впервые, то вы можете еще и позвать друзей. А с вами были Ложка и Альфред. Один единственный Альфред. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока. Пока. Тот монстр, с которым вчера сражались Готфри и Эрнольд, его надо убить. Желательно уже сегодня. Итак, вот мы здесь. Тихо, доставай оружие. Кажется, я что-то слышал. Ладно, понял. Так, где мой супер-мега-меч? Мега-меч? Блин! Реально махина огромная! Знакомство и смерть. Казалось бы, ну какая связь может быть между этими двумя словами? Но, увы, связь все-таки есть. Покойся с миром, Эрнольд, покойся с миром, Готфри. Как говорится, приятно было познакомиться. Я вообще ничего не знаю об этих двоих, но благодаря им я как минимум у некого города. Давайте посмотрим, что там внутри. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Ложка. Добро пожаловать в сердце вселенной. Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья, я Ложка. Добро пожаловать в сердце вселенной. Сезон, в котором мы познакомились и... дознакомились. Эрнольд, Готфри и Альфред. Охотники, выполняющие заказы на убийство монстров. Все бы ничего, но это буквально единственное, что мы о них узнали и узнаем. Да, из всех троих выжил только молодой парень по имени Альфред. Трясясь от страха, он сказал, что пока меня не было, на них напало сверхбыстрое существо, похожее на зараженного крокодила. Мне теперь интересно, а я бы с таким крокодилом справился? Информации очень мало, но из последнего мы понимаем, Альфред очень боится остаться один. Он несколько раз умолял меня побыть с ним. Да уж, бедняга. Так, короче, Альфред, я пришел, я никуда не уходил. Стоп, подожди, что? Альфред? Ты куда делся? Ладно, давайте на чистоту. Это, наверное, самая странная пропажа человека. Альфред, бога ради! Может быть, он телепортировался. Я не знаю, я уже за каждую соломинку держусь. Так, переместиться, измерение, еще раз переместиться. Давай, Альфред, пожалуйста. Будь где-нибудь здесь. Это яйцо, там свиньи. Невер. Нет, здесь никого. Оно и понятно, потому что никто не может сюда попасть, пока я не сделаю то же самое, что на Багрянике. Какой-то вот этот зеленый ритуал руками. Надо искать где-то в другом месте. Эй, Невер. А чё у тебя такое-то? Чё у тебя с лицом? Поговорить? Эй, привет. А ты чего сегодня выглядишь даже грустнее, чем обычно? У тебя что, произошло что-то? Юродивый. Ой, господи, Невер. Ну давай, ты чего? Расскажи, может быть, хоть полегче станет. Ладно. Когда я был еще совсем вороненком, еще даже не оперившимся, я приметил из гнезда очень красивый яркий красный карандаш. Наш мир уже тогда был серым и унылым. И этот карандаш, он выглядел как яркий луч надежды. Я решил, что как только научусь летать, сразу же полечу за карандашиком и раскрашу свое гнездо. Когда я оперился, у меня начался переходный возраст. Я ссорился с родителями, часто улетал, и про карандаш совсем забыл. Кто знает, может, я бы смог стать настоящим художником и делать что-то грандиозное. Да только где сейчас найти карандаши? Оу, Невер, понимаю тебя. Упущенные возможности могут казаться невосполнимыми, но я что-нибудь придумаю. Придумаешь? Куда ты? А куда я, действительно? Подожди, что? Есть у меня одна идея, что можно было бы сделать. А именно, заказать карандаши на Мегам. Так, а вообще набор цветных карандашей мне уже пришел. Эй, Невер, у меня для тебя сюрприз. Держи. Что? Это же... разноцветные! Разноцветные! Разноцветные!
Разноцветные. Спасибо, Ророжка. Я рисовать. О, разноцветные. Хорошего порисовать. Мегамаркет, ссылка в описании. Так, а теперь давай-ка, наверное, вернемся и попробуем что-то найти. Может быть, я слепой, может быть, Альфред оставил какую-то записку. Hello, здравствуй. О, погоди. Гнилая плоть. Этим можно покормить. Да, спасибо. Ломать блоки я все еще не могу, но при этом я могу подбирать вещи, которые валяются на полу. О, а я не знал об этом. Я думаю, кости мне точно пригодятся. Свекла, пригодится, возьмем. Никакой записочки, которую мог оставить Альфред, здесь вроде нет. Да и мне кажется, что со своей ногой, или что он там ранил, он сюда вряд ли заберется. А может быть и заберется, потому что ему стало легче. Вот тут тропинка такая интересная. Но сначала город. 100% город. Приветствую, здесь есть кто? Вроде бы пусто, понятно. Двери, вот оно. Легендарное. А ну-ка, открывайся. Ой, кстати, а двери-то интересные, смотри. Это прям полноценная структура с маленькой дверью внутри. Тем не менее, попробуем пройти еще сюда. Здесь мы в целом уже были, но ничего не изменилось. Ладно, пожалуй, попробуем вернуться. Эй, всем снова здравствуйте. О, Невер. Все, нарисовался? Уснул, бедняга. Багряник, а у тебя как дела? Уф. Как он работает, ты посмотри. Купить ничего нового нельзя, но грубый меч, наверное, я приобрету. Чисто посмотреть, как эта штука работает. Ну-ка, на. Подожди, реально? Это, по сути, просто меч. Требования: сила 6, ловкость 6, усиление от характеристик, сила... О, погоди! Так тут, оказывается, есть усиление от разных характеристик. Например, мой грубый двуручный меч улучшается от силы и ловкости. Мне по-любому надо прокачиваться дальше. Сейчас у меня выносливость 11, а вот она сила. Так, Невер, поговорить можем? О, можем. Что? Ай, Ророжка, почему ты меня вечно будешь, а? Беспокой меня, когда я проснусь. Проснусь! А, Невер, прости. Я не просто так. Ты знаешь что-нибудь про охотников? А? Охотников? Это с ними ты пропадал бог знает сколько скифосов, да? Ророжка, они наемники, уничтожающие монстров за спарки. Несколько таких пытались убить меня. Жаль, у них не получилось. Я застрял с таким юродивым, как ты. Эй, Невер, ну последнюю фразу не обязательно было добавлять. А еще эти охотники отрицают очищение. И правильно делают. Да, еретики! Мне и так приходится жить с богохульными черными курицами. Эй, ты! Даже не думай приглашать сюда охотников! Эй, ребята, а какого черта? Я просто задал вопрос, кто это Не такие. приглашать, я сказал! Иначе я все спалю! Каков фанатик. Если ты все же пригласишь сюда охотника, не дай Марку спалить твой сон. Я не хочу, чтобы он уничтожил единственное безопасное место. Не беспокойся, Невер, я не позволю этому произойти. Не понимаешь, юродивый. Зато с карандашами. Это да. Все? В итоге ты ответил только про то, что они берут заказы на монстров. Не, ну по сути я это и так понимал. Ничего нового про охотников мы не узнали, но насчет Марка, может быть, он что-нибудь скажет. Эй, Марк! О, торговать могу. Интересно, но при этом поговорить нет. Так, на всякий случай, пока я снова отсюда не ушел, торговать. Хочу купить эксперимент, 500 спарков. Давай, что мне это интересно даст, еще раз торговать. О, еще эксперимент, да ладно! Захотелось. Тут у нас теперь продается осколок аметиста, немного редстоуновой пыли и, наверное, все. Ничего нового-то и не появилось. Маловато будет. Далее путеводный скин, хижина охотников, переместиться. Альфред. Куда же он делся со сломанной ногой? Надо было сразу брать его с собой, а не оставлять здесь. Попробую найти его. Что? Подожди! Чего? Мне реально нужно было сначала поговорить с Невером. Господи. Ну да, конечно. Но в любом случае, я уже все здесь обходил. Здесь был, там, получается, тоже был. Задания при этом у меня никакие новые не появились. Следовательно... Стоп.
Альфред, какого черта? Ложка. Ой, сейчас. Ой. А я думал, ты бросил меня одного. Что? Бросил! Я тебя искал столько времени, чувак! Скажи мне одно, Альфред, почему ты сидишь здесь? Тебе помочь добраться до города? Не надо. Знаешь, я просто думал, что отдохну и смогу ходить не хромая, но нельзя мне в таком состоянии в город. Не, нельзя. Горожане, они же... ладно, неважно. Мне нужно вернуться в хижину охотников. На открытой местности я точно не жилец. Я, конечно, не так хорош, как Готфри и Эрнольд, но я справлюсь. А вообще, мне все еще трудно поверить, что они мертвы. К этому уже надо бы привыкнуть. Мы в этой вылазке 4 потеряли, не считая их 2. Они все были опытными, достойными охотниками. А в итоге выжил только я, самый неопытный, и... Мне неловко об этом просить, но ты же поможешь мне хотя бы еще раз. А вот тут я рад, что ты спросил. Конечно. Ты ж не отвечай так быстро. Ты хотя бы для начала выслушай меня. Тот монстр, с которым вчера сражались Готфри и Эрнольд, его надо убить, понимаешь? Желательно уже сегодня. Я нашел информацию о нем в дневнике Готфри. Этот вид размножается с огромной скоростью. Упустишь одного, а через неделю их будет уже 10. А я не могу. Я не могу убить даже одного. Ты посмотри на меня. Ты посмотри. С такой ногой в бою я могу разве что приманкой быть. А вот Готфри мог бы и со сломанной ногой и драться, и выйти победителем. Ну ладно, не об этом сейчас нужно думать. Я видел, куда эта тварь вчера сбежала. Наверняка ее гнездо где-то там. Тебе нужно убить ее и избавиться от яиц. Их можно, кстати, просто разбить. Но если они все-таки вылупились, придется отступать. Что ты в итоге решил? Вау, подожди, убить монстра, который похож на... Что, крокодила зараженного? Если крокодилы сами по себе большие, а тут еще и зараженный крокодил, мне страшно представить, насколько он огромный. С другой стороны, это плюс спарки и плюс репутация. Прости, Альфред, но я собирался пойти в город. Я бы помог, но где находится эта тварь? И яйца. Да, Альфред, конечно. Ты лучше иди в дом, а я всех порешаю. Так, нет, где эта тварь? Ты правда поможешь? Так, если что, я пойду с тобой. Я не могу отпустить тебя одного. Готфри бы точно не отпустил. Я не смогу драться, но я хотя бы с яйцами помогу. Я думаю, я знаю, где эта тварь гнездятся. Где-то там. Очень надеюсь, что я прав. Пойдем. Ох, он прям хромает. Так, подожди, задание. Уничтожить гнездо. Одолеть монстра и разбить все его яйца. Ага. Альфред говорит, что монстр, убивший Готфри и Эрнольда, очень быстро размножается, и его нельзя было оставлять в живых. Теперь у нас прибавилось работенки. Это правда. Так, ладно, получается туда. А вот в той стороне, кстати, я и правда не был. Блин, понимаешь, мы за это гнездо даже денег-то не получим. Нас же никто не нанимал. Ты бы хотел, кстати, стать охотником? Как думаешь? Что? Я? Нет, я просто сражаюсь с монстрами, когда они нападают на меня. Это вообще-то и есть охотник. Пойдем дальше. Ну, с другой стороны, правильно. Обычные люди верят, что монстров вообще нельзя убивать. Ага, но вас же при этом кто-то нанимает? Да, конечно, нанимают. Обычно те же люди, которые оскорбляют нашу работу. Они могут сколько угодно втирать тебе что-то про очищение, но... Умирать-то никому не хочется, сам понимаешь. Справедливо звучит. Так, и в итоге, куда же мы, черт возьми, забрели? Тут будет какой-то кристалл? Гнездо должно быть совсем рядом. Сейчас, оно где-то здесь. О, кажется, я уже нашел. Вот оно. Ой, знаешь, кажется, я тоже нашел. Зачем я на это согласился? Так, еще мне прям туда? Че, ты прям реально пойдешь? Ты что делаешь-то? Бога ради, Альфред, даже мне страшно. Зачем ты это делаешь? Я уже понял то, что каждый персонаж здесь может просто погибнуть на раз-два. Не надо! Не иди. Тихо! Доставай оружие. Кажется, я что-то слышал. Ладно, понял. Так, где мой супер-мега-меч? Мега-меч? Блин! Реально махина огромная! Так. Боже! Боже! Альфред! Только не не умирать, Альфред, прошу тебя! Я не хочу потерять хоть кого-то, кто что-то знает. Так, ну давай. Давай, махина, иди сюда.
Кусай меня. Я понял, не кусаешь, хвостом виляешь. Не, ну, знаете, мне кажется, здесь надо взять грубый кинжал. Да, грубый кинжал, который вот так быстро бьет. Сейчас вот так. Оп, тихо. Вот так. Оп. Отлично. Что-то получается. Тихо. Это что за атака? Короче, просто атакуй меня. И после этого атакую я. Давай. Ау! О, бляха-муха. Батюшки. А чё это страхолюдина такая страшная? А как мне атаковать такую штуку, которая бьет реально на расстоянии? Не, ну я попробую, окей, типа... Ай! Это невозможно! Допустим, вот так. Все, бьем! Все, валим. Давай. Хорошо, убегаем. Теперь эта штука разгоняется и снова начинает кромсать все своей пастью. Я учу атаки твои, тварина. Тут гнилая плоть валяется, надо будет подобрать. Побьем. Ай, тихо! Нет! Пожалуйста! Почему тут такие страшные? Да бляха-муха! Наверное, надо вот так вот, издалека. Да! Издалека этот меч хорошо бьет. Тихо. Все, хилки у меня больше нет. Ладно тебе. Не надо кусаться, мальчик. Ну ты ж... Ай, добренький, да? Да. Окей. Давайте на чистоту. Это сложно. И почему я спамнюсь прямо в нем? Верните души. Спасибо. Ай. Остается совсем немного. У меня хп на 1 удар. У него хп на 1 удар. И... Да! Ха-ха-ха! О, что это такое? Скинтонитовый зуб. Ровный изогнутый кристалл антискинта. Может быть использован как материал для создания оружия. Ого! Антискинт? Подожди, чего? Так это же нельзя таскать в инвентаре, разве нет? Или это только от кристалла антискинта? Хотя тут написано изогнутый кристалл антискинта. Беда. В любом случае, Альфред, мы справились! Я же говорил, что буду бесполезен в бою. Я должен был вмешаться в твой бой. Как-то помочь. Альфред, тихо, не беспокойся. Это было несложно. Ты вовремя предупредил об опасности. Ну да. Жаль, вчера некому было нас предупредить. О, зато, кстати, смотри. Яйца! Пойдем. Да, кстати, мы же еще разбить должны. Вот они. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Да, и ты посмотри-ка, все целые. Никто не успел вылупиться. Ха! Мы вовремя. Время уничтожать, давай. О, ну-ка. Сюда! Хорош! Фига себе! Подожди, это вот такие вот маленькие крокодайлы? Обалдеть, какие они изначально малютки. Так, все, теперь получается я должен уничтожить, правильно? Да, супер. Сюда. А ведь мне определенно это нравится. Да, супер! А теперь отходи от кладки. Давай, за мной. И лучше поторопиться. Почему это лучше поторопиться? Что такое? Господи! Это что, гарпии? Скинтонитовые гарпии. Воу. Охренеть. Это что, блин, Годфри и Эрнольд говорили, что использовали такие гнезда, как приманку. Но с теми тварями нам не было смысла драться. Лишь подвергли бы себя лишнему риску. Лучше уж оставить несколько монстров живых, чем потерять охотника. Нас и так очень мало. Церковь сделала все для этого. Так, ладно. Теперь нам нужно сжечь это гнездо, пока его не занял кто-то другой. Ага, капец, то есть, получается, на падаль прилетают такие... быстренько с этим разберемся и... все. Вау. Какая красота, хорош. А ты, я смотрю, знаток монстров. Ну, по крайней мере, больше, чем я. Этот запах жареного мяса. Есть это, естественно, ни в коем случае нельзя. Не заразишься, но уж точно отравишься. Зато теперь на какое-то время тут никто не поселится. Все, пойдем отсюда. Думаю, я слишком сильно нагрузил ногу. Блин, боль становится невыносимой. У меня вроде осталось обезболивающее и несколько лекарственных отваров. Они ускоряют рост костной ткани. Главное, чтобы все правильно срослось. Надеюсь, через Карас я уже смогу нормально ходить. Как раз пойду в город за наградой. Что? Наградой? Так ты подожди, ты же сказал, что нам за это не заплатят. Что? Ты за это имеешь в виду? Нет, все правильно. Это мы сделали просто так. А вот за монстра, на которого мы...
я охотился до встречи с тобой, да. Моя нога. Ладно, мне точно нужно отдохнуть. Понял. Так, окей, получается, Да, здесь хороший парень этот Альфред. Надо будет позвать его в сон. Марк уж как-нибудь потерпит. Стоп, подожди. Так он ушел в итоге, без меня. Батюшки, а где я? Я-то где? Я же даже не понимаю, где я. Хотя я могу телепортироваться откуда угодно. Вообще, что можно сказать? Лолошка дело говорит. Хороший парень этот Альфред. Мы прямо сейчас, наверное, вот это все забираем и используем скин сновидений. Экс. Всем здравствуйте. Марк, привет, смотри, что у меня есть. Показать зуб твари. Да? Что такое? Как думаешь, из этого можно что-то сделать? Да, добротное выйдет лезвие. Я могу сделать тебе кинжал, но мне нужны спарки. Ух ты, 800 спарков. Чернильный клык. Хо-хо! Давай! Конечно же хочу. Ты прямо при мне это сделаешь или как? Давай. Непонятно, он прямо сейчас делает или мне надо подождать? Поторговаться я уже ни на что не могу и, видимо, да, надо просто подождать. А пока что может быть стоп! Чё-то я тупанул жестко, у меня, оказывается, чернильный клык уже отравленный. Требования к характеристикам ловкость 13. То есть я не могу его использовать, да? Да, бить-то я вроде как могу, но при этом, скорее всего, не будет наноситься урон. Опять же, ловкость 13. Следовательно, мне нужно... до 5-го уровня качнуться. А чё так много? Невер, поговорим? Торговать, расширение владений? Нет, не поговорим. Давайте мы сейчас обязательно прокачаемся, но перед этим я хочу купить еще один эксперимент. 500 спарков стоит, приобретаем. Проверяем, что открылось и... О-хо-хо-хо! С каждым разом все больше предметов. Правда, черная глазурованная керамика это как будто так себе. Но все-таки новые предметы же. Напомните мне, пожалуйста, где у нас много спарков можно нафармить? Ощущение такое, что где-то у заросшего поселения, да? Всем привет, ребята! Я помню то, что где-то здесь ходят волки, а волки это явно много спарков. Привет. Вот тут, я помню, на меня напали волки, но сейчас ни одного. Черт, ну это так себе. Ну-ка. Да, кинжал в итоге просто не наносит урон. Блин. Я очень хочу на него перейти, потому что это как будто прикольное оружие. А пока что придется использовать грубый двуручный меч. Получайте, твари! Итак, я в любом случае жестко поработал руками. 2130 спарков. И я надеюсь, что мне хватит примерно на хотя бы 2 уровня. И если я хочу использовать именно тот самый клинок, то это ловкость. 1, 2... И, блин, на 3 не хватает. В итоге у меня появляется какая-то защита от истощения. Здесь ничего не прибавляется. А урон я буду больше наносить? Просто непонятно. Если я вот, например, выбираю силу, у меня появляется защита, да. Но при этом у меня ничего про урон не написано. Если я прокачиваю силу, то вот. Грубый двуручный меч дает мне плюс урон. Это есть. А на чернильном клыке надо прокачивать ловкость и удачу. Ну окей, давайте тогда так и быть ловкость. Потому что урона все равно будет больше. Сначала 1 разочек, потом 2 разочек, и все. Да, для 5-го уровня уже нужно 837 спарков, то есть совсем немного не хватает. Точно, у нас же еще тронный зал есть. И, кстати, мне кажется, или я начал больше сносить? Типа, я понимаю то, что я прокачал ловкость, но тем не менее. Так, в итоге мне дают 777, 828. И да, убивая этих 2 рыцарей, мы получаем ловкость 13. Телепортируемся домой. Это что сейчас было? Какого черта я телепортировался сюда? Господи, я опять... У меня дар речи на секунду пропал. Это что, реально сейчас было? Так, ладненько, по крайней мере я живой. Здравствуйте, путеводный скин. Фу. Хотя бы все вещи не потерял, и на том спасибо, да? Повышение уровня, ловкость 13. И да! Теперь мы можем использовать свой супер клинок. Не, ну я на самом деле хочу его сразу проверить, потому что, ну что, я дурак, что ли, не проверить? И знаете на ком? На том самом медведе. Привет, дружище! Я тут с новым оружием буду тестить все новое именно на тебе. Ну-ка. Так, оно отравляет, да? Оно, подожди, что написано? Отравленный? И чё, и где? Ладно, что насчет урона? О! Оно отравило! Да, ты посмотри, ему постоянно наносится урон. Но, походу, от отравления... Да, умирает. Я думал, то, что не умирает. Обалденно.
Все, то есть отравление срабатывает с каким-то шансом. Либо оно срабатывает с каким-то шансом только тогда, когда горит вот эта синяя иконка. Короче, немного пофармили, еще раз возвращаемся. Только, пожалуйста, не падать, не падать. Хорошо. Все, вроде бы нормальное место. Как бы много времени не прошло, я помню, что у меня все еще в инвентаре есть необработанная крупица скинта. Сырой необработанный материал. В таком виде ему сложно найти применение. И да, я уверен, что мне нужна вот эта кузница. Для кузницы нужна медь и нужно железо. А для этого, получается, нужна шахта. Эй, Never! Подскажи, пожалуйста... Стоп, подожди. Привет. Хочешь покушать? Кушай, кушай, вот тебе еще. Это вот еще. Стоп, погоди, ты хочешь сказать, что ты ешь с задержкой и даешь всего лишь 1-2 спарка? Капец. Ты самый бесполезный червяк. Возможно, в будущем появится, конечно, какое-то другое мясо, но... Не, сейчас это прям реально бесполезно. Never, расширение. Вот, мне нужна, получается, пещера. Добываемые руды, уголь и железо. И необходимо медь? Стоп. Погоди, а как? Слушай, Never, а может быть ты продаешь? И ты не продаешь. Я вижу редстоуновую пыль, и, по-моему, она открылась прям недавно. Дальше у нас идет эксперимент, но, блин, погоди. Я же не должен буду так идти до меди. Короче, если не медь, то хотя бы немного дерева. Ну-ка, покупаем 200 спарков, 229, и все. Да, я помню, говорил, что каждую серию буду постепенно, по чуть-чуть достраивать дом, и вот уже 3 серии вообще не прикасаюсь. Поэтому именно сегодня я сделаю сразу много. Поехали! Фу, ну вроде бы все. Мною принято решение сделать хоть какой-то вид. Потому что если здесь пустота, это так плохо смотрится. Вот оно. Гениальное решение. Если мы попробуем посмотреть сюда, то... Ну ладно, немножко мастерской видно, но здесь как будто не хватает каких-то цветочков. О, погоди, вот оно. Лучшее решение, во! Теперь это хотя бы немного похоже на живое место. Да, шикарно, костная мука решает. Если раньше это был остров отшельника, то сейчас это остров, который хотя бы не стыдно показать. Я, конечно, буду доделывать этот дом, и на этот раз, скорее всего, каждую серию. По чуть-чуть. Что ж, на этом я буду постепенно заканчивать. Не забывайте, пожалуйста, про ваши лайки. Не забывайте про подписки. Уж чего-чего, а подписаться в нынешнее время это очень важно не только для ютубера, но и для зрителя. В условиях замедленного ютуба рекомендации могут скакать туда-сюда, и не факт, что когда-нибудь где-то в рекомендациях мой ролик вылезет, как и любой другой ролик другого ютубера, которого вы смотрите. Поэтому я правда призываю вас подписаться на всех тех, кого вы, опять же, смотрите, и надеюсь, что я в их числе. Спасибо. Большая благодарность за вашу поддержку. Ну а если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и чертов клинок, как он там, чернильный. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока. Пока. У меня есть одно место, где ты точно будешь в безопасности. Что, в другой мир утащишь? О, ну, вообще-то да. Эй, там, на посту! Открывай! А? Кто? Ха-ха, твари! Обалдеть, огромный зараженный крокодил, гарпии и яйца монстров. Чего только не потерпишь ради того, чтобы попасть в единственный город, где живут настоящие выжившие. Надеюсь, теперь-то меня пропустят к цивилизации. Пожалуйста, давайте узнаем. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в сердце вселенной. Поехали! Снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в сердце вселенной, сезон, в котором мы победили. Да-да, огромный зараженный крокодил, который был той еще занозой в заднице, побежден. А наш новый знакомый по имени Альфред, благо не погиб. Лолошка, кстати, о нем кое-что сказал. Хороший парень этот Альфред. Надо будет позвать его в сон. Марк Багряник уж как-нибудь потерпит. Знаете, учитывая, что в одиночку Альфред точно не выживет, да, я категорически согласен. Надо позвать. О, и еще кое-что. Напоминаю, в город я хочу попасть не только для того, чтобы узнать о какой-то там правящей церковной власти, зовущей себя кардинал, но и потому что я уверен, GDH где-то рядом. Понимаете, GDH по-любому пошел туда, где есть хоть какое-то подобие цивилизации. Так что да, мне надо в город. Обязательно туда проберемся, но перед этим... Альфред, привет. Чё с тобой? Еда не лезет? Да, не могу есть.
но надо. Ах, я должен теперь жить за троих. А у меня, блин, нога ноет уже несколько скифосов подряд. Я понимаю, что это говорит о восстановительных процессах и все такое, но черт, как же больно. Было бы здорово, если бы раны сами как-нибудь, ну, пропадали после еды, да? Вот знаешь, поел, а они взяли и затянулись. Жаль, что так не бывает, но есть все равно надо. Ведь, как говорится, без еды будет еще хуже. О, кстати, вот, возьми, это твое. Что это? Это мясо, тебе за помощь. Прости, но больше ничего нет. Ты, главное, поешь. Неизвестно, как все пойдет. Хорошо, я тебя понял. Неизвестно, как пойдет. Подожди, а мы же в город собрались, да? Ты же меня в итоге отведешь туда? Ну-ка, вяленое мясо, легкий перекус. Окей, получается прямо сейчас... Ой. О, так тут, оказывается, можно открывать. Медный слиток, нифига себе. Погоди-ка, Альфред. А вот этот сундук при этом не открывается, да? То есть тут бочки вместо сундуков. Это... Разрушить, получается, нельзя. Это тоже не открывается. Наверху. Фига себе, вот это я халяву резко нашел. 2 медных слитка, это, по-моему, то, что мне надо. Так, слушай, дай мне пару минут. Сейчас. Ладно, пойдем, получается. Оу, так ты все-таки можешь ходить, да? Нормально? Знаешь, я очень надеюсь, что мы надолго там не задержимся. Давай за мной. Иногда жителям надо выместить на ком-то гнев, понимаешь, и раз уж ты со мной, тебе тоже может перепасть. Угу, понял. Ага, так что давай, постарайся не встревать в конфликты. Постараюсь не встревать в конфликты. А мы все, прям реально в город? Тебя пропустят, потому что тебя знают, или потому что любой может зайти? Просто я вот этого так и не понял. Здесь, получается, все еще никого, зато костры постоянно горят. И удивительно, что эти костры не привлекают нечисть. Если здесь нет никаких монстров, то насколько в радиусе этого города здесь зачищено? Прям реально намного-много, что ли? Пожалуйста. Только бы сегодня дежурил не Реджи. Только бы не Реджи. Прошу. А кто такой Реджи? Эй, там, на посту! Открывай! Да? Кто? Ха-ха, твари! Черт. И тебе не хворать, Реджи. Будь добр, прошу тебя, пропусти, а? Ха! Рад видеть, что из вашей компашки вернулось только 2. Когда-нибудь вы все передохнете, и кардинал сможет вздохнуть спокойно. Да, Реджи, рад, что ты не теряешь своего оптимизма, но... Слышь, ты чё это, тварь? Со мной шутить вздумал, а? Нет, Реджи, никогда бы не пошел на такой риск. То-то же. Я бы вообще на месте кардинала не стал с вами тварями хоть как-то договариваться. Я бы просто бы всех вас с того и всего-то делов. Да, Реджи, но а что бы ты тогда делал с теми тварями, с которыми невозможно договориться? Понимаешь, воплощение воплощением, но кто-то ведь должен спасать посевы, деревни от набегов, монстров и... Ха! Я плевать хотел на вас, богохульников. Сейчас открою. Да, спасибо. Черт, знал бы ты, как я ненавижу этих придурков. Сидят себе за стенами, ни одного значительного боя не видели, а позволяют себе хрен знает что. Если бы не мы, они бы уже давно в земле тухли. Или сами тварями были. Давай пойдем. Пойдем. Слушай, а город, я смотрю, не то чтобы густо населен, да? Реджи, еще раз спасибо. Ладно, я понял то, что шутить здесь с местным населением вообще нельзя. Кстати, Реджи, хорошего тебе дня. Да, что вы все сдохли там. И тебе того же. Жесть. Ой. А чего вы? Охотников реально прям так боятся? Ну, короче, я так понял, церковная власть, Альфред, кардинал... это из-за нас жители себя так странно ведут? Угу. Но, кстати, запомни, тут в целом не особо принято из дома выходить. Но в основном, да, все-таки из-за нас. Пойдем. О! Кто это? Батюшки, это же не человек. Это орк? Или... Ну, это орк. То есть, это явно не гнол какой-нибудь. Так. Ну, вот и оно. Давай. Так. Привет. Я нормальный, Тихо, если что. тихо.
Ладно. Эй, скажи своим прихвостням, чтобы опустили свои жалкие пародии на оружие. Ты же прекрасно знаешь, что любой охотник запросто справится с любым из них. Вот. Эй, кардинал, не игнорируй меня. Курн. Говорю, заказ выполнен. Деньги. Мне нужны деньги. Где доказательства? На нас напали и... Что? Кардинал. Меня отмазки не волнуют. Я еще раз спрашиваю, где доказательства? Черт. Мы потеряли весь отряд в этой дальней вылазке. Я потерял единственных близких и... Да, за дурака меня держишь, да? Думаешь, я вам, богохульникам, поверю на слово? Как бы не так, охотник. Я с вами работаю давно. Плевать мне, скольких вы потеряли. По мне так лучше бы все померли уже давно. Что? Кто это? Не помню его в отряде, Годфри. Как так вышло, что ты вернулся, а твой главный нет? Что? Разве вы не должны защищать вашего главного до последнего вздоха, впрочем, не рассказывай. Мне плевать. Не мои проблемы. Давай, проваливайте отсюда. Без доказательств не возвращаться. Да? Господи, какая психопатная птица. Уйти следом, напасть на кардинала, заступиться за Альфреда. Черт возьми, это реально психопатина перед нами, но заступиться. Эй, стоп, куда? Вы правда оставите человека без награды? Не надо, не Ты стоит. не лезь. Если ты новенький, то тебе лучше побыстрее научиться манерам. Но вы же просто эксплуатируете чужой труд. Чего? Ты свои словечки умные при себе оставь. Выметайтесь. Даю вам 2 капли убраться с моих глаз. Да, ладно, пойдем, побежали. Ладно, бляха-муха. Что это значит, что что-то серьезное? 2 капли. Что значит 2 капли? 2 секунды? Господи, ладно, Альфред. Ну не настолько же все плохо. Ты чего? Блин. Нас могли прям там. Их же больше, Лулошка. Ты что, совсем не пуганый, что ли? Альфред, с тобой поступили несправедливо. Я хотел помочь. Да и ты сам сказал, что в одиночку бы их отделал. Этот мир вообще несправедлив. Ну дела, а. У меня так поджилки тряслись, когда я хамил ему, что я боялся, как бы кость в ноге не разошлась снова. Блин. Мы, наверное, невероятно комично смотрелись там. Я со сломанной ногой. Ты не понимаешь вообще, что происходит и кто перед тобой. И вот мы такая парочка пытаемся выбить денег из самого кардинала. Блин. Я чуть не обмочился, когда оказалось, что он слово «эксплуатация» не знает. Ладно, пойдем отсюда. Ты настолько с юморком к этому относишься? Кстати, у меня все еще вот этот эффект висит. Я уже, честно говоря, даже забыл, как он называется. Аномалия искры. Пока что до сих пор не знаем. Объясни, почему они так реагируют? Им что, жалко денег? Погоди, а кто это в итоге был? Кардинал — это типа самый крутой из них? Альфред, может вернемся и покажем, на чьей стороне правда? Не-не-не, мне кажется, это не лучшая идея. Почему они так реагируют? Им что, жалко денег? Ты, кажется, действительно мироходец, раз уж тебя такие вещи удивляют. Сейчас расскажу. Пойдем. Кардинал сам нанял нас на эту работу. Но да, это не мешает ему искренне нас ненавидеть. Но если они считают убийство монстров богохульством, почему они вообще нанимают вас? Ну смотри, они говорят, что мы грешники и нарушаем естественный ход вещей. Якобы мешаем очищению. Но церковь-то живет на налоги с граждан. А чтобы эти налоги поступали, надо что? Чтобы было с кого их собирать. Поэтому они не могут допустить, чтобы все люди прошли это самое очищение. Слушай, Альфред, а в чем именно заключается очищение? Там легенда какая-то, с помощью которой церковь манипулирует всеми. Сорян, но подробностей я не знаю. У нас в цеху эти глупости не уважают и не обсуждают. Так что, Лолошка, найди рассказчика получше. Я правда не интересовался и не хочу интересоваться. Хорошо. Подожди, а это что?
А, это фонтан, ты про него? Ну да, это, в общем, был фонтан когда-то. Важное место. Много кто здесь собирался. Ну, во всяком случае, мне так рассказывали. Он в таком заброшенном состоянии дольше, чем я живу, представляешь? Говорят, раньше по нему капли отсчитывали. Ближе не хочу подходить. Внимание еще привлечем. Слушай, нам бы, если что, лучше убраться отсюда поскорее. Пока живы. Там и смотреть-то нечего, просто фонтан. Может быть, потом сам как-то глянешь, если желание найдется. Знаешь, сколько у них в голове всего намешано? О, они вообще ничего не понимают. Они всем говорят, что так дают нам шанс искупить грехи. Самому не смешно. Значит, ты в это не веришь. Конечно, нет. Мне просто деньги нужны. Они там что угодно могут думать. Что угодно. Главное, чтобы платили. Это поважнее будет. Да, но подожди, тебе-то не заплатили? Да заметил, я заметил. А еще, Лолошка, я заметил, что нас чуть к праотцам не отправили. Из-за кое-кого, кстати. Да ладно тебе, Альфред. Вдвоем мы явно могли справиться. Слушай, ну на самом деле вот тут я бы не был уверен. У меня типа клинок Так, новый. слушай, давай на чистоту. Если тебе жить надоело, так это не мои ж проблемы. Из нашей группы остался я один. Я должен выжить хотя бы ради остальных. Угу. Ну ладно, я понял, больше не обсуждаем эту тему, но, подожди! Тут-то ты явно не останешься! Позвать Альфреда в сонный мир, рассказать Альфреду про сонный мир, попрощаться и уйти! Ты чё, не? Позвать Альфреда? Слушай, Альфред, я тут подумал, у меня есть одно место, где ты точно будешь в безопасности. В безопасности? Это только в гробу, поверь. И то, знаешь, не факт. Не-не-не, стой, я абсолютно серьезен, в безопасности! Что, в другой мир утащишь? О, ну, вообще-то да. Но, ой, слушай, даже если ты и мог бы, это все звучит как-то сомнительно, не? Другие миры, магия, все это так или иначе связано с церковью. А значит, не несет себе ничего хорошего, ничего. Давай я тебе лучше проще скажу. Мое ремесло не учит прятаться от трудностей. К тому же я уже привык, ну, к опасности. Да и в целом я готов к смерти. Мое место здесь, каким бы оно ни было. Да. Слушай, в общем, я что скажу? Спасибо, но нет, я, пожалуй, откажусь. Ты чё, серьезно? Реально откажешься от безопасного места, с которого можешь, если что, вернуться? Так, ну я могу еще поговорить, да? Взять? Что, подожди, поговорить? А ведь за эту тварь могли бы выручить много. Да-да-да, подожди, при чем тут деньги? Черт, я ведь даже понятия не имею, где ее башка. О, а вот это, кстати, интересно. То есть, если я найду голову той твари, которую вы убили, хотя я даже не знаю, кого вы убили, то можно выручить деньги, правильно? Так, еще немножко поговорим. Это что же получается? Ребята зря собой пожертвовали. Продолжай. Да, если бы не заказ, то остались бы живы. Продолжай. Наверное, они сейчас были бы злы на меня. Хорошо, что кардинал дал время уйти. Ты же понимаешь, я блефовал. Против его охраны у нас не было ни единого шанса. Ага, ну да, я тоже об этом подумал. Скорее всего, там какие-то крутые войны. Надо бы решить, что делать дальше. О, ну вот, пойдем. Наверное, стоит отдохнуть. Ой, все, больше я не могу. Так, но при этом я могу взять его, правильно? А? Я не могу его взять! Так, подожди, здесь у нас получается бочка, перо, паутина, бла-бла-бла. Это мы, конечно, заберем, но... Стоп, а в итоге кнопочка взять-то куда пропала? Во всяком случае, 0 взаимодействий, и здесь, получается, тоже ничего. Блин, ну я надеюсь, что я ничего не просрал. Вопрос, могу ли я это как-то обсудить с Каркарычем? Так, переместиться, измерение сновидений, переместиться. А? О. Марк? Подожди, а где Невер? Эй, Ворон, ты здесь? О, да, здесь. Привет-привет. Поговорим? Так, что у тебя? Расширение владений, Ага, поговорить мы не можем, но при этом появилась гостевой дом Марк. 500 спарков. Я понял. Кажется, мы все-таки можем проапгрейдить гостевой дом и после этого как-то насильно телепортировать сюда Альфреда. Эта идея звучит как что-то годное, поэтому да, мы используем путеводный скин и телепортируемся туда, где сейчас нафармим примерно 400 спарков. Переместиться это будет... Господи, где нормально пофармить можно? Наверное, тронный зал.
Ага, супер. Всем привет, ребят. Ну чё, у меня тут новые клинки, новое оружие. Можно, знаете, как, кстати, сделать? Взять маленький грубый кинжал в левую руку, и таким образом у меня будет сразу и чернильный клык, и грубый кинжал. И они вместе сочетаются. Кажется, сейчас я буду наносить прям очень много урона. И я надеюсь, что я убью буквально за один выпад. Давай. На! О, больше половины, да ладно! Так, продолжаем месить. И 500 спарков. 388, мало. Надеюсь, что рано или поздно здесь появятся какие-то новые монстры. И мне кажется, что да. По одной простой причине. Я же так и не закрыл дверь. А если дверь не закрыта, значит сюда могут попасть новые монстры. И с них я буду фармить больше спарков. Тихо, аккуратненько. Выносливость, восстанавливайся. Ай, больно. До свидания. До свидания. 500 спарков, пожалуйста. Все, спасибо. Возвращаемся обратно. И прямо сейчас мы, наверное, заведем диалог о том, что... Почему я здесь появился? Так, ладно. В общем, заведем разговор о том, что к нам кто-то переедет. Юродивый! Что такое? Тут тебе не архитектурное бюро, если что. Ладно, сейчас. Да. Главное, что ты в любом случае делаешь. Расширение владений, торговать. Все, даже разговора никакого не было. И что же мы прокачали? Ну-ка, может быть, на это что-то скажет Марк. О, чё это? А с каких пор у меня появилось что-то новое у него в торговой? Внимание! Отныне на этой наковальне можно улучшать оружие. Обычное оружие улучшается с помощью скинта, особое с помощью скинтонита, а легендарное оружие с помощью искаженного скинта. Также на этой наковальне можно зачаровывать оружие, используя особый элементальный скинт. Удачи! Вау. Подожди, на какой этой наковальне? Реально наковальня! Батюшки, какая красота! Так, окей, чернильный клык и... Во, мне пишут, что нужно добавить 2 кусочка скин... Во! Необработанная крупица скинта. Сырой необработанный материал. Нет? Что, я что-то делаю не так? Погоди, а если я попробую использовать, допустим, грубый двуручный меч? Вот оно! Но при этом, смотри, здесь не обработанный, а тут прям видно обработанный. Они разные по текстуре. Я обязательно хочу это начать прокачивать, но в то же время... Ща, вот тут все посмотрим. Ничего нового не появилось, до свидания. В то же время мне интересно, Альфред? Я-то думал, что я его все-таки позову сюда. Неужели он правда отказался и все, и я никак не могу его взять насильно? Хотя, с другой стороны, мне кажется, если я бы его насильно сюда засунул, у нас бы максимально испортились отношения. Ну, как будто это очевидно. Так, Невер, здесь у нас в итоге ферма, мастерская. Вот оно. Да, то, что мне надо. Медный слиток и железный блок. Медь у меня теперь есть, и железо я накопаю в пещере. Которая тоже требует медь. Блин. Так, слушайте, я теперь не понимаю. Здесь железа у меня получается никакого. Погоди-ка! Эй, Невер, а ты вроде бы продавал что-то в таком духе, да? Мы же можем купить очень-очень много кусочков железа в одной пачке 16 штуковин. Это почти 2 слитка. Мне очевидно, надо идти фармить спарки. Так, Марк, поговорим? Реально поговорим. Эй, ты расширил мою кузницу? Именно. Спасибо. Марк, слушай, а как мне улучшать оружие на этой скинтовой наковальне? Так ты не знаешь? Тебе понадобится очищенный скинт. Обломки скинта, растущие на разных тварях, можно очистить с помощью абразивов. Но нет, просто так это сделать не получится. Тебе понадобится какое-никакое оборудование. Но знаешь, абразив я таки могу тебе сделать. Кузнечный абразив. Блин, 500 спарков, ну куда? Дорого! Короче, я понял, мне реально сейчас нужно тупо переместиться и идти фармить дофигища. Итого у нас 3074 спарка. Кузнечный абразив. Купить. Все. Ага, понятно. Спасибо, Марк. Да уж. Что ж... Что эта штука делает-то? Используется для полировки материалов. Процесс может быть автоматизирован автономным активатором. ПКМ с предметом полирует предметы во второй руке или лежащие на полу, если смотреть на них. Так, подожди, еще раз. Наверное, мне понадобится что-то вроде мастерской. Спрошу у Невера. Да? Не, подожди, а если я попробую необработанная крупица, нажать? И... Подожди, оно...
Что-то произошло, явно что-то произошло. А, ну оно просто подбирается. Да, я так понимаю, мне нужна мастерская. Иначе оно просто подбирает. Невер, ты знаешь, как этой штукой пользоваться? Ну-ка, торговать, расширение владений. А, ну то есть мне прям позарез нужна мастерская. Так и мне действительно хочется это сделать, и я понимаю, что я могу это сделать. Здрасте, кусочек железа. Я куплю, ну, допустим, 6 партий. Так, далее. Мне нужно это все объединить, а перед этим поставить верстак. А, у тебя есть, спасибо. Ну-ка, сколько? О, что-то я прям переборщил. 12 железных слитков. Железный блок забираем. И расширение владений. Та-да! А, стоп. Бляха-муха, не хватает всего 26. Придется фармить. Признаться честно, я понимаю, что спарков много не бывает. Я вот вспоминаю предыдущий сезон, где была такая валюта, как СТ. В определенный момент у нас было настолько много этой валюты, что мы даже не знали, куда это тратить. А тут совершенно наоборот. Здесь так много тратить, что не успеваешь накапливать. Ладно, расширение владений, мастерская. Открыть! Вау! Ничего себе! Следующее улучшение, видимо, мы никогда не активируем. Подожди, а еще раз, сколько это стоит? Так, мастерская. 7500 спарков. Вы что, реально? Видимо, там добавится что-то новое, но... Ладно, прямо сейчас главное, что мы можем туда пройти. Ой, ведь не только пройти. Тут еще и мобы появляются. Так, ладненько, берем немножечко досок. И, наверное, объединим это более-менее красивым мостом. Поехали! Та-дам! Все, теперь я хотя бы точно не упаду. И барьера здесь действительно нет. Но барьер, по идее, на эту локацию есть. Давай-ка на всякий случай проверим. Мало ли его нет. Ну-ка. Так, подожди. О. А, нет, вот он. Вот он. Привет. Прям такой барьерный барьер. Так, в итоге мне прямо сейчас нужно понять, как эта штуковина работает. Внимание! Чтобы очистить скинт, положите абразивную бумагу в активатор, а скинт на конвейерную ленту. Затем вращайте рукоятку. Ладно, я попробую. Как? Куда мне? Как? А, во. Так, ладно, допустим. Далее мне нужно крупицу скинта положить на конвейерную ленту. Может быть, надо буквально просто кинуть? Давай попробуем. Ой, оно реально работает. Вау! Имба! Вау! Получилось! Да, Лолошка, получилось! Крупица скинта. Материализовавшаяся энергия искры. Может быть использован для улучшения обычного оружия до +3. Ага. До +3. Ничего не понятно, но пойдем попробуем. Так, Багряник, простите, надеюсь, не отвлекаю. Ладно, я, допустим, хочу... Вот, грубый двуручный меч. Далее крупица скинта. И у меня появляется... Что? Грубый двуручный меч +1. Требования все такие же. Тут сила 10. Тут тоже сила 10, ловкость 3. Но смотри, усиление от характеристик. За каждую силу здесь дается плюс 0,4, а здесь 0,44. Ага, и урон, во. 40 плюс 5,3, 43,4 плюс 5,8. О, слушай. Так это что, я теперь буду убивать их за один удар? Я не знаю, там, ну... Может быть, за 1,5 удара. Я думаю, то, что мне нужно прокачать еще до +2 и потом до +3. И потом мне как-то бы прокачать не только здесь, но и тут. Имею в виду, надо какое-то другое оружие купить. Потому что я уверен, то, что есть оружие куда круче, чем это. Что ж, обязательно будем улучшать, обязательно будем покупать, приобретать и многое другое. Но при этом не забывая про Альфреда. Он прямо сейчас где-то там в хижине охотника, и я чертовски надеюсь, то, что с ним все хорошо. Обязательно в начале следующей серии проверим. А на этом опять же я заканчиваю. Не забывайте, пожалуйста, про ваши лайки. Помните, сейчас на них держится YouTube. Во всяком случае, СНГ YouTube. Правда, я надеюсь на ваш лайк, надеюсь на вашу подписку. И... если вы не пропустили это, то благодарности полные штаны. Не забывайте также писать ваши комментарии. И по поводу клички Червяку. Я помню о том, что надо выдать эту кличку. У меня на самом деле есть парочка на примете. Но об этом поговорим в следующей серии. А если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка. И обалдеть, какая крутая прокачка. Всем удачи, всем пока. Пока. А кардинал их напыщенный индюк. Да. Настоящий позор вороньего рода. Эй ты! Я сказал, взял свои слова назад! Тупых куриц никто не спрашивал! Если что, не ходите туда, дяденька. Согласно постановлению Верховного Инквизитора,
Вы обвиняетесь в пособничестве еретикам. Ой, пипец, предыдущая серия — это кузница, прокачка мечей, проход в город и, самое главное, встреча с ним, кардиналом. Скажу честно, первое впечатление: перед нами чертила, который построил свою фанатичную секту, где другие чертилы свято верят в заражение, или как они это называют, очищение. У них чё, реально мозги промыты? Как же хорошо, что есть те, кто не верят, типа Невера, Альфреда. И, кстати, насчет Альфреда. Он отказался идти ко мне в сонное измерение. Капец, надеюсь, там с ним все в порядке. Пойдем проверим. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в сердце вселенной. Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в сердце вселенной, сезон, в котором мы познакомились с религией. Да, религия этого места оставляет желать лучшего. Честно, сначала я думал, что людей здесь заставляют верить в некое очищение, но нет! Они сами верят! Сами! А еще они по-настоящему боятся и презирают тех, кто их защищает. Неужели здесь у всех мозги это крошка печенья и IQ минус 10? Я правда не понимаю, как такая тупая религия победила здравый смысл. Надеюсь, мы скоро об этом узнаем, а также узнаем, не заскакивал ли в город GDH. Все еще задание разыскать Джона. Оно никуда не убирается. Так, получается, прямо сейчас у меня чуть более 500 спарков. Прокачаться особо не можем. Зато можем поговорить с Невером. Привет. Чего тебе, юродивый? И тебе привет, Невер. Вчера впервые пересекся с церковью. Точнее, с одним из ее представителей. Ну, и как впечатление? Я был не один. С охотником. Ну, Кар, ты что, с ума сошел? В изгой решил заделаться? Нет, успокойся. Я ему просто помог. А потом как-то увязался следом. О, тогда, Ророжка, лучше запомни. Церковники с охотниками враждуют столько, сколько я себя помню. Лучше в эти раз принесуйся. А кардинал их напыщенный индюк. Да, настоящий позор вороньего рода. Эй, ты! А? Прямо сейчас взял свои слова обратно. Да, я говорил. Все верующие сумасшедшие! Я сказал, взял свои слова назад! Тупых куриц никто не спрашивал! Ах ты! Стоп, бога ради! Попытаться их успокоить, встать на сторону Марка, встать на сторону Невера. Попытаться их успокоить. Эй, вы двое, прекратите сейчас же! Это мой мир, и я не хочу видеть здесь ваши ссоры! Хорошо. Прошу вас, раз вы живете здесь, соблюдайте мои условия. Да. Впрочем, ты прав, юродивый. Но это не означает, что я буду играть в доброго соседа. Ророжка, просто предостережение. Будь осторожен с церковью. Они очень не любят, когда что-то происходит против их желаний. Ай, куда же тебя? А вот что насчет охотников? Одно их существование противоречит всем уставам этих религиозных фанатиков. Удачи! Спасибо. Ладно, ребята, вы тут резню-то только не устраивайте, бога ради, пожалуйста. Это пипец какой-то. Называется безопасное место. Чё скажешь? О, поговорить. Что? Ты согласен с этой щипаной курицей? Да. Я не хочу слушать эти бредни, которые ходят меж глупцов. Иди отсюда! Нет, успокойся. Я просто хотел спросить. Да? Спроси. Ну так спрашивай. Да, какие же тут все нервные-то, капец. Неужели для Багряника не нашлось религии получше? А разве не логично церкви работать с охотниками? Это повысит безопасность всех жителей. А знаешь, Марк, Невер прав. Церковь твоя сущий бред. Собирай вещи и выметайся отсюда. Ого! Не-не-не-не, пожалуй, я... А разве не логично церкви работать с охотниками? Это повысит безопасность всех жителей. Я бы решил, что ты шутишь, если бы не был уверен в обратном. Это же очевидный конфликт мировоззрения, юнец. Так, и что? Охотники все равно выглядят как отличные воины. Можно же было бы найти какой-нибудь компромисс. Было бы желание. Вот именно.
было бы желание. Желания нет и не будет. Охотники противоречат взглядам церкви одним своим существованием. Они оскорбляют нашу веру. Стал бы ты сотрудничать с тем, кто тебя оскорбляет? Ну знаешь, если бы от этого зависела безопасность, да. А уж тем более безопасность других людей. Тогда твои взгляды ничего не стоят, если ты позволяешь кому-то их оскорблять. О, нет, тут я не согласен. Просто это часть моего мировоззрения. Безопасность многих важнее максимализма. Да. Что ж, если ты так думаешь, то слишком веришь в людей. Или других созданий. Суть ты понял. А теперь иди отсюда. Давай, давай. Понятно. Что ж, опять же для меня самое главное, лишь бы резни не было. Кстати, а ты что делаешь? О, могу еще поговорить. Не сбивай меня. А что это? Подожди, в смысле не сбивать? Уйди отсюда. Мое дело может быть полезным для всех нас. Глиняный горшок? Что это за дело такое? Расскажи. Я же сказал, не болтайся под ногами. Ты делаешь туалет, я понял. Это туалет. Но мне тебе больше нечего сказать. Угу. Но все-таки можешь что-то сказать. Я же сказал, мне нечего сказать. Иди уже. Ладно. Ой. Что это за глиняный такой горшок-то? Ну-ка. Так. Ну-ка. Блин, просто начал что-то делать. Так, окей, это что-то важное для будущего этого острова, я понял. Эй, Невер, может быть какая-то твоя точка зрения? Или может быть совет? Так, ну-ка, торговать, расширение владений, понятно. В любом случае, я сказал, что надо проведать Альфреда, но давай-ка, наверное, перед этим грубый двуручный меч улучшим. Нам, по идее, нужно просто взять необработанную крупицу скинта, далее улучшить... Внимание! Вам доступны новые рецепты. Железные кусачки и проволока. Что? Нифига себе. Подожди, проволока и железные кусачки, это что вообще такое? А, смотри, реально, прям полноценный крафт. 3 проволоки и железные кусачки. А зачем нужна проволока? Непонятно, просто нужна. Ну ладно. В любом случае, мы сейчас кидаем необработанную крупицу скинта. Вот так вот 3 штучки. Далее крутим. Ага. Хорошо. Замечательно. То же самое делаем с еще одной. И, наверное, еще немножечко. Мы сейчас так заулучшаемся. Я, конечно, правда надеюсь, что 6 будет достаточно. Хотя бы для того, чтобы улучшить до плюс 2. На самом деле, самая главная строчка здесь это вот это. Урон 43,4 плюс 5,8. Мы берем, все это дело улучшаем. И становится 45,4 плюс 6. Шикарно. В итоге каждая сила теперь приносит атаку 0,46. Было бы прикольно, если бы было 0,5. Вот это да. Так, сколько там стоит? Уже 6. У меня в целом есть еще 8. Но давайте на будущее на всякий случай сохраним. Мало ли пригодится. А теперь пора за Альфредом переместиться. Хижина охотников переместиться. Здравствуйте. Мне не стоит забывать о поисках Джона. Сомневаюсь, что кто-то вроде него не наделал бы шума. Буду держать ухо востро. А пока найду Альфреда. Надеюсь, с ним все в порядке. О, да, задание поиски охотника обновлено. Альфред, ты же где-то здесь, да? Ты же по-любому где-то в хижине. Ну конечно не. Интересно. Куда мог уйти Альфред? Поищу его в городе. Все равно туда собирался. Подожди, да? Я собирался в город? О, наконец-то, давай! Эй, там! Откройте мне, пожалуйста! Ну чё, кто там? Бога ради. А, ты! Помню тебя. С богохульной тварью таскался. Чёрт. А теперь, значит, один. Чё, поумнел, да? Кто? Но ты не думай, что я забыл. Один раз повелся с этим. Значит, все. Такое так просто не забывают. Сейчас открою. Спасибо. Ну ладно, меня, видимо, за охотника здесь не принимают. Спасибо, да, еще раз спасибо. Что-нибудь скажи. Давай, давай, проходи там. Но я сейчас следить буду. Спасибо большое. Да. Капец. Фу, я думал, будет труднее. Так, ладно, главное, что пропустили. Это правда, главное, что пропустили. Что здесь теперь делать-то? Меня же никто тут, если что, из засады не поджидает. Ну, казалось бы, на самом деле, просто заброшенный город. Это же тот фонтан, который мы проходили с Альфредом. Интересно, как он выглядел до того, как стал заброшенным? Да, хотел бы я увидеть его еще рабочим. Столько человеческих сил и все на смарку. Ой.
Что, мы будем пялиться? Ой. А? Ты кто такой? Ты смотри, куда бежишь, блин. Простите. Если что, не ходите туда, дяденька. Не надо. Там плохие люди. Мне моя мамочка бежать сказала. Бежать и прятаться за городом. И вам надо, вам тоже. Какого? Я понял. Раз мне говорят, что надо бежать, значит я на верном пути. Посмотрим, что это за плохие люди. О, вот это наш Лолошка! Наш слоняра! Так, погоди, на всякий случай проверим. Все-таки фонтан реально просто фонтан. Но, честно говоря, сейчас он не фонтан. Так, ладно, пойдем проверим, действительно, какие у нас есть люди. Может быть, хоть кто-то в этом городе выходит на улицу? Согласно постановлению Верховного Инквизитора, вы обвиняетесь в пособничестве еретикам, отказе принять доктрину очищения и отвержении церкви нашей единой и несвержимой. Рекомендую не сопротивляться, чтобы не ухудшать своего положения. Мы не станем преследовать вашего сына, если вы, дамочка, проявите благоразумие. Иначе с ним будет то же, что и с вами. Но... Никаких «но», дамочка. У вас есть ровно 10 капель, чтобы ваши родные покинули здание. По протоколу я все-таки должен зачитать. В общем, начнем. В связи с установленными преступлениями вынесен приговор «Казнь через сожжение». Вместе с его еретиком сжигается его имущество, а также родственники, которые откажутся отречься от еретика. Нет, прошу. Прошу. Все нормально. Давай, давай. 10 капель, дамочка. Время пошло. Стоп, подожди, вы что, серьезно? Здесь к казни относятся, как, я не знаю, за конфетками в магазин сходить? Пройти мимо, вмешаться, остаться понаблюдать. Так, ну, вмешаться? Ну-ка, и как же наша Лолошка что-то сделает? Ой-ой-ой, ребятки, вы что делаете? Эй, вы, за что вы так с этими людьми? А? А ты еще кто такой? Препятствие вынесению приговора. Схватить его! Ой, Так, я понял. Первая драка с людьми, да ладно! Ох, как много у них хп, да... Вы чё, рофлите? Я даже меч прокачал специально! Так, а ну-ка, ребят, давай. Слушайте, а их вообще можно победить? Потому что ощущение такое, что это очень тяжело. Тихо, хорошо. 52 урона за каждую тычку. Ну, они так быстро бьют, ребят. Давай-ка, наверное, вот так. Ой, плохая идея. Плохая. Не буду вихрь больше использовать. Но мне, наверное, лучше какие-то клинки взять, которые отравляют. Вот этот. Все, давай быстро. Ну, пожалуйста, отравите. Да что ж вы такие жесткие-то, а? Стоп. О-та-та! А это случаем не про тебя кардинал рассказывал? Водишься с отступниками, так еще и смеешь мешать инквизиции. Что ж, знаю, куда его доставить. Ведите этого в церковь, а я тут разберусь и нагоню вас. Капец. Что, меня реально просто отведут? А это зараза решил дом поджечь или что? Это кто? Так, человек-священник, окей. О, что такое? Ну чего же вы так нашего гостя? Отпустите его, ребятки. Нельзя же так с людьми. Только придя к гармонии внутри, будешь не отвергнут. Очищение, ребята, начинается с нас самих. Добро пожаловать, дитя. Знаю, ты запутался, но это не страшно. Очищение коснется каждого. Никогда не поздно принять его. Как зовут тебя, дитя? Так ты тоже фанатик. Господи, я думал, что хоть кто-то тут нормальный. Лолошка меня зовут. Лолошка. Рад познакомиться, правда рад. Я епископ Луки. Так ко мне и обращайся, дитя. А вы? Ребята, ну что же, вы идите. Дитя, прогуляемся? Что, а ты тут... Все, реально так просто? Ты какой-то вес здесь имеешь?
Ну, да, конечно, давай. Тогда следуй за мной. Что ж, давай ближе к делу. Слышал я о вчерашнем, рассказал мне кардинал. Никто еще не пытался на сторону грешников встать. На моем веку так ты точно первый. Но я тебя не виню, нет. Мир, знаешь ли, тяжелый. Тяжело выживать. Особенно если душа добрая. А у тебя добрая, это я сразу понял. Но это и хорошо ведь, правда? Только аккуратнее надо быть, дитя, аккуратнее. К добрым душам тянутся самые плохие, как тот охотник. Думаешь, другом твоим может стать? Нет. Вы не понимаете, я не искал друзей. Поведение кардинала показалось мне несправедливым. Разногласия церкви и охотников не повод не отдавать заслуженную награду. Скажу прямо, мне все равно на ваши распри. Только с Альфредом поступили несправедливо. О, я ведь когда-то тоже верил охотникам, дитя. Думал, такие же заблудшие души. Пока мне лично не воткнули нож в спину. Метафоричный, конечно, но только потому, что инквизиторы были рядом. Предотвратили неизбежное, скажем так. Я тогда еще обычным служителем был. Помогал всем по доброй воле. Но вот только волновало разве это кого? Нету охотников души, нету чувств. Играют умело, а потом однажды бам! И проснешься с пустым кошельком. Хорошо, если просто проснешься. Запомни, дитя, в охотники не от хорошей жизни идут. Ага, а в служители, значит, от хорошей. В охотники идут, когда вариантов других уже совсем не остается. Вообще никаких. Это люди, которым нечего терять, сынок. Ох. Они живут в моменте, утоляя какие-то свои, знаешь ли, прихоти. Не так, как мы. У них нет своей цели и веры, а наши они презирают и насмехаются. Скажи мне, стал бы добрый человек так относиться к кому, а? Нет, конечно. Ни в коем... Это что такое? Он! Это он! Успокойся, выдохни и скажи прямо. Это был отвлекающий маневр! Судимые сбежали, не оставив и следа! Ну так это же твоя вина, идиот! Что я тебе говорил? Мальчишку винить будешь? У тебя вечно кто-то крайний. Но, конечно же, не ты. Может, мне тебя отстранить? О, нет, ни в коем случае, прошу, не надо, епископ. Я исправлюсь. Честно, я исправлюсь. Клянусь своей дорогой к очищению. Не обращай внимания, дитя. Ступай себе. Но не забывай о моих словах и будь осторожен. Если появятся какие-то вопросы, обязательно заглядывай. А сейчас уж прости, я вынужден заняться делами. Ладно. Всего доброго. Я понял, это игра в доброго и плохого полицейского. Ты на самом деле не добрый полицейский. Ты просто отыгрываешь доброго. Но он так круто это делает, что я хочу ему поверить. Не, ну на самом деле епископ Луки показался мне очень адекватным человеком. Но я же понимаю, что все не так просто. Чувак в этом бренном, мрачном мире, который прикидывается хорошим. Не. Ну это же не просто так. Во всяком случае, я не верю в то, что в этой религиозной секте есть кто-то из добряков. Ну, у меня, по крайней мере, такое мнение. А вообще, есть две вещи, которые я хочу произнести. Первое, получается, эти люди сбежали, значит, я молодец. И второе, те, кто воюют за очищение, они очень сильные. Я буквально сносил им по 52 урона, но это вот такая маленькая полосочка, как будто я ничего не сношу. Короче, городская стража здесь явно офигеть. Эй, люди! Здесь кто-нибудь вообще... Стоп. Имба. Так, плевать на людей. Путеводный скин. Вот это явно пригодится. Супер. Ой, так я, получается, прямо сейчас могу сюда телепортироваться теперь? Я понял. Значит, город для меня открыт. А здесь у нас еще какая-то площадь. Обалдеть, ребятки, город просто громадный. С одной стороны, это, конечно, прикольно, а с другой стороны, пока что мне явно здесь нечего делать. Хотя, погоди, хочу кое-что попробовать. Могу ли я забежать к кардиналу? Я помню, что его дверь где-то здесь. Вот она.
Ну-ка. Так. Нет, не открывается, ладно. Короче, сейчас хочу вернуться в сонное измерение, но перед этим нафармить спарки. О, кстати, город называется Эшхолд. Допустим. Ладно, переместиться точно пока что не в сновидение. Наверное, пофармить можно в тронном зале или... Ой-ой-ой, хорошая идея. Заросшее поселение. Гоу. Здравствуйте, здравствуйте. Так, мне бы, честно говоря, волков здесь увидеть. Волки дают много спарков, но, видимо, они очень редко спавнятся. Волки! Hello! У меня тут крутой меч появился. Ну-ка, кстати, за сколько я вас убью? Допустим, вот так, оп, 1 удар. Оп, 2 удара и 3 удара. Блин, и там почти за 2 удара убиваются, почти. Мне нужно сделать +3 у меча, не +2. Вообще, я могу сделать это прямо сейчас, потому что у меня же есть крупица скинта. Так что да, обязательно сделаем, но перед этим вернем примерно 2000 спарков в мой инвентарь. Ехала! Ой, блин, я тут случайно забрел на какую-то территорию, и эта территория выглядит как какая-то... арена, как будто здесь у меня в будущем будет какой-то босс. Просто посмотрите на это, это как микроколизей. Во, я даже специально повыше забрался, и это реально какой-то прям круг из камней. Явно что-то будет, но в любом случае мне явно сейчас не сюда. Чё-то я немножко, кажется, переборщил реально. Пора точно возвращаться. Скин сновидений. Задание поиски охотника обновлено. Ой, блин, подожди, а что насчет Альфреда? Я вообще забыл про это. Да, конечно, я узнал много нового и даже смог поговорить с представителем церкви, но... Альфреда я так и не нашел. Не стоит затягивать. Вдруг ему снова понадобится помощь. Да, блин, слушайте, ребят, вообще вылетело из головы. Эй, Невер! Слушай, а ты что делаешь? Читаешь, что ли? Торговать, расширение. О, давай-ка, наверное, купим у тебя что-нибудь. Допустим, эксперимент. Серебряный самородок появился, а также кусочек серебра. Не знаю, зачем он нужен, но явно пригодится в будущем. Купим еще один эксперимент. О, а вот это уже крутой эксперимент. Саженец Сколько? 500 спарков за саженец? Ну ладно, ладно, это справедливо. Во всяком случае, это бесконечное дерево. Я, наверное, куплю акацию и сахарный тростник. Пусть хоть что-то будет расти. А вот что насчет Альфреда, пока непонятно. Так, Марк, ты тут? Подожди, а где... Привет. Поговорим? О, реально поговорим. Да что ж такое-то? Не дают нормально поработать. Чего тебе? Ой, прости. Слушай, сегодня я общался с епископом, и... Так, и продолжай. Знаешь, это был странный разговор. И скажу честно, возможно, не такой плохой, как я себе представлял. Так. Да просто я не могу взять в толк. Почему ты им доверяешь? Знаешь, когда-то я уже встречал багряников и немного знаю про вашу расу. Что такого случилось, что ты готов быть частью всего вот этого? Ты приютил меня, построил дом, помог вернуть кинжал. Возможно, я могу тебе доверять. Хотя бы немного. Ладно, я расскажу тебе. Как много ты знаешь о нашей расе? Совсем немного. Понятно. Это будет слишком долгий рассказ. Мне не хочется. Почти бессмысленная трата времени. Давай я скажу проще и понятнее. Жизнь не всегда справедлива, но это ты и сам знаешь. Кое-что мне не досталось. Кое-что очень важное для меня. Скажем так, у меня это забрали, а я намерен вернуть. Восполнить. Самая простая аналогия. Угу, но может быть ты расскажешь подробнее? Кто знает, вдруг я смогу помочь? Помочь? Сомневаюсь, что ты справишься с этим. А вот что насчет рассказать? Может быть, когда-нибудь потом, да. А теперь иди и не мешай мне. Ага, у тебя что-то забрали, поэтому ты здесь. Ладно, если он в будущем расскажет свою историю, это нам на руку. А пока что саженец акации мы по-любому сажаем. Сажаем куда-нибудь вот сюда. Идеально. Далее, на всякий случай напомним, сколько стоит кристалл у Марка. Я помню, что... Ой, что это? Йоу! Новое оружие, да ладно! Вообще, я хотел проверить, сколько стоит пламенный кристалл. 4000 спарков. Это штука, которая пока неизвестно, что делает, но явно как-то круто улучшает оружие. А вот это на самом деле очень интересно. Грубое копье купить. Грубый фламберг тоже купить. И давай-ка, наверное, сразу проверим, как это работает. Так, грубый фламберг. Требуется сила 11, блин! Грубое копье, ловкость 15. Слушай, ну хотя бы как оно бьет? Я думаю, что оно бьет очень далеко. Грубый фламберг, а ты как?
вроде примерно как... вот это же оружие, грубый двуручный меч. Хотя не, грубый двуручный меч чуть дольше. А еще мне, кстати, показалось, или я могу поговорить? Да, реально? Нет, я думаю, лучше сейчас ему не мешать. Ну, видимо, не поговорим. Ой, погоди, а тут же еще топор. Блин, как это все дорого. Потом. Нет, я не буду тратить деньги. Эй, Невер, у тебя как? О, поговорить? О, Рожка, я слышал, о чем вы говорили. Я бы все равно ему не доверял. О, кстати, смотри. Я смог создать книгу из спарков. Прикольно. Теперь могу делать вид, что читаю. Да, в ней ничего не написано. А еще я теперь могу разные вещи создавать. Всякие. Да. Не бесплатно, конечно, но могу. Так, а подожди, а до этого ты... Чего? Да, я знаю, что ты можешь создавать разные вещи. Такое ощущение, что для меня это должно быть открытием. Но это, конечно, знаково, насколько Неверу скучно. Он читает пустую книгу. Так, ладно, в любом случае, я помню, убивали зомби за 3 удара. Сейчас мы сделаем так, чтобы убивали за 2 удара. Максимальная прокачечка, как говорится. Итак, хорошо. Отлично, шикарно. И остается последнее. Бесподобно. Ровно 6 крупиц скинта. Объединяем раз, объединяем 2. И вот она, грубый двуручный меч плюс 3. Напомню, мы можем улучшать только до плюс 3. Если что, это только для обычного оружия. Наверное, вот это скинтонитовое оружие можно улучшать больше. Но пока мы не знаем до скольки. Может быть там плюс 4, может быть плюс 5. Правда, урона здесь настолько мало, что это пипец. Плюс 13. Зато ловкость дает плюс 0,5. То есть чисто теоретически 2 таких клинка, улучшенные там до плюс 4, до плюс 5, будут наносить колоссальный урон. А пока что придется пользоваться грубым двуручным. Окей, улучшаем. И в итоге урон у меня 47,4 плюс 6,4. Итак, именно этих зомби я убивал за 3 удара. А теперь раз и 2. Что? Это какая-то маленькая... Я даже не вижу там хп в этой полосочке. Да вы издеваетесь! Не, ну чисто теоретически я могу силу прокачать, и мне прибавится еще немного урона. Ладно, если говорить проще, на все мои хотелки, на все мои желания нужны спарки. Сейчас у меня 1534. Обязательно будем копить, обязательно будем прокачиваться и узнавать, кто такой епископ Лукий. Некий добрый священник, который... Может быть и правда добрый? Да не, фигня какая-то. А еще нам надо понять, куда делся Альфред. Черт возьми, если с ним что-то произошло, то это трэш какой-то. Друзья, не забывайте, пожалуйста, про ваши лайки, не забывайте про подписки. Я понимаю, что очень лень все это делать, кликать, нажимать. Но сейчас буквально от вас зависит, починятся ли алгоритмы Ютуба после замедления. Действительно, сейчас все, что требуется, это банальная поддержка. И я говорю не только про себя, я говорю про весь русскоязычный YouTube. Спасибо большое, надеюсь на вас. А если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка, епископ Луки и пропавший Альфред. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока. Пока. Заросшее поселение. Let's go. Если это будет не оно, то... What the fuck? Что происходит? Лолошка! О, наконец-то ты здесь. Мы можем поискать какого-нибудь другого монстра и притащить его голову. Ой! Ох, нифига себе, как все быстро! Ты должен остановиться. Что? Ой, пипец, епископ Лукий, якобы добрый дяденька из религии, после разговора с которым кажется, что очищение это не так уж и плохо. Возможно, они не такие уж и злодеи, и у каждого своя правда. Так, ладно, если серьезно, сейчас меня интересуют вещи чуть приземленнее. Помимо ненахождения GDH, мы еще и потеряли нашего нового знакомого, охотника по имени Альфред. Бога ради, пожалуйста, скажите, что с ним все в порядке. Давайте искать. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в сердце вселенной. Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в сердце вселенной, сезон, в котором мы не поддались. Ага, фанатичная религиозная секта очищенных точно больше, чем просто какая-то там высокомерная птица-кардинал. Суть этой религии явно не состоит в том, чтобы просто превращать людей в зараженных и...
Все, нам обязательно еще раскроется вся правда. Это точно. Короче, мы постепенно вдупляемся в процесс, но и про себя не забываем. Новые улучшения, прокачанный меч, потерянный Альфред, другие... Стоп. Потерянный Альфред. Знаете, кажется, потерять человека, который без проблем может рассказать секреты этого мира, не самая лучшая идея. Нельзя терять. О, я еще и вспомнил, у него же нога подбита. Теперь даже непонятно, куда он мог уйти. Альфред, бога ради. Так, Невер, привет. Пожалуйста, скажи что-нибудь дельное. Поговорить? Ророжка, тут совсем нечего делать. Слишком пусто. Ой, даже Марк не выдержал и ушел. Стоп, что? Марк ушел? Он просто взял и ушел? Ага, кто же захочет уходить из мира, где он в безопасности? Он вернулся в церковь. Сказал, что там у него что-то осталось. Но я уверен, он скоро вернется. Без него тут, кстати, тише. И я наслаждался этой тишиной, Ророжка. Да, точно. Не беспокойся, Невер. Я уже ухожу. Наслаждайся своим одиночеством. О, я всегда одинок. Юродивый. Да уж. Когда-нибудь ты меня поблагодаришь за наши диалоги. Когда-нибудь. Так, а теперь серьезно. Багряник, привет. Ты реально ушел? Может быть, какая-то записка там? Чисто, пусто. Бумажечка, хоть какое-то послание. Ладно, походу он реально просто ушел. В любом случае, прямо сейчас у меня есть две цели. Первое, использовать грубое копье, но для этого потребуется ловкость 15. И второе, найти Альфреда. Черт возьми, куда он делся? Я ни за что не поверю, то, что какой-то охотник с подбитой ногой мог взять и испариться. Поэтому используем скинт. Так, предгорье Афон. И, наверное, мне в город. Эшхолд. Переместиться. Давай, получается прям... И где же мне теперь искать Альфреда? Очень хочется верить, что Инквизиция до него не добралась. Кстати, а может быть он нашел себе новый заказ? Как охотники вообще находят себе работу? Надо поспрашивать горожан. Поспрашивать, как они сами обращаются к охотникам. Может быть, в городе есть какое-то специальное место? А вот это, кстати, хорошие мысли. Я думал, то, что мне в тупую надо будет искать Альфреда, но это куда логичнее. Найти какое-то специальное место. Ой. Здравствуйте. Вы что, побираетесь, что ли? Поговорим? Простите, а вы случайно не знаете, где я могу найти охотника? Это мое. Чё сказал? Охотника? Нет, тут, к счастью, таких нет. И даже не думай связываться с кем-то из них. Великий тебя за это покарает. Блин, из чего думал, охотника ищет? Да, я должен был ожидать такой реакции. Девушка, здравствуйте. О, здравствуй. А разве это не тебя куда-то уводил Инквизитор? Опа, так ты меня знаешь? Да, Инквизитору не понравилось, что я дружу с охотником. Да, я пытался найти охотника по имени Альфред. Он украл у меня вещи. Что? Какой Инквизитор? Нет, вы меня с кем-то перепутали. Я бы никогда не нарушил божественные законы. Не-не-не-не, я думаю, то, что она меня помнит, потому что у меня одежда запоминающаяся. Я думаю, что раз уж здесь все ненавидят охотников, то надо типа, чтобы она помогла мне его найти путем ненависти. Да, вот так вот. Я пытался найти охотника, который у меня что-то украл. Как ужасно! Ах, эти охотники! От них одни проблемы, правда? Я слышала, что одного наняли где-то раз назад. Говорят, он осмелился прийти к кардиналу и требовать награды без доказательства. Каков наглец, а? Таких нужно изгонять без права возвращения. Я считаю, это паразиты. Если я не ошибаюсь, его нанял какой-то орк. Вроде бы на окраине города. Чего еще от таких ожидать-то, да? Была бы моя воля, я бы всех их изгнала. И охотников, и орков. Да и дворфов туда же. А вообще, на твоем месте, я бы лучше оставила все на инквизиторов. Они не сжигают вещи, пока не убедятся, что там нет ничего чужого. Да-да. Не переживай, мой хороший. Все будет хорошо. У сына брата моего мужа несколько лет назад тоже украли топор. Так инквизиторы не только нашли вора, но еще и отрубили потом ему этим топором голову. Да, круто. Слушайте, я все же бы предпочел разобраться во всем сам. Спасибо. Ой, ну что же ты? Охотники эти, они ужасно опасны. Они очень хорошие бойцы, парень. Ай, но вижу, мне тебя не переубедить. Орк этот работает на юге. Опять же, где-то на окраине. Надеюсь, Великий поможет тебе в этом нелегком пути. Такс, ладненько. Черт. Надеюсь, я не сильно испортил репутацию Альфреда. Его и без этого в городе не очень любили.
Такое ощущение, что мы сильно попортили ему репутацию. Но ничего, как-нибудь восстановим. Здесь больше никого... О, стоп, что? Это что такое? Подобрать не могу. Блин, ладно. Зато мы как минимум понимаем, что речь действительно об Альфреде. И он не сам ушел. Его наняли где-то карас назад. Судя по всему, карас это день. Карас день, капля это секунда. И там еще есть скифос. Что такое скифос, я не знаю. Наверное, час? Ну да, что еще остается? Не месяц же. Надеюсь, Великий поможет тебе в этом нелегком пути. Кто такой Великий? Ладно, мы это обязательно еще узнаем. Но еще раз, куда мне надо? Этот орк работает на юге. Где-то на окраине. На юге, где-то на окраине. Господи, а где здесь юг? Как мне это понять-то? Здесь нет буквально ни одного путеводителя. Юг, север, запад, восток. И у меня нет карты, чтобы это понять. Где юг? Ладно, допустим, прямо сейчас мне действительно... Крыса. Ух ты. Привет, крыса. А с тобой можно поговорить? Нет, нельзя. Так вот, опять же, допустим, прямо сейчас мы просто походим по городу и... Ой, еще крыса. Господи, бога ради, как вас много. Походим по городу и попробуем найти что-то или кого-то похожего на орка. Надеюсь, это тот самый орк. Ты погляди-ка, здесь и правда кто-то есть. Надеюсь, он будет дружелюбен. Та женщина от орков была явно не в восторге. Но она, кажется, в целом ничем, кроме церкви, особо не впечатлена. Ладно, пойду поболтаю. Так, слушайте, я никогда за все сезоны я не общался с орками. Вы кто такие? Здравствуйте. Приветствую, простите. Я слышал, что вы наняли охотника, который... Опять. Я должен был это сделать. Инквизитор уже приходил ко мне с этим. Прекращайте меня беспокоить. Что, вы теперь до конца лета будете присылать ко мне людей, а? Нет, я просто хотел спросить, на какую работу вы его отправили? Да? Тебе зачем это, человечишка? Не отвечай, мне плевать. Ваши людские дела меня не интересуют, если мне за это не платят. Он должен был пойти в заброшенную деревню в предгорьях. Все, не отвлекай меня. Да уж, вот тебе и дружелюбие. Ну ладно, зато поговорили коротко и вроде как по делу. Это правда. Ну что могу сказать про орков? Не такие уж они и дружелюбные. Хотя, с другой стороны, здесь и люди недружелюбные. Так что, скорее всего, делить на черное и белое пока не надо. Так, что мне в итоге сказали? Альфред должен был пойти в заброшенную деревню в предгорьях. Где это? Что за предгорье? Какие еще деревни? Первая и последняя деревня, которую мы встречали, это заросшее поселение. Получается, переместиться и вот. Заросшее поселение. Let's go. Если это будет не оно, то... What the fuck? Лолошка! Лолошка! О, наконец-то ты здесь. Мне потребовалось много сил для вашего призыва. Но нас никто не призывал. Мы сами пришли. Кто ты? Я привела вас сюда. Вы должны найти меня. Что? Найти тебя? Но кто ты? Как тебя найти? Эй! Эй, ты слышишь меня? Эй! Черт! Что это только что было? Ощущение такое, будто я послушал чей-то разговор. Но разговаривали именно со мной. Скорее бы найти Джона. Наверняка он бы с умным лицом объяснил мне, что здесь происходит. И что это за незнакомка? Почему она позволяет себе утверждать, что это из-за нее мы здесь? Джон же говорил, что потратил годы на исследование искры, чтобы найти это место. Ну ё-моё, Джон, где же ты? Задание найти кого-то, не знаю кого. Подожди. Кто? Знаете, у меня ощущение, что со мной разговаривала Искра? Ну, у меня буквально нету никакого понимания, кто мог со мной разговаривать из глубин хрен пойми чего. Так что да, первое, что приходит на ум, это Искра. Хотя стоп! Название сезона «Сердце вселенной». Блин, это очень интересно. Давай-ка почитаем. Найти кого-то, не знаю кого. Найти ту, не знаю кого. У меня появилось непонятное видение. И в этом видении был какой-то женский голос. Она ничего не объяснила, только сказала найти ее. Честно признаться, не уверен, что должен слепо следовать просьбе этого голоса. Уверен, потом появится больше информации. А пока что... я, пожалуй, проигнорирую это. А, да? Мы проигнорируем? Вот прям так просто? А я уж думал, что надо с кем-то поговорить об этом. В любом случае, прям... Альфред?
Альфред! Пожалуйста, только не говори, что ты зомби. Вот я сейчас повернусь, точнее ты повернешься, и у тебя должно быть нормальное лицо. Ты меня понял? Ты меня услышал? Поговорить. Ну, Лолошка? Не ожидал встретить тебя снова. Особенно так быстро. Мне вот сказали, что тут завелось какое-то существо. А это, знаешь ли, слишком близко к городу. Интересно. Зачем монстрам вообще сюда забредать? Деревня же давно заброшена. Ха. Впрочем, об этом, видимо, уже позаботились до меня. Я никого не смог найти. Да, потому что это сделал я. Что? Ты? Ну да, конечно, я не удивлен. Уж больно хороший ты боец, Лолошка. Жаль, мы не встретились раньше, ведь... ладно, это не важно. Раз ты убил, то получается и награда твоя, понимаешь? Только вот зря я время потратил на поход сюда. Тут работы нет, поэтому оставаться бессмысленно. А значит, осмотрюсь тут еще раз, а потом пойду дальше. Кто знает, когда тут появится следующий охотник, правда? Может быть, ты, кстати, даже составишь мне компанию? О, вот это, кстати, хороший вопрос. А то изначально я подумал, что он как будто даже не рад меня видеть. Да, давай. О, отлично. Эй, Альфред, а ты вообще сражаться-то сможешь? У тебя же травма. Ты чего? Мне уже лучше. Не беспокойся, я хороший лекарь. Ты, кстати, давно этих тварей убил? Примерно пару дней назад. Ну? Дней? Это что? Я понял. Ваши междумирские... Ой, прости, то есть мироходческие термины какие-то, да? Я осмотрел деревню, трупов уже не осталось. А значит, и голову отрезать не у кого. А значит, и награду нам не отдадут. Хоть ты и прикончил этих тварей. Нет, Альфред, прошу. Не говори так про Леонору и ее мать. Ой, так ты их знал? Блин. Слушай, вот, возьми тогда. Что это? Это бантик? Внимание! Из особых предметов вы можете изготавливать амулеты. Для этого вам понадобится основа для амулета, которую можно изучить в мастерской. Чего? Это красный бант Леоноры. Немного потрепанный красный бант. Такие носят в волосах в качестве украшения. Жизнеутверждающего красного цвета. Так, подожди, то есть за это я могу получить награду? Знаешь что? Я тут подумал, мы можем поискать какого-нибудь другого монстра и притащить его голову. Ну, если хочешь. Ого! Ты предлагаешь обмануть? Хочу, идем охотиться. Альфред, а давай ты убьешь кого-нибудь, а награду поделим пополам. Я же предыдущих монстров убил? Не, я рискую потерять Альфреда. Нет, лишние риски нам не нужны. Я не против остаться без награды. Хочу, идем охотиться. Супер. Пойдем тогда. Слушай, Лолошка, ты уж прости, если что, я просто иногда забываю, что эти твари когда-то были, ну, обычными существами. Я даже как-то и не подумал, что это мог быть кто-то знакомый тебе. С такой работой ты становишься черствым очень быстро. Даже сам не замечаешь этого. Ой! Ох, нифига себе, как все быстро! Должен остановиться. Что? Этот мир не для тебя. Какого фига? Почему со мной медведь заговорил? Ты должен убраться отсюда немедленно. Ты же не хочешь навсегда потерять своих друзей. Убирайся отсюда ради своего же блага. Эй, Лолошка, ты чего там застыл-то? Осторожнее! Ой, подожди. Блин, бога ради, подожди, этот медведь только что со мной разговаривал. Ты не слышал этого? Черт возьми, ладно, кажется, я понял. Так, тихо. Тихо. Ох, как же хорошо, что у меня крутой меч. Ай. Но укус у него тоже крутой. Ладно, мне нужен чернильный клык. Он явно быстрее бьет, и если что, я смогу уворачиваться. Отравляйся, тварина! Я не понимаю, подожди, он со мной разговаривал или это реально галлюцинации? Почему я чувствую, что они говорят? Лолошка, что случилось-то? Ты же чуть половины тела не лишился! Что? Я просто слушал, что говорил этот монстр. Ты с ума сошел? Какой еще монстр? Какой говорил? Монстры не говорят, парень! Вы же просто пялились друг на друга. Ты не получал никаких травм, а? Расскажи. Может быть, рана воспалилась и у тебя там, не знаю, температура поднялась? Нет, Альфред, дело не в этом. Я в порядке, не беспокойся за меня. Ну ладно. Тогда я займусь не твоей головой, а головой монстра. Ему она точно уже не пригодится. Какая тяжелая. Так, ладно. Можем отправляться в город. Идем? Или ты хочешь сделать какой-нибудь перерыв?
Слушай, Альфред, я, наверное, к себе, в свой мир пойду. Ну ладно, если тебе так удобнее. А я вот лучше по старинке. Тогда в городе встретимся. Удачи. И тебе удачи. О, черт, что это было? То есть, сразу после видения, где мне говорят, что меня сюда привели, у меня начинаются галлюцинации, которые говорят мне сваливать? И какой из голосов в голове мне слушать, а? Задание найти кого-то, не знаю кого. Обновлено. Это трэш, чуваки, как много вопросов. Так, подожди, а что мне в итоге выпало? Зараженная скинтом плоть. Большой кусок живой плоти, поросший искаженный скинтом. Выглядит аппетитно, если бы я был плотоядным червем. О, кажется, я понял, что нужно делать. А вот что насчет красного банта, пока непонятно. Так, ладно, вопросов реально много. Со мной начали разговаривать какие-то голоса. При всем при этом мы пялимся на медведя. Это видит Альфред. И почему в итоге монстр напал на меня? Неужели я его как-то сдерживал? По крайней мере, какое-то время. Ладно, мы это обязательно еще все узнаем. А пока что скин сновидений. Давай. Телепортируй меня. И надеюсь, то, что у нас прямо сейчас... В этот раз никаких видений не было. Ну ладно, оно и к лучшему. Так, да, в итоге ничего не было. О, что? Перышко? Перо Невера? Да ладно. Выпавшее перо черного ворона Невера. Говорят, что вороньи перья приносят удачу. Так, Невер, у тебя тут это перышко. Ага, не поговорим, я понял. Черт возьми, сколько всего буквально за одну серию. Так, а мы еще и можем сейчас какой-то амулет сделать, покормить червяка. И, Марк, привет, ты вернулся? Вернулся, здорово. Ну-ка, поговорить. Эй, привет. Ты что, научился пользоваться путеводным скинтом? А что заставило тебя думать, что раньше я не умел, а? У меня есть теперь встречный вопрос. У тебя случайно нет злобного брата-близнеца? Погоди, поподробнее. Он был одет в одежду, похожую на мою, но другого цвета, правильно? Да, верно. Черт. Что Джон сделал на этот раз? Да... Ничего. В плане, что значит ничего? Он явно что-то сделал, говори, Марк. Ну ладно. Он понял, что я знаю тебя. Начал задавать вопросы. Я сказал ему про сонное измерение. Он задумался и просто ушел. Что? Ты серьезно? Ты просто взял и рассказал ему про мое сонное измерение? А если бы он был враг мне? Ладно. Это все, Марк? Да. Это все. И ты даже не скажешь, где вы встретились? И я даже не могу об этом спросить? Да ну нафиг, ну... Почему кто-то встречает Джона? И самое главное, мы понимаем, что он где-то здесь. Он около церкви. Напомню, Невер сказал, Марк пошел в церковь. Следовательно, Джон там. Так, погоди. Сейчас хочу кое-что проверить. Мне нужно сделать амулет, но еще я также хочу проверить червячка. Эй, приветусики. Тебе что, скормить это? Ой. А, ты больше стал, чувак! Вы посмотрите, он реально стал больше! Так тебя все-таки можно прокачивать! Ай-яй-яй, погоди. Мне нужно какое-то мясо. Мясо. Нет мяса. Ребятки, вы уж простите, но кажется, придется кому-то погибнуть. Перед этим, конечно же, плодим новых свиней. Молодцы. И как-то очень аккуратненько... Ай, все, идем отсюда. Эй, Ваму, привет! Да, я все-таки решил дать кличку этому червячку. И я называю его Ваму. На самом деле Ваму не просто так, а потому что на японском языке, это язык, который на самом деле я учу, ну то есть в реальной жизни, на японском языке Ваму будет именно что червь. И мне реально кажется, что кличка Ваму-Ваму звучит прикольно. Так, ну ладно, покушай. Ну-ка, сколько мне за это дадут? И... О, уже не 2. Подожди, было 53 на конце. И стало... Что, 57? Кажется, я понял. Каждый раз умножается в 2 раза. Было 2, потом 4. Потом, наверное, станет 8. Потом 16, потом 32, 64, 128. И с каждым разом это будет умножаться именно в 2 раза. Ладно. А что насчет красного банта Леоноры? Я же, наверное, должен что-то здесь сделать, я правильно понимаю? Ой. Внимание! Вы изучили новые рецепты. Основа для амулета. Понял, все. Основа для амулета. И где такое? Основа амулета. Во, требуется проволока и крупица скинта. Ага, ну крупица скинта в целом это легко. Мы просто кладем. И...
Готово. Далее, опять же, нужна проволока. О, а вот это уже жопа какая-то. Железный слиток, железные прутья. То есть мне нужно железо, правильно понимаю? У меня сейчас 3 железных слитка. И черт возьми, это, конечно, все чудесно и прекрасно, но в то же время я хочу шахту открыть. Там много железа. Просто есть серьезная беда. Если я хочу эту самую пещеру, то вот оно. 5 медных слитков. А где я столько меди-то достану? Ладно, торговать. Медь у нас не продается. Давайте, знаете, как сделаем? Мы сейчас возьмем железо, купим так примерно 160 маленьких молекул, объединим это все, как ни странно, в железо, потом еще объединим, получаем 14 слитков. И, надеюсь, на все про все мне хватит. А, погоди, у меня еще кусочки есть. Все, слушайте, точно хватит. И та-дам! Основа для амулета. Здравствуйте. Текс, никакого описания нет. При всем при этом я могу, наверное, как-то объединить. Правильно понимаю? Давайте посмотрим. Крафты есть? Да, реально. Остаток детства. Амулет, созданный из ярко-красного банта. Повышает жизненные силы носителя. Перо Невора. Амулет, созданный из пера черного ворона. Увеличивает количество добываемых спарков. Вот оно. Да, определенно. Я беру и делаю вороний амулет. Все, круто. На скине как-то отображается, интересно? Вроде бы нет. Я самая обычная ложка. Ну ладно, нет так нет. Но, как и любому другому нормальному человеку, мне сразу стало интересно, сколько я сейчас буду зарабатывать. Допустим, мы пойдем в тронный зал, да? Там я зарабатываю достаточно, но теперь, по идее, больше. Переместиться. Здравствуйте, ребята. Хочу проэкспериментировать. Вот бы убивать вас за один удар. Тихо. Аккуратненько. Допустим, вот этот зомби. С него, по идее, падает 30. А сейчас мне Тихо. Тихо, молодые. Аккуратненько. Сколько выпадет? О, больше! Точно больше! Я, честно говоря, не посчитал сколько, но какая разница? Самое-то главное, что больше. Привет, ребятки! Давайте покрутимся! А теперь тихо, аккуратно. Фиал жизненной силы быстренько. Потом... Вот так вот, а. И со всех этих тварей мне выпало 950. Раньше за всю эту толпу я бы явно получил меньше. А тут вот как работает. Ну-ка, было 950 и стало 1174. Итого у нас 5228. Обалдеть. Только погоди, я ж, получается, теперь могу и прокачаться. И копье наконец-то могу использовать. А ну-ка, ну-ка. Повышение уровня. Я хочу... О, кстати, вот это до сих пор не открылось. Это что-то явно еще будет. Но я хочу ловкость. Дальше у меня, получается, потратится примерно 2000. Повышение уровня нажимаем. Все. И прямо сейчас мы тут же проверяем копье. Да, я могу его использовать. Сейчас мы на Невере зарядим эту суператаку. Прости, Невер. И попробуем использовать. Ну-ка. И все? Возможно, оно далеко бьет. Да, скорее всего, эта суператака бьет далеко и сразу пробивает несколько мобов. То есть это надо будет именно проверять. Напомню, что у Багряника также продается пламенный кристалл Скинта, о котором тоже надо будет вообще-то в будущем подумать. А на этом мы будем постепенно заканчивать. Друзья, я вообще в шоке на самом деле с этого сезона. Я еще серий так 5 назад подумал, ну куда столько запихивают, капец, и так как будто много. Но нас буквально каждую серию кормят новыми механиками. И они настолько круто проработаны, и ты в них настолько круто веришь, что я поражен, когда над этим сезоном вообще работа началась. Я помню, мне говорили что-то про весну 2024 года. То есть реально над этим сезоном работа велась, ну, видимо, задолго до конца именно предыдущего сезона. Вау. Как говорится, ребятки, дальше больше. Альфред найден, с ним-то в целом все окей. Он чувствует себя как самый настоящий охотник. Но при этом у нас появилась информация про GDH, а также про мои галлюцинации. Все это обязательно узнаем. Не забывайте, пожалуйста, про ваши лайки. Не забывайте про подписки. Сейчас эта фраза хоть и звучит как самая приевшаяся фраза на планете. Поставь лайк, подпишись, пожалуйста. Но, тем не менее, это действительно важная фраза. Она призывает к действию, а не к тому, чтобы просто послушать. Спасибо большое, если вы не остались в стороне. Ну, а если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лоу-Ложка и информация про GDH, наконец-то. А также Воронье пером. Всем удачи, всем пока. Пока. О, сейчас все заработает. О, сейчас. Реально? Это же- Настолько редкая вещица? Бога ради, ты крутой чел. Убивать никого не нужно. Только спасти реликвию.
А что за реликвия? Выглядит как весы, только вместо чаш карасы. А не проще ли создать новую, если все так просто? Ну нет. Так, погоди-ка. Женский голос и управление монстрами. Что? Это что было? Почему вот, со мной буквально разговаривает медведь, а до этого я оказываюсь в неизвестно где? Неужели это та самая аномалия искры? Вау, интересно. Вообще, голос очень четко передал: найдите меня. Вот только где искать, кого искать, непонятно. Надо думать, мы начинаем думать. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Ложка. Добро пожаловать в сердце вселенной. Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья, я Ложка. Добро пожаловать в сердце вселенной. Сезон, в котором мы не сошли с ума, правда. Это, наверное, действительно первый раз за все сезоны, когда какие-то голоса, визуальные несостыковки невозможно списать на проблемы с головой. У меня правда все нормально. И с памятью у меня тоже все нормально. Так вот, сначала нам вполне четко говорят: найди меня, а потом вполне четко: ты должен убраться отсюда немедленно. Ты же не хочешь навсегда потерять своих друзей. Убирайся отсюда ради своего же блага. Друзья, у меня есть четкое понимание, что кто-то в моменте, буквально на несколько секунд, вселился в этого монстра, донес мне эту информацию и ушел. Собственно, после этого монстр напал на меня, и конец. Это чертовски интересно. Интересно и непонятно. Зато Альфред живой, вы поглядите, ходит, забирает заказы, зарабатывает деньги. Молодец. А вообще, да, предыдущая серия богата на события, и, например, мы получили воронье перо. Оно позволяет добывать больше спарков, и это удобно. Будем богатыми. Правда, есть кое-что, о чем я забыл прочитать. Мысли Ложки о голосе. Найти кого-то, не знаю кого. После видения женским голосом со мной как будто заговорил монстр. Пытался прогнать меня из этого мира. Ха. Что ж, во-первых, я не из тех, кто сбегает, не разобравшись. Во-вторых, я в целом не люблю слушать каких-то зараженных тварей. А в-третьих, я понятия не имею, как отсюда выбраться. Но это, конечно, не важно. А ведь, кстати, правда, даже если я захочу отсюда уйти, то как? Никак. Эй, Каркарыч, привет, а у тебя как дела? Поговорим? Я, кажется, впервые выспался. Или все-таки только кажется. Но поспал правда хорошо. Кстати, тебе бы тоже отдохнуть. Усталым выглядишь. Усталым. Понял. Продуктивный диалог. Подожди, а что во мне выдает усталость? Я нормальный? Вполне себе нормальный. Марк, здорово. Чё высматриваешь? Да вот думаю, чего мне здесь не хватает. Чтобы потом, конечно же, потребовать это у тебя. Ха, твой же мир. Серьезно? Почему у всех... Эй, кстати, Ложка, Да, Марк? я тут кое-что делаю для себя. Мне нужна медь. Если найдешь где-нибудь, я был бы признателен. Хорошо, Марк. Слушай, признаться честно, мне самому нужна медь. Надо не забывать о видении. Если бы у меня было только понимание, как снова вызвать его. Ладно, впрочем, наверное, таинственная незнакомка найдет меня сама, если понадобится. Подумаю об этом попозже. Интересно, как там Альфред? Ух ты, нифига себе. Прикольно, ты подумал... Подожди, я... Невер, ты куда уснул? Погоди, мне нужно медь посмотреть. Здесь не продается? Наверное, эксперимент сейчас покупать не будем? Или будем? Подожди. Давай один разочек проверим, но ощущение, что медь мы не купим. Бам, Невер, проверяем. Фига себе, обсидиан появился. Плачущий обсидиан. Но да, как я и предполагал, меди не будет. Видимо, здесь, в этом сезоне, это какой-то важный предмет, то есть важный ресурс. А тогда, я согласен с Ложкой, надо пойти и проверить, как там Альфред. Получается, мне нужна хижина охотников. Переместиться, хижина, переместиться. Супер. Так, Альфред, пожалуйста, скажи, что ты где-то здесь. Альфред, да бога ради, ну почему тебя никогда нет в хижине? Не, вполне реально то, что он где-то в городе и так... О, ладно, забейте. Привет, Альфред. Ложка, привет. Я бы пожал тебе руку. Сейчас, погоди. Ну что ж. Еще раз привет. Да, привет. Ну давай, рассказывай, как ты?
Боевой настрой есть? Да, вроде того. Кстати, держи. Это твоя награда. Половина, как и договаривались. Спарки. О, кстати, слушай. Я тут узнал, что появилось одно дельце. Награду также пополам. Но, честно говоря, подробности я не знаю. Может быть опасно. Что скажешь? Ты со мной? Может быть опасно? Ну, слушай, тебя я точно оставлять не хочу, поэтому да, пойдем. Супер. Ну тогда действительно идем. Сейчас. Это мы потушим. А вообще, Лолошка, хотел тебе спасибо еще раз сказать. Не знаю, чего бы я сам делал. Хотя нет, знаю. Испугался бы, конечно. Если бы вообще выжил. Не за что, Альфред, не за что. Пойдем. Угу. Мы в итоге не в город? Мы действительно на какое-то дело? Слушай, на самом деле я очень не против, потому что чем больше у меня спарков, тем я довольнее, тем больше я смогу прокачаться и наконец-то использовать новое оружие. Подожди, мы в итоге в город. Чё там? Какой-то мальчик стоит. О, тут девушка. Ну и куда же ты собрался? Я сказала, никаких прогулок. Ты что, не видишь? Глупое дитя, это же охотник. Вон, перед тобой. Вот продолжишь не слушаться, он тебя заберет и утащит. И тварям всяким скормит. Что, этого хочешь? Так а мы бы... мы бы этого не делали. Да. Я уже вроде и свыкся с отношением мирника к нам. А вроде бы иногда задевает. Глупо, да? Обижаться на такое. Что? Нет, не глупо. Я думаю, к такому отношению вообще сложно привыкнуть. Не знаю. Ребята вот, например, никогда не обращали внимания. А я вот что-то так и не научился этому. Ладно, пойдем дальше. Ой. Так. Приветствую. Да, здравствуйте. Мы по поводу задания. Ну, сразу к делу. Похвально, похвально, дитя. Но все-таки для начала здравствуй. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, вот уже лучше. А теперь можем поговорить и о работе. Опасное это дело, конечно, опасное. Мы обычно с такими вещами как-нибудь, знаешь, сами мы не нанимаем охотников, только своими силами. Но тут особый случай, особый. Была у нас, значит, реликвия, важная реликвия, ценная, но утащили ее, утащили. Хорошо, и кто утащил? Их что, найти? Убить? Ну, то-то-то, куда же убить-то? Куда вы вдвоем против гнолов? Их там целая толпа, целое племя. Чего? Гнолы? Но вы не говорили ничего про гнолов. Правда? Не сказал? Ох, память-то моя память. Время не молодеет, как говорится. Говорю же вам, задание-то опасное. Ого-го. Но нет, убивать никого не нужно. Только спасти реликвию. Найти и вернуть. Понял. А награда? Ну, это точно. Мы бы не стали отправлять на верную смерть и без награды. Что ты, если... Эй, я не планирую умирать. Сколько? Конкретно сколько? Ну, какие же вы все-таки деловые, серьезные люди. 5000 спарков. О, хорошо. По рукам. А что за реликвия? Ну, как сказать-то, важная реликвия. Своего рода артефакт. Выглядит как весы, только вместо чаш карасы. Ровно 2. Расписаны золотом. Даже так? А не проще ли создать новую, если все так просто? Мы... О, нет! Да. Прости, дитя. Эмоции берут вверх, когда дело касается веры. Тебе не понять нашей потери, дитя. Ну ладно. Говорите, где искать. Сейчас. Да, будь добр, кардинал. Прошу тебя. Вот оно. Так. Вот. Угу, благодарю. В общем, дитя, в этом документе отчет наших людей и рассказ архивариуса, который за артефактом следил. Я бы, знаете ли, на вашем месте-то поспешил. Угу. Пойдем, Ло. Эй, а как же попрощаться, дитя? О-хо-хо, жаль, очень жаль. Что? Что именно жаль? Да вот, что ты решил с охотниками возиться, дитя. Я вижу, что помыслы чисты твои. Душа твоя стремится к правде. О, делай, что считаешь нужным, дитя. Слова тебя не образумят.
Только через свой опыт ты сможешь прийти к настоящей правде. Надеюсь, будет не поздно. Ступай. И вам всего доброго. До свидания. Прощай, дитя. Прощай? Ты сказал прощай? О, мне еще с самого начала это не понравилось. Он посылает нас на верную смерть. Он буквально посылает... Мне не нравятся его слова. Не знаю, кто такие гнолы, но реакция Альфреда о многом говорит. Да, вот, заметили, да? Вот этот нервный смешок, когда он сказал: «Хо-хо, я не говорил, что это были гнолы». Ой, да что же, кажется, говорил. А еще вот это «прощай» в конце. Нет, так просто не говорят. Не знаю, кто такие гнолы, но реакция Альфреда о многом говорит. Да уж, сказать о таких важных вещах явно не забывают. А еще его странное прощание. Ладно, не стану пугать Альфреда, но мне что-то не по себе. Надо быть внимательным. Так, ладно, чашки и горшки. Епископ Лукий. Найти украденный артефакт, вернуть артефакт церкви. Гнолы украли важную церковную реликвию. Видимо, это что-то действительно ценное, раз отправляют сами епископ с кардиналом. Вообще, странное задание для охотников. Это вам не монстра прикончить. Ох, блин, мне прям не нравится это задание. Ну, скажешь что-нибудь? Да чё говорить-то? Ты, надеюсь, готов отправляться прямо сейчас? О, так у меня выбор есть. Слушай, тогда я скорее всего хочу написать нет. У меня ощущение, что это какая-то фигня. Полная фигня. Нет, Альфред, давай, может быть, чуть-чуть попозже. Я хочу осмотреться в городе. Ну ладно. Только давай недолго, хорошо? Не хочу все это растягивать. Я буду ждать тебя здесь. Это нужно закончить, если что, сегодня. Церковники не любят ждать, поверь. А Спарки я уж точно хочу. Все, жду. А, то есть мы в любом случае пойдем. Блин, я-то думал, что мы можем отказаться. Ладно, отказ не принимается. В итоге осмотреться в городе. А что тут осматривать-то? Это же буквально просто пустой город. Крыса все еще сидит. Молодец, крыса. Может быть, мы можем подслушать, о чем эти говорят? Да нет, не можем. Ой, кто это? Здравствуйте, Ну как же- кузнец. А? Ты кто такой? Простите, у вас что-то случилось? Да, у меня железо ковать не перековать, а горнило погасло. Ой-ой-ой, могу вам как-то помочь? Да, конечно можешь, если у тебя вдруг завалялся скин для растопки. А знаете, может быть и завалялся. Да? Да ну. Хорошо, малой, я принимаю твою помощь. Хоть ты так и похож на охотника. Я тебе хорошо заплачу, у меня отливки готовы есть и спарки. О, супер, я мигом. Жду. Задание «Пусть разгорается пламя» обновлено. Вау! Подожди, не совсем понял, что, о чем речь? Добыть пламенный скинт, отдать пламенный скинт кузнецу. А, это то самое, которое продается у Марка. Слушай, окей. Но оно стоит 4000 спарков, а у меня прям 4000 ровно. Городской кузнец пожаловался, что у него погасло горнило, и для растопки ему нужен пламенный скинт. Могу взять это у Марка, чтобы помочь кузнецу. Тогда, слушай, ну давай тогда прямо сейчас. Я же чисто теоретически могу не откладывать, да? Прости, Альфред, я быстро, у меня все есть. Эй, Марк, привет. Могу ли я это купить? Да, 4000, блин, я надеялся, что может быть все-таки подешевле. Так, тогда у меня есть немного другая задача. Привет, ребятки, повоюем. Так, у меня ощущение, что я немного переборщил. 7200 спарков. Итак, пламенный кристалл скинта покупаем. Ты ничего не скажешь, да? Задание «Пусть разгорается пламя» обновлено. И остается просто отдать кузнецу. Изи. Держите, мистер. Отдать пламенный скинт. Ну, пацан, ничего себе. Я и не думал тебя снова здесь увидеть, если честно. Да ладно вам, это было не так уж и сложно. Не говори так. Какое несложно. Пламенный скин 100 лет в обед не сыщешь. Так. О, сейчас все заработает. Реально? Сейчас. Настолько редкая вещица? О, держи. Да. Бога ради, ты крутой чел. Парень, так это ты меня выручил. Премного благодарен. О, наконец-то. Обалдеть, медь. Марк как раз сегодня спрашивал про нее. Надо будет отдать. Да, это просто вау, подожди. Так тут меди хватит сразу и шахту прокачать. А, у меня вот. Стоп. Это не железо, это
слиток Пьютера? Я такое первый раз вижу, честно говоря. Благодаря слитку Пьютера можно сделать, ну, во всяком случае... понял. Топор палача. У него невероятно острая кромка. Коса жнеца, пожинатель душ. Да, ладно, тут много всего, но будет ли мне это полезно? Вот в чем вопрос. Эй, Марк, привет. У меня для тебя кое-что есть. Ну-ка, отдать медь. А ты быстро. Серьезно? И это благодарность? Я не хотел тебя оскорбить. Возвращаюсь к работе. Понятно. Так, в итоге этот пламенный кристалл скин-то можно покупать и покупать, но 4600 спарков. Следующий стоит дороже. Вообще, я заметил то, что через время все эти торговли обнуляются и снова становятся дешевле. Например, вот, семена пшеницы, где они? Во, 70. Я помню то, что дубовое бревно было где-то по 260. Так что да, цены падают рано или поздно. А мы, пожалуй, в любом случае возвращаемся в Эшхолд. Эй, Альфред, я очень надеюсь, то, что ты меня не заждался. Привет. О, готов? Ну тогда пойдем. Угу, супер. Спасибо, что дождался. Ну что, как тебе твое первое задание? А почему ты решил, что это первое задание? Так оно не первое? Нет. Я много кому помогал раньше. Так, не, я имею в виду задание от церкви. Или, подожди, ты церковникам тоже уже помогал? Нет, вот им не помогал. Ну понятно. Знаешь, мне вот это задание что-то не очень нравится. Мне кажется, эти религиозники настолько погрузились в свои рассказы, что мы все воры, знаешь, мародеры, да и вообще последние отбросы, что сами уже начали в это верить. С каких пор вообще охотников нанимают что-то украсть, а не убить? Тем более у расы, которая очень недружелюбно настроена к людям. Ну, тут уж, увы, я не отвечу. Это ты мне должен сказать. Как же много нам не сказали, да? Про нападение на торговцев вообще ничего не было. А? А с чего ты взял, что это были именно торговцы? Так в плане, ты сам посмотри. Тележка не самодельная, дорогая. Значит, не охотники. Вокруг куча мешков порванных. Видимо, везли товар. Значит, опять не охотники. Тележка всего одна. Никто, кроме торговцев и охотников, не передвигается такими маленькими отрядами. И раз уж это не охотники, то значит, это были торговцы. А ты неплохо мыслишь, Альфред. Спасибо. Знаешь, Годфри мне тоже говорил, что я смышленый. Когда я на лекаря учился, я вообще-то был лучшим. Не уберегло меня, правда, это от становления охотником. Ну, да ладно. Знаешь, надо осмотреться. Надо осмотреться, хорошо. Так, а где, какая это территория? Прям недалеко, вот оно. Я вижу город, то есть мы вот так вот по тропинке шли, пришли через мост и... Ой, Альфред, ты куда пропал? Что здесь у тебя? Зачем ты осматриваешь днище этой колесницы? Так, ладно, если серьезно, мне предлагают найти какие-то улики, правильно? Ну-ка. Да, с Альфредом больше не могу поговорить. Опа. Кинжал. Нет, это просто кинжал. Бочки, мешочки, ничего из этого не открывается. Следовательно, мне нужно что-то найти. Стоп. А вы видите это? Следы. А это что такое? Странное украшение. Основание весов. Богато украшено. Так погоди, это же то, что мне нужно было привезти, не? Все, задание выполнено. Найти украденный артефакт, вернуть артефакт церкви. Чё? Это реально было так просто? Эй, Альфред, смотри. Что такое? Вот, это не оно? Ну-ка. Ну, выглядит дорого. Даже, знаешь, неприлично дорого. Похоже на основание, но там же было еще 2 караса, помнишь? Черт. Сейчас. 2 караса? Ты о чем речь? Ты посмотри. Здесь следы. И они расходятся. Если это тележка гнолов, то не исключено, что на них никто не нападал. Они просто могли перессориться между собой из-за награбленного и... растащить чаши. Вообще, если они разделились, нам даже лучше. Чем больше гнолов, запомни, тем опаснее будет. Я предлагаю разделиться. Если погонимся за одной группой вдвоем, вторую можем упустить. Согласен? Черт, подожди, о каких следах? Вот об этих, да? Да, смотри. Вот следы, получается. Одни ведут сюда, получается, а другие... Другие непонятно. Ну ладно, окей, получается разделиться. Хорошо, давай. Угу, супер. Тогда встретимся рядом с городом, около хижины охотников. Основание с собой заберу. Хорошо. Задание чашки и горшки обновлено. На всякий случай проверим. На пути мы встретили следы нападения гнолов и решили разделиться.
Надеюсь, я об этом не пожалею. Продолжить путь по следам. Эй, подожди, а как же мы разделимся, если здесь единственные следы, а ты пошел по тем, которые я нашел? Что делать-то? Я буквально хочу пойти туда же, но если я повернусь... Нет, он не исчезает. Он реально идет по этим следам. А, во, я нашел! Вот, да-да-да-да-да. Они прям в другую сторону идут. О, черт возьми, что я вообще делаю? Та-та-та. Всем привет. Уж больно тут тихо. Я же даже не знаю, как выглядят эти долбаные гнолы. Ладно, но следы, по крайней мере, продолжаются. Ага, заканчивается лесная чаща. И начинается каменная чаща. Уф, следы все еще идут дальше. Прошу прощения, я ищу чашу для весов. О, куда же меня сейчас занесет? Мы буквально спускаемся все ниже и ниже. Ниже и ниже. Ладно, в любом случае я смогу, если что, телепортироваться. У меня скин сновидений. Так что я не то чтобы боюсь, но все равно опасно. Могу и проиграть. О, кстати, проиграть. А помните, чем закончилось мое поражение? Ну, то есть, когда я проиграл Страже, тогда сюжет продолжился. Мне не написало «Вы мертвы». У меня такое ощущение, что здесь я могу проигрывать сколько захочу, и тогда сюжет все равно будет продолжаться, но я не хочу проигрывать. Поэтому я прямо сейчас быстренько вернусь. Сори, Альфред, сори. А да господи, куда меня телепортирует? Я же чисто теоретически могу, например, прямо сейчас шахту купить, правильно? Да, железная кирка и медный слиток, так это не проблема. Кирка готова. Необходимые ресурсы: 2750 спарков, 5 меди и опять же кирка. Открыть. Так. Ну, видимо, открыл. И, пожалуйста, скажите, что я теперь могу туда пробраться. О, боже, это знаменательный момент. Я понимаю то, что Альфред, наверное, меня будет ненавидеть, но в то же время здесь время останавливается, сами понимаете. Так, блин, а чем строиться-то? Невер, снова привет. Так, мне нужно получить... Ой. Ух ты! Новые вещи! Здесь можно добыть гнилая плоть. Пещера чудовищ. Здесь можно ловить рыбу. Нифига себе! Пещера улучшается за алмазную кирку. Так, ладно, вообще я не об этом. Мне сейчас нужно просто купить немного дерева. Давай вот так вот. И далее вот так вот. Эй, здравствуйте! Ну-ка! О, имба! Нифига себе, земля, редстоуновая пыль, изумруд! Я, наверное, тогда оставлю это пока что здесь. Булыжник возьмем. И здесь... Что? Погоди, а как это работает? Типа, вот я добываю, например, железо. Ух ты. Так, и что? Вот, допустим, рудное железо мне действительно далось. А дальше как? Я добываю это. Оно потом, типа, через какое-то время восстановится, правильно понимаю? Здесь даже медь добывается. Ай-яй-яй, ну какая красота. Но какой бы красотой это ни было, я все равно хочу проверить, как долго это будет восстанавливаться. Скажи, что это не несколько минут. Ну или хотя бы там минуты 2 максимум. А может быть, мне вообще нужно сначала добыть все эти руды, и потом оно восстановится. Вопрос, если я подойду сюда, у меня появится какой-нибудь черный экран? О, как всегда. Внимание, открыт новый рецепт. Тренировочный манекен. Фига, тренировочный манекен звучит прикольно. Бирюзовый краситель, оранжевый краситель, сноп сена. Так, ну в целом у меня все эти предметы есть. Единственное, плачущий обсидиан стоит спарки. Черт, нужны спарки. Та-дам! Тренировочный манекен. Это, конечно, не про прокачку, но все равно мне правда интересно узнать, что это такое. Как это выглядит. Типа, я ставлю куда-нибудь... Не знаю, вот сюда. Теперь вам доступен тренировочный манекен. Вы можете совершить по нему не более 1 удара в сутки, в зависимости от которого получите награду. Сделайте свой лучший удар. Чего? Ой, боже, я случайно. Я настолько офигел, что не захотел жить больше в этом мире. Лучший удар? Ну, наверное, грубый двуручный меч — это мой лучший удар. Да, типа он наносит много урона. Ну, типа, давай. О, сюда! И все, и он больше не даст, да? Вау, это так прикольно сделано. Я почему-то думал, что это просто тренировочная лабуда, которая показывает урон. Но это лучше. Оно кормит спарками. Если я сейчас за такой удар получил примерно 200-300 спарков, то мне надо качать оружие. 100%. А вообще не забываем, мы там по следам шли. Я вернулся, Альфред. Прости. В итоге я вообще не прокачался. Хотел, называется, качнуться. Не, ну хотя, с другой стороны, это мне явно на руку. Что шахта, что тренировочный манекен. Но лучше бы, наверное, я вложился в какую-нибудь силу и ловкость. Так, получается, гнолы. Куда мне идти-то? Где следы? Вот они следы. Они идут... они идут сюда, да. Это выглядит как какая-то босс-арена, на которой, знаете, прямо сейчас надо будет с кем-то... О, Альфред! Кажется, ты мне нужен.
Мы пришли сражаться с вами, а не против вас. Нам не нужна ваша помощь. Выбирайте, либо мы сражаемся на вашей стороне, либо мы будем сражаться против вас. Эй, долгорослик, я видел что-то странное там впереди. Так, я уже бегу. Стоп. Это еще кто такой? Это что за чертовщина? Засада. Да, наверное, я впервые использую это слово, чтобы дать понять. Нам либо жопа, дамы и господа, либо это какая-то проверка церкви. Хе-хе. Проверка же, да? Короче, давайте коротко. Я и Альфред взяли задание вернуть ценную безделушку церкви и получить хорошую награду. Звучит просто чудесно. Хорошая награда — это круто. Да я даже больше скажу, часть безделушки уже была найдена около опрокинутой торговой повозки, а вот другие части безделушки были куда-то разобраны по разным следам. Все бы ничего, но подумав на неких гнолов, Альфред предложил разделиться, ибо первое — так быстрее, и второе — гнолы почти якобы не представляют опасности. Я поверил, мы разделились, пошли по следам, и бам! Засада, продолжение следует, и вот мы здесь. А еще знаете, пока я записывал это приветствие, я заметил, что из-под ног Лолошки выходит пустотная магия. Ого! Вот эта деталь. Так, короче, что насчет засады? Это были не гнолы, это были гномы. И давайте узнаем, что будет дальше. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в сердце вселенной. Поехали! Снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в сердце вселенной. Сезон, в котором мы в засаде. Ненавижу засады. Давайте скажу честно, настроение от предыдущей серии кричало одно большое: подстава! Это все подстава! Мешкающий епископ, Альфред, который напрямую говорит, что это странное задание, простое нахождение части артефакта. Все это, хоть и не говорит напрямую, но ярко намекает: от Альфреда и, возможно, меня церковь захотела избавиться. Особенно вот эти слова епископа в мою сторону. Делай, что считаешь нужным, дитя. Слова тебя не образумят. Надеюсь, будет не поздно. Прощай, дитя. Ну тут как будто все очевидно. Давайте честно, мы не слепые, мы не тупые, но раз уж в передрягу попали, будем выпутываться. Продолжаем через 3, 2, 1. Только, пожалуйста, давайте не будем драться в первую секунду. Эй, стоять! Ой, стою. Признавайся, зачем пожаловал, долгорослик? Да, долгорослик, тебе здесь не рады. Слушайте, я ищу тут один артефакт. Артефакт! Никаких наших артефактов тебе не видать! Да, полурослик. Дворфы создавали их не для того, чтобы такие, как ты, пытались их себе присвоить. Ты все понял? Убирайся отсюда! Послушайте, дайте объяснить. Я пришел не за вашим артефактом, а за нашим. Говорят, его украли гнолы, а я пытаюсь вернуть. Я тут тоже не особо по своей воле, если честно. Молчать! И что, мы должны тебе поверить? Эй, ребят, а может быть впустим, а? Что он сможет сделать против нас? А вот в этом Гимлин прав. Что долгорослики вообще могут противопоставить нам в бою? Ну, как что? Разве что как гнолы свои поджатые хвосты. Ладно, пропустим мы тебя к нам, но не бесплатно. Наши деревни и рудники — это вам не проходной двор. Ладно, я понял. Но раз уж у вас здесь не проходной двор, может быть, вы мне скажете, проходили ли здесь гнолы или нет? Если же не проходили, то я не стану тревожить вас и пойду своей дорогой. Проходили? Такое получается. Ну, может, проходили, а может и не проходили, слушай. С чего мы вообще должны перед тобой отчитываться? Фу! Вы, долгорослики, привыкли считать себя попами земли. Точно, попами. Но у нас тут такое не прокатит, понятно? Хочешь пройти, плати, проходи. Но помощи от нас никакой не жди. Ладно, хорошо, я понял. Что вам нужно? Спарки? Спарки. Эти звездочки. Нам ни к чему эти звездочки. У нас своих завались. Да, долгорослик, нам нужно железо. Наши рудники богаты золотом, алмазами, углем, да чем угодно, но не железом. Из угля нормальную кирку не сделаешь. Золотой меч только над камином вешать. А учитывая то, насколько участились... Тихо. Так,
Да, точно. Короче, хочешь пройти, гони железные слитки. Да, железные слитки! Давай 20-ку, не меньше! А, боже, задание сапожники без сапог обновлено. Ха-ха-ха, капец. Так, а дайте угадаю, пройти не могу, правильно? Ну-ка. О, да! Сначала слитки, потом прогулки! Ну, справедливо. Так, получается еще раз. Задание. Сапожники без сапог. Да, никогда бы не подумал, что дворфам может не хватать железа. Но я как-то и не задумывался раньше, что не во всех горах есть железная руда. Что ж, ладно, помогу. Выбора-то все равно нет. Следы обрываются на входе в их поселение. Угу, да, кстати. Следы, правда, я и здесь не вижу, но нам явно нужно туда. Только вопрос, если я попробую еще раз, он что-то новое скажет? Эй, куда? Тебе же сказали не лезь. Можно хотя бы глазком-то глянуть. Я вижу домик. Тебе Я же сказали отвалить. Хорошо, учитывая, что у меня уже есть железо, 20 слитков это не такая уж и Окей, кажется, я понял. Гнолы не любят людей, орки не любят людей, и дворфы, получается, тоже не любят людей. Впрочем, пообщался я с этими людьми и сам не уверен, что они мне нравятся. Проблема только в том, что мне нужна помощь дворфов в поисках артефакта. Попробую поладить с ними. Начну с того, что принесу им железо. Ага, ну да, я в целом-то так и понял. Вопрос, а что насчет Альфреда? Эй, Альфред, мне куда надо-то, к тебе или за железом? Наверное, логично предположить за железом, поэтому телепортируемся. Так, Невер, ты здесь? Если что, я могу купить, да? О, привет. Поговорим? Поговорим. И тебе того же. Слушай, Невер, скажи, а что ты думаешь про дворфов? А? Дворфов? Они не доверяют никому, кто выше них. Что? А есть кто-то ниже? Никого. В этом вся и суть. Они предпочитают изоляцию, Ророшка. Считают себя лучше всех. Я заметил. Но они не показались мне какими-то жестокими или злыми. Я бы даже назвал их относительно дружелюбными. А? Относительно кого? Уж прости, никогда не встречал дружелюбных дворфов. К рукокрылым у них еще хуже отношение, чем к людям. Возможно, потому что древние птицы охотились на дворфов ради забавы. Но это было много лет назад. Как можно быть такими злопамятными? Это как если бы я тебе до сих пор припоминал, что ты убить меня хотел. Да, но ты же и так это припоминаешь. Только ты еще жалуешься, что я не довел дело до конца. Юродивый. Я не смогу тебе помочь с твоими дворфами. Эй, вы! А? Зато я смогу. О, Марк, как знал, что ты не просто так там встал. Подслушиваешь? Знаешь, почему дворфы иногда сотрудничают с орками? А? Они сотрудничают с орками? Да. Ну, конечно же, они сотрудничают. Откуда такие познания в отношениях с дворфами? Все просто. Когда я переместился в этот мир, то изучил местное общество. Так я выяснил, что дворфы уважают сильных воинов. Вроде меня. О, я тоже сильный воин. Ну так покажи им это. Дворфы самая впечатляющая раса здесь, в Архее. Только по мнению багряников. А ничье больше и недостойно внимания. Давай, проваливай. Лолошка, дворфы это не просто храбрые воины. Они чтут законы войны и знают, что такое честь. На твоем месте я бы приложил все силы, чтобы подружиться с ними. Удачи. О, спасибо. Вот это, кстати, хорошая информация. Понял, так, подружиться с дворфами. Только... Невер, погоди, куда ты ушел? Обиделся, что ли? Ты давай, не надо. Только не злитесь друг на друга, я вас умоляю. Торговать, расширение... Что ж, я, наверное, хочу купить эксперимент, проверить, что у нас прокачается в будущем. Магма, незерские кирпичи и, конечно же, это не медь. Да. Но нам сейчас нужна и не медь, нам нужен железный слиток, поэтому, а ну-ка покажи. Могу купить у тебя за 160... А, за 100! Это даже дешево. Хотя не, какой, зачем? Напомню, у нас шахта вообще-то есть. О, и пугало, которое раз в день дает, по идее, спарки за самый сильный удар. Ну давай как-нибудь...
О, спасибо. Далее берем кирку, и да, тут немножко восстановилось. Как долго восстанавливается, я так и не понял, но сейчас это, конечно, не самое важное, но... Ладно, это важное, потому что мне не хватает. У меня 13 здесь, 4 здесь, и еще 3 надо. Блин, я бомж. Это тоже забираем, спасибо. И, походу, да, единственное, что мне остается, это купить железные самородки. Кстати, а если сразу покупать оптом, то цена не повышается. Это очень удобно. Давай, наверное, на 500 спарков купим. И вот только после этого повысилось. Вау, я нашел лайфхак. Объединяем, 7 слитков получаем. О, задание обновлено. Добыть 20 железных слитков выполнено. Отдать их дворфам. Так, погоди. Прежде чем я это сделаю, мне нужен каменный топор. Срочно. А еще, как я понимаю, мне для того, чтобы вот это переплавлять, нужна печка. Шла 13-я серия, дамы и господа, наша первая печка. Кто бы мог подумать. Это сюда, переплавляется. Каменный топор, здравствуйте. И я подумал то, что вот этот мостик на самом деле надо расширить, потому что каждый раз я на самом деле правда переживаю то, что мне приходится бегать по вот этой тонкой линии. Займемся этим. Не, акация все-таки некрасивая, не нравится. Но совсем другое дело. Теперь хотя бы красиво выглядит. Далее путеводный скин, здравствуйте. И мне, получается, нужно к дворфам. Только погоди, это мне надо так далеко идти, что ли? Хижина охотников, боже. Ну, погнали. Здравствуйте. Да, походу мне реально отсюда. Привет. Я, если что, все принес. 20 железных слитков. Вот, отдать. Отдай сюда. Ну, качество, конечно, так себе. Такую чушку особо ни во что не перекуешь. А ну-ка дай посмотреть. Да не морочь долгорослику голову. Углерода тут явно меньше 2%. Нормальные слитки. Тихо, ты же сам знаешь. Мы бы из чугуна смогли меч выковать, так что будет тебе гундеть. Давай, долгорослик, проходи, раз уж заплатил. Спасибо. Задание выполнено. Чё, прям могу? Что вы на меня так смотрите? Неужели еще поговорить можем? Стоп, реально. Ну, чего тебе? Так, я думал, чего тебе? А не подскажете, куда мне идти дальше? Я могу вам как-то еще помочь? Хотел сказать, что в железе вы совершенно не разбираетесь. Вы вообще уверены, что вы чистокровные дворфы? У вас в роду точно не было воронов? Минус 1000 репутации. И не подскажете, куда мне идти дальше? Ну, рассмешил, долгорослик. Может, нам еще самим тебе твоих гнолов поймать, а? Но это был бы вообще неплохой вариант. Слышь, ты хотел войти? Заплатил, зашел. Дальше сам разбирайся. Ясно. Спасибо. Да, опять что вы... Что такое? Поговорить, что ли? Почему вы на меня так смотрите? Но поговорить я, кстати, больше не могу. Всего доброго, как говорится. Итак, дамы и господа, мы входим... Ух ты, там какой-то лес. В Дворфийскую деревню. Здравствуйте. Ой-ой-ой. Здравствуйте! Надо придумать, как заполучить их доверие. То, что они пропустили меня на свою территорию, совершенно мне ничего не дает. Я даже не знаю, куда мне дальше идти. Попробую-ка, наверное, поговорить с ними. Да? Ну, да, я так и собирался, на самом деле. Но тут появляется путеводный скин. О, да! Могу теперь далеко не бегать, и давай даже проверим. Да, это какая-то новая, кстати, территория. Серый рудник, шахтерский предел. Сейчас, конечно, мне никуда не надо, поэтому встать... Хотя, стоп, повышение уровня. У меня спарков нет, точно, я ж бомж. Тогда все-таки давай попробуем с кем-то поговорить. О, здравствуйте. Не поговорим. Нифига, сколько тут залежей угля! И меди! У них прям реально очень много руды. Я вижу даже золото, но железа мало. Что-то мне подсказывает, что да, подружиться надо, потому что это по-любому торговля, это по-любому куча руды. И опять же, привет. Да что ж такое-то? С кем-то можно поговорить? Нет. Окей, я тогда просто пойду. До свидания. Незеритовые блоки вижу. Да, деревушка такая неплохая. Как будто даже богатая. Слушайте, ну такой живой город, да? Во! Шахта угля, видимо. Капец! Сколько тут всего? Куда мне идти? У меня просто глаза разбегаются, сорян, ребят. В 3-й раз говорю здравствуйте. Все еще не могу поболтать. Ну, ладно, я тогда вообще не понимаю, что мне делать. О, поговорить. Да ты что такое? Ты не видишь, что у меня раскаленный металл остывает? Не отвлекай меня!
Я должен обеспечить деревню достаточным количеством оружия до следующего нападения. Что? А на вас кто-то нападает? Кто? Я тебе говорю, проваливай! Проваливай! Так. Ну ладно. Но смотрю, железо вы прям реально любите. Тут у нас железные слитки, железные молоты. Поболтать я с ним снова не могу. Кто-нибудь, я не знаю, гнолы, там, артефакт, не видели? Поговорить-то с кем еще можно? О, извините, вам помочь? Эй, алло. Я прошу прощения. Я могу вам чем-нибудь... Какие же... Проваливай, проваливай отсюда, долгорослик! Как будто ты сможешь поднять тачку с углем! Будешь только мешаться, иди! Да что? Чем больше мне говорят проваливать, тем больше я хочу навязаться. О, погоди. А это тот самый в доспехах, не? Гимлин или как его? Да, Гимлин. Ну куда ты ему уголь-то тащишь? У него ж горнило сейчас этим углем подавится! Дальше неси, дальше! А? Ой. Слушай, ты разве не спешил за каким-то там своим артефактом, парень? Я как бы слышал, что долгорослики туговаты, но чтобы настолько... Короче, тебе тут не рады! Иди давай! Послушайте, почему дворфы так ненавидят людей? Ты еще спрашиваешь? Ты сам как будто не знаешь. Как бы вы там себе не объясняли свои поступки, нам вы ничего хорошего никогда не делали. Но вы, конечно же, будете это отрицать. Так, ладно, что тут у нас? Куда несешь? И что, я не могу поговорить еще? Да почему? Ну ты же вроде как самый адекватный из всех этих. Я думал, сейчас заплачу 20 железа, все проблемы закончатся. Это больше похоже на огромную печку. Только вот я не совсем понимаю, мне... Эй, человек, иди сюда. Я посмотрел, как ты ходишь от одного дворфа к другому. Ты что, так просто не уйдешь отсюда, да? Простите, но нет, не уйду. Я не знаю, куда идти. Мне нужна помощь в поисках артефакта. Ну... Что же это за такой ценный артефакт, что ты так шкурой своей рискуешь? Это золотые весы с 2 карасами. Я подозреваю, что ищу сейчас один из карасов. Данный артефакт выкрали у людей гнолы. Их следы привели меня к вам. О, гнолы, говоришь? Хорошо, хоть тебе хватает ума не обвинять в воровстве нас. Многие люди даже различить нас не могут. Для вас орки, гнолы, дворфы — все на одно лицо. Честно говоря, мы этих псин тоже недолюбливаем. Возможно, даже больше, чем людей. Говоришь, значит, ищешь то, что по праву ваше, долгорослик, да? Да, но меня Лолошка зовут. Ох, и откуда же мне это было знать, если ты не представился? Меня зовут Вален. Здравствуйте, Вален. Ты уж прости, Лолошка, но придется тебе вернуться обратно. С пустыми руками. Лучше сдайся и найди себе другую работу. А вообще, ты мне нравишься, Лолошка, правда. Поэтому я к тебе и подошел. Ты мне показался искренним каким-то. Поэтому я и говорю тебе и советую. Уходи отсюда. Обычно мы предпочитаем оставаться в стороне и в чужие дела не лезть. До тех пор, пока нам это выгодно, конечно. Но тебе я расскажу, чтобы ты мог спокойной душой оставить свои поиски. Мы отправили группу гнолов с парочкой наших проводников через рудники. Несколько скифосов назад. Где-то так. Ты теперь понимаешь, к чему я клоню? Так, поподробнее. Тебе их не догнать, не говоря уже о том, что без проводника ты просто сгинешь в лабиринте наших штолен и шахт. Там повсюду ловушки. Говорю же, если жизнь дорога, возвращайся в теплые застенки ваших убогих городов. Угу, ну вполне себе искренне, спасибо. Ладно, я уйду. Не очень-то мне и хотелось в эту ерунду ввязываться. Пусть церковь сама разбирается. Прости, Вален, но ты плохо меня знаешь. Думаю, я как-нибудь разберусь. Эй, Вален, а может быть кто-то из вас согласится быть моим проводником? А я как-нибудь помогу взамен. Да, кстати, вот это хорошо. Да какая тут от тебя помощь? На нас сейчас постоянно нападают монстры. Иногда по 2-3 атаки за раз, представляешь? Лучше уходи отсюда, пока тихо. Уходи, по добру, по здорову. Мы-то отобьемся, как обычно. Но ты, а? А что я? Я вообще-то могу за себя постоять. Ох, знаю. Вы, люди, искренне в это верите. Но с такими воинами, как мы,
вам не сравнится. Поэтому давай, повторяю, уходи отсюда. Да что ж ты меня гонишь-то, а? Скажи, где лучше проводника найти? Я за тобой пойду, ты же понимаешь? Или ты исчезнешь? Нет, не исчезнешь. Что это вообще такое, а? С каких пор я выгляжу как человек, не способный за себя постоять? Кажется, эти ребята больше ценят дела, чем слова. Может быть, если я проявлю себя, то... Например, в ближайшей атаке, к которой они как раз-таки так готовятся. Может быть, еще и Марка позвать? Мне кажется, он будет рад, да и дворфам поможет. О, нифига, вот до такой мысли я бы не додумался. Я как понимаю, Марк, ну то есть Багряник, он вполне себе ценит дворфов. Как он сказал, это самая интересная раса в этом мире. Да, возможно, с ними не самые лучшие диалоги, но меня хотя бы не боятся, как люди в городе. Короче, идея супер простая. Берем, телепортируемся. И надеюсь, Марк будет где-то здесь. Марк, эй, Багряник, не хочешь к дворфам помочь? О, ну как оно? Зарекомендовал себя как отличный воин? Вау, да тебе прям интересно? Пока что нет, но вот сейчас пойду доказывать. Зашел сюда пару вещей прихватить. Там скоро как раз возможность представится. И я не мог не позвать тебя. Да знаешь, я тут подумал, раз уж Невер так неодобрительно относится к дворфам, то я лучше без них обойдусь. Что? Реально есть такой выбор. Пойдем вместе? Что? Ты подумал обо мне, когда появилась возможность большой битвы? Ни один багряник никогда не откажется от участия в сражении. Я готов. Это было быстро. Даже звать особо не пришлось. Так, а кстати, как будет выглядеть телепортация Багряника? Я еще ни разу не видел, как он отсюда уходит. Ну-ка, прям руки зажег, все уже на полной готовности. Невер, получается, там и... Так. Так. О! Понял. Все, ты тоже умеешь пользоваться скинтом. Сейчас, на всякий случай, Невер, а может быть тебя тоже на битву позвать? Я понимаю, что вряд ли, но все-таки. А, мы даже поговорить не можем. Понятно, до свидания. Тогда просто переместиться, шахтерский предел, переместиться. Так, здравствуйте. Багряника здесь явно не ожидали увидеть. Ну-ка, Ну конечно, ты с ним, значит. Как я и думал. Ты такой же, как и все остальные долгорослики. Тьфу! И как тебе наглости хватило меня спрашивать, почему мы вас ненавидим? Да, но мы помогать вам пришли. Марк, убери огонь, прошу. Да, точно. Я бы никогда не зажег своих огней против таких доблестных воинов. Мы пришли сражаться с вами, а не против вас. А, погляди-ка. Как всегда, долгорослики считают, что дворфы не смогут справиться без них. Я повторюсь, нам не нужна ваша помощь. Ой, да ладно тебе, Гимлин. Ну не нужна, значит не нужна. Пойдем, Марк. Зря я тебя позвал. Нет. Уверен, вы можете справиться и без нас, но с нами вы потеряете меньше людей, то есть дворфов. Мой друг пришел сюда подраться, и без драки мы не уйдем. Выбирайте, либо мы сражаемся на вашей стороне, либо мы будем сражаться против вас. О, мне кажется, это хорошо. Ну, знаете, вот тут вот путать их людей, точнее с людьми, как-то не самая лучшая идея. Так что мы пришли драться. Против нас это... Эй, хватит болтать! Монстры приближаются, их очень много! Чё ты, черт с вами! Хотите сдохнуть, ваше дело! Только не мельтешите над головами! Ну, наконец-то можно размяться! Ой-ой-ой, Марк! Ничего себе! Ладно уж, я уже не так расстроен, что вы присоединились. Ты погляди, что делает. Парни, в атаку! У-ху! Наконец-то! Сражение! Почему они нападают все вместе? Ребята, им как будто кто-то руководит. Что? Эй, долгорослик, я видел что-то странное там впереди. Где? Не хочешь сходить со мной проверить? За мной! Ладно, а я думал драться надо. Нифига себе, это что за жуки? Обалдеть! Марк сражается, красавчик. А, стой! Так, я уже бегу. Стоп. Это еще кто такой? Это что за чертовщина? Эй, ты кто такой, черт возьми? Черт! Черт! Тебе не отбиться, долгорослик! Брось меня! Возвращайся к своим! Ты успеешь улизнуть, пока они занимаются мной! Что? Какого?
О, так, ладно, я понял. Вернуться к остальным, перенести, попытаться вытащить Гимлина. Перенести Гимлина в сон. Давай, 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 Лолошка! Бога ради, ты помнишь этот ритуал, такой-то ты молодец. И сам, наверное? Да, 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 хорош, 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 хорош. Черт. А, чтоб я заклинателем стал! Это что сейчас было? А? Где это мы? Тише, тише, Гимлин, все в порядке. Ты в моем сне. Ой. О, Лолошка, ты уже здесь? Славная была битва, хоть и недолгая. Какого... Ты тоже здесь? Ты зачем его привел сюда? Он же не мироходец. Он не сможет уйти отсюда. У меня просто не было выбора. Либо так, либо смерть. А? Что? То есть вы хотите сказать, что я здесь заперт? Тише, тише. Не так уж тут и плохо, друг Дворф. Гимлин. Гимлин. Пойдем, я покажу тебе свою кузницу. Расскажу, как здесь живется. Лолушка, я все расскажу нашему новому соседу. Я рад, что с нами теперь будет жить настоящий воин. А еще я рад, что ты позвал меня с собой. Ага. Стоп, подожди, а не существует ритуала, который отсюда вернет? Чего? Не, подожди, я О, never. Не, слушайте, я просто думал то, что сюда можно как телепортировать, так и... Они ушли? Скажи мне, ты специально приводишь сюда всякий сброд, чтобы мне жизнь медом не казалась? Ой, юродивый. Опять еще один. Моя жизнь и так не мед. Не обязательно делать хуже. Хватит. Да успокойся ты! Ты же даже не знаешь историю. А, я ему даже рассказать не могу. То есть, нет, подождите, а я же не знал. Хотя, с другой стороны, а что я мог сделать? Типа, я мог буквально оставить Гимлина, либо я мог его спасти сюда. Мне, конечно, наверняка это аукнется, потому что Гимлин еще даже не понимает о том, что, походу, мы не можем вернуть его, потому что он не мироходец. И это, кстати, странно, потому что я думал, что все там мироходцы. Нет, подожди, но если существует ритуал телепортации сюда, Багряник, должен же быть какой-то ритуал телепортации отсюда. Возможно, это я что-то не так понял, и на самом деле Гимлин сможет отсюда уйти. Зато вот что я точно понял. Первое, Марка надо слушать, потому что он об этом мире явно много знает, и про дворфов рассказал именно он. И второе, дворфы ко мне теперь явно относятся получше. Кстати, Невер, можем ли мы что-то у тебя купить? Так, значит, ферма... О, погоди! Необходимо жир и морковка. Кажется, что-то подобное у меня было. Вот оно. Мы можем взять жир, переделать в нужный жир, добыть немного моркови, забрать еще немного жира. То есть я реально мог эту прокачку давным-давно сделать, правильно? Надо еще 4000 спарков. О, ща все будет, не парьтесь. Вот за что, а за 4000 спарков я точно не переживаю. Поехали! Приветствую, Невер. Итак, расширение владений. У меня все есть. Улучшить. Смотри-ка, второй остров появился. И получается, в этой области у меня теперь еще и ускорение роста. Я правильно понимаю? То есть вот, тут прям так и написано, плюс 10%. То есть у меня теперь еще и пшеница будет быстрее расти, и морковка. О! Коровы! Стоп! Вы просто появились, потому что появились? То есть вы хотите сказать, что если я здесь кого-то убиваю в ноль, то они все равно потом появляются? Но проверять я этого не буду. Не-не, проверять я этого не буду, потому что мало ли, не хочу убивать коров, чтобы потом их не было. Сейчас мы к вам аккуратненький мостик-то построим. Что у вас есть? Ничего, вода. Не, ну самое главное то, что у нас теперь еще и коровы появились. Но знаете, я хочу кое-что проверить. Мы берем... пшеничкой их выращиваем, потом убиваем эту. И вот нет, другую мы не убиваем. Появится ли еще одна взрослая? А если да, то через сколько? Ну ладно, видимо, если ждать, то долго. Слушайте, а наш остров постепенно преобразовывается. Он становится прям таким красивым, насыщенным. Еще 10 серий назад я бы ни за что не сказал то, что получится вот это. А теперь могу сказать. И я уверен, то, что будет еще больше. Вот здесь что-то появится, вот здесь, вон там. А вообще, ребята, помимо вопроса, как мы будем возвращать Гимлина, мы еще и задаемся вопросом, кто этот чувак с зажженными глазами. Также, что там с Альфредом и что насчет миссии, которые нам дали. Чашки и горшки. Продолжить путь по следам. Мы встретили следы нападения гнолов и решили разделиться.
Надеюсь, я об этом не пожалею. Задание все еще не обновилось. Также у нас есть какие-то голоса в голове. Найти ту не знаю кого. Ой, как много вопросов-то, боже. На этом я буду постепенно заканчивать. Ребят, не забывайте, пожалуйста, подписываться. Не забывайте ставить лайки. Как говорится, дальше больше. Сезон явно обещает быть самым интересным. И, конечно же, только благодаря вашей поддержке мы можем понимать, что надо делать дальше. Делать больше. Спасибо большое, если не пропустили мимо ушей. Но если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка, Дворфы, Деревня, Нападение, Чувак со светящимися глазами, где-то затерявшийся Альфред и Гимлин. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока, пока. Я это, кстати-то, без дела сидеть не собираюсь. Кольца, браслеты, амулеты. Я не могу пройти мимо помощи церкви. О, ты погляди. Такая сильная магия, и ты среди сектантов? Да как ты сейчас смеешь оскорблять церковь? И меня! Не, ну обалдеть теперь. Новый сосед. Здравствуйте. Отважный коротышка по имени Гимлин. Дворф. Что ж, у него судьба была либо погибнуть, либо принять мое сонное измерение. Молча принять. Речь, конечно, не о том, что он здесь, а о том, как он здесь. Напомню, мы встретили какого-то чувака со светящимися глазами. Почему он управлял монстрами? Откуда у него такая сила и... Чё здесь, черт возьми, происходит? Неужели до этого в сериях были цветочки? Ягодки еще впереди. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в сердце вселенной. Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в сердце вселенной. Сезон, в котором мы не просто не понимаем много, а не понимаем примерно дофига. Как работает церковь очищения? Что за женский голос пытался со мной связаться? Что в этом мире делают не мироходцы, такие как Дворф по имени Гимлин? Какого черта армией монстров управлял чувак со светящимися глазами? И, самое главное, где Альфред? Хотя нет, самое главное это где GDH, но GDH как будто сумеет за себя постоять, а вот Альфреда, могли уже и гнолы сожрать. Нет? Так, ладно, если серьезно, панику не разгоняем, потому что, напоминаю, Альфред сам сказал: встретимся рядом с городом около хижины охотников. Следовательно, если он это сказал, то был готов. Он может за себя постоять, я уверен. Конечно, мы его обязательно проверим, но перед этим, Марк, Гимлин, привет. Ага, ну да. Вот оно что. О, Лолошка, здорово. А мы тут немного поговорили. Твой друг, оказывается, отлично понимает кузнечное ремесло. Приятно было вести диалог со знатоком дела. Хоть мы немного и работаем в разных областях, и все-таки... Ага, да, рад, что тут есть толковые, с кем поговорить можно. А то, иначе мое безвылазное пребывание здесь могло бы превратиться в сплошное уныние. Хотя с моими инструментами было бы, конечно, поинтереснее. Да, знал бы, с собой бы притащил. Ха-ха-ха, но к такому ведь не просто подготовиться, да? Не, ладно, к такому вообще, если честно, не подготовиться. Что это вообще было-то, парень? Я за свою жизнь много видел тварей этих, но ни разу, повторяю, ни разу ими никто никогда не руководил. Это действительно... необычно. Да, Надо подумать. действительно необычно. Эй, слушай, Лолошка, раз уж ты здесь, и раз уж я тут заперт, окажи-ка мне услугу, а? Проверь-ка, а, как там остальные после битвы. Надеюсь, они пережили это нападение. О, и... слушай, еще кое-что. Как бы... Я не знаю, я воронов не особо жалую. И это... с Марком мне как-то тесновато, поэтому... Ладно, буду краток. Можешь меня вытащить отсюда, а? Оу, слушай, прости, Гимлин, но я не знаю, возможно ли это. Да, Марк уже сказал. Если я не междумирец, так просто мне отсюда не выбраться. Может, не знаю, тогда... Да, я понял тебя, Гимлин. Я могу попросить Невера построить жилье для тебя, пока не придумаю, как тебя вернуть. О, да, вот, было бы славно. Я это, кстати-то, без дела сидеть не собираюсь. Мне бы тоже кузницу какую-нибудь там, муфельку. Гимлин из Маврагофа, золотых дел мастер. Кольца, браслеты, амулеты, кулончики. Да все, что душе угодно. Ой,
Что-то я рано воодушевился. Инструментов-то у меня все равно нет. Да. Но я был бы рад занять себя любимым делом, парень. Так, короче. Что мне делать с этой птицей-то? Да, кстати, я забыл то, что дворфы и вороны друг друга не то чтобы долюбливают. Тебе в итоге надо инструментики и, как я понимаю, еще одну кузницу, да? Как ты себя назвал еще раз, погоди? Гимлин из Маврагофа. Золотых дел мастер. Кольца, браслеты, амулеты, кулоны. Обалдеть! Это, я так понимаю, вот сюда, да? Сейчас у меня только воронье перо. Амулет. Невер, привет! Что-нибудь скажешь про этого Гимлина, то есть? Поговорим? Так, расширение владений, поговорить. Какие же вы шумные. Что? Собираешься позаботиться о доме для дворфа? Да, собираюсь. Тогда тебе стоит поторопиться, пока мой старый разум не сошел с ума от этой болтовни. Нашли себе друзей. О, Невер. Может быть, ты просто ревнуешь? Карр. Я тебя понял. С ума сошел ты, юродивый. Да ладно тебе, Невер. Нет ничего плохого в том, чтобы желать чьей-либо компании. Я не буду комментировать твои глупости. Юродивый. Я в шоке просто с этого Невера. Бедняга, ты бедняжный. Стоп, погоди. Мне кажется, Гимлин не просто так упомянул свои инструменты. Может быть, он не имел в виду ничего такого, но раз уж я затащил Гимлина сюда, мне следует помочь ему. Ага. Золотых дел мастерская. А ну-ка давай проверим. Пробраться в рудник, найти инструменты Гимлина и принести ему. Купить дом для Гимлина. Черт, Гимлин не обладает искрой, а значит не сможет покинуть мой сон. Думаю, я смогу обеспечить его хотя бы минимальным досугом. Вернуть инструменты и дать крышу над головой. Да, окей, я так и подумал. Купить дом для Гимлина. Сейчас я не могу это сделать, видимо, сначала нужны инструменты. А для этого нужно куда? Неужели туда, в город? Давайте проверим. Переместиться. Заросшее поселение, хижина охотника, переместиться. Эй, здравствуйте. Эй, Альфред, ты же здесь? Скажи, пожалуйста, что ты на месте. Так, ладно, это... Выглядит небезопасно, честно говоря. Небезопасно. Признаться честно, меня сейчас смущает больше Лолошка, который тупо молчит об этом. Никакой мысли, никакого обновления задания. Это странно. Ну ладно, пойду тогда за инструментами. Нам сказали, нужны рудники. Серый рудник у нас один. Шахтерский предел, переместиться. И я очень надеюсь, что сейчас, конечно, мы быстро все найдем. Судя по всему, нам нужна либо шахта, либо... О, господи. Ты живой. Батюшки, почему ты тут один? Бога ради, почему никто не помогает? Да, видимо, битва прошла с небольшими потерями. Эй, всем привет. Да. Есть некоторые трудности. Все раненые, израненные, перебитые. Но мне, получается, нужен рудник, и мне нужно найти инструменты. Это не это проблема! Я не могу зайти! Так, это я подобрать не могу. Инструменты. Как выглядят инструменты? Гимлин стоял здесь, я помню. Но ничего такого на инструменты похожие я не вижу. На всякий наверху проверим. Ух ты, здравствуйте. Так, не, нам явно не сюда, это бред какой-то. В эту шахту я тоже не могу пройти. Может быть, поговорить? Нет. Так, погоди, а что он сказал? Гимлин из Маврагофа, золотых дел мастер. Ага, золото, я понял. Кольца, браслеты, амулеты, кулоны. Золото. Вот золото. Привет, мастерская какая-нибудь там, инструментики. Это не открывается. Бога ради, у меня ощущение, что я что-то не так делаю. Батюшки. Все перебитые, просто все. Взять ящик с инструментами. Что? Где? Где ящик с инструментами? Вот это! Подожди, реально! Это такая тупость! Все это время прямо около телепорта! Отлично! Ящик с инструментами взят. Он сказал золотых дел мастер, а в итоге здесь медь. Не, золото тоже есть. Все, ладно, не соврал. Золото действительно присутствует. Проверим на всякий, могу ли я с кем-то поговорить. Здрасте. Уф, ладно. Нет, тоже нет. Этот хотя бы живой, но нет. Вален. Это же тот самый, который старик. Не думал, что снова тебя здесь встречу. Не ожидаешь такой смелости от долгорослых. Да и мечом ты неплохо орудуешь. Удивлен.
Да-да, приятно удивлен. Спасибо большое. Но нападения участились. Как бы это ни вылилось во что-то еще более масштабное. Но, конечно же мы будем готовы. А дружок, кстати, твой чуть наших не задел. Повезло, что все обошлось. Давно я такой сильной магии не видел. Некоторые наши молодые аж штаны наложили. Вот только не думай, что твоя помощь сразу сделала нас товарищами. Даже для меня ты все еще чужой. А вот остальные даже не жили с людьми. Им тем более сложнее. Да-да. Но смелость свою ты вчера доказал. Мы почти никого не потеряли благодаря вам. Вот только Гимлин, бывалый вояка, пропал. Да еще и пара тяжело раненых от кровопотери ушла. Расслабляться точно нельзя. Надо работать. Если ты все еще надеешься свой артефакт отыскать, помоги-ка еще в одном дельце, а? Или устал, долгорослик? Могу, подожди. Блин, на самом деле у меня инструменты, и надо отнести. Я бы хотел немного отдохнуть. Потом, может быть. О, не-не-не, я достаточно помог. Мне кажется, ваша очередь. Во мне всегда достаточно сил. Рассказывай. Ну, давай, рассказывай. Ну, одобряем-с. В общем, дело-то на самом деле простое. Мы на этот рудник не так давно вернулись. Сам знаешь ситуацию. Ребята, мы, конечно, боевые, но работать-то все-таки надо. А работать и сражаться одновременно непродуктивненько. Так, а подождите, а с кем сражаться-то? Да, в смысле, с кем? Вы что, долгорослики, совсем, что ли, не разбираетесь в том, что происходит в большом мире? Рудник был заброшен. Его заполонили монстры. Надо обеспечить нашим ребятам безопасную работу. У нас сейчас большой заказ на золото для орочей знати. Должны уложиться в сроки. Сможешь постоять рядом? Немного поохранять, пока они делом будут заниматься. Справишься? Справлюсь. Собирай своих. Прямо сейчас пойдем. О, вот это по-нашему. Так, эй, ребятки! Ребятки! Давайте, подходите. Привет, ребят. Так, получается 4 дворфа и я. Так, О! Батюшки, какого черта? Ладно, я понял. Извините. Блин, надо было меч прокачать. Надо было прокачаться, чтобы убивать за один удар. Так, все, тихо, тихо, не умирать. Подожди, а почему они бьют? Удар. Да, удар, все правильно. Меня бейте, тупые зомби! Не шахтеров! Ну хотя нет, в какой-то степени можно и шахтеров, потому что тогда я же буквально могу не париться. Да, если они бьют шахтеров, то у них-то наверняка... Да сколько их еще тут? Да плевать. Сам факт, что из-за того, что они бьют шахтеров, у них-то наверняка бесконечные жизни. О! Не бесконечные! Бляха. А я в сказку поверил. Подожди, а что делать в таком случае? Типа, мне реально нельзя сделать так, чтобы они умерли? Ладно, я понял свою задачу. Ребятки, копаем, я на защите. Где? Вон монстры. Все, надо, короче, издалека тогда идти. Давай вот так. Они лезут и лезут. Это правда, лезут и лезут. А я еще мазила. Нет, не бить моих дворфов. Давай, кажется, стоит быть повнимательнее. Ё-моё, я даже сам могу его бить. Главное не подставлять спину. И дворфов. Ладно, я очень надеюсь, что им я не наношу удар. Когда же они уже закончатся-то? Блин, по половине хп у каждого. Мне просто интересно, что будет, если кто-то из них умрет. Все? Я, проиграл? У меня, честно говоря, ощущение такое, что лучше бы я копал, а вы бы меня защищали. Ну, кстати, вот здесь вот чувак просто застрял. Мне это даже на руку. Пусть, да-да-да, идите здесь. Что? Я умер! Да ладно, все с самого начала? Обалдеть, все реально с самого начала. Ладно, попробуем. Короче, я понял, если умираю я или хотя бы один дворф, то все, игра полностью заканчивается и приходится заново. По-моему, все, да. Фу. Не, в этот раз я получше. Ну вот, хорош. Не зря на тебя рассчитывал. Держи, твоя доля. О, спасибо. И что? 27 угля? О, еще немножко... Блин. Еще раз, получается 4 рудного золота, 27 угля и 24 рудной меди. Хотя, не, медь у меня, по-моему, просто была. Напомню, железо они не добывают, поэтому они не могли мне его дать. Ну да ладно, получается... О,
Марк, а ты что тут делаешь? А ну-ка, привет. А ты чего здесь делаешь? Не скажу, что удовлетворен битвой. Разве? А вчера ты был вполне рад. Брось, это было вчера. Багряник не может утолить жажду сражений такой короткой стычкой. Но это лучше, чем ничего. Я понимаю, зачем это нужно было мне, но я не понимаю, зачем это тебе. Ты со всеми такой? Время тратишь, помогаешь. Нет, но смотрю по ситуации. Да, а мне вот как раз казалось, что сейчас у тебя были дела поважнее. Я не прав? Да, Марк, ты прав. Но не стоит упускать возможность наладить отношения. Тем более, если за это еще и помогут в ответ. Или заплатят. Ладно. Мне не понять твоего подхода, но без него у меня все еще не было бы кинжалов. Поговорили? А, еще можно? Нет, иди. Да ладно тебе, может еще? Тебя дворфы ждут. А ты чего ждешь? Битвы какой-то? О, какой же ты надоедливый. Так пойдем вместе обратно. Нет, мне больше нечего тебе сказать. Займись уже своими делами. И все. Да, это была последняя фраза. Зато могу поторговать. Ё-моё, у меня 5300 спарков. Обалдеть. Какой же я богатый. Здрасте. Так, поговорить не можем. Ни с кем, никак. Здесь, получается, тоже. Здесь... О, поговорить. Я справлюсь. Другим помоги, а? Я могу лекаря позвать? Как он выглядит? Я же сказал, я справлюсь. Кое-чего смысл в этих всяких ранениях. А лекарю надо за другими следить. Эй, ты зря упрямишься. Открытая рана, если не обработать, может привести к заражению крови и... Да ты ж... Долгоросик меня еще учить будет, а? Ладно, мне лучше не двигаться так резко. Может быть, ты немного прав. Сейчас отдохну немного. Пойду за помощью. А ты иди давай, иди. Не хочу разговаривать, не видишь? Главное, чтобы эти твари не скоро вернулись. Не скоро. Ага. А у тебя что, волосы это... Огнем Марка сожгло, что ли? Я просто единственное, о чем думал, честно говоря. Но да, мы видим то, что очень много дворфов того, как минимум, истекают кровью. Ой. Здравствуйте. Ничего не смысле в первой помощи. Давно бы пора научиться. Если бы я умел, помог бы сразу. А так пришлось лекаря ждать. Лекаря у нас немного, катастрофически не хватает. Отбиваться в этот раз было трудно. Трудно. Если бы не ты, парень, то... Ладно, просто много монстров прибежало. Раньше меньше было, а тут прям организованная атака. Спасибо тебе. Пожалуйста. Ты вообще Марку спасибо скажи, потому что я, по сути, все, что сделал, это... Нифига. Я реально пробежался за Гимлином, и я никого не убил. 0 монстров. Так что да, Марка благодарите. Вот, передаю тебе благодарности. Так, получается, там у нас есть еще дворфы. О, Вален? Я же вроде не мог, не? Забавно. Ты действительно помогаешь. Героем тебя это, конечно, не сделать, но помочь в ответ... Ладно, так и быть. Поможем. О, спасибо. Так, мне, получается, нужно найти какой-то Ой. А этот что здесь? А, он со мной, он со мной. Мог бы и не перебивать. Ну что с вас, долгоросликов, взять-то, да? Ладно, ты помог нам, а мы поможем тебе. Проведем тебя той же дорогой, что ушли гнолы. Но на многое не рассчитывай. Да, спасибо большое. В общем, чем раньше пойдем, тем лучше. Хорошо. Дай мне пару минут, я попрощаюсь с Марком и тогда... Стоп, нет. Я с тобой. Если намечается какой-то бой, то я не намерен оставаться в стороне. О, Марк, послушай, я не хочу с тобой спорить. Я хочу просто достать этот горшок, вернуть церкви и уже после... О, церкви! Я не могу пройти мимо помощи церкви. Награда меня твоя точно не интересует. Оставишь себе все. Но я не упущу возможность помочь церкви, повторяюсь. О, ты погляди. Так ты из этих, что ли? Такая сильная магия, и ты среди сектантов? Ха-ха-ха. Ну и ну. Кому расскажешь, не поверят. Что? Да как ты сейчас смеешь оскорблять церковь? Мою религию? И меня? Ты чё это удумал, а? Ты думаешь, если магией покидался своей, то все? Мы тебе отпору не дадим.
Ты своими шариками моих товарищей-то не напугаешь! Да я тебе сам кирку запихаю, знаешь куда сейчас? Так, стоп! Боже, успокойтесь, пожалуйста! Марк, ты разводишь спор на пустом месте! Так и будешь продолжать драться с каждым, чье мнение отличается от твоего, а? Он сказал всего пару слов, а ты уже готов сжечь того, с кем только что сражался бок о бок! Неужели это и есть хваленая честь багрянников? А ты, Вален, тоже хорош! Твои, как ты выразился, товарищи, достаточно пострадали и устали. Неужели ты правда хочешь, чтобы они дрались? Вы оба прямо сейчас звучите глупо. Хотите устраивать разборки? Пожалуйста, но без меня. Ах, Вален, пожалуйста, просто скажи, куда идти. А дальше занимайтесь чем хотите. Я сделаю вид, что ничего не было. Только потому, что ты, Лолошка, об этом просишь. Но я все равно пойду с тобой. Да, ладно, я понял тебя. Вы все решили? Тогда можем отправляться сейчас. Да, я не пытаюсь сейчас спровоцировать новые ссоры. Даже наоборот. Что бы ни случилось, глубоко в шахте ни в коем случае нельзя зажигать огни. Ты меня понял? Там газ. Взлетим на воздух все. Ни от кого не останется и горстки спарков. Я надеюсь, это всем понятно. Да, понятно. Мы не идиоты, поверь мне. Ну хорошо, ладно. Дайте мне пару скифосов. Надо решить несколько моментиков. Хорошо. Так, мы будем ждать здесь? Ну, думаю, у нас есть немного времени. Немного? Чтобы ты понимал, пара скифосов это часа 4. А, окей, тогда давай пока вернемся домой. Что? Домой? Ты называешь это место домом? Мой дом далеко. И уж точно не в твоем сне. Ах, Марк, главное, что ты меня понял. Да, я тебя понял. И это хорошо. Так, получается, он знает, что такое часы, что такое дни и так далее. Потому что, напомню, Марк, он же тоже пришел как бы из... откуда ты, кстати? Короче, сам факт. Он знает, что такое часы, дни, секунды и так далее. И он мне объясняет, получается, 1 скифос это 2 часа. Все, надо запомнить. Так, поторговаться я могу, поговорить я не могу. Ладненько, сиди здесь, раз домой не пойдешь. А я, пожалуй, пойду. Потому что, о, блин, точно, инструменты. Я уже, честно говоря, даже позабыл. Быстренько телепортируемся. Геймлин, здорово! Ну, что там? Как у ребят дела? Рассказывай. Они в порядке, справляются. Ой, господи. Битва была недолгой. Эти монстры так же резко отступили, как и напали. Чё? Отступили? Они никогда не отступают. Я им устроил такую огненную баню. Еще бы они не отступили. Ну, да, согласен. Вот и хорошо. Никто не погиб? Вален сказал, что пара дворфов скончались от ран, но больше потерь нет. Успокоил ты меня. Ну ладно, хоть что-то хорошее. В общем, как придет время, отправимся. Я у себя. Давай, всего доброго. А, кстати, да, блин, я опять забыл ящик с инструментами. Что, вот. Я не могу. Что? Путеводный скин. А ящик? Наверное, сначала дом надо купить, я понял. Невер, пожалуйста, будь здесь. О, пустую книгу читаешь? Хорош. Во, гостевой дом Гимлин. Вы... А почему так дорого? Блин, чтобы вы понимали, вот до этой серии у меня было где-то 700 спарков или 500. Я специально до этой серии нафармил 4000 и хотел потратить на то, чтобы прокачаться. А по итогу теперь все эти спарки я потрачу на гостевой дом. Ну реально. Так, ладно, не ноем, сейчас все будет. Но я сразу нафармлю и на то, чтобы немножко прокачаться. И дом, и прокачка, не забываем. Та-дам! 7996. Очень много. И да, я готов. Гостевой дом Гимлин. Ну? Подожди, типа... А создать там вот это вот все? Ты уже создал? Подожди, может надо... поговорить! Стоп! Прежде всего, золотых дел мастер. Купить дом для Гимлина. Да, но купить-то это одно, а все-таки создать. Сейчас.
Да неужели? Да, я принес 5000. О, надеюсь, теперь станет хоть немного потише. Я старая птица, старая. Мне нужна тишина и покой. Невер, скажи честно, ты когда-нибудь перестанешь ворчать? Нет. Я бы... Блин, слушайте, иногда в этом сезоне реально просыпаются какие-то тарантиновские диалоги, я прям обожаю. Нет? Стоп, все, поговорить не можем. И вы... Ух ты, батюшки! Какая красота! Так, сейчас аккуратненько. Паркурчиком. Гимлин, ну что? Скажи мне, нравится поговорить? Ну, слушай, Лолошка, спасибо тебе большое. Это, конечно, не похоже на мой дом, не похоже на мою мастерскую, но... Ой, ладно, не обращай внимания. Я правда ценю твои поступки. И это еще не все, Гимлин. О чем ты? Отдать инструменты. О, вот это я вообще не ожидал. Обживаться на новом месте с моими инструментами станет попроще. Спасибо тебе. Ты ну если что, заходи ко мне. Да, какой. Это я. Блин, ну я рад, что обрадовал его. Ну-ка. И... Эй, в смысле? Дай посмотреть, что у тебя там внутри-то. Я могу зайти. О, супер. Так, здесь у тебя получается кровать, шкафчик. Ну, миленько. А это, получается, будущая кузница. Да, мы сможем что-то приобретать. И, наконец-то, я очень надеюсь, сможем убивать мобов за... Ну, если не один удар, то хотя бы 2. Ну да ладно, давайте наконец-то используем путеводный скин, чтобы не путеводить, а прокачаться. Итак, повышение уровня. Ух. Я думаю, что мне нужно выбрать ловкость, потому что... Не, стоп, силу. Потому что меч, которым я пользуюсь, он больше всего приносит атаки именно силы. И смотри, сколько у меня увеличивается всего. Так, а если, например, удача? А удача дает сильно больше. Думаю, что самое интересное для меня сейчас это действительно сила и может быть удача. Вот так, но нет, будет больше силы. Таким образом, прямо сейчас у меня будет супер много атаки на мече. И бам! Все, 10 уровень. Встать, пожалуйста, скажите, что там прям много атаки. И 47 плюс 8, да, это... Ребят, прямо сейчас берем и чекаем. Мне реально кажется, что вот этих зомби я убью за 2 удара. Так, 1 и 2. Да! Это победа! Ху-ху-ху-ху! Наконец-то! Ребята, фармежка теперь будет такой простой. Всего 2 удара. А теперь давай нанесем самый сильный удар по пугалу. Бам! Плюс 300. Самое главное то, что прокачка действительно идет. Мне это нравится. Блин, и на самом деле вот эта территория, она такая уже... Вау! Большая. Тут дом, тут дерево. И все же, мы не забываем то, что нам нужны гнолы, нам нужен Альфред, и нам нужно выполненное задание от церкви. Этим мы займемся обязательно уже в следующей серии. И я очень надеюсь, то, что мы что-то узнаем про голос. Все еще вот это задание, найти кого-то, не знаю кого. Очень важное задание, уж точно. А еще там GDH где-то гуляет. Не забывайте, пожалуйста, про ваши лайки, не забывайте про подписки. Прямо сейчас данные нажатия — это самые ценные нажатия во всем СНГ ютубе. Правда, вам каждый ютубер будет благодарен, потому что эти нажатия постепенно, по кирпичику, восстанавливают поломанные алгоритмы ютуба. Огроменная благодарность, если не пропустили мимо ушей. Ну, а если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и Дом Гимлина. Красивый дом. Всем удачи, всем пока. Пока. Вот же он. Кто я? Быстрее хватайте его. Черт, что бы это ни было, надеюсь, у меня еще получится с ними помириться. Что ж за день-то сегодня такой? Согласен, Лолошка, плохой день, не самый лучший. Оп, хорошо. Какого... как говорится, выдвигаемся. Дамы и господа, просто напоминаю, помимо дома для нового соседа Гимлина, улучшение персонажа до 10 уровня, у нас есть такая задача, как найти некие карасы по заказу церкви. Что такое карасы? Ладно, выдвигаемся за грабителями-гнолами прямо сейчас. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в сердце вселенной. Поехали!
Снова всем привет, дорогие друзья, я Ложка. Добро пожаловать в сердце вселенной, сезон, в котором мы помогаем церкви. Серьезно? Давайте напомним цепочку. Первое. Меня и Альфреда действительно нанимает церковь. У каких-то гнолов надо забрать какие-то весы. Второе. Пытаясь найти части весов, я натыкаюсь на деревню дворфов. Не самые дружные ребята, но не жалуемся. Третье. Знакомясь и помогая дворфам отбиться от управляемой армии монстров, нас начали хоть и не уважать, но хотя бы не гнобить. И, наконец, четвертое. За нашу помощь некий старый Вален согласился показать, где находятся гнолы. Со мной отправляется Марк, и отправляется прямо сейчас. Давайте честно, в этой истории важно не задание церкви, не моя попытка наладить с кем-то отношения, бла-бла-бла. Важен вопрос: кто это? Почему у него светятся глаза? Как он управляет монстрами? И зачем нападать на дворфов? Обязательно все это узнаем, но перед этим... Невер, привет. Что-то там интересное показывают. Поговорить? Ты. Марк несколько скифосов подряд что-то обсуждал с дворфом. Так, и... А тебе они все покоя не дают, я смотрю. Конечно, не дают. Дворф постоянно ходит и косится на меня. Мне соседство с карликами, знаете ли, тоже не по душе. Но я этого хотя бы не показываю. А, да? Показываешь, Невер. И очень явно показываешь. Может, тебе стоит просто поспокойнее относиться к Гимлину, и тогда он перестанет коситься на тебя, не? Зачем вообще иметь дело с дворфами? И, кстати, зачем к ним пошел ты? А, все просто. Они должны помочь мне найти гнолов. Гнолы? Еще хуже. Они же мусорщики. Невер, тебе вообще хоть кто-то нравится? Нет, никто не нравится. Угу, ну я так и думал. Короче, гнолы украли у церкви артефакт. Нам поручили вернуть его. Артефакт? И что же это за артефакт такой? Что ж, фанатики решили обратиться за помощью к вам, а? Весы. Какие-то золотые весы. Что? Весы? Те самые весы? Воу, стоп, тихо. А что это за весы? Конечно, юродивый. Это артефакт, из-за которого люди и гнолы постоянно ссорятся. Я вообще не припомню времен, чтобы люди не пытались украсть его у гнолов, а гнолы у людей. Наверняка церковники тщательно его охраняли. Хотя люди такие безответственные. Слушай, а неужели это настолько ценный артефакт? Не знаю. Я вообще не верю, что в нем есть хоть какая-то ценность. Разве что золото на эту безвкусицу было угроблено невероятно много. Понял, ладно. Если что, я уже почти нашел свою часть. А вторую часть должен найти мой друг, охотник. Только я не знаю, насколько он продвинулся. О, то есть ты хочешь сказать, гнолы еще и растащили весы на части? Почему я не удивлен? Удачи, юродивый. Все? Подожди, ну ладно, на самом деле здесь есть кое-какая важная информация. Это артефакт, из-за которого люди и гнолы постоянно ссорятся. Знаете, это похоже на какой-то инь-янь. Типа на одной чаше гнолы, на другой люди. И вот они постоянно сражаются друг с другом. Весы то в одну сторону, то в другую. В этом есть какая-то, наверное, толика правды. Но это мы еще узнаем. А пока что Багряник. О, Вот и Гимлин. здесь я и собираюсь. Привет. Что, уже выдвигаемся? Да, пора. Да, и дался же вам этот артефакт, а? Ну, а что? Ладно. Я уже готов к бою. Надеюсь, нас ждет славная битва. Не-не-не, а я вот наоборот надеюсь, что все пройдет гладко. А мы с тобой продолжим, когда я вернусь. Да, конечно. А Гимлин остается в компании унылой птицы, с которой даже не поговорить. Ай. Ладно, буду ждать. А вы сдружились, прям так посмотрю, да? Молодцы. 2 кузнеца пара. Все, теперь это тоже твоя кузница. Так, ладненько, мы в итоге отправляемся за гнолами, и нас должен сопроводить Вален, тот самый старый дворф, напоминаю. Че, прям идем? Идем. Да, я понял. Идем. Но подожди-ка, перед этим хочу кое-что сделать. Мы берем грубый двуручный меч и не забываем один раз ударить по вот этой тыковке. На! Спасибо. 2800, отлично. Можно даже потратиться и улучшиться. А что мне мешает это сделать? Конечно же, ничего. Поэтому путеводный скин, здрасте. Можно как раз сейчас телепортироваться, да, но перед этим повышение уровня. Я буду качать, скорее всего, силу. Потому что это и физический урон поменьше, и атаки побольше. Повышение. Все супер. Далее переместиться. Шахтерский предел. Здравствуйте. Так, о, Вален. Да, здорово.
Я раздал основные поручения и оставил брата за главного, пока меня не будет. Вы как? Готовы? Готовы. Ну а как думаешь, готовы ли мы, если мы уже пришли и ждем? Идем уже! Да что такое? Слушай, ты любитель банных халатов. Прошу, нет, прошу. Я думал, мы уже договорились не ссориться. Ладно, ты прав. Эй! Мне нужна пара самых целых ребят! Много времени не займет! Желающие есть? Ух ты. Давайте, ребятки, возьмите мечи да поострее. Ого. Вот так сходу у дворфов, прикольно. Все на славную битву. О, походу мы будем фармить спарки, я понял. Ну да, мы идем на... Отлично! А вот теперь пойдем. Так вот, я так понимаю то, что мы будем в любом случае сражаться с гнолами. Если все взяли мечи, это о чем-то договорит. Да, приятно встретить долгоросликов, которые не отступают перед сложностями. Когда я жил в Эшхолде, многовато навидался. Большинство представителей вашей расы сдаются при первой же оплошности. Но ты другой какой-то парень. Не бежишь при виде опасности. Даже не знаю, возможно, это не героизм, а какая-нибудь самонадеянность. Однако, парень-то ты все-таки хороший, с ценностями. Не то, что приспешники кардинала. Зато мифы какие придумываются, ишь. А, мифы? О чем ты, Вален? Ну как это о чем? Церковь, религия. Опять ты за Да свои... тихо ты, не поднимай шума. Не буду я спорить, не буду. Но настоящие ценности, они же в семье и в пиве. Очищение какое-то. Единственное очищение, которое я принимаю, это когда перепил и... Ну, сам понимаешь. Как ты смеешь говорить такое про Тихо, очищение? тихо, Марк, пожалуйста, успокойся. А ты, Вален, не провоцируй его. Не хотелось бы взорваться из-за ваших неуемных характеров. Да, конечно, ладно. Молчу. Да и с фанатиками спорить себе дороже. Я все слышу! А я знаю. Господи! Ай, что происходит? Пожалуйста, не надо тут резни на фоне Стой! религии. Тихо! Стоим! Сейчас. Что это? О, батюшки! А ведь знаете, хорошо идем. Даже быстро. Видимо, группа гнолов всех монстров попереубивала, а новых не набежала. Скоро уже выйдем. Ну я вот как раз хотел сказать до этих стрел, что мы как-то безопасно идем. О, а вон и наши братья. Проводники группы гнолов. Эй, парни! Рад видеть вас в целости и сохранности. Здравствуйте. Вау, это еще одна группа дворфов, прикольно. О, стоп, там гнолы. Привет, Вален. Так. Вау, сколько... Ё-моё! Это реально гнолы. Ну чё, парень, на этом все. Дальше сами. Только... Ты аккуратней-то будь, да? Хороших людей я могу по пальцам своей левой руки пересчитать. А я на ней 3 пальца потерял. В общем, удачи тебе. И заходи к нам, ну, иногда. О, пожать руку. Хорошо, Вален. Спасибо тебе за помощь. Ага. Всего доброго. Пока. Ой! И все, получается, дворфы проводили гнолов через пещеру и сами покинули это место. И в итоге остаются только гнолы. Пипяуч-киряу. И что в итоге делаем? Идем? Да, просто идем. Пипец. Кстати, я могу все время торговать с Марком, смотри. У него тут постоянно продается оружие, Ты удобно. погляди, какая толпа, а? Их явно какая-то часть с этой стороны ждала. Не думаю, что они все по шахте шли. Предлагаю напасть сейчас, пока они не ожидают. Что? Зачем? Погоди, я забыл, что гнолы и люди, они же враждуют всегда. То есть я, как человек, не смогу просто подойти к ним и поболтать. Да, это логично. Хорошо, нападем с 2 сторон, ты с этой стороны, а я зайду с другой. Твой огонь может расплавить Карас, и все старания будут на смарку. Давай я проберусь к ним и выкраду артефакт, а ты постоишь на стреме. Слушай, давай лучше дождемся, когда они все лягут спать. Они же должны хоть когда-то спать. Так, ну вообще, то, что его огонь может что-то расплавить, это хорошая фраза, поэтому просто стой здесь. И стоп! Прежде чем ты возразишь мне, если меня заметят, то так и быть. Можешь начать драку. Это отвлечет гнолов и даст мне время скрыться с реликвией. Идет? Ну... Ладно. Договорились. Иди давай.
О, прикольно, стелс-миссия. А я еще, знаете, в самом начале думал то, что вот я постоянно сражаюсь с монстрами, а будет какой-то стелс в этом сезоне. И вот оно! Буквально ответ на мой вопрос. Куда идти в итоге? Как этот карас выглядит? То есть какая-то чаша на весах, да? Тихо, 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 о, куда? Аккуратненько. Вот здесь пройдем. Тихо, тихо. Ой, как много гнолов. Я хочу им в глаза посмотреть. Я хочу узнать, как они выглядят. Потому что сейчас я смотрю на них издалека и нифига не понимаю. Стоп! А это что такое? Это не то ли, что мне надо? Но просто я хочу посмотреть, что в сундуке. Там по-любому есть какая-то безделушка, которая поможет мне. Типа, знаете, какие-то дополнительные артефакты, которые можно выудить из миссии. Я хочу посмотреть. Этот сундук меня привлекает. Так, тихо. Тихо. Давай. Оп! А! Нельзя открыть. Все, ладно, понял. Тогда мне сюда. О, все, вот она. Золотой фиал и золотой карас. Супер. Слушайте, это было просто. Фу, отлично. Похоже, что это тот самый карас. Или как там его? Надо убираться отсюда. Да, надо убираться отсюда. А! Марк, какого черта? Ты серьезно? О, черт. Ой, они все горят. Зачем, Марк, зачем? Это самое тупое решение с своей стороны. Ну ладно, это классика Марка. Марк, какого черта? Я же просил скрытно. Ты возился слишком долго, а они топтались слишком близко. Я держался как мог. Боже, Марк, ну какого черта ты еще и вызволился со мной пойти? О, хорош, Лолошка, хорош. Давай, туда его. И сам уходи. И как это понимать? Я только вошел во вкус и... Что? Какие же вы шумные! Без вас было так хорошо, так спокойно. Но вы снова тут и уже начали свою трескотню. Что у вас за поводы для криков, а? Скройся отсюда, пташка. О, как грубо! А ведь я только начал. Да. Плевать. О, что у вас случилось, Ророшка? Марк почти испортил мне задание. Дай угадаю, подпалил кому-нибудь не тому перья, да? Ну, почти. Мы были в лагере гнолов. У нас был четкий план. Я скрытно пробираюсь, забираю артефакт, а он сторожит. Я понял. И он решил своим огнем подсветить тебе все опасности, да? Именно, так он и сделал. Вместо того, чтобы тихо дождаться меня и быстро уйти, Марк предпочел начать бой. Я едва успел добежать к нему через кучу гнолов. Мне повезло, что многие из них к этому моменту были объяты пламенем и тушили друг друга. А дальше? Дальше что? А дальше я насильно вернул нас в сон с помощью скинта. Прямо посреди боя. Я не дал ему закончить начатое и сжечь все в округе. Вот он и злится. Да. Та-та. Знаешь, а ведь я даже не удивлен. Но не думаю, что он сильно обиделся. Он шумный, но как лучина. Горит ярко, но тухнет быстро. Впрочем, какая разница, да? Блин, Never это как какой-то гайд, путеводитель и так далее, который вкинет какую-то фразу, чуть-чуть прям поможет, и после этого к себе, восвояси. Ну ладно, по крайней мере торгуем хорошо. Так, а теперь серьезно, ребят. У нас действительно появилась такая вещь, как золотой карас и золотой фиал. Ну-ка, небольшое украшение, стилизованное под фиал жизненной силы. А, так погоди, это какой-то дополнительный предмет. Я, походу, из него что-то сделать могу, да? Золотой фиал. Не, в крафте не используется, значит, просто так. Ладно, возможно, по сюжету. Геймлин? Марк? Ой, обиделся, ты посмотри, какие у него глазки, батюшки. Ладно, пойду поболтаю с дворфом. Эй, привет. Не лучшая мастерская, конечно. Но, как говорится, дареному слону... Пока что здесь больше работы по восстановлению кузницы. Да еще и печи нет. Да. В общем, будет чем заняться. Надо бы, наверное, список какой-то составить, что ли. Ну? Хоть что-то мне скажешь? Список... Стоп, я дверь открыл! Я впервые могу открывать двери, да ладно? Это первая открытая дверь рукой за все сезоны. Ой, в смысле, за весь этот сезон. Да, я буду удивляться всяким мелочам. А что поделать, этот сезон сильно отличается от других. Наверное, сейчас лучше пойти в город и вернуть свою часть артефакта. Надеюсь, Альфред уже там.
и мы быстро с этим покончим. А, да, о, кстати, гениально, гениально. Только перед этим, погоди, у меня 1900 спарков. У меня 1900 спарков, я хочу проверить, могу ли я прокачаться у Невера. Здравствуйте еще раз. Так, получается, мне нужно... Торговля, стоп. Тут нет торговли, только расширение владений. Так, видимо, пока он спит, я не могу торговаться. Хотя раньше вроде бы мог. Давай тогда быстренько отправляемся в Эшхолд. Или как там называется этот город? Переместиться. Эшхолд, переместиться. Вот же он! Кто я? Быстрее хватайте его! Что? Меня? За что? Вы, кажется, меня с кем-то спутали, женщина. Ты что, думаешь, мы тебя не узнаем, еретик? И во что я еще успел вляпаться? Стоп. У меня ощущение, что она про Джедеища, а не про меня. Что происходит? Что происходит? Вот же он! Мне надо было бежать, я понял. Быстрее хватайте его! Что? Меня? За что? Вы, кажется, меня с кем-то спутали, женщина. Ты что, думаешь, мы тебя не узнаем, еретик? И во что я еще успел вляпаться? Так, я понял. Получается, надо бежать, да? Окей, я просто возьму и побегу. Черт, что бы это ни было, надеюсь, у меня еще получится с ними помириться. Что ж за день-то сегодня такой? Согласен, ложка, плохой день. Не самый лучший. Так, выносливо, ждем. Прыжок! Куда бы я ни прыгал, главное, что меня ведут. Здравствуйте. Привет. Так, здесь зацепиться могу, отлично. Длинный прыжок. Еще прыжок. Зацепиться. Обязательно следим за выносливостью, потому что если ее будет мало, то все эти паркурные элементы не будут работать. Оп! Хорошо. Ложка! Привет! Какого... Рад, что ты смог дожить до нашей встречи. Что за... Что ты сделал? Что? Я? О чем ты? Ничего я такого не сделал. Просто сказал им, что их религия полная чушь. Вот кто знал, что они такие ранимые, а? Они напали на меня, представляешь? Что за варвары? Что за... Черт! Джон! Попробуй подбирать слова, когда разговариваешь с людьми. У них есть такая штука, как чувства, и ты можешь задеть их. Да, ты не видел, но я закатил глаза. Не говоря уже о том, что это расизм, называть их всех людьми. Среди них есть как минимум один ворон. Но не будем говорить о манерах и подобной чепухе. Я все это уже сотни раз слышал, ложка. Давай лучше выбираться из города. Ладно, конечно, давай. Только тихо, обходя людей и без выкрутасов, хорошо? О, нетушки. У меня нет причин скрываться. Я же ничего плохого-то не сделал. Если у тебя нет других вариантов, то я пошел. И начну я... Стой, есть, у меня есть вариант. И что же это за вариант? Ну давай, не томи. Батюшки, какого черта мы просто взяли и встретились? Что? Пустотная магия. Ой, пустотная магия. Как банально. Опа. О, то есть я могу сделать то же самое с Джоном. Ха-ха-ха. Вау. Обалдеть, я сейчас... Куда это ты меня? Измерение снов. Да. А ты знаешь это место? Как же давно я здесь не был. Да и твой сон намного светлее моего. Но подожди. Ты бы ни за что не догадался переместиться сюда сам. Угу, спасибо. Да ладно, тебе не расстраивайся. Зато ты красивый. Так кто научил тебя, а? Это... Невер. А Невер это кто? Это что за... Невер, это я. Ух ты, ничего себе, а ты все это время тут стоял. Я, знаешь ли, как-то не заметил тебя. Да что происходит? Это что, тот злой близнец, о котором говорил Марк, что ли? Эй, почему все считают меня злым? Я же просто умнее. Действительно, почему? О, а это у нас там кто? Разве это не тот самый Мркгрштраклар? О, ты можешь это выговорить? Ну а как же еще? Это банальное уважение. Обращаться по имени. А что, вы делаете как-то по-другому? Я называю его Марком. Марком? О, понятно. И мне еще говорят, что ты лучшая версия меня. Ладно, раз уж я теперь знаю, где тебя найти, то я пойду. Мне еще нужно кое-кому заглянуть. Давайте, чао. Джон, стой! Какого черта происходит? Куда ты идешь?
Ну, может в город, может в лес. Кто меня знает? И что это было? Он теперь тоже будет здесь жить? И, Скажу честно, я не то чтобы ожидал этой встречи. Ну, знаете, встреча в духе Джона. Ему настолько плевать на меня. Знаете, такое ощущение, что я не искал его 10 плюс серий. Я чувствую какую-то обиду, честно говоря. Это так странно. Ну, типа, я понимаю, что это реально в духе Джона. Он такой и есть. Ему буквально плевать на всех, кроме себя. Скажу так, мне эта идея не нравится. Да, тебе вообще ничего не нравится. Как Но ты- все же я согласен с Невером. С ним явно что-то не так. Почему вокруг меня одни юродивые? Я согласился с тобой, потому что он не уважает церковь. Это вообще-то больше похоже на плюс. Так, ладно, ребят, давайте мы не будем начинать этот спор в очередной раз. Да, все, вот лучше разойдитесь. Только подожди, а какого черта? Джон! У тебя... Зафига ты меня позвал? То есть, понимаете, конец предыдущего сезона. Он меня зовет, он говорит то, что, возможно, без меня там типа не справится и все такое. И прямо сейчас мы наконец-то находим его, а он ко мне относится как к какому-то отбросу. Его даже не удивило то, что я освоил пустотную магию. Ну, то есть, я его телепортировал, не он сам, я его. Раз уж я теперь знаю, где тебя найти, то я пойду. Мне еще нужно кое-кому заглянуть. Это такой сюр. Но это никому больше не подходит, кроме как этому персонажу. Вот реально, никому больше. Так, кстати, у меня же задание выполнилось. Вот, GDH. О, наконец-то, я нашел его. Или это он меня? Главное, что он жив и в порядке. Теперь я смогу получить от него хоть какую-то информацию. Ну конечно. На что я надеялся? Что появление Джона решит все мои проблемы? Надеюсь, это будет мне уроком. И я навсегда запомню, что Джон проблемы не решает, а только создает. Ну, очень хорошо сказано, Лулошка. Очень хорошо. Ладно, что насчет Гимлина? Привет. У тебя, интересно, можно вообще какой-то ящик открыть? А, да, смотри. Все ящики, все тумбочки открываются на ура, но... Нет, внутри ничего не валяется. Здесь, получается, кузница пока что не готовая. И с багряником обсудить, я так понимаю, тоже не могу. Обидно. Так и у меня теперь два вопроса. Первое, что делать с золотым карасом и золотым фиалом? Типа, как я сдам? Это же невыполнимое задание. Меня пытаются поймать в городе. И второй вопрос, могу ли я торговаться? Ну-ка. О, теперь могу. Супер. Невер, хочу купить у тебя дубовый саженец. А, у тебя нет дубового саженца, серьезно? Блин, то есть придется вот так покупать, да? А еще, я очень хочу сделать красный бант Леоноры амулет. Нам потребуется основа для амулета, ну и, собственно, бантик. Так, основа это проволока и крупица скинта. Крупицу я могу сделать, проволока у меня в целом тоже есть. Не хватает только побольше железа. Это тоже не проблема. Потрачу примерно 600 спарков. Супер. Здравствуйте, основа для амулета, соединяем и получаем амулет. Амулет, созданный из ярко-красного банта, повышает жизненные силы носителя. О, плюс хп. Так, погоди, а сколько у меня сейчас? Здоровье 220, то есть я это, получается, надеваю. И теперь... 240. Плюс 10%. Ну, в какой-то степени это окей. Окей. Но я потратил на это так много железа, что теперь кажется, что... не то чтобы окей. На самом деле, из серии в серию я замечаю одну большую проблему. Это драка. Каждый раз, когда я наношу вот сколько? Где-то 3 удара, у меня полностью испаряется вся выносливость. Следовательно, я не могу нормально драться. Выносливость мы один раз прокачали, но надо, наверное, еще раза так 3-4. А раз уж у нас есть немного времени, перемещаемся. Ой, мы как раз в предыдущей серии немного прокачались, и, следовательно, я теперь убиваю вот этих зомби за 2 удара, правильно? Ну-ка, это был один. Да, хорошо. Ну-с, как говорится, да начнется фармежка. Итак, давайте, чтобы это было объективно. Прямо сейчас я делаю 1 удар, и у нас тратится буквально 1 деление. Вот, прям идеально 1 деление. Если я прокачаю выносливость примерно на 3-4 уровня, сколько в итоге будет? Повышение, выносливость 1, выносливость 2, выносливость 3 и выносливость 4. А, что? Не хватает. 1400 стоит. Обалдеть. Так, ну ладно, по крайней мере, запас сил был 308, стало 332. Пожалуйста, хоть бы сейчас-то прям нормально было. Ну-ка. Делений стало больше. То есть сейчас я бью. Во!
Теперь выносливости чуть-чуть побольше. Да, это правда работает. Я думаю, то, что на самом деле мне действительно лучше не силу прокачивать, ни интеллект, ни ловкость, ни удачу. Выносливость — это то, что, наверное, потом будет как-то аукаться на броню, а также это прибавит выносливости, и я смогу чаще драться, много драться и паркурить. Вот, и посмотри. Кстати, некоторые люди в комментариях сказали, что раз уж я прокачиваю силу, то лучше, наверное, купить топор, который я так и не проверил. Просто обалдеть, как плохо, что я не могу посмотреть характеристики до покупки. Ну ладно, я рискну. Момент истины, и тут больше требуется... Да, силы. Слушайте, так это походу прикольная штука. Если я попробую его улучшить, то сейчас за силу он дает 0.37. Но у нас это не улучшенное оружие. Здесь у нас, напомню, вот, плюс 3. То есть чисто теоретически, если я прокачаю топор, то, наверное, будет даже круче. Надо бы, наверное, на практике проверить. А ну-ка, на! 42, хорошо, это без плюса. В итоге... Нет, слушайте, он очень-очень медленно перезаряжается. То есть, вот смотрите, я сейчас, вот прямо сейчас перед вами, чтобы вы понимали, я прям неистово кликаю на левую кнопку мыши. Вот он очень медленно бьет, прям очень. На протяжении всей этой серии у меня крутится один вопрос. Зачем я нужен Джону? Если он просто взял, встретился, поздоровался и ушел, то нафига он меня звал-то сюда? Мы явно с ним должны поговорить о женском голосе, о том чуваке, который со светящимися глазами управлял монстрами, о его словах, что искра мироходца — это паразиты. Да, это все надо обязательно обсудить. Ну а чтобы не пропустить, что будет дальше, не забывайте, пожалуйста, подписываться и ставить лайки. Напомню, эти две маленькие кнопочки прямо сейчас в условиях очень плохо работающего Ютуба. Это самые важные две кнопочки. Поэтому, слушая эти слова от ютуберов, прошу, не игнорируйте, не пропускайте мимо ушей. Если не подписаны, подпишитесь. Если еще не поставили лайк, но вы смотрите этот сезон, поставьте. Пожалуйста. Еще раз спасибо. Ну а если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и Джон. Всем удачи, всем пока. Пока. Вы же с Джоном явно встречались и явно поругались. Расскажи, что произошло? Не лезь в мои дела, смертный. Амулет, созданный из глаза гнола, увеличивает шансы владельца найти что-то ценное. Вот бы мне еще объясняли, конечно. О! Что? Какого черта? Да, Лолошка, привет. Ну чё, живой? Понятно. В сонном измерении прячешься? Ясно. Ну, слушай, у меня тут дела, потом поболтаем. Пока. Да. Перед вами была краткая зарисовка нашей встречи с GDH, который как будто даже не думал о том, что мы потеряли друг друга. Как будто я его даже не искал. Чего я еще ожидал от него? Что он мне скажет: ура, слава богу, ты живой? Но если все-таки говорить серьезно, то, что GDH найден, говорит об одной важной детали. Сейчас расскажу поподробнее. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в сердце вселенной. Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в сердце вселенной, сезон, в котором мы наконец-то встретились. Да вот только с кем еще могла произойти встреча уровня «Привет, как дела, пока», если не с GDH? Только он мог даже не заметить, что мы как бы типа потерялись, а я его типа искал. Видимо, он меня даже не терял. Короче, в любом случае, я рад, что встреча произошла, ибо напомню, женский голос из непонятно чего произнес очень важное слово: найдите меня. Не найди. Да, скорее всего, речь здесь обо мне и GDH, вот только кому мы нужны? Что это за женский голос-то? И, наверное, еще важнее, зачем мы двое? Почему не могу прийти, например, только я или только GDH? Обязательно все это узнаем, но перед этим... Hey, Never, привет! Ой, что это ты делаешь? Что это ты в домике? Поговорить? Сейчас. Вот скажи мне, тебе что, заняться нечем? Опять в мой дом залез? Разве для этого я его строил? Нет. Чего хотел? И тебе привет, Never. Я просто захотел поговорить. Нет. Что? В смысле нет? Нет. Я не могу это... Я не могу это на полном серьезе озвучивать. О, боже. Эти тарантиновские диалоги. Так, ладно, продолжаем. Мне надо немного отдохнуть. В тишине. Иди. Ну, хорошо, ладно. Отдыхай. Нет, серьезно, меня кидает в неистовое ха-ха, когда он говорит это нет. Так, погоди-ка. Ой, я могу еще поговорить. Нет. Я
отдыхай, Ророжка. Еще что-нибудь? Это мой дом, и сейчас я хочу побыть здесь один. Да, только давай еще поговорим. Личное пространство. Ты хоть что-нибудь слышал о таком? Конечно. О, все, больше поговорить не могу, либо я могу ему ответить. Да? Нет, все-таки ничего не говорится. Торговать, и на самом деле я давным-давно хочу купить эксперимент, 500 спарков. Давай, все, у меня еще 2200, проверяем. И у нас... Что? Можно было дойти до медного слитка? Обалдеть! Это ж сколько надо было потратить времени и нервов. Что ж, окей, это в какой-то степени в любом случае хорошие новости. Эй, Марк, привет, поболтаем? Нет, только продать можешь. Я понял, до свидания. Геймлин, а у тебя как дела? Ты где? Надеюсь, ты дома? О, здорово. Да, слушай, Лолошка, я сейчас занят. Давай, может быть, поговорим попозже, а? Окей. Ладно. Может быть, все-таки теперь с Марком могу поговорить? О, да. Чего тебе? Марк, привет. Слушай, мне тут интересно стало. Вы же с Джоном явно встречались и явно поругались. Расскажи, что произошло? Мы не ругались. Ругаются друзья, а мы... Да, я понял, вы не друзья. Ближе к делу. Перебивать некультурно. Не такие уж вы разные. Ну да ладно. Твой дружок не умеет выбирать слова. И одновременно с этим как будто всегда очень точно знает, что нужно сказать. Угу, и это все? Что? Что значит все? Ну, я про то, что не хочешь объяснить, что имеешь в виду? Ладно. Я имею в виду, что твой двойник мерзкий, отвратительный и наглый тип, который считает, что он умнее всех и что ему могут любые слова сойти с рук. Знаешь, это, наверное, самая точная характеристика Джона из всех, что я слышал. Так, и что в итоге? Ты продолжишь донимать меня? Знаете, честно говоря, я думал, что Марк и Джон скорее поладили, потому что я напомню, Марк рассказывал, как он рассказал Джону про мой сон. Вряд ли он бы рассказывал это какому-то, не знаю, врагу. Слушай, я не понимаю, если он тебя так выбесил, то почему ты рассказал ему про меня и мой сон? Вот! То есть, я тоже не понимаю, какого черта? Зачем? Нет, Марк, я не Джон. Донимать тебя не собираюсь. Я вижу, что ты не в духе, поэтому оставлю тебя здесь, чтобы ты мог остыть. Эй, слушай, ты что-то уж больно много позволяешь себе для того, чья жизнь так хорошо устроилась только благодаря мне. Ну, короче, спросим про сон и зачем он это все рассказал. Зачем я Зачем я... А тебе какое дело, а? Еще не хватало, чтобы жалкие людишки указывали мне, кому и что рассказывать. Повторюсь, не лезь в мои дела, смертный. И двойнику своему передай, чтобы он мне больше не мозолил глаза. Отныне его болтовню долго я терпеть не стану. Стоит ему что-то сказать не то, Да, Марк, успокойся, я тебя понял. Я просто спросил, потому что не понимаю, как так вышло. И все. Всего лишь вопрос. Да, просто не хочешь рассказывать? Не надо. Да и чтобы Джон начал мозолить тебе глаза, мне следует для начала найти его. Ну, стоп. То есть он действительно будет жить здесь? Нет, в этом я еще не уверен. Потрясающе. Что, твой сон проходной двор? Тащишь сюда всякий сброд. Так а ты тоже здесь? Ну да ладно, это мы не упомянем. Ну-ка, что-нибудь новенькое. О, поговорить. Ну иди, ищи его. Он наверняка тебя заждался. Или нет. Но мне все равно. Блин, на самом деле это интересно. Марк по характеру не особо меняется, но при этом он понимает, что ему тупо понравилось быть здесь. Да, он не может признать, что это сонное измерение, оно, скажем так, эксклюзивно для него, потому что он был одним из первых. Во всяком случае, это то, что заметил я. О, еще поговорить. Ну, чего ты ждешь от меня? Я не планировал идти с тобой. Ну да, я знаю. И да, я не буду здесь ничего сжигать. Не волнуйся. По крайней мере, пока. Еще? Ну прошу же, оставь меня. Так, все. Больше поболтать не можем. До свидания, Марк. Получается, сейчас мне... Да уж, Джон явно сумел как-то насолить Марку. Причем это что-то личное. Раз Марк так отчаянно скрывает, что между ними произошло. Мне следует поторопиться. Кто знает, кому еще мой двойник успеет насолить.
О, во-во-во, это, кстати, очень хорошая мысль. Я как раз думал о том, что мне надо, наверное, как-то найти его. Вот только, опять же, как? Возможно, это город. Типа, мне нужно либо в Эшхолд, либо в Рудники. А еще напомню, что 3 серии подряд мы не видели Альфреда. Что там с его частью этой... Караса или весов? Такс. Альфред. О, Альфред! Да ладно! Привет! Поговорить? О, Лолошка. Ой, знаешь, а мне показалось, что ты как раз вот появился, но сразу после этого исчез. Да, привет, Альфред. Это был не я, а... кто-то другой. Угу. Значит, Джон все-таки отправился сюда. И только после этого сразу в другое место. Лолошка. Интересно, Лолошка, он ты это чего специально, застыл? чтобы Альфред Эй, заметил? Лолошка! В смысле кто-то другой? О чем ты? А, прости, Альфред. Я об одном раздражающем парне. Ты не заметил, куда он отправился? Нет. Он исчез так же, как вот, знаешь, ты исчезаешь, когда делаешь эту свою междумирскую магию. Я глазом моргнуть не успел. Даже начинаю думать, что мне это просто показалось. Но давай к важному вопросу. Ты же нашел свою часть, а? О, да, кстати. О, супер, потому что это значит, работа выполнена. Пойдем сдадим. Знаешь, Лолошка, мне повезло. Я наткнулся на нескольких гнолов, которые еще не вернулись в убежище. Надо было просто отобрать у них артефакт. Хотя, ладно, это все было не так легко, как я рассказываю. Понятно, Альфред. Слушай, а давай, может быть, соберем сначала артефакт в единое целое? Кстати, а это хорошая мысль. Давай. Так, у меня, если что, золотой карас при себе, золотой фиал при себе. И где мы будем собирать? Здесь? Так, Ой. получается, сначала собираем, потом получаем награду. Правильно? Слушай, так-то это правильная мысль, вот только в предыдущей серии, напомню, меня Инквизиция ловила. Как я в итоге в город-то зайду? Альфред, я думаю, мы можем попросить даже больше, чем обещал епископ. А давай я отдам тебе часть артефакта, и ты сам отнесешь его в город. Без меня. Во, кстати, это подходит. Эй, Альфред, слушай, как думаешь, может нам попробовать продать артефакт гнолам? Может, так мы получим даже больше? Не, мне кажется, Альфред это не тот, кто на подобное согласится. Он типа, он охотник, который четко выполняет заказы. Кажется, вот это. Давай я отдам тебе часть артефакта, и ты отнесешь сам, без меня. Эй, чего ты? Давай вместе. Получим награду и сразу поделим пополам. Просто слушай, у меня там случился небольшой конфликт с горожанами, и поэтому... Да, я понял. Можешь дальше не продолжать. Конфликты с городскими — неизбежная часть нашей жизни. Не хочешь туда соваться, и ладно. Я не стану задавать лишние вопросы. Не беспокойся, половину твою я точно отдам. Сейчас. Вот. Давай соберем безделушку. Ага, отдать? Подожди, а что насчет золотого фиала? да, Зачем вот. эта штука нужна? Знаешь, не особо впечатляет, если честно. Золото какое-то потертое, что ли, не? Ладненько. Обычные весы. О, кстати, сейчас. Вот, возьми, это твое. Чё? Что это? Добыл тебе на память. Как посвящение в охотники. Если не нужен, то выкинь. Я пойду в город, пока кардинал и епископ не разошлись по домам. Давай, бывай, Лолошка. Бывай, Альфред. Что это? Глаз гнола? О, так ты все-таки дрался. Фига ты крутой. Так, а интересно, как он сейчас зайдет? Что он будет делать? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ай, жаль, что Альфред не видел, куда делся Джон. Ну и где мне теперь его искать, а? Наивно было полагать, что после его появления станет проще. Но еще наивнее было думать, что он останется со мной надолго. О, вот оно, злой Лолошка. Блин, на самом деле, правда, типа, вроде нам нужен Джон, но при всем при этом он нужен для чего? Чтобы, наверное, рассказать про голос. Кстати, насчет золотого фиала и глаза гнола. Может быть, мне надо кому-то, держа в руке, показать его? Типа, я не знаю, там, Невору или Гимлину. Переместиться, измерение сновидений, переместиться. Здравствуйте, здравствуйте. Невер, я тебе тут кое-что принес, золотой фиал. О! Гостевой дом Гимлин 5000 спарков? Это еще что за чудо? Опять, кстати, что-то делает, но нет. При этом глаз и золотой фиал показать нельзя. Обалдеть, гостевой дом за 5000. Как же это дорого. То есть сейчас, получается, здесь есть кузница, а Гимлин живет при этом тоже на кузнице, да? Нигде. То есть, получается, у Гимлина сейчас даже дома нет. Ой-ой-ой, надо исправить. Но добывать спарки я буду не в тронном зале, не в саду, а, внимание, на рудниках. Мне сказали, что там тоже есть монстры, и они дают больше спарков. Так что да, телепортируемся.
Здравствуйте. И в итоге монстры должны быть где-то подальше от рудника. О! Монстры! Это как... Ящерица... Змея? Боже! Так, тихо, 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 погоди-ка. Сколько у тех... Ема! Сколько у нее жизней! Так, ну ладно, мне, по крайней мере, не соврали. Монстры действительно есть. И, наконец-то, я могу убивать кого-то посильнее, чем рыцари. О! Так, сколько? О, подожди. По-моему, дали больше 50, не? А если я сделаю теперь вот так вот, а? Так, тихо. Тихо, аккуратненько. Они вроде бы, кстати, медленно бьют, поэтому я могу легко уворачиваться. Ай! Ой, что это? Обалдеть. Они еще и отравляют. Я хочу это еще раз попробовать. Ну-ка. В итоге как это работает? На меня действует отравление, которое, как я понимаю, постепенно уменьшает мне хп. Или что-то делает другое, типа я не могу быстро прыгать. Или может быть у меня выносливость быстрее тратится. Но есть другой факт. Они наносят реально много урона, поэтому надо как-то избегать. И вот они, уже изи 3171 спарк. Буквально за 2 стаи. Батюшки, а это кто такие? Вы тоже это видите, да? Привет, ребят. Давайте-ка, наверное, одного кого-нибудь выцеплю. Аккуратненько. Один. Все, один. О, боже! Черт возьми, а почему ты такой быстрый? Тихо! Что? А, типа, если он меня ударит, то он, наверное, очень много сносит. Но при этом у него очень мало хп. Я могу убить его за один удар! Это же самый халявный спарки в мире! У него 10 хп всего лишь. О, привет. Крыски! Ну, с вас падает мало, поэтому даже не знаю, нужны ли вы мне. Обалдеть, какая орава монстров! Здравствуйте! Так, давай-ка, наверное, сначала вот этого сразу выцепим. Бежим! Тихо, 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 молодой! Все, я понял, это самоубийца. Ё-моё! Подожди, а он кого-то ударил, да? По-моему, он кому-то снес урон. В любом случае, проходит немного времени, 6000 спарков добыто, и снова здравствуй, гостевой дом Гимлин. Опять. Без Сейчас. Без лишних вопросов, я понял. Хорош, хорош. Ну какой красавчик. Знаешь, ты слишком часто меня о чем-то просишь. Прекращай. В смысле, прекращай? Не прекращу. А у кого еще заказывают всякие домики? Где, кстати, что-то появилось? О! Смотри, реально. То есть все-таки это просто улучшение. Я-то думал, что появится новый остров и все такое. А у нас буквально кузница. Окей, погоди, на всякий случай поболтать. Торговать, расширение. Здесь ничего нового, до свидания. Может быть, кстати, Гимлин из вот этих вот фиалов и глаза гнола будет в будущем что-то делать? Как раз, может быть, даже сейчас? Привет. Да, вот ты погляди, вот это я понимаю, вот это другое дело. Я только вскользь упомянул, а ты взял и подсуетился, гляди-ка. О, хорош парень. Спасибо. Ценю по достоинству, правда. Я могу приступить к изготовлению, так сказать, ювелирной продукции высокого класса. Ты, я вижу, уже умеешь что-то кустарно мастерить из каких-то памятных вещиц, да? Это хорошо, хорошо. Такие вещи, парень, обладают большой силой. Но я бы такое носить не стал. Мне бы стыдно было. Благо у тебя есть я. Один амулет, так и быть, сделаю бесплатно. Так сказать, в счет спасения жизни. Ну а в остальном же для работы мне будут нужны спарки. Заглядывай, как захочешь вытащить меня отсюда или приобрести украшения. Ага, вытащить тебя отсюда. Да, точно. Сразу же. Как только сделаешь все амулеты, черт возьми, теперь ты работаешь на меня. Ну, во всяком случае, у меня опять же есть золотой фиал и глаз гнола. Я могу что-то с этим сделать? А, во, да, реально. Показать золотой фиал, показать глаз гнола. Давай... фиал. Так, а ну-ка. Оу, интересная бутылочка тебе в руки-то угодила. Сейчас посмотрим. Ну-ка. Что ты умеешь? Покажи! Гимлин из Маврагофа, золотых дел мастер. Да, я думаю, из этого выйдет достаточно мощный амулет. Во, держи. Ух ты! Что это? Взять? Как уже и обещалось, денег не возьму. Но с этого момента работаю только на коммерческой основе. Да уж. Хоть это и сон, цены у меня не заоблачные, ты не переживай. У тебя единственный клиент.
Блин, на самом деле это так грустно звучит, когда у тебя действительно только один клиент. Что это в итоге? Амулет красного фиала. Амулет в виде золотой медали. На нем изображен фиал жизненной силы. Усиливает эффект от использования фиала жизненной силы. О, то есть я теперь могу восстанавливаться сильнее, да? Но все-таки погоди, у меня еще глаз гнола есть. Вот, держи. Создать амулет. 3000? Ты же сказал, цены не заоблачные, чувак. Это очень заоблачные цены. Не, ну, кстати, как раз у нас сейчас будет очень много хп благодаря фиалу, и я могу неплохо пофармить. Только фармить, как я понял, лучше всего около хижины охотников. Погнали. Снова здравствуйте. Да начнется лютая добывалка. По итогу смотрим. Сейчас у меня мало хп. Я пью один раз фиал жизненной силы и... ну, возможно, он начал восстанавливать чуть-чуть больше. Я это сейчас, честно говоря, не то чтобы ощутил. Так, короче, у меня 3000 есть. Вот, создать амулет из глаза гнола. О, заказ. Сейчас сделаем. Так, глаз. Глаз. О, око мусорщика. Стоимость 0 спарков. А, ну, я уже заплатил, купить. Все, око мусорщика, слот, амулет. Амулет, созданный из глаза гнола. Увеличивает шансы владельца найти что-то ценное. Оно скорее запутало, нежели что-то дало. Вот бы мне еще объясняли, конечно. О! Что? Какого черта? Тебе нормально? О, привет. Я тут успел продвинуть свое расследование, а ты все еще здесь. Ты нас тормозишь, красавчик? Шевелился бы? Да... И что ты узнал? То есть ты занимаешься ерундой, а я еще и рассказать тебе должен. Так, не мешайся. Да... Ты зачем это сделал? Там все равно не было ничего важного. Представляешь, я гонялся за этой книжонкой несколько дней. А в итоге самые важные страницы кто-то вырвал. А те, что не вырваны, мне не нужны. Да, но... Черт, Джон! Они могли быть полезны мне! Я же сказал, сам ищи. Ай, ладно, не смотри на меня так, хорошо. Я готов поделиться с тобой информацией. Молли говорила, что я совершенно не умею работать в команде. Ну так вот, пусть подавится. Умею я работать в команде. Скажем... Ладно, что ты знаешь про местное время? Я слышал что-то про капли и... Скифы, кажется, скифы. Ну ладно, почти. Скифосы. А еще есть карасы и киафы. На самом деле все довольно просто. Нужно лишь немножечко внимания. Так, Джон, прошу, если ты опять сейчас начнешь говорить о том, что ты тут самый умный, то мне это не интересно. Ох, какой нетерпеливый. Ладно. В этом мире нет смены дня и ночи. Но времена-то измерять как-то все равно нужно. Киаф, скифос, карас. Горшки разных размеров. Уж не знаю, кто придумал местную систему, но я был впечатлен, правда? О, великий Джон был впечатлен чем-то, что сделал кто-то другой? Не верю. О, красавчик. Ты с каких пор это сарказм полюбил? Меня, что ли, копируешь? А, ладно, это не важно, ближе к делу. Горшки эти имеют одинаковый объем во всем Археи. По ним отмеряется время. Горшки по каплям заполняются особым вязким маслом. Эти капли, как секундные стрелки на часах. С той лишь разницей, что одна капля — это 4 секунды. Ровно столько времени нужно, чтобы капля оторвалась от верхнего сосуда и упала в нижний. Так, подожди, а чему равны эти чаши в нашем мире? Ты погляди, какой невоспитанный. А что насчет похвалить меня за то, что я потратил больше суток на расчеты, а? Да. Каков молодец. Так-то лучше. Как я и сказал, капля — 4 наших секунды. Киаф — почти ровно 14 минут. Скифос — 2 часа и 3 минуты. Тут, знаешь, с небольшой погрешностью, но да, примерно так. Карас — 27 часов. С Карасом было сложнее всего. Я чуть не заснул, пока сидел и смотрел на него. Стоп, подожди, что? Ты потратил 27 часов просто считая капли? Ты после этого говоришь, что это я впустую трачу время? Именно это я и сказал. Рад, что ты не забыл, красавчик. Значит, с памятью все-таки получше стало. Да, мои прошлые проблемы с памятью проявлялись после переходов. К тому же, как мне кажется, первопричину я устранил, и поэтому... Да, я понял, слушай, мне не интересны подробности.
Но раз уж ты не забыл, то, получается, разговор перед путешествием тоже помнишь. Да? Да, помню. Молодец, а я все равно напомню. Искра — это не орган. Искра — это паразит. Просто примем это за факт, окей? Я потратил кучу времени, чтобы это узнать. Я не думаю, что подробности моих исследований тебе будут хоть как-то интересны. Или же понятны. В общем, как ты помнишь, именно твоя вселенная была источником заражения. А это место... Точнее, не это, нет, я не про твой сон, а я про Архей, где мы оказались. Место появления нулевого пациента. Пока могу сказать только то, что это как-то связано с церковью. А вот дальше... А дальше чертовы страницы вырваны. Надеюсь, вдвоем мы сможем быстрее докопаться до истины. Если, конечно, ты оправдаешь мои надежды. Но ладно, я понимаю. Не всем дано быть такими же гениями, как я. Да-да, и вот ты снова начал свое. Но смотри-ка, ты смог здесь выжить, даже обустроиться. Значит, все-таки в тебе что-то есть. Нам с тобой, Лулошка, предстоит непростая задача. И наш друг Мракограш-Траклар поможет нам в этом. Наш? Это мой друг. Тебя он ненавидит. Что? Меня? О, неужели это из-за того, что я сразу раскрыл его маленький секретик? Ха-ха-ха. Клянусь, нет ни одной расы во всех мультивселенных с более хрупким эго. Ни в одной из реальностей, кстати. Попробуй как-нибудь поболтать с ним про церковь. Но не про ерунду типа очищения, а про историю церкви. С чего все началось. Не уверен, что он что-то знает, но... Знаешь, как ты понимаешь, в городе нам пару дней лучше не появляться. Давай, иди. Я удивлен, что Джон вернулся. Как же я рад, что у него есть хоть какое-то подобие плана. Конечно, не стоит исключать, что это из-за него у нас куча проблем. Например, мы не можем прийти и напрямую узнать что-то у церкви. Но все-таки теперь, когда он здесь, мне стало... спокойнее, что ли. Но Марка пока что лучше не трогать. Нет, не надо. Я и так сегодня слишком надавил на него расспросами. Лучше навещу Альфреда. Надо узнать, что там насчет оплаты. О, да, кстати, деньги! Точно. Он же по-любому весы-то отдал. Ну-ка, быстренько. Переместиться, хижина охотника, переместиться. Да. О, Альфред, привет. Поговорим? О, Ло! Тебя же, если что, можно так называть, да? Да, Ло можно. О, супер! В общем, как я и думал, Ло, награду нам зажмотили. Но, я выбил большую часть. Сейчас, погоди. Бери. Спасибо. Так и как в итоге? Все нормально прошло? Ну, смотря что для тебя нормально. Ну, без оскорблений? О, ну тогда я отвечу, как обычно. О, кстати, мне еще другой заказ дали. Поменьше, правда. Так что я вот только тебя ждал, награду поделить. А теперь надо идти. Подожди, что? Ты прям даже без отдыха сразу идешь? Дорога-то не близкая. Надо отправляться. Еще раз спасибо за помощь, Ло. Редко встретишь здесь приятные знакомства. Надеюсь, увидимся еще. Я тоже надеюсь. Пока. Удачи тебе, Альфред. Береги себя. Ох, Альфред. Надеюсь, с ним все будет в порядке. А вообще, лучше вернуться обратно. Из-за Джона появляться в городе пока что нельзя. Надеюсь, эта шумиха скоро утихнет. А, да? Ну, ладно. Вообще, я бы немного пофармил, но у меня сейчас 3600 спарков, поэтому я могу что-то еще прокачать. Переместиться, измерение, переместиться. Эй, ребята! Так, Марк, могу в итоге поговорить? Нет, могу только купить. А что насчет Гимлина? Могу ли я заказывать у него что-то другое? Типа там он говорил про кольца... А, да. Сколько? Чего? Амулет секиры, амулет кинжала, амулет меча. Я понимаю, что мне надо. Скорее всего, амулет меча, да? Но, блин, каждый из них стоит 10 тысяч спарков, и это как-то неподъемная сумма, извините. Мне кажется, спустя кучу времени у Невера очень сильно упали цены, поэтому еще раз привет. Хочу купить у тебя бревно. Штучек так, 48. Сразу что-то меняем на доски. И да, я не забыл о том, что дом надо постепенно обустраивать. Мне прямо сейчас нужно железо. Я создаю себе ножницы. Берем немножечко шерсти. И не зная зачем, бахаем кровать. Поспать я, скорее всего, здесь вообще не смогу. Я даже не знаю, зачем здесь кровать.
Точка возрождения установлена, ну, допустим. Далее, я давным-давно хотел сделать себе шкаф и поставить его где-нибудь, вот знаете, наверху. Шкаф я хочу использовать чисто для инструментов, для каких-то супер важных предметов. Далее, специально для работы размещаем двойной сундук и туда закидываем только руду. Короче, все то, что я считаю неким материалом, который надо использовать в крафте или в печке. Та-дам! Небольшой уют. Плюс освещение, плюс поменял шкафчики. Но я на самом деле думаю, что освещение здесь в виде факелов не очень. Нужны какие-то лампы. Возможно, Каркарыч будет что-то продавать интересное, но это мы узнаем уже в будущих сериях. А на этом постепенно заканчиваем. Надо поговорить с Багряником о том, с чего зародилась церковь. Он что-то знает. И, видимо, у него как раз-таки церковь что-то отняла. Да, это тоже все в следующей серии. Ребят, прошу вас, не забудьте, пожалуйста, подписаться. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк. В нынешних условиях, когда замедление только продолжается, ребят. YouTube реально, он же только замедляется. Он становится медленнее с каждым чуть ли не днем. Но мы продолжаем на нем усердно сидеть, бороться за него, потому что YouTube наше все. И чтобы для ютуберов это не ощущалось как, ну, мы вроде бы пытаемся, но что-то как-то не получается и так далее. Прошу вас, не забывайте подписываться на тех, кого вы смотрите, и ставить им лайки. Я реально не говорю только про себя сейчас, я говорю про весь СНГ YouTube. Спасибо большое, если не пропустили мимо ушей. Ну, а если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка, новые амулеты и все еще дерзкий GDH. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока, пока. Альфред. О, батюшки. Ой, ой-ой-ой, каковы, а? Эй, Скотт, аккуратнее! Оу! Я заражен, Лолошка. О, черт. Прошу, убейте меня, пока я не воплотился. А знаешь, я напомню, искра мироходца — это не орган, это паразит. И первая вселенная, откуда пришел этот паразит, твоя, Лолошка. Да, примерно это и многое другое мы услышали от GDH в предыдущей серии. Напомню, нам настоятельно посоветовали поговорить с Багряником о том, как зародилась церковь. Ведь высока вероятность, что именно в церкви появился нулевой пациент. Что ж, сейчас поболтаем. Марк, надеюсь, ты там. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в сердце вселенной. Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в сердце вселенной, сезон, в котором мы... Больной человек, получается. Ладно, если серьезно, искра — это паразит. Фраза Джона, которая заставляет действительно задуматься, а кто же такие мироходцы? Телепортация, сила, регенерация, замедленное старение — все это искра. Но как она зародилась? Нам это еще предстоит выяснить, узнать и понять. Напомню, Джон сказал, нулевой пациент появился из твоей вселенной, Лолошка. А причастна к зарождению этого пациента — церковь. Это не его догадки, если что, это буквально написано в книге, в которой, как он сказал, вырваны важные страницы. Что это за книга-то? Так, ладно, наверное, прямо сейчас самое главное, что мне нужно сделать, это аккуратно поговорить с Джон сказал мне узнать у Марка про церковь. Черт. Надо было сказать Джону, что если Марк живет в моем сне, это еще не означает, что мы с ним друзья. Не уверен даже, были ли у нас разговоры с Марком, когда он не зажигал свои огни на ладошках. Да, ладно. Все равно попробую его расспросить. Выбора-то особо нет. О, так, ну да, я буквально об этом и говорил. Эй, Марк, привет. А мне бы поболтать с тобой, поговорить. Сейчас. Чего тебе? Решил продолжать действовать мне на нервы? На нервы действовал тебе не я, а Джон. Ты тоже. Угу. Чем? Да, например, тем, что как раз пустил сюда своего этого двойника, который действует мне на нервы. Эй, Марк, успокойся. Прошу, не забывай, что это все-таки мой сон. И это я приглашаю сюда кого захочу. Конечно, так я и подумал. А теперь проваливай отсюда.
Да, не самое лучшее начало диалога, Блинский. Ты знаешь, с чего началась история церкви? Вот это, по сути, то, что мне надо, но я понимаю, что он не ответит. Ну, то есть, это очевидно. Эй, Марк, можешь рассказать мне про церковь? Может быть, я тоже смогу к ней проникнуться, так же, как и ты, а? Так, ладно, Марк, я, наверное, зайду как-нибудь попозже, когда ты будешь добрее. Вот, наверное, вот это самый такой нейтральный, да? Типа, просто расскажи мне про церковь. Что? Ты думаешь, я полный идиот? Вы все здесь презираете церковь! Вы презираете ее догмы! Даже Гимлин, единственный из вас, кто достоин хоть какого-то уважения. Я слышал, что говорил про церковь твой двойник. Ты наверняка думаешь так же. Не удивлюсь, если вы задумали что-то против церкви. Я не собираюсь помогать вам злоумышлять против божественного. Да, но, Марк, Нет, я не стану ничего слушать. А теперь можешь проваливать. Что ж, это не просто плохое начало, это отвратительный конец. Но, как я понял, Марк уважает Гимлина. Может быть, как-то через Гимлина попробовать? Эй, привет. А, не могу поговорить, да? Так, амулет меча, кинжала, секиры, тут ничего не поменялось. Извини, таких денег у меня нет. Пойду, наверное, попробую поговорить с Невером. Здорово, Каркарыч. Может быть, ты как-то поможешь поговорить? Да, не пугай меня так, Ророшка. Я же мог упасть. Хотя, может быть, это было бы и к лучшему. Ой, Невер, не драматизируй, у тебя есть крылья. Ты бы взлетел. Что? Чего хотел? Ты принес мне спарки, да? А почему ты так подумал? Не вижу других причин разговаривать со мной. Нет, Невер, я на самом деле хотел спросить, может быть, у тебя есть идеи, как разговорить Марка? Кар? Ты думаешь, я знаю? Он же больной фанатик. Да, но ты же все-таки провел с ним больше времени, чем я. Вы же постоянно тут вместе и все. И, конечно же, из-за этого мы стали лучшими подружками, да? Ну, Нет, это не так. Я лучше уставлюсь в пустую книгу, чем заговорю с фанатиком церкви. Да, понятно, Невер. У тебя, получается, вообще нет идей? Ну, что там любит их раса? Насилие? Брось его в пасть какому-нибудь чудовищу. Он либо выиграет бой и поблагодарит тебя, либо умрет, и тебя поблагодарю я. Невер, да, спасибо за идею, это очень помогло. Спроси Гимлина, у него наверняка есть идеи получше. Я не знаю. Ага. Слушайте, реально, бедная птица. Меня на самом деле так зацепило вот это. Ты принес мне спарки? Почему ты так подумал? Не вижу других причин разговаривать со мной. На самом деле, если так подумать, то мы действительно к Неверу обращаемся только тогда, когда нам нужно что-то либо построить, либо купить. И все. Блин, слушай, мне тебя правда очень жалко стало. Не знаю, что я могу. Да только торговать и могу, реально. Прости. Ладно, в любом случае, Невер дал хорошую подсказку поговорить с Гимлином. Напомню, Марк и Гимлин как будто бы, ну, хорошо общаются. Марк уважает Гимлина как минимум. Так что давай, поговорить. Да? О, здорово, парень. Никогда в жизни еще не спал так спокойно, как здесь. До сих пор в башку свою не могу уложить, что живу теперь во сне. Это ж как так-то? Я могу, получается, и спать здесь, и бодрствовать, да? Мне Марк пытался объяснить, но то ли он сам не до конца понимает, то ли я слишком глупый, чтобы хоть что-то в этой жизни понимать. Да, привет, Гимлин. Слушай, а вы с Марком, я смотрю, сдружились? Сдружились? Не, парень, это вряд ли. Я бы такого сильного слова не использовал. Он, конечно, интересный парень. Я еще, знаешь, даже никогда не встречал никого столь же увлеченного, что ли. Слушай, понимаешь, для меня мое дело — это смысл жизни. Это то, что дает мне сил просыпаться и жить в этом ужасном мерзком мире. Ну, то есть, когда я еще жил в нем. Да. Мы, дворфы-то, не сильно жестокие и склонны осуждать, как люди. Ой. Но мне все равно приходилось несладко. Особенно в детстве. Все дети мастерили себе каменные кирки, деревянные мечи. А я зачищал кварц и делал из него колечки маме и сестренке. Тут ты, блин. Всегда хотел этим заниматься. Это потом уже наши-то смекнули. Мои амулеты — это не просто какие-то побрякушки. Чтобы такие штуки делать, это надо много опыта иметь, много знаний. Это надо материал чувствовать, смекаешь? Вижу, что если и смекаешь, то не очень-то воодушевлен. А вот Марк, ты погляди на нашу связь, он меня понимает.
Он готов часами рассказывать про свои клинки и часики. Что? Какие еще часики? Да, в плане, а ты что, не знаешь, что ли? Марк, он помешан на разных часовых механизмах. Он мне рассказывал, что в других мирах время, оно совсем другое. Что у вас есть там какое-то специальное время, когда вы спите, и в это время там темно везде. А еще есть время, когда не спите. Ну, это, может, я чего-то там и неправильно понял, но... В общем, он мне показывал разные приспособления, которые как бы разное время считают, вот. У него есть круглая такая штука, на ней, прикинь, стрелки, и они крутятся. Она такая малюсенькая, такая тонкая работа. Золотая штучка, красивая. А мне еще другую показывал, там песок в стекле. Там оправа у них такая витиеватая, из серебра, изящная, какая тонкая. Но знаешь, что меня рассмешило? Что же? У него столько всяких разных приблуд, а нашинских часов-то у него так и нет. Ни на Скифос, ни на Карас, да даже на Киав нет. Я ему, в общем, сказал об этом, а он так обиделся, разозлился даже. Не пойду я к нему сегодня лучше, а то он еще мою бородку-то роскошную спалит. Обалдеть. Гимлин, большое тебе спасибо. Да? За что это спасибо, чудак? Да за беседу приятную. Ну, ладно. О, да, вот оно, вот оно! Я могу подарить Марку местный аналог часов. Только, наверное, обычные не подойдут. Судя по описаниям Гимлина, Марк настоящий ценитель. Задание «Часы для ценителя» обновлено. Что? Найти Альфреда? Да, чтобы подлизаться к Марку и выведать у него, что он знает про историю церкви, я решил сделать ему местные часы. Да, я, конечно, молодец, классное решение, да вот только осталось понять, как реализовать это решение. Наверное, надо спросить Альфреда. Он больше всех знает про этот мир и где здесь можно найти часы. А, вот! Найти Альфреда поэтому, понял. Также у нас все еще есть задание найти кого-то, не знаю кого. Так, ладно, never. Может быть, еще поговорим? Нет, только торговать, понятно. Короче, нам нужен Альфред. Переместиться, хижина охот... О, Эшхолд, закрыто. То есть это, наверное, потому что мне нельзя там появляться. Хижина охотников, переместиться. Итак, Альфред. О, на месте. Только как будто с кем-то разговаривает. Да, реально. Будем иметь в виду... Эй, привет. Лолошка, привет! Представляешь, я шел на задание, как мне навстречу вышел Скотт. Здравствуйте, Скотт. Оказалось, Скотт прикончил ту тварь, за которой я направлялся. Да, так и было. Только я все еще не понимаю, ты-то чему радуешься, Альфред? Я с тобой деньгами делиться не собираюсь. Да, это не важно. Я недавно сорвал неплохой куш на задании епископа. Меня сейчас спарки не сильно интересуют. Да, Альфред, спарки нужны всегда. Если, конечно, не хочешь питаться зараженным мясом. Ну, не знаю. Мне многого не надо. Ту, Альфред, я не понимаю, зачем ты пошел в этот цех, если у тебя даже долгов нет? Ладно, смена караула должна была уже закончиться. Я в город. И тебе всего хорошего, Скотт. Да, в охотники от хорошей жизни не идут. Это правда. Да вот зачем о плохом-то говорить, да? Давай о хорошем. Раз у меня задание отменилось, я решил, что позволю себе немного отдохнуть. Хочешь составить компанию? Фига. Слушай, а я как раз спросить хотел. Поможешь мне найти часы для друга? Только желательно красивые, необычные. Я бы с радостью, Альфред, но у меня есть мое задание, так что, может быть, попозже. Давай, а что делать будем? Слушай, а поможешь найти часы? Ого. А я хотел предложить тебе пойти на болото, стрелять по гигантским мухам. Твой вариант нравится мне гораздо больше. Вообще, знаешь, все часы в Архее стандартизированы и сделаны из одного материала. Ну, для точности. Но я слышал... Хотя... Нет, это вряд ли подходящий вариант. Да, я думаю, знаешь, лучше купить обычные часы и покрыть их известью. Получится необычный цвет. Стоп, Альфред, ты начал говорить про какой-то другой вариант. Какой это вариант? Да брось, слушай. Блин, зря я вообще об этом заговорил. Альфред, прошу тебя. Ладно. Помнишь разрушенный фонтан в городе? Да, помню. Ну так вот, считается, что он был построен по образу очень конкретных часов. Якобы один очень богатый дворф когда-то очень давно хотел показать всем, что в мире можно видеть прекрасное даже в обыденных вещах. Он хотел показать, что даже такая вещь, как часы, которая есть абсолютно у всех,
и абсолютно у всех она одинаковая, может быть красивой. Он заказал у дворфов с ближайших рудников часы из золота и драгоценных камней, представляешь? Всего было сделано 6 экземпляров. Для людей, для дворфов, для гнолов, для птиц, для орков и для эльфов. Да, это история времен до истребления эльфов. В общем, раздарил этот дворф всем по экземпляру, а над ним все посмеялись. Людской экземпляр хранится где-то в церковных архивах, тебе, если что, туда никогда не попасть. Дворфийский, говорят, был затерян где-то в рудниках. Когда дворфы забросили свои шахты, церковь пару раз отправляла туда отряды на поиски. Видимо, тогдашнему кардиналу очень хотелось себе личную дорогую безделушку. Ни один отряд не вернулся. Все сгинули в лабиринте переходов или стали обедом монстров. Гнолы, кстати, они передрались и в процессе драки сломали хрупкие золотые опоры. Наверняка поломанные чаши до сих пор валяются где-нибудь на одной из свалок. Что насчет орков, кстати, про них я вообще ничего не знаю, как и про птиц. А вот эльфийский экземпляр, он сгинул вместе с самими эльфами и вообще всем, что с ними связано. Чего ты продолжаешь на меня так воодушевленно смотреть, а? Я же только что объяснил, что ни один из этих экземпляров недосягаем. Недосягаем, говоришь? Так, получается, у гнолов поломался, эльфийский пропал, про орков неизвестно, про кого там, про птиц тоже неизвестно. Остается только людской в архивах и рудники у дворфов. Опа, рудники. Сейчас тут по-любому есть вариант про это, да? Во! Который хранится в рудниках у дворфов. Если мы найдем сломанные часы у гнолов, мы можем их починить. О, кстати, тут есть даже такие варианты, прикольно. А что если мы сделаем такие часы сами? Пусть на это уйдет куча времени, зато сами. Мы проберемся в людские архивы и выкрадем часы. Ну, на самом деле рудники как будто это самое досягаемое, поэтому, да, давай рудники. Но, Лолошка, да ты что, сумасшедший? Да нас банально дворфы не пустят на свои территории. Альфред, я уже был там. Но, чего? Когда ты успел? Да мне пришлось подружиться с ними, чтобы они провели меня через рудники к гнолам. Обалдеть, Лолошка, ты поразительный человек. Но, прости, тут без меня. Я тебя только тормозить буду. До рудников 2 караса пешком. Если на лошади, то быстрее, конечно. Но в рудниках там же узкие проходы, низкие потолки и... Эй, тихо, Альфред, успокойся. Все хорошо. Я пойду один, ладно, ничего страшного. Сейчас ты мне как минимум очень помог тем, что рассказал про часы. Спасибо. Ладно, береги себя, Лолошка. Мне никого нет, кроме тебя. Ух ты. Вау, вот это какая внезапная фраза. Ой, стоп, я не могу зайти? А, не могу. Поговорим? Нет, все, поговорить не могу. На всякий случай, тут что-то новенькое появилось. Какие-нибудь бочки, сундуки, что-то, что открывается. И я так понимаю, то, что вот это, кстати, тот самый глиняный кувшин, по которому считают время. Как мы уже поняли, такой есть у всех. Но нам сейчас явно не это надо. Нам нужны какие-то другие часы. Ну, давай попробуем. Я просто не совсем понимаю, куда там надо идти. Типа, в глубины шахт. Шахтерский предел. Переместиться. О, здравствуйте, как давно меня здесь не было. Так, дворфы... О, дворфы есть, что-то делают. О, поговорить, что? Здравствуйте. Эй, приятель, тебе помощь нужна? Чего? Вообще-то я женщина! Хамло! Простите. Ой, фига. Вау! Кстати, я вообще не задумывался об этом. Дворф женщина, это правда интересно. Так, приветствую, с кем-то еще, может быть, поговорить. О! Ну-ка с дороги, а то придавлю сейчас. Чел спит. Пусть спит, ладно. О, здрасте. Да, отстраивать тут, конечно, еще и отстраивать. У Брора 7-й детенок на подходе, а жить приходится с дырой в стене. Это-то мы уже больше половины залатали. Эти тварюги каждый раз разрушают наши дома. Сил моих уже нет. Тьфу ты, блин. Так вы тут живете все-таки? Я думал, это чисто место для того, чтобы работать. Нет, серьезно, мне казалось это место каким-то промышленным. Типа здесь добывается и все, но не живется. Ну хотя, с другой стороны, как можно работать и не жить, да? Так, здесь никого, до свидания. Кстати, а ведь это Вален. Ох, это же мой любимый долгорослик. Честно говоря, единственный долгорослик, который не вызывает у меня
Отвращение. По делу? Или просто проведать заскочил? Еще раз привет, Вален. Вот это внезапно. Я, оказывается, еще и любимый долгорослик. Приятно. Так, хотел узнать у тебя про особые древние золотые часы, которые богатый дворф поручил сделать. Да просто проведать решил. Уж больно я к вам привязался. Может быть, помощь нужна какая-нибудь? Да вот, захотелось погулять по вашим шахтам. Полюбоваться их великолепием. Наверное, про древние часы. А, понял. Ты про часы Пиппина, да? О, тот еще дуралей был. Говорят, это его ерундовина до сих пор где-то в наших шахтах валяется. Ну а если и валяется, то в той части рудников, куда мы не наведываемся. Угу, то есть вы хотите сказать, что если я найду эти часы, могу забрать их себе? Ну, удачи в поисках, долгорослик. Я тебе даже дорогу укажу. В той части стены поосыпались. Пройти почти невозможно. Везде провалы. Добывать там уже почти нечего, мы туда поэтому-то и не суемся. И на твоем месте я бы тоже поступил так же. Не хотелось бы, чтобы единственный неплохой долгорослик покинул этот свет. Да, я понял, хорошо. А все-таки, Вален, могу я забрать часы, если найду их? О, это что, еще одно мероприятие, где ты не отступишься, чтобы тебе не говорили, да? Ладно уж, как хочешь. Странные, конечно, у тебя интересы. Нам эта ерундовина все равно ни к чему. Практической пользы-то от нее мало. Пойдем. Покажу тебе, где начинается заброшенная часть шахты. О, спасибо. Блин, нравится мне этот Вален. Реально крутой дворф. Он же у нас что-то типа главный здесь, да? Так. А, все, ты мне прям сразу показал и ушел. Так, это у нас прям тут. Прикольно. Я впервые могу попасть в эти шахты. Сундучки, может быть, какие-то открываются. О, можно открыть. Золото! Ема! Ладно, хорошие сундуки, хорошая шахта. Может быть, какой-то еще взаимодействие. Ага. Рудная медь, кусочек серебра, куча паутины. И все-таки, это явно не глубины шахты, а мне четко намекнули, что не суются куда-то туда, глубоко-глубоко. О, пока нет монстров, в целом побираемся. А еще, как я понимаю, здесь можно куда угодно пойти. Могу прямо, могу, например, вот сюда. Так, сейчас... Аккуратно. Главное не забывать паркур. Ой. Батюшки. Это еще что такое? Так, сейчас, погоди. Нормально? Эта штука двигается! Стоп! Тихо, не двигаться. Давай, прыгай! Хорош. О, косточки, паутинка, не знаю зачем, уже 40 штуковин, даже многовато, рудная медь. А вот железо — это имба. Так, прыгаем. Тихо. Нет, я не умру из-за того, что упал. Ой, там явно что-то интересное, если я туда допрыгну. Вот только как это сделать? Может быть, по вот этой лиане, кстати, можно забраться? Давай-ка. Нет. Так, а если я хочу выбраться? Мне вот здесь, да? Аккуратненько. Да, вроде бы получается. И мы в итоге вернулись ко входу. Блин. Мне явно не сюда, мне нужно куда-то глубже. Ух ты, нифига. Хлебушек, сырая свинина. Это все для червячка. Так и мы здесь, оказывается, походу пройти не можем. Или можем? Да, можем. Так, аккуратно. Вот там я вижу какой-то сундук, прям далеко-далеко. Но я же понимаю, что он очень-очень драгоценный. Но пробраться туда — это целая задача. Ой, ема. Так. Попробую туда, ладно. Ой! Что? Это что было? Меня просто что-то запульнуло. Что это? Так, это не подобрать. Бочка с золотом. Еще больше паутины, косточки. А здесь рычаг. Так. Что ты делаешь, рычаг? Ой! Что-то использовалось. Сундук, кости, паутина. Еще железо, хорошо. Ну, давай, наверное, в эту сторону попробуем. О, здрасте. Как до туда допрыгнуть? Как это делается? Понял, паркуром. Редстоуновая пыль, ух ты! Имба! Здесь дальше можно просто забраться. Ну да, паркуром надо пользоваться. На самом деле паркур — это прям спасение человеческое. Здесь, получается, надо как-то... Аккуратненько. Тихо. Так, дальше. Куда дальше? Не понимаю, куда дальше. Вот сюда. Тихо. Хорошо. Как же мне нравится этот паркур. Что это такое? Черт возьми, я обосрался. Обалдеть. Ты что такое? Тихо. Да ё-моё.
Ладно, просто бьем. Я не знаю, сколько этой штуки надо снести, но как будто бы она неубиваемая. Нет, 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 я умираю от отравления. Эта штука заполнилась. Тихо, 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 Лолошка, не умирать. Не умирать, не умирать. Ты слишком быстро тратишь хп. Ладно, честно говоря, я пришел к мнению, что нельзя их убить, поэтому лучше всего просто обойти. Тихо, аккуратненько. Да, мне скорее всего туда. Сейчас мы подождем, пока здесь пройдет яд, и мы тупо пробежим. Их скорее всего невозможно убить. Возможно, у них даже бесконечное количество хп. Так, вот, аккуратненько проходим. Ай, нет, отравление! Бога ради, за что? Черт, я же сейчас просто умру на ровном месте. Куда я прибежал? Что это за место? Блин, ну да, шахты прям очень круто сделаны. Они реализованы нелинейно. Мне такое нравится. Типа, когда ты идешь и не знаешь куда. Сделано-то это действительно прикольно, но я, походу, от яда умру. Да, походу, нам придется с вами, ребят, через несколько секунд того. Если я реально умру от яда, то я, наверное, появлюсь где-то в начале шахт. Во всяком случае, я теперь знаю, куда мне бежать. И да, мы действительно в начале шахт. О, господи. Ну, прикольно, прикольно сделали. Не наврали, что здесь есть какие-то чудища, и дворфы туда не суются. И здесь... О! Рычаг! Смотри-ка! Я понял. Надо нажать на рычаг столько, сколько свечек горит, да? Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Открылось что-то или нет, неизвестно. Но, кстати, я вижу еще один рычаг. И сейчас надо до него как-то допрыгнуть. Ай! Хорошо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну-ка. О! Сюда. Что это за локация? Лазурит даже нашел. Обалдеть. Слушайте, я стану скоро прям супер богачом. Только я понимаю, что это все не то. Это все не сюжетное. Это так, дополнительное. О! Йоу! А вот это уже интересно. Что? Сверкающие глубины переместиться. А, ты посмотри, реально появилось сверкающие глубины. Еще какие-то сверкающие шахты. Тут все еще есть бочки всякие, все еще всякая паутинка. Конечно, мы это обязательно берем, но я понимаю, что да. Я иду явно в правильном направлении. Я особенно буду понимать, что я иду в правильном направлении, если будут какие-то монстры. Потому что только благодаря монстры. Так вот, мне просто говорили, что монстры есть, и походу вот оно. Привет, ребятки. Че вы тут интересно охраняете? Уголек, немного палок. Ну, я, конечно, это обязательно все еще заберу. Но вы же что-то явно охраняли интересное. О! О нет, о нет, о нет, о нет, о нет, о нет, о нет. О нет, только не ты, только не ты. Черт возьми, ну ты же сейчас просто взорвешься, да? Так, тихо, тихо. Давай, взрывайся здесь. Господи, я уже, честно говоря, даже и забыл, куда я шел. Благо, здесь путеводный скин есть. Жесть, тут еще дальше какие-то шахты. Череп какого-то... существа. Привет. Что здесь у нас? Так, ладно, давай-ка, наверное, сюда. Ух. Бам! Ё-моё, черт возьми! Это что за двор? Все, я понял. Помните, нам говорили о том, что там теряются люди и дворфы. Вот оно, походу, это то самое место. Привет, чувак, аккуратненько. Ха-ха-ха. Зараженный дворф-зомби. Это что-то новенькое. Ну да, видимо, нам сюда. О, сколько с них дропается! Обалдеть, у меня уже 4000. Ну а мы все еще продолжаем идти дальше. Что? Что? Это... Золотые часы? Это золотые, мать его, часы? Вы хотите сказать, что я нашел? Ребята, что вы... Подожди, сейчас я специально даже посмотрю. 48 чертовых минут я пробегал по этой шахте. Батюшки! Золотые часы! Ну чё, как, берем, получается? Боже, невероятно! Я действительно смог найти их. Уверен, Марк будет в восторге. Но сначала я покажу их Альфреду. Вот он удивится, что я действительно справился.
Чувак, я сейчас сам в шоке, что наконец-то справился. Я даже не знаю, где я. Я не знаю, эти шахты, они огромные. Тут просто настолько много переходов. Я прошел 1000 тысяч километров. Я натыкался на одни и те же пути. Мне кажется, я даже вот в этой двери еще не был. Куда бы я ни пошел, я всегда натыкаюсь на что-то новое. Вот, еще один путеводный скин даже. Так, сейчас, погоди-ка, вот здесь меня точно не было. Ой, что... Золотые часы не пропадать. Вот что это за территория? Вот тут я тоже первый раз. Рычаги, кстати. Погоди. О, ух ты! Осколок аметиста. Слушай, мне кажется, на будущее пригодится, поэтому берем. Только некуда положить уже. И знаете, у меня складывается ощущение, что можно что-то с рычагами поделать. Ну ладно, у меня уже золотые часы есть, пойдем-ка отсюда. Я провел здесь почти целый час реального времени. Подустал, честно говоря. Перемещаемся к хижине охотников. Альфред, смотри, какая годнота у меня. Золотые часы. Я потратил на... Альфред? Ты где? Так, исчез куда-то. Понятно. Альфред... О! Батюшки! Я увидел там огромного медведя. Так, тихо, тихо, тихо. Ой, хорош. Ой-ой-ой, каковы, а? Какая добротная анимация, блин. Кайфую. Эй, Скотт, аккуратнее! Оу! Альфред, идиот, зачем ты это сделал? Оно задело тебя? Покажи, Альфред. Блин. Альфред, не молчи. Говори, что делать, ты же лекарь. Ты знаешь, как можно помочь? Ну почему ты молчишь? Где твоя сумка с травами? Что нужно сделать? Скотт, прошу тебя, помолчи. Уже поздно. Лолошка, ты нашел часы? В смысле, я не понял, Альфред? Держись, ё-моё! Тебе как помочь-то? Ты не понял. Я заражен, Лолошка. Прошу, убейте меня, пока я не воплотился. О, не-не-не-не-не-не-не-не! Черт. Эй, Скотт, Альфред, должно же быть что-то, что может остановить заражение. Мы все об этом мечтаем, Ло. Но наш мир несправедлив. О, черт. Прошу, я хочу, чтобы это был ты, Лолошка. Чтобы ты избавил меня от вечного голода. Я не хочу... не хочу становиться одним из монстров. Бляха-муха, у него реально растет кристалл. Скотт. Эй, Лолошка, быстро переноси его в сон, прямо сейчас. Ну уже чего ты стоишь, действуй! Перенести Альфреда в сон. Я даже думаю, я даже читать другое не буду. Там было убить, я увидел мельком. Там было убить. Обалдеть. Ждешь, ты как всегда вовремя. Так, сразу туда. Рожка, это что такое? Ты притащил сюда охотника? Зараженного охотника! Так, успокойся, Невер, прошу тебя. Да, привет. Брось, Невер, смотри внимательнее. Я и так прекрасно вижу, что он заражен. Да, но я... Никаких но. Надо его прикончить, пока не воплотился. Да заткнись ты. Ты что, еще не понял? Он давно должен был воплотиться, но... Стоп. И то верно. Эй, какого черта? Что у вас здесь происходит? Это что, богохульник? Ты привел сюда охотника, когда я ясно сказал тебе не делать этого? Марк, Я лично прикончу этого мерзкого мальчишку, а потом возьмусь за тебя. Успокойся, Марк! Этот мерзкий мальчишка рассказал мне, где найти для тебя вот это! Вот это, кстати. Отдать золотые часы. Это же... Именно, Марк. Ого, вот это да! Какая драма! А теперь давайте, пожалуйста, все, кто не я и не другой я, и не охотник. Отсюда удалимся. Мне нужно пространство, чтобы разобраться с вашим новым соседом. Давайте, кыш отсюда. Разойтись! Кто это? Тихо. Мой добрый клон обязательно потом вам все расскажет. Но не сейчас, прошу, не мешайте. GDH просто всех усмеет. Да, так, лихорадка спадает. Рад, что моя теория подтвердилась. Что? Твоя теория? Да, моя теория.
Слышал все эти идиотские поверья, что сон лечит. Я давно подозревал, что сонный мир действительно обладает особыми свойствами. Просто никто не оказывался в нем именно материально. Так. Твой дружок, видимо, живой, но без сознания. А судя по тому, что кристалл не пропадает, процесс заражения хоть и остановился, но не обратился назад. То есть это означает, что он придет в себя? Да откуда же я знаю? Я сам впервые с этим сталкиваюсь, как и ты. Ладно. Джон, а как ты нашел меня? Ну, вот это, кстати, случайность. Так что тебе очень сильно повезло. Ох, лолошка, лолошка. Подкупить Мракограш-Траклара часами было хорошей идеей. Молодец. Расскажешь потом, как что-нибудь выяснишь. Ага. Я пошел. Пока-пока. Стой, подожди, а что с Альфредом-то делать? Ну, не знаю. Если он тебе дорог, смастери ему домик хотя бы. Пусть отдохнет парень. Может, ему станет лучше, и он придет даже в себя? Да и знаешь, как-то приятнее будет не видеть здесь полудохлого юнца при каждом появлении. Давай, удачи. Балдеть! Мне действительно повезло, что Джон оказался рядом. Альфред, надеюсь, нам удастся тебя вылечить. Задание развоплощения обновлено. Это просто вау! За пару минут произошло то, чего я вообще не мог ожидать. Альфред появился в сонном измерении, и мы впервые увидели, как действует заражение. Ну, то есть, очищение. Пожалуйста, давай только с тобой все будет хорошо. Пипец! Я больше всего в шоке с того, что был выбор. Я вот реально в шоке, что там было убить Альфреда. Но, знаете, у меня ощущение, что он бы в любом случае не умер. Знаете почему? Скорее всего, меня бы оттолкнул Джон и сам бы телепортировал меня и Альфреда сюда. Мне почему-то кажется, что Альфред не мог умереть. Но столько событий на квадратный сантиметр, это вау! Фу ты, блин, как же я сейчас испугался за себя, за Марка, за этот остров, когда Марк начал буянить. И самое главное, за Альфреда, который, ну, вроде живой. Так, слушай, Марк, мы в итоге можем с тобой поговорить-то? Часы у тебя? Блин, не можем. Ой, это шок, блин, это самая невероятная концовка у серии, потому что да, на этом я буду постепенно заканчивать. Альфред, который не мироходец, точно так же, как и Гимлин, теперь не сможет отсюда выбраться. И ему даже и не надо выбираться. Походу, сон останавливает заражение. Что будет дальше? Узнаем дальше. А на этом, пожалуйста, не забудьте подписаться, не забудьте поставить лайк, ведь вы же досмотрели до конца, следовательно, можно и лайк влепить, потому что вы смотрите до конца. По-моему, звучит логично. Ну а если серьезно, то ваша поддержка — это сейчас самое ценное, что есть во времена замедленного ютуба. Спасибо большое. Ну а если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и спасенный Альфред. Всем удачи, всем пока. Пока. Какого черта, Лолошка? Эй, опа-на. А это еще кто? Знакомься, Джон, алхимик Беренгарий. Он тоже будет жить здесь. Беренгарий, значит, да? И что же ты умеешь, Беренгарий? Всю свою жизнь я потратил на изучение искусства алхимии. Итак, запоминаем. Заражение. Стоп. Именно эта фраза сонного измерения. Отныне и навсегда. Исходя из заражения Альфреда в предыдущей серии, мы понимаем, зараза не увеличивается во сне. Не увеличивается, но и... да... не лечится. Это поистине интересное открытие, но напомню, еще прямо сейчас нам нужно поговорить с Багряником о том, как все-таки была создана церковь. Ведь именно церковь как-то связана с заражением и нулевым пациентом. Кто этот нулевой пациент, а? Короче, Багряник, действительно надо поговорить. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в сердце вселенной. Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в сердце вселенной. Сезон, в котором мы создали сверхкомфортное безопасное общежитие. Общежитие без болезней, церкви и монстров. Самое главное здесь, конечно, то, что, оказывается, во сне не распространяется очищение, или по-другому заражение. Это действительно первый раз за всю историю, когда я без сарказма могу сказать одно. Спасибо, GDH. Если бы Джон не сказал телепортировать зараженного Альфреда в сон, мы бы никогда не узнали о том, что, оказывается, сон умеет
замедлять заражение, а еще Альфреду был бы уже капут. Напомню, Джон уже второй раз сказал мне, чтобы я расспросил Багряника о том, как создана церковь. Мы Марку, этому Багрянику, в предыдущей серии крутые часики подарили, поэтому, может быть, сегодня он будет не таким нервным. Че думаешь? Кстати, кушать хочешь? Сейчас, погоди. Так, вот. Слушай. О, кстати, супер новости. Благодаря предыдущей серии, дамы и господа, у нас впервые полностью заполнился инвентарь. О, это что такое? О, батюшки! Нет! Етить, колотить, это что такое? Я попрошу прощения, но у меня немножко дар речи потерян. Я думал, что серия немножко... О, ложка! Господи, это так необычно. Короче, у меня видение этой серии немножко другое было. Типа, я сейчас должен пойти поболтать с Багряником. Ну вот я GDH. Пипец. Так, подожди, а что это? Наруч пустотного мага. Требование интеллект 15. Ого, 15? Подожди, а что у тебя? Ладно, это сильно. Уровень 100, живучесть 30, 30, 30, 30, интеллект 50. Жесть. Это все еще разрыв шаблона. Блин, ну что вот это такое? Мне до сих пор непонятно, что это. Кружочек с какими-то маленькими кружочками. Так, ладно. О, Альфред. Ну, наверное, сначала мне нужна ложка, да? Потому что... Как же хорошо, что Лолошка вчера не задавал лишние вопросы. Я ведь и сам не знаю, что потянуло меня к этой проклятой хижине охотников. Главное, чтобы это не оказалось то, что я думаю. Мне нужна чертова информация. Надо бы навести черный рынок в городе. Посмотреть, может быть, там будет что-то, что поможет мне разобраться. Ненавижу чего-то не знать. Задание «Черный рынок» обновлено. Стой, Лолошка! Эй, Лолошка, ты куда? Я это ты. Ой, да неужели он реально пошел копаться в своих грядках? А потом он злится, что я не хочу посвящать никого в свои планы. Ну так а смысл? Все равно никто не делает того, что я от них требую. Блин, я ведь самое главное даже не могу сказать, какой же GDH чертила, потому что я, понимаете, в какой-то степени я сейчас проецирую это на себя. Я управляю GDH-ем. Ладно, может быть, я все-таки могу как-то поболтать с Лолошкой, не? Эй, привет, я. Как тебе... Я никогда так не сделаю, я никогда не буду смотреть 1000 лет на эту пшеницу. Я скорее упаду в пропасть. Ну, кстати, поговорить. Чего тебе? Ой, как же грубо, а? А что насчет поздороваться? Ты рвешь хрупкие струны моей души. Ой, да, хорошо, я понял. Привет, Джон. Лучше? Не очень, но... Ладно, пойдет. Угу, да. Так что ты хотел-то в итоге? Да вот, решил узнать, на что ты собираешься тратить свое время. Ты серьезно сейчас занимаешься какими-то грядками? У тебя что, занятия полезнее не нашлось? Знаешь ли, вообще-то я хочу посадить какие-нибудь лечебные травы для Альфреда. О, это же даже звучит глупо. Ты ничего не смыслишь в медицине. Джон, состояние Альфреда стабилизировалось, но я не могу быть до конца уверен. Я решил просто задержаться и проследить. Бла-бла-бла. Лолошка, ты сейчас забываешь о нашей миссии. Я ничего не забываю. Ну скажи мне, почему Альфредом не могут заняться, например, какие-нибудь твои друзья? Они все равно здесь заперты. Я сомневаюсь, что им это хоть как-то интересно. Марк ненавидит охотников, Гимлин не в восторге от долгоросликов, а Невер, он вообще никого не любит. Ну так и что это значит? Самое время подыскать твоему зараженному другу сиделку. А ведь, возможно, ты прав. Займусь этим, но попозже. Сейчас я слишком нервничаю, чтобы оставлять его. Да, за собой бы так следил, как за остальными. Да-да, Джон, без тебя разберусь. Блин, это такой необычный диалог, правда. Ложка, еще поговорим? Эй, Джон, пожалуйста, только не топчи мне здесь ничего. Если хочешь присоединиться, то так и скажи. А еще, Джон, с Альфредом же все хорошо будет, да? Да, Лолошка, конечно. Поболтать мы в итоге больше не можем, и... Получается, все. Пока, Лолошка. У меня вообще диссонансище от этой серии, серьезно. Давай, наверное, попробуем за GDH поговорить с кем-то другим. Например, Невером. Не-не-не, стоп, давайте с Альфредом. Ух ты. Ну, во всяком случае, дышит парень. Кристалл никуда не исчезает. Ладно. Невер. Точнее, эй, Невер, птица, птичка. А ну-ка, давай поболтаем. Читай что-то. Ну-ка.
торговать можно, ого. Да, кстати, у Джона тоже есть спарки, но у Лолошки, я точно помню, было 4000 спарков, а у Джона 2000. То есть, получается, баланс здесь разный, и, возможно, я буду играть за Джона не один раз. О, ладно, птица, здорово. Опять. Еще один юродивый. Ой, да что ж такое? Вы все здесь такие грубые? Неужели никого поприличнее не нашлось? Я спорить сейчас не в настроении. Вот зануда, а? Тихо, тихо, ладно, ладно, птичка, я по делу. Ты же тут всем заправляешь, да? Не мог бы ты, может быть, помочь мне с чем-нибудь, что... Спарки! Просто так не сделаю. О, ладно. Спарки так спарки. О. Подожди, а что я хочу купить у него? Мне особо-то ничего и не нужно. Кусочек серебра, саженец акации. Это... Да мне ничего не надо. Серьезно. Не, ничего полезного. Ну и ладно. Да. Что есть, то есть. Ничего полезного, действительно. По итогу осталась только торговля. Поговорить не можем. Ну что ж, во всяком случае, Джон никому не нагрубил, вроде бы. И мне интересно, я могу за Джона потом как-то выбор сделать? То есть, если у меня... Ложка, то, что этот охотник помог тебе с часами, не отменяет того, что он охотник. Марк, пожалуйста, я не прошу тебя с ним сидеть. Я прошу тебя его хотя бы просто не трогать. Ладно, я не стану его убивать. Или мешать. Но только потому, что очищение само решит, что делать с твоим дружком. Хорошо, спасибо, но ты не знаешь, как помочь ему? Что? Помочь? Нет, я не смогу искупить все его грехи, чтобы очищение было милостиво. Но ты же хотя бы знаешь про очищение больше и... Так и... С чего ты решил, что тут что-то изменится? Да не решил я, Марк, я просто прошу тебя помочь. Ну и ну. Да? Явился. Да-да, явился. Да чего же у вас тут жалкое зрелище? Я бы на твоем месте, Лолошка, так не унижался. Что? Унижался? Ну а как еще это назвать? Ну, дяденька Марк, ну помогите маленькому Лолошке. Нет, я, конечно, понимаю, что тебе до меня гения далеко, но чтобы настолько... Джон, скажи, при чем здесь мои умственные способности? А при том, что Мракогрыштраклар, очевидно, сам ничего не знает. Что? Да как ты... Ну, да, бла-бла, заткнись, прошу тебя. Стоп. Марк, так ты правда ничего не знаешь? Ой, да конечно это правда, Лолошка. Посмотри ему в глаза. Он же обычный фанатик. Он искренне верит в очищение. Стремится к нему? Зачем ему вообще знать о том, как от него избавиться? Я скажу тебе больше, Лолошка. Вряд ли существует хоть одно создание, которое знает, как избавиться от этого очищения. На твоем месте я бы не тратил время. Надеюсь, мою мысль ты уловил. Для этого-то тебе хватит сервовещества, да? Да, Джон, уловил. Вот и умница. Подожди, то есть ты реально просто не знаешь, но делал вид, что знаешь? И типа не хотел говорить? Вот этот Джон, конечно, крутой. Ненавижу! Эта чертова ситуация с Альфредом выводит меня из себя. Что это только что было, а? Я знал, что Лолошка волнуется, что ему нужна моя помощь. И это отвратительно. Но, наверное, это может быть полезно. Да? А как может быть полезно? О, Гимлин! В смысле... Эй, Карлик! Карлан, привет! О, с ним также можно торговаться, но не поговорить. О, сундук. Стоп. Этого сундука раньше не было. Может быть, потом у Лолошки здесь что-то появится? Сюда можно найти. Получается, Гимлин ничего не скажет. И по итогу... Что у нас с Марком? О, могу зайти, да ладно. Ой. О, опять ты! Опять я. Ну разве это не чудо? Нет, ты мне не нравишься. Ты до сих пор этого не понял? Ой, да ладно тебе. Я-то думал, раз мы теперь своего рода соседи, то можем наладить отношения. Нет. Нет? Нет. Слушай, Мракогрыштраклар, я понимаю, что тебе, как багрянику, привычнее мыслить о себе с точки зрения превосходства над всеми. Но мы же с тобой оба понимаем и знаем, что... Я же сказал нет! Заткнись! Ну давай. Чего остановился? Я не стану тебя убивать, потому что знаю, что это расстроит Лолошку. Да? Серьезно? Да, он многое сделал для меня.
Не расстраивать его — это дело чести, но не смей больше шантажировать меня тем, что знаешь. Во всяком случае, не здесь. Что ж, ладненько. Но ты бы хотя бы намекнул Лолошке о своей чести. А вот ему об этом знать не обязательно. Пожалуйста, оставь меня. GDH достанет. Хорошо, хорошо. Когда ты так вежливо просишь, не могу не послушаться. Пока-пока. Так, ладненько. Пора наведаться на черный рынок. Если моя магия так и продолжит слабеть, мне нужно что-то сделать с этим. Сейчас лучше не соваться в город открыто. Иногда начинаю думать, что та заварушка, что я там устроил, обернулась мне боком. Да ладно, не, бред какой-то. И тем не менее, черный рынок навестить нужно. Задание «Черный рынок» обновлено. Подожди, а что за черный рынок? И, по-моему, там, кстати, было еще какое-то другое задание, да? Найти черный рынок Эшхолда, найти способ восполнить магические силы. То есть, получается, GDH слабеет. Так, на всякий случай, Лолошка, что делаешь? Что-то делает. Лолошка никогда так долго не стоит у сундука. Никогда. Но это необычно все еще смотрится. Прям очень. Так, получается, что есть у GDH? У него есть броня. У него наруч пустотного мага. У него фиал жизненной силы. И получается, вот этим наручем как-то можно пользоваться, да? Типа какие-то кнопочки. Что? Ой. Оу! Смотри, вот здесь иконка слева тоже меняется. Сейчас огонек. А вот сейчас какие-то мечи. Да, походу это пустотная магия. Вау! Эй, Альфред. Точнее... Слышь! Так стрёмно отыгрывать GDH каждый раз. Слышь? Ну, дышит, окей. Так, ладненько, перемести... О, заклинание. Во как оно работает. Заклинание пустотный кинжал и отторжение. Пустотный кинжал материализует пустотный кинжал, летящий в выбранную цель. Стоимость 1 заряд. Так, отторжение. Создает волну пустотной энергии, которая отбрасывает всех прочь от заклинателя, нанося урон. Стоимость 1 заряд. Но тоже экипировано. Ладненько, переместиться. И... О! Могу Эшхолд. То есть у Лолошки это закрыто, а у GDH открыто. Кстати, смотри! А у GDH не открыты эти рудники. То есть тут прям настолько крутая проработка. Здесь показывает, где был GDH и где он не был, в отличие от Лолошки. Это на самом деле такая маленькая деталь, за которой можно прям вот похлопать разработчикам, ибо это круто показывает вовлеченность разработчиков в сам процесс. Короче, Эшхолд, переместиться. И по итогу... Что, меня сейчас ловить будут, что ли? Ага, стоит найти более безопасный путь. Я буду рад устроить им настоящее представление, но попозже. Так, ладно, окей. Только погоди, а что насчет ориентиров? Мне же это, черный рынок нужен, не? Так, может быть, здесь что-нибудь? Найти черный рынок Эшхолда. Ладно, попробую поискать информацию в подполье. Раньше меня это всегда выручало. Забавно. Почему в умирающем мире вообще есть хоть какое-то подполье? Это не ориентиры, но, судя по всему, раз здесь нет инквизиции, мне сюда, да? Здравствуйте. Так, это... Что это? Привет! Здесь подполье? Нет? О! Нет, это не открывает. Ё-моё! Так это банк! Я на всякий случай буду иметь в виду, что там есть золото, но нет, это не подполье. Мне, походу, куда-то в другую сторону. Инквизиция там, инквизиция сям. Там я точно не смогу пройти. Здесь получается то же самое. И по итогу... Во, туда можно. Здравствуйте. Я GDH, опасный пустотный маг. Очень умный, очень крутой. И мне... Итак, что мы знаем про устройство черных рынков? Они всегда в самых неблагополучных районах, скрыты от глаз, но не спрятаны. Скорее, настолько примечательны, что незнающий просто пройдет мимо. А это означает, мне стоит затаиться и ждать кого-то, кто будет похож на знающего. Ага. Так, ладно. Может быть, инквизиция какая-то? Может быть, мне типа нужно просто следить? О, так, погодите-ка. А вот и подходящий кандидат. А, да? А мне казалось, что нужна инквизиция, типа, знаете, кого-то выследить. Может быть, кто-то работает в подполье. Но нет. Здравствуйте. Вы очень похожи на багряника, но вы наверняка не багряник. Да, это он. Ой. Да, это очень похоже на подполье. Так, тихо. Тихо. Да, он туда идет. Никакой охраны при этом. Какая гадость! Почему всегда нужно пробираться по испражнениям и сточным водам? А, это канализация. Ой, я только сейчас допер. Так, ладненько, главное не поскользнуться. Черт, придется выкинуть эту обувь.
Где я найду в этом мире удобные кроссовки? Это действительно то, о чем нужно думать. Слушай, ой, куда он делся? Эй. Ой, не поняла. Ты А- кто такой? Тебя не должно здесь А! быть. Ай, стоп! Там не пройти! Бога ради, я не умею пользоваться ничем! Он застрял. Нет, он не застрял! Как пользоваться магией? Я не умею пользоваться магией! Так, ладно, может быть... Во! У меня есть что-то! Так, получай! Да чё ж, я же просто спросить! О, так, ладно, я понял. Надо зарядить, надо жестко заряжать. Сейчас, давай-ка, наверное, что-нибудь другое выберем, типа... как драться против этого орка? Так, все, заряжаю. Фигня какая-то. Надо перепрыгивать и бить, я понял. О, минус 72, давай. Еще! Слушайте, хорошо. Получается замечательно. Что? Все? Минус ручка? Можем поговорить, разбойница. Ты не так плох, как казался на первый взгляд. Только тебе все равно здесь нечего делать. Фу, мелочь. Воу, дамочка, потише. Я же тут по делу. Дело? У тебя дело? Не смеши, мелюзга. Иди отсюда. У тебя есть время убраться, пока я привожу себя в порядок. Дамочка, попрошу. Я проделал этот нечистотный путь не для того, чтобы уйти. Повторяю, я по делу. Где я могу сделать... Я же сказала тебе. Ой, ну сколько можно? Чего вы расшумелись, а? Сколько раз я говорил, чтобы мне не мешали, а? Я пытался уснуть. Я пытался отдохнуть. Прости, просто здесь Да какой-то... мне плевать! Хочешь вернуться к церкви, Садыка? Они будут очень рады предать тебя очищению. Нет, попрости. Ну тогда заткнись и не мешай мне отдыхать. Эй, ты, стой, погоди. Чего? Это же ты, Сайман, главный подпольный торговец, да? Нет, ты ошибся, парень. Ой, да ладно, тебе перестань. Я же не драться пришел. Мне нужна твоя, скажем, специфическая помощь. Да что такое? Ну ладно, допустим. Что мне-то с того? Ну как это что? Поторгуем? Чё? С чего бы мне это даже разговаривать с тобой, а? Ну, например, я заплачу. Этого разве недостаточно? Нет, вот этого как раз недостаточно. Ты правда думаешь, что можешь просто вот так вот прийти? Кричишь, дерешься с моими людьми? Да и к тому же мы не торгуем абы с кем. Может быть, ты вообще из церковников, а? Оу, я? Да, ты. О, да, черт возьми, выбор за GDH. Только смотри, здесь у меня перечеркнуто. Меня к себе отправили наши общие знакомые. Думаю, ты понимаешь, о ком я. Что? А когда это я мог сделать? Погоди. Да, церковник, точно. Сейчас позову свою охрану, и вашу лавочку прикроют. Слушай, ты правда думаешь, что в этой сумасшедшей секте хоть кто-то может быть так же хорош, как я? Ты посмотри на мой стиль. Да эти недоумки не придумали ничего симпатичнее убогих халатов. Ну, наверное, это самое-самое. Да и к тому же, меня самого церковь ищет. Не поверю, чтобы вы не слышали о переполохе пару карасов назад. Сайман, он может говорить правду. Это же было как раз во время моей прошлой вылазки за... Ну, ты знаешь зачем. Стража по всему городу гонялась за какими-то придурками. Я упоминала. Ну ладно, допустим, я тебе поверю. Один раз. Что тебе нужно? Что мне нужно? А кто ж знает, что мне нужно? Смотри, торговать. Так, вот, смотри. О, как он открыл, прикольно. Вот это реально подпольный мир. Но, все-таки, что мне действительно нужно? Мантия церковника. Вау. Блин, это очень прикольно. Мантия церковника звучит как что-то, знаете, стелсовое. Типа я смогу по стелсу пробраться куда-то. Свиток с заклинанием 9000. Камень резонанса 1000. Кстати, могу купить. Драгоценная лилия 4, 6 тысяч, 5 тысяч. Ну короче, я могу купить только камень резонанса, что бы это ни значило. Ну то есть... Для меня все это какие-то безделушки. Давай купим, окей? Типа, это все, на что мне хватает. Все? А теперь давай, иди отсюда. Ну и пожалуйста. Какие же здесь все сложные, а? Черт с вами. Главное, что я могу забыть о моей проблеме. Хотя бы на время. Эй, а на кой тебе эти камешки-то? Чего? Да
Ты и без этой хренотени неплохо дрался. Зачем Спарки переводить? Ну, я коллекционер древностей и артефактов прошлого, вот и все. Подожди, у меня, знаете, у меня складывается ощущение, что эти варианты могли бы быть открыты в прошлом сезоне, если бы я что-то выбрал. Ну нет, это бред, тогда бы этот момент бы просто не прописывали. Мои способности ослабли, пытаюсь компенсировать. Не, это не по-джедеичевски. Я не собираюсь посвящать всех и каждого в свои личные дела. Вот это по-джоновски. Понятно. Ты что, с орками, что ли, никогда не встречался? Это она тебе комплимент сделала, дурень! Сайман, молчал бы. Ты же отдыхать ушел, нет? Ну, ушел. Но мне стало интересно, что вы тут будете обсуждать. Эй, а вы тут вдвоем? Обычно черные рынки куда побольше. Ну, что, обычно? Обычно и живых-то редко встретишь. Но ты, как я понимаю, не отсюда, да? Раньше, да, больше было, конечно. Но сейчас 3 всего. О, и где третий? А тебе все скажи. Если Сайман позволил тебе купить пару камешков, это не означает, что мы тебе все сразу расскажем. Это верно. Хочешь узнать? Возвращайся позднее. Если решишься. И это отдохнувшая буду, покажу тебе где. Да хватит тебе, хватит. Садыка, все и так уже поняли, что ты хочешь подраться. Знаешь, наш гость, кажется, не выглядит глупым. Кстати, гость, как тебя там? Наши имена-то ты уже слышал. Опять выбор. Альфред, почему у меня каждый раз именно третий вариант закрыт? Казалось бы, я знаю, что того парня зовут Альфред. Это вас не касается. Джон Дэйви Харрис собственной персоной. Советую хорошенько запомнить. Вдруг вы мне еще понадобитесь. Ой, да ладно вам. Я бы еще поболтал, знаете ли, но мне пора. Пока-пока. Пока. Все, мне уходить? Или может все-таки что-то еще сделать? Так, торговать не могу, окей. Что ж, ладно. Никакой информации я не добыл, но не похоже, чтобы эта парочка что-то знала. Может быть, у худшей версии меня вышло что-то узнать, пока я тут ошивался. А, кстати, теперь камень. Так, камень, что это? Камень резонанса. Зачарованный камень. Сломав такой в ладони, можно временно усилить магические способности. Расходует заряд маны. Ого, прикольно. Типа я просто беру вот так бам. Или подожди, как это? А, вот да, использовал. Да, чудесненько. Магия в этих камнях достаточно мощная, чтобы поддерживать форму. Да вот только... ладно, не будем о грустном. Надо бы потренироваться, чтобы эту самую форму проверить. Да? Где? Как? Каким образом можно что-то проверить? Сопротивление от оглушения, усиление заклинаний, 4 минуты 20 секунд. Так, ладненько, куда мне в итоге надо-то? У меня даже нет камня, чтобы вернуться в сон. Потренироваться я максимум могу, ну не знаю, на жителях этого города. Не на ложке же проверять, да? О. Люди. А вот и тренажеры. Что, подожди, в смысле тренажеры? А, какого черта? Какие к черту тренажеры? Так, погоди. Так, резко магия. На! О, черт, я промазал. Так, давай. На! 72, хорошо. Так, давай. Магия. Магия? Подожди, она не восполняется. Как восполнить магию? Я не понимаю, как восполнять магию, черт возьми. Так, прямо во время битвы я на всякий случай решил уточнить, что не так с магией. И оказывается, она восстанавливается только тогда, когда ты посидишь около скинта. Но, либо можно просто драться кулаками. Потому что кулаки у Джона, оказывается, магические, черт возьми! Ха-ха-ха! Сюда! Вот это я понимаю, Джон! Ой, ребятки, здравствуйте! Я к вам! Получай! Это намного лучше любого оружия, потому что это так быстро. Да, но при этом вот эти вот ячейки, видите, сейчас они все пустые. Они восстановятся только тогда, когда я посижу около скинта. Так, я могу сюда выйти? Здрасте. Ладно, наверное, мне вообще не сюда. Так. Да? А вот эти ребята уже поопаснее. Лучше вернуться в сон. О, инквизиция! Подожди, ну в плане, это же чертова инквизиция! Надо! О! Ладно, я понял. Это действительно чертова инквизиция. Нет. Инквизиция, знаете, вот как в любой игре, специально сделана такой, вот стража города, она всегда сделана такой, что вот никто не может ее победить. Раз уж Джон сказал, что нужно вернуться в сон, мы это сделаем. Так, вернуться в сон, путеводный скин, вернуться в сон.
О, нет! Нет, Непорядок. Непорядок, так нельзя. Нет, это слишком медленно. Прошу, поторопитесь. У меня кончаются силы. О, черт! Опять ты! Да, это я. Это я привела вас сюда. У нас мало времени. Может быть, мы тогда не будем тратить это время? Скажи, кто ты? Начало. Что? Воу-воу-воу, тихо-тихо. Начало чего? Начало вас. Так, кого нас? Ладно, давай по-другому. Чего ты хочешь? Помощи. Я умоляю тебя, ты можешь говорить хоть чуть конкретнее? Силы заканчиваются. Ой. Хорошо, допустим. Что делать? Церковь. Церковь? Что в этой церкви? Эй! Ай, черт. Понятно. Снова этот невероятно таинственный голос и невероятно продуктивный диалог. Что она имела в виду, когда сказала «церковь»? Зачем вообще нужно что-то делать с этой церковью? Не думал, что церковь, кстати, будет иметь хоть какое-то значение. Разве эти фанатики не последствия умирающего мира? Единственное, для чего они хороши, это информация о том, что тут случилось. Вот же ж... Меня интересует источник вспышки, а не какие-то там церковные догмы. О, да, кстати, Джидей же пришел сюда, чтобы О! Это кто? Какого черта Лолошка? Эй! Опа-на! А это еще кто? Знакомься, Джон. Алхимик Беренгарий. Он тоже будет жить здесь. Ну обалдеть теперь. Когда ты успел? Джон, ты подал мне отличную идею. Найти того, кто мог бы уделять внимание Альфреду, чтобы я занимался более важными вещами. Ничего себе. Знаешь ли, я удивлен, что ты ко мне прислушался. Беренгарий, значит, да? И что же ты умеешь, Беренгарий? О, здравствуй, новый друг. Нет, во-первых, мы не друзья. Во-вторых, мы не друзья. Ну ладно. А теперь ближе к делу, ну... Всю свою жизнь я потратил на изучение искусства алхимии. Я освоил это ремесло почти идеально. Почти? Конечно! Всегда есть чему учиться и куда расти, верно? Ну, не знаю. Я идеален уже сейчас. Ну... Ладно. Ладно, ближе к делу. Чем ты можешь помочь? Да я просто люблю людей. О, удивительно. Почему это? Ты что, забыл, в каком мире живешь? Ой, ну зря ты так. Даже если мир жестокий, это не повод становиться таким же. А вообще, я лучше вернусь к Альфреду. Нельзя его надолго оставлять. Ты откуда нашел такого? Ой, кстати, я еще готовлю хорошо. Лолошка! Я! В смысле, Рома! Господи, как к тебе обращаться? Короче, Лолошка, ты где его нашел? Чувак, который будет жить с нами. Ага, это так удивительно, что жизнь Лолошки никуда не исчезает. Ну, то есть, она не приостанавливается от того, что я играю за GDH. Это так прикольно. Альфреду интересно лучше? Пока что ничего не меняется. Так, ладно. Могу ли я с кем-то повзаимодействовать? Например, вот, Марк. Я же сказал, наши отношения не изменились. Может, еще все-таки? Я не стану помогать тебе просто так. Не хочу с тобой разговаривать. Что же ты пристал-то? Хочешь разозлить меня? Уйди! Ну, по крайней мере, GDH его не выбесил, и на том спасибо. Never. В смысле, птичка, привет, поговорить. Юродивый номер 2. Эй! А почему я не первый? Потому что я так захотел. Это легендарно! Что, юродивый, все-таки здесь остаешься, да? Нет, пока не решил. Тут становится слишком тесно. Ой, да ладно тебе. Ты сверху, он, в дупле своем. Кто тебе мешать-то может? Кар, сам ты в дупле. А мое скромное убежище гораздо лучше простого дупла. Уж над этим-то я постарался. Ну вот, Джон умеет выбесить, это правда. Если он это захочет сделать, он это сделает одной колкой фразой. В дупле, нормально. Эй, Дворф! Как тебя там, типа Гимлин, да? Я тебя просто не знаю, как зовут, сори, я GDH. Поговорим? О, Лолош... не, перепутал. Вы... чего-то хотел? Я тут просто немножко занят. Занят? Чем? Ну, вот мастерю.
Не хочу сидеть без дела. Вот и практикуюсь по чуть-чуть. А чего мастеришь? Что-то интересное? Колечко. Обычное колечко. Понятно. Ничего интересного, значит. Как говорится, уважай чужой труд. Это не про Джона. Эй, юродивый номер 1. Ну-ка поговорим? Нет, что ж ты с этим сундуком-то, а, тут паришься? А вообще, кстати, Лолошка-то у нас реально красавчик, и я его не ненавижу, на самом деле. Он такой здравый парень, умный, даже, возможно, умнее меня, Джона. Это просто реально так необычно. Как вы понимаете, история, походу, теперь будет идти с двух сторон, и вполне реально, что в будущем мы даже поиграем еще за кого-нибудь. Типа... Невера. Мы узнали про черный рынок, мы узнали, что Лолошка привел какого-то алхимика, который теперь будет следить за Альфредом, а еще мы узнали, что голос, который именует себя Началом, связывается не только с Лолошкой. Что же это за начало такое? Будем смотреть дальше. Обязательно подписывайтесь и... Подписывайтесь, так вы точно ничего не пропустите. Ставьте лайки, если хотите поддержать данный сезон. И это впервые говорю я, GDH. Обязательно подписывайтесь на Лолошку. И обязательно ставьте лайки. А вот если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка, GDH и алхимик Беренгарий, или как он там себя назвал. А также подпольный рынок. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока. Пока. Был ли твой сон пустым пространством, где заправляет какая-то ворона? О, кстати, раз Невер владеет пустотной магией, точно! А, какой же я? А ну-ка. Что ты делаешь? О, я GDH. Причем буквально на короткое время, но все-таки впервые за все сезоны нам удалось посмотреть на Лолошку и его общение с другими со стороны, от лица GDH. Предыдущая серия очень интересная, поэтому давайте тезисно и коротко. Черный рынок, ослабевающая магия Джона, тот самый женский голос, опять же от лица GDH, а также какой-то алхимик Беренгарий, которого привел Лолошка. Вообще надо бы понять, что сделал настоящий я, пока меня не было. То есть, пока я не мог собой управлять. Вот так вот. Признавайся, Лолошка, откуда у тебя столько спарков? А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в сердце вселенной. Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в сердце вселенной, сезон, в котором мы пропустили серию. Чисто формально, да, за Лолошку мы действительно не играли. Фиг знает, что он делал, чего он добился, откуда у него пузырек опыта, 14 тысяч спарков. Это вообще какой-то трэш. Но-но-но, все-таки что-то известно. В конце предыдущей серии мы поняли. Оказывается, Лолошка, то есть я, притащил какого-то Беренгария алхимика, который будет помогать Альфреду. Красава, Лолошка, моя школа. Но, кстати, некоторые, как и я, в предыдущей серии задавались вопросом, почему, играя за Джона, некоторые ответы заведомо зачеркнуты. Разработчики объяснили мне одну простую истину. Джон никогда не врет. И данную деталь, данную характеристику персонажа мы знаем с предыдущего сезона. И даже отыгрывая Джона, выбрать ложь все равно нельзя. Блин, прикольная деталь, правда. Молодцы. И еще одна прикольная деталь. В предыдущей серии у меня инвентарь был в хламину. А в итоге прямо сейчас, вот оно, Лолошка сам все расфасовал. Ну какой молодец. Самостоятельность. Ну да ладно, самостоятельность самостоятельностью. А что это за дом появился в этой серии, мне, честно говоря, не понятно. Где вчера пропадал Джон? Он выглядел довольным, но каким-то потрепанным, что ли? Интересно, он тоже чувствует эту неполноценность? Вообще надо проведать Альфреда и остальных, а то все какие-то нервные в последнее время. Так, понял. Эй, Невер, привет. А у тебя как дела? Чё сидишь? Чё скучаешь? Что? Да просто спросить хотел. Ты как? Никак. Здесь очень много народу. И всем что-то от меня надо постоянно. Это просто невыносимо. Как и вся моя жизнь невыносима. О, хорош. Как всегда, не теряешь оптимизма. Кар! Мне так нравится, что Лолошка тоже умеет в сарказм. Что у нас, кстати, здесь появилось? О,
Фонтан жизни, нифига себе. Порошок очищения. Увеличивает емкость фиала жизненной силы +1. О, это точно надо. Это прям имба. Пещера чудовищ. Здесь можно добыть гнилая плоть, рыбный пруд, пещера другая. Ой, кстати, а где взять алмазы? Я бы хотел прокачаться. Тут требуется алмазная кирка и 9000 спарков. Ну ничего, Лол-ложка нафармил 14 тысяч. Он у нас молодец. Интересно, после разговора с Невером я могу поговорить с Беренгарием? Здравствуйте. О, да, могу. О, юный Лол-ложка. Да, Беренгарий, привет. Вообще, я уверен, что я старше тебя. Да брось ты, брось, у тебя же даже бороды нет. Конечно, я старше. А вообще, Лол-ложка, чего ты нос-то повесил? Ай-яй-яй, нос-то не вешай. Тут светло, тепло и безопасно. Не хватает только, знаешь, вот хлебушка да с маслицем. О, чудно было бы, ох, чудно. О, кстати, знаешь, Беренгарий, я как-то давно не чувствовал голода. О, это плохо, очень плохо, юный Лол-ложка. Тебе бы для аппетита бахнуть эликсирчику, да из мухоморчиков. О, мухоморчики у тебя тут растут? Нет. О, так подумай насчет посадочек-то. И друг твой какой-то несчастный, посмотри на него. Хотя тут все несчастные. Но я знаю, как сделать этот мир чуточку добрее. Да, суп. Такс, что же насчет супа? У вас кухня есть? Нет, тоже нет. Это печально. Но подожди, возможно, я мог бы что-то оборудовать для тебя. Только мне понадобится... Но, юный Лол-ложка, ты-то не торопись, куда? Я цену с парком знаю. Уж сколько живу-то? А вообще, знаешь, я тут даже подумал, если тебе трудно, то не надо, нет. Я просто вернусь домой. Что? Но ведь от твоего дома ничего не осталось, его же Мой дом вот здесь, а где конкретно я сплю, это так, мелочи. Слушай, Беренгарий, Да, чего такое? Давай так, ты мой гость. Я позабочусь о том, чтобы у тебя было место, где ты сможешь жить. Да что ты, не надо! Правда, я просто вернусь. Сейчас. Так, как это работает? Тут такое дело, ты не сможешь сам. Так, ладно. Ну так давай помоги мне. Я тоже не могу, я не знаю как. Да уж. Это... А как это понимать-то, подожди. Что ж, получается новая жизнь, новые соседи. Подумаю пока, как это, с тем вашим быть. А ты пока иди, гуляй. Я тут сам как-нибудь. Блин, мне нравится Беренгарий. Какой бедный старик. Надо бы озаботиться жилищем для него, а то он так с ума сойдет. И кто знает, может быть его суп действительно поможет. Если нет, то хотя бы червяка накормлю. Но сначала Альфред. Так, ладно. Лол-ложке, видимо, все-таки жалко старика, потому что он больше знает его историю. Там было что-то про дом, который... непонятно что. Да, то есть я даже не успел договорить. Но если все-таки взять Беренгария и вырвать из контекста, то забавный мужик. Правда, забавный. Так, короче, Альфред, я так понимаю, где-то в этом домике, да? Потому что там его я не нашел. Здравствуйте. О, поглядите-ка. А вот и мой дублер. Ты что, офигел? Какой из тебя дублер, а? А я уж, знаешь ли, хотел искать тебя. Джон, ты что здесь делаешь? Да так, решаю самую большую загадку во всех мультивселенных, пока ты газоны сажаешь. Или я что-то упустил? Понятно. И как твое решение продвигается? Да лучше, чем могло бы. Но если бы ты тоже был делом занят, было бы куда продуктивнее. Окей, а что с Альфредом? Ты сейчас серьезно? Это я помог тебе перенести его сюда. И вместо благодарности я получаю игнор? Ладно, Джон, спасибо. Я очень благодарен тебе за помощь. Но я так и не понял, как Альфред тебе поможет с решением загадки. Ну, как тебе сказать? Альфред может помочь больше, чем ты думаешь. Понаблюдать за процессом заражения — это таки редкая удача. Эй, Джон, Альфред неподопытный. Что ты с ним сделал? Ну, вообще-то ничего. Просто наблюдал за его состоянием и фиксировал все случаи, когда он подавал признаки осознанности. Все? Ага. Что у тебя опять не так? Когда ты перестанешь параноить? Я тебе не враг, Лол-ложка. Ладно. Выяснил ли что-нибудь полезное, не враг? Нет, не выяснил. Тут же нет оборудования.
А еще прикинь, в этом мире даже никаких исследований заражения нет, помимо церковного бреда. С этим же невозможно работать! Я бы, конечно, хотел сам создать нужное оборудование для исследований, но не могу. Почему это? Потому что некоторые вещи тебе знать не обязательно, Лолошка. Но я даже не могу ничего перенести из других миров, ну что Эй, же Джон, это? Джон, не кричи! Что ты делаешь? Альфреду нужен покой. Ну ладно, выйдем. Выйдем? Так, окей. Да, и можем поговорить, все супер. Но перед этим, погоди-ка. Альфред? Ну, в целом, я вижу, что кристалл больше не стал. При этом, рана никуда тоже не исчезла. Черт возьми. Ладно, поговорить. Вообще, знаешь, мне кажется, легче найти способ избавиться от этой завесы, чем начинать тут технологическую революцию. Если завесу поставили, так можно и снять. Наверняка можно. Что, завесы? Джон, ты можешь выражаться так, чтобы понимал я? Ой, бедный, ты меня вообще не слушал, когда я говорил, да? Помнишь? Я сказал, что сомневаюсь, что у тебя получится уйти отсюда. Ты же не думал, что я запугивал тебя? Или уж что хуже, врал? Нет, ты не врешь. Существует же так много мест, куда невозможно попасть с помощью вспышки. То есть, хочешь сказать, здесь есть какой-то барьер, блокирующий искру? Но мы же можем перемещаться сюда, в мир снов. Ну да, мы действительно это можем. Это неудивительно, в принципе. Сонное измерение пересекает вообще все миры. Но это лишь его кусочек. Поэтому и законы здесь слегка, скажем, изменились. Вот скажи, ты раньше вообще часто бывал в осознанном сне, а? О, ты, кажется, раньше что-то упоминал про мой меч. А ты хорош, подловил меня. Но вопрос все-таки в другом. Был ли твой сон пустым пространством, где заправляет какая-то ворона? О, кстати, интересно. Раз Невер владеет пустотной магией, точно! Какой же я? А ну-ка. Что ты делаешь? О! Что? Неплохо. Да, все-таки на это у меня хватает сил. Что скажешь? Если кто-нибудь сунется в мой великолепный особняк с грязными ногами, то... Эй, Джон, какого... Серьезно, какого... Эй, красавчик, тише. Это позволит мне сосредоточиться на своих мыслях. Понятно. Слушай, а может быть ты мог бы сделать остров еще и для... Тихо. Нет, не мог бы. Сменим тему. Что Марк рассказал тебе про историю церкви? Я не расспросил его об этом. Я вчера был очень занят и немного отвлекся. Да, я-то заметил. Что ж, тогда расспроси его прямо сейчас. А я пока пойду. Это... Обалдеть! То есть пустотная магия у него работает здесь, но при этом, заметьте, Лолошка пока что не знает, что Джон слабеет. То есть мы можем лишь как зритель понимать. Да, вот и поговорили. Но... Зато теперь в моем сне есть замок принцессы. Кстати, про осознанные сновидения. Можно ли это измерение называть именно осознанным? И насколько прочна эта завеса? Надо бы проверить. Подожди, у меня вообще все повылетало из головы, я ничего не понял. Джон всегда говорит так много терминологиями, поднимает кучу тем одновременно, что запутаться реально изи. Так, короче, на всякий случай я решил уточнить, потому что у меня было ощущение, что я что-то здесь не понял. И в итоге... Мне сказали, вспомни про подарочное измерение. Кстати, про осознанные сновидения. Можно ли это измерение так называть? И насколько прочна эта завеса? Надо бы проверить. Дамы и господа, внимание. Прунус. Да. И на что я надеялся? Это было бы слишком просто. Ладно, история церкви от Багрянника, значит, да? То есть это в любом случае ничего бы не изменило. Блин, ну это прикольно. То, что здесь поднимается подобная тема, это прям вау. Давайте для новых зрителей напомню. Прунус — это подарочное измерение от Шангрина. Шангрин — это вот такой вот огромный багрянник. Когда-то давным-давно в сезоне «Идеальный мир» он мне подарил это измерение, и оно до сих пор со мной из сезона в сезон. В данное измерение просто так попасть нельзя, только по слову Прунус, а если хочешь оттуда выйти, то Малус. Кстати, да, у меня же есть задание развоплощения. Найти лекарство от скинтового заражения. Мне как-то уже удавалось развоплотить двух существ, а значит процесс заражения обратим.
Если я хочу спасти Альфреда, а заодно и остальных в этом мире, надо найти лекарство от этого странного скинтового заражения. Да, в целом все правильно. Для этого надо понять историю церкви, а для этого мне нужен Марк. Но перед этим... Хо-хо-хо-хо. Хочу зайти сюда. Нифига себе, Джон! Вот это ты, конечно, шикарные хоромы себе построил. Да, пустотная магия у тебя не слабенькая. Эй, Багряник, привет. О, ты здесь? Ну чё, может быть, все-таки побеседуем наконец-то? Я сейчас занят, если ты не заметил. Да, Марк, но ты всегда занят. Именно. Слушай, я просто хотел узнать у тебя про происхождение церкви. Я знаю. И не совсем уверен, что ты хочешь услышать. Я же говорю, историю. Историю создания церкви. Что? Но история создания церкви известна всем. Она была основана в честь великого отца. Это именно он подарил миру очищение. Но, к сожалению, испугавшись благодетели, даруемой очищением, люди не приняли его. Поэтому отец исчез, пообещав, что вернется, когда мы сможем принять этот дар. Так и была основана церковь, чьей непоколебимой волей и миссией стало привести мир к очищению, дабы отец возвратился. И он вернется! Он вернется! Как только все обратятся в истинную веру, он точно вернется! И тогда все еретики... Марк, пожалуйста! Я рассказал, но ты ведь все равно не веришь, да? И ты знаешь, что бывает с еретиками. Да, Марк, я знаю. И лучше, чем ты думаешь. Ну, моя честь не позволит мне вершить суд над тобой. Я надеюсь и верю, что ты сможешь прийти к очищению. Спасибо, да. Я пока что мало что знаю, но то, что ты рассказал, очень полезно. Хорошо. Тогда я возвращаюсь к работе. Угу. Ну, спасибо. Хорошо поработать. Так, значит, этот отец, как называет его Марк, был первым зараженным. Нулевым пациентом, как сказал бы Джон. Насколько вообще можно воспринимать эту легенду за истину? И раз уж очищение — это заражение скинтом, а скинт — это энергия искры, то... ничего не понятно. Мне определенно ничего не понятно. Неужели все в Архее мироходцы? Да нет, точно нет. Ведь тогда все бы свободно перемещались по путеводным скинтам. Точно! Скинтом! А что такое скинт на самом деле? И что такое спарки? Мне нужны ответы на эти вопросы. Надо попробовать узнать это у Невера. И само собой это все знает Джон. Он не может об этом не знать. Иначе бы не потащился сюда. Задание Искры Спарки 3 скинта. Прикольное название. Так, слушай, а ведь это хорошие вопросы. А что такое спарки на самом деле? И что такое скинт? Так, прежде чем мы поговорим с Невером, ну-ка, Искры Спарки 3 скинта. Узнать, что такое спарки, узнать, что такое скинт, узнать, что такое искра. Для понимания всей этой запутанной истории Археи, полумертвого мира, где я оказался, мне нужны ответы. Надо точно выяснить, что такое искра, что такое скинт и что такое спарки. Что же это на самом деле такое? Блин, на самом деле это очень крутые вопросы, правда. Помимо того, что мы раскроем это как в локальной истории, это нам в целом поможет помогать больше глобальную историю и лор. Невер, здорово. О, нифига. Гостевой дом Беренгарий. 10 тысяч. Я в целом понял, зачем мне столько спарков, но перед этим поговорить. Кар? Чего такое, Ророжка? Выглядишь загруженным. Да, привет еще раз. Невер, что такое спарки? Что такое скинт? Что такое искра? Думается, мне не важно, что выбирать, но спарки, вот Невер часто их копит. Зачем? Что такое спарки? Спарки? Это такие светящиеся звездочки. Ты ведь много раз их мне приносил, что, забыл, что ли? Невер, прошу тебя, не валяй дурака. Я спрашиваю, что именно означают спарки? Я не знаю, Ророжка. Я вылупился не настолько давно. Знаю только, что спарки могут держать только те, кто из Архея. И юродивые, вроде вас. Спарки для всех стали деньгами, но изначально у них был другой смысл. Но какой, не знаю. А то, что спарки дают тебе силу, ты уже и так знаешь. И то, как спарки используют маги вроде меня, ты тоже знаешь. Кар, все. Ага, то есть получается, что такое искра, ты тоже знаешь. Искра? Ну, это маленький огонек? Ророжка, у тебя точно все в порядке? Не-не-не, слушай, Невер, я немного про другую искру.
Не знаю. Что-нибудь еще? Так, погоди, я что-то запутался. Так ты же должен быть мироходцем тогда, если ты можешь использовать путеводный скинт. Хотя стоп! Мы ни разу не видели, как он использует путеводный скинт. Бро, я что-то прям запутался. Ты кто? Ты мироходец или нет? А что такое скинт? Скинт — это такой желтый кристалл. Мама рассказывала, что его раньше использовали много для чего. В старые времена еще до... короче, что это такое, как ты выражаешься на самом деле, я не знаю. Ну, хорошо, спасибо, Невер, это все. Рад поностальгировать. Спасибо, Невер. Только, блин, в итоге на все 3 вопроса мы получили 0 ответов. Я не знаю Ророшка, я вылупился не настолько давно. Знаю только то, что спарки могут держать только те, кто из Архея. И юродивый вроде вас. Спарки для всех стали деньгами, но изначально у них был другой смысл. Но какой, не знаю. А еще спарки дают тебе силу. Ладно, опять же спасибо. Хотя стоп, Невер, погоди. Я сразу могу дом купить, да? Ну-ка, гостевой дом, Беренгари, поехали. Сейчас. Как странно. Я устал. Что? Что? Невер! 10 тысяч! Стоп, ты в итоге создал. Господи, я-то думал то, что ты не создал. Все, я понял. У него, короче, что-то произошло с пустотной магией. Заметили, да? С пустотной магией также происходит что-то и у Джона. А что? Ну, типа, мы живем, вроде все еще продолжаем что-то создавать. Ой, господи. Ну, домик-то смотри, какой красивый. Слушай, Невер, расскажи, а мы можем, например, у тебя эксперимент купить? Мы давно этого не делали. Ну-ка, купить. Так, появилось что-нибудь? Да, смотри, прям много. О, нифига, очень много. А мы купим еще экспериментик. Так, охоньки. Столько всего, оказывается, открывается на следующих уровнях. Огненный стержень, алмазы. Слушайте, но на самом деле тут бы какой-то фильтр, знаете, какой-то поиск. Потому что с каждым разом появляется так много всего. И каждый раз вот так вот листать, ну, запутаться можно. Еще. Я столько всего приобретаю, пипец. Шерсть, куча шерсти. Товар закончился. Так, и давай, наверное, еще посмотрим расширение владений. Тот самый фонтан жизни. Вот это я прям точно хочу. Емкость фиала жизненной силы позволит, по сути, в будущем фармить больше спарков. А для этого нужен порошок очищения, который, я, честно говоря, даже не знаю, что это такое. Так, порошок очищения... Так, ладно. Но редстоун у меня есть, костная мука есть. Мне нужно из самого тяжелого где-то взять порошок из мистического кристалла и мембрана фантома. Так, мембрана фантома и... во! Тот самый порошок. А мембрана фантома, пожалуйста. Скажи. Да, тоже есть. Найс. Та-дам! 12 порошка очищения. Вот только я помню, что для фонтана нужно еще 9000 спарков. Придется действительно фармить. Кстати, Беренгари, можем поговорить? Мистер Беренгари, твой домик готов. Там и мухоморы, и кухня есть. Иди ко мне. Я тебе по гроб жизни обязан, парень. Я готовить суп. Сейчас приготовлю такие мухоморчики. Ух ты, надо же, это первый, кто по-настоящему рад. Странный он, конечно, будто бы не отсюда. Жалко, конечно, что Невер ничего путного не сказал. Буду ждать, когда вернется Джон. А пока погуляю по его дворцу, не снимая ботинок. Хе-хе-хе. Хорош. А я действительно это сделаю. Я, конечно, хотел фонтан бахнуть, но все-таки... Джон, смотри, что делаю. Я не снимаю ботинки. У-ху! Так, кстати, а у него тут второй этаж, оказывается, есть. Ну-ка. Так тут комната. Так, а зачаровательный стол какой-нибудь, не? Блин, ну книжки есть, окей. Так, здесь перышко. Еловая тумбочка, ничего в целом такого, наверное, мы здесь не найдем. Ну да ладно, потоптались и пойдем отсюда. Блин, а ведь со стороны это уже выглядит прям очень круто. Такая красивая панорама. И ведь в будущем это место станет явно еще больше. А пока что, как я уже сказал, мне прямо сейчас придется потратить уйму времени, чтобы пофармить кучу спарков. Ехала! Обалдеть, сколько у этого рыцаря хп, что? Вы посмотрите, я его вообще пробить нормально не могу, что происходит? На! Ну-ка. Сколько? Серьезно? Я думал, что мне с него 1000 выпадет. Как у него было много хп, жесть.
Та-дам! 29 619. Отныне даже никто близко не посмеет подумать, что я не фармлю спарки. Еще как фармлю! Ну что, Невер, расширение владений? Так, ну хочу, например, вот фонтан жизни. Ага, все, прокачали. Осколок жизненной силы теперь нужен. Но... Так, вопрос. Где этот фонтан появился? Вон, вдалеке маленький островок, прямо за шахтами. Слушайте, мы туда обязательно сходим, но перед этим погоди-ка. Так, ну давай-ка, наверное, еще посмотрим, что можем. Пещера чудовищ. О, кстати! Пещера чудовищ, пузырек опыта. Я так понимаю, то, что этот пузырек достался Лолошке от того самого алхимика Беренгария. Да, то есть 9000 добавляем и... Открываем. И чё, там реально теперь монстры будут? О боже! Навлекли беду на это сонное измерение. Что еще можем сделать, вопрос? Здесь у нас получается осколок жизненной силы, порох и слеза... О, слезогаста, это дорого. Вот алмазная кирка. На самом деле это так просто, но для этого нужны просто алмазы. Стоп. Так у меня Так а погодите, в чем тогда проблема? Все, алмазная кирка готова. Расширение владений и... Так, пещера. У меня будет, получается, дополнительно... Стоп, что? Уголь, железо, уголь. Что значит вот эта стрелочка? Железо, уголь. Ладно, давайте просто улучшим. И теперь следующая незеритовая кирка, незеритовый слиток и незер кварц. Пипец. А еще у нас добавляется шанс восстановления руды. Типа, если мы сломали, то есть 2,5% шанса, что она не уничтожится. Вау! Это прикольный шанс. Я на самом деле что-то так много всего прокачал, что аж не верится. У меня осталось 4000 спарков. Фиал жизненной силы теперь 4 из 4. Оу, е. Ну здравствуй, шахта. Давай покажи, что ты умеешь. Здесь стал спавниться редстоун. И все? Подожди. Ну ладно, раз у меня есть каменная кирка, давай тогда, наверное, сразу железо добудем. Это явно на будущее пригодится. И может быть сейчас будет шанс, то, что мне дропнется 2,5% и руда не исчезнет. Ну-ка. Исчезает. Может быть, камень тоже? Нет, он все-таки тоже исчезает. Так, ладненько. Фиал жизненной силы в целом уже запитан. Следовательно, данный фонтан мне толком-то и не нужен. То есть я могу туда не строиться. А вот что насчет тех монстров, которые где-то там? Я думаю, проверим их в следующей серии. А на этом будем постепенно заканчивать. Мне очень нравится то, какие вопросы мы задали. Узнать, что такое спарки, скинт и искра. Особенно мне интересно, что такое скинт и искра, ибо это преследует нас из сезона в сезон. Мы наконец-то раскроем очень глобальную составляющую лора. Да, Ваму? Кстати, кушать хочешь? Сейчас, погоди-ка. Морковку ешь? Не ешь. Ну и оставайся голодным. Ну ладно, кушай его, держи. На этом действительно будем постепенно заканчивать. Мне нравится, что Джон интегрируется в наши вопросы. То есть, наконец-то Джон хоть что-то говорит. Веришь, что я ему нужен, а не так просто... Какой-то чел, который пришел вместе с ним за ручку. Не забывайте, пожалуйста, подписываться. Не забывайте ставить лайки. Да, я понимаю, что это очень сложно. Такая кнопка, она прям далеко. Но все-таки от этих кнопок сейчас зависит очень многое в СНГ Ютубе. Поэтому, пожалуйста, я правда вас чуть ли не умоляю. Вот на коленке стою. Поставьте лайк. Господи. В общем, надеюсь на вас. Спасибо большое, если не пропустили мимо ушей. Ну а если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка. И обалдеть, сколько прокачек буквально за одну серию. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока. Пока. Говорят, значит, недалекая какая-то пробраться пыталась в город. Кричала, что церковь украла у нее что-то. Этот кто-то может быть мне интересен. Кажется, наконец-то пора вернуться в тот лес. Что происходит? Здравствуйте. Господи, бога ради, за что? Обалдеть, улучшение на улучшении. Предыдущая серия определенно самая дорогая серия за весь этот сезон. Первое, появился замок GDH. Второе, построен дом для алхимика Беренгария. Третье, улучшена шахта до 2-го уровня. И, наконец, четвертое, создан фонтан жизни. У меня теперь фиал жизненной силы на 4 использования. Приятненько. Напомню, наш персонаж наконец-то задался крутыми вопросами. Что такое спарки, что такое скинт и что такое искра. Узнав это, мы наконец-то приблизимся к хронологии мироходцев и узнаем тайну их зарождения. Может быть, это реально просто паразиты какие-то. Короче, давайте выяснять. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в сердце вселенной. Поехали! И
Снова всем привет, дорогие друзья, я Ложка. Добро пожаловать в сердце вселенной, сезон, в котором мы, наконец-то, задали важные вопросы. Появление искры, зарождение мироходцев, какие-то спарки, женский голос, именующий себя началом. Все это про мироходцев. А так как мы давно хотим узнать, кто такие мироходцы и откуда они взялись, данные вопросы просто, ну не знаю, категорически запрещено игнорировать. У нас даже задание появилось. Искры, спарки, 3 скинта. Узнать, что такое спарки, скинт, искра. Для понимания всей этой запутанной истории Архея. Дамы и господа, в этот раз я не тупой. Я создаю железную кирку и уже в самом начале добываю руду, чтобы потом она успела зарегенерироваться, восстановиться и все такое. Здрасте, уголь. Здрасте, редстоун. И все. То, что можно было добыть, добыто. У нас сколько? 4 рудного железа, немного редстоуна и 14 рудной меди. Окей. Обязательно все ненужное убираем и пойдем с кем-нибудь поболтаем. Да. Шо? О, да ладно. Да ладно, опять GDH. Вы что, серьезно? О, и у Джона появилась какая-то штука. Техники GDH плюс 10. Нифига себе прокачка. Так, и что же она делает? Ну-ка. Я нажимаю... Оу! Так, это я понял. Я могу драться. Вообще, я, конечно, понимал, что рано или поздно мне придется снова поиграть за GDH, но не настолько же рано, черт возьми. А, и, кстати, вот этот парень, он так похож на Реджи, который, знаете, на воротах стоял и открывал двери. Это он, что ли? Ты вообще слыхала, а? Слыхала? Та полоумная, она же... Так это все-таки правда! Не перебивай меня. Ой, прости, пожалуйста. Просто слухи слухами, но много мне не удалось узнать. Сам понимаешь, любопытно же. Ну так, блин, если тебе любопытно, то стой и слушай. Молча слушай. Да, прости. Короче, прихожу я на смену, значит, ну, на караул. А там стоят эти служители, значит, и шушукаются. Говорят, значит, недалекая какая-то пробраться пыталась в город. Но ее на воротах-то, значит, и не пустили. Кричала, что церковь украла у нее что-то. Якобы. О, и что? Что дальше? Ты что, издеваешься? Я говорю, не перебивай. Так вот, ее развернули, значит, конечно, да обратно отправили. Служители шептали, что это какая-то полоумная девка. Она, типа, в Мариборе живет. Не, ну кто нормально в лесу торчать будет, а? О, никто, конечно. О, вот-то ж, то, блин. Все знают, что город — это самое безопасное место. Самому жить — гиблое дело. Даже эти охотники, знают это. Гнулы их раздери. Ой-ой-ой, странная эта девушка какая-то. А разве церковь могла у нее что-нибудь украсть? Да и если бы и могла, то это не кража. Все, что церковь забирает, идет на благо всем нам. О, я так ж думаю. Вот только в эту историю я не верю. Стала бы церковь что-то у полоумных одиночек отнимать. Нет, конечно не стала бы. Ну, я о том же. Хотя, если слухи не врут, она и правда выживает в лесу одна. Наверное, я бы тоже в одиночестве с катушек слетел. Ай-яй-яй, бедняжечка. Ты чё, блин, с ума сошла, какая на тебя бедняжка? Если посмел обвинять церковь, то наверняка еретичка. Да, точно, еретичка. Прости. А вдруг она с охотниками водилась, поэтому и выжила? Ой, ужас какой. Тогда она даже сумасшедшая, точно сумасшедшая. А я-то о чем? О, боги. Какие же жители этого города унылые и глупые. И разговоры у них унылые, и одежда. Вот вроде бы мир, полный монстров, загадок, хаоса, магии. А для них какая-то женщина в лесу — это уже событие. Да. Если бы я знал, что здесь будет настолько удрученно, не стал бы тратить столько времени и сил, чтобы попасть сюда. Но все же в одном я с этим отребьем согласен. Если кто-то выбирает жить в опасности среди монстров, лишь бы не жить среди этих заурядностей, этот кто-то может быть мне интересен. Кажется, наконец-то пора вернуться в тот лес. Что? Лес? Задание «Там леший бродит» обновлено. Какой лес? Марибор? Или как оно там говорилось? Погоди. Так, переместиться. Да, лес Марибор, старая вырубка. Вау, смотри, какая красота. Но прежде чем куда-то телепортироваться, задание. Идти в лес Марибор, отыскать полоумную одиночку. Да, лучший метод собрать антропологические, дворфологические, эльфологические и прочие логические данные, включенное и не включенное наблюдение. Но черт! Как же я ненавижу наблюдать за этими заурядностями.
Как же хорошо, что в этот раз наблюдение хотя бы принесло плоды. Я узнал о некой даме, которая добровольно живет в лесу, предпочитая природу тем жалким плодам цивилизации. Надо бы посмотреть на нее. Окей, да, это на самом деле интересно. Я думал, что только охотники выбирают жить где-то за городом. Точнее, нет, охотники не то чтобы выбирают, их скорее выгоняют и презирают. А эта женщина, получается, отказалась добровольно переместиться. Старая вырубка, переместиться. Ай, как же меня бесит, когда нет толкового плана. Сейчас нет никаких зацепок, как искать эту непонятную неизвестную. А еще этот дурак Лолошка смотрит на меня с такой надеждой, как будто я сейчас все объясню. Хотя я с самого начала сказал, что понятия не имею, что нас ждет. Ладно бы при этом моя магия не слабела с каждой секундой. Я же почти физически ощущаю, как то, чему я столько лет учился, просто тает, исчезает, испаряется, черт возьми. Как я надеюсь, что эта чокнутая в лесу наведет меня на новую идею. Даст хоть какую-то информацию. Может быть, хоть какой-нибудь план. Или хотя бы глоток свежего воздуха. Да хоть что-нибудь. Вдобавок, если церковь выкрала у нее что-нибудь важное, это можно использовать в своих целях. На крайний случай можно будет спихнуть на Лолошку. В смысле? Я все слышу. Джидич! Не говори такие слова. Этот дурачок любит всяким помогать. Но сделаю я это только в случае потенциальной выгоды. Спихнуть значит соврать. Но Джидич, ты же никогда не врешь. Или только в случае потенциальной выгоды ты это делаешь. Так, погоди, а в итоге где я? Что я? Смотри, тут реально что-то есть. Здравствуйте. Так, кто-то питается редиской и гнилой плотью. Приветствую. Здесь кто-нибудь есть? Так, это... А мне сюда? Смотри, тут завалено. Это перекрытый проход огромным-огромным деревом. Так, получается, мне либо туда, либо погоди. На Скинте была вот такая картинка с домиками, с какой-то деревушкой. То есть, получается, это прямо рядом со Скинтом и... вот оно. О, господи. Тихо, не надо. Походу, я иду правильно. Оу. Здравствуйте. Здесь, ну, хотя бы кто-нибудь жил? Нет, походу никого нет. Ладно, честно признаться, я не совсем понимаю, куда мне нужно идти. Ух. Да, клининг бы здесь явно не помешал. Это точно лес, а не кладбище домашних животных? Хотя стоп. Больших домашних животных? О, кстати! Ты погляди, какие огромные кости, реально! Тут же, получается, огромное чудище умерло. Но, судя по паутине, умерло оно очень давно. Нет никакой плоти, нет кусков мяса, только кости. Ого! Действительно, ого. Так, ладно, капканы здесь кто-то расставился. Ой. Что происходит? Здравствуйте. Господи, бога ради, бога ради, бога ради! За что? Почему сразу драка? На ровном месте просто, дамочка, успокойтесь! Так, ладно, ну, по крайней мере, я понимаю, что надо правильно идти, то есть я правильно иду. Так, дамочка, получайте! Ты боевая, погляжу? Так, Джидич, это я тобой управляю, а не ты сам собой. Так что, не похоже на сумасшедшую, нравится. А тебе, смотрю, все нормально, да, Джидич? Так, так, ладно, кулаками. Дерешься неплохо, но я лучше. Ты сносишь ей буквально по одному. Эй, красотка, побереги силы. Так, подожди, ладно, я понял, техники GDH сносят куда больше. Успокойся, я тебе не враг, дамочка. О, GDH все-таки могут задеть. Так, ты правда не похожа на сумасшедшую, давай поговорим. Так, ладно, сколько я снес уже? Боже, сколько я снес, у меня половина хп. Срочно фиал жизненной силы. Не, я, конечно, понимаю, что GDH крутой и все такое, но он же слабеет. У него с каждым разом все меньше и меньше сил. Интересно, кстати, из-за чего? Так, ладно, хорошо. Еще? Стой, человек! Что забыл здесь? О, ну наконец-то! Я уже начал думать, что мы с тобой и вовсе не поговорим. Это было бы огромным упущением с твоим-то голосочком. Оставь свою лесть при себе! Тьфу, человек! Расизм! Это был расизм! Что ты сейчас сказал? Это не важно. Твои словечки мне голову не запудрят, человек. Эй, дамочка, у меня же вообще-то имя есть. Меня зовут Джо... Молчать! Мне плевать на твое имя.
Достаточно того, что ты человек. Ой, да ладно тебе. Заткнись! Говорить будешь только тогда, когда тебя спросят. Эй, но ты, кажется, не совсем поняла расстановку сил. Красотка, я тебе прямо сейчас поддаюсь. Я сказала заткнись. Нет, теперь говорю я. О-о-о. Давай посмотрим на ситуацию объективно. Ты устала, клинок в твоей руке дрожит, дыхание сбилось, в то время как я все еще полон сил. Ну, смекаешь? Что, хочешь продолжать драку, что ли? Ну давай, пожалуйста. Но это совершенно не в твоих интересах. А вот что в твоих интересах, так это чтобы я не пошел в город рассказывать инквизиторам, что у них под боком завелась симпатичная эльфичка. О, что? О, стоп, он реально эльф! Так они же погибли! Да, наконец-то. В другой раз я, может быть, был бы и не против поразвлекаться, но у меня совершенно нет времени на подобные заигрывания. Может быть, сразу к делу, окей? К какому делу? Я слышал, у тебя церковь что-то украла. Что именно? Сомневаюсь, что из-за какой-нибудь ерунды ты бы рискнула сунуться в город. Тебя это не касается. О, да ладно тебе. Мы можем быть полезны друг другу, женщина. Сайриса. Что? Что ты сейчас сказала? Сайриса. Мое имя. О, наконец-то. Тогда самое время представиться и мне. Джон Дэйви Харрис. Мне все еще плевать. О, как грубо. Ну ладно, ладно, закрою на это глаза. Но только потому, что мы можем быть полезны друг другу. Полезный чем? Ты повторил это несколько раз, человек, но я все еще не убеждена. Я знаю, что делают люди. Насмехаются, убивают, отрезают уши ради потехи. Ничего другого я от людей никогда не видела. И после этого ты говоришь мне о помощи друг другу? Смешно. О, да, женщина, я бы с радостью послушал твою трогательную историю, но мы тут так и будем стоять. Знаешь, эти торчащие кости как-то не располагают к дружеской беседе. Привела бы к себе, напоила чаем, угостила конфетками. С чего бы мне вести тебя, человека, к себе домой? Да с того, что твои простецкие ловушки меня попросту не остановят. А еще потому, что я не имею никакого отношения к геноциду твоего народа. О, сколько раз я слышала такое из уст короткоухих. После этой лжи им обычно приходилось совсем расстаться со своими ушами. О, да, конечно. Веди уже. Запомни, одно неверное движение, и я тебе... Да, слушай, ты еще не поняла? Я предпочел, чтобы твой чудесный рот произносил комплименты, а не угрозы. Мне это начинает надоедать. Ой, какой же... ненормальный. Я все слышал. Какая хмурая. Хочешь сказать, у меня есть причины улыбаться? Ну а что, плакать что ли? Если ты продолжишь свою болтовню, то плакать придется тебе. Ой, опять. Слушай, я думал, мы оставили пустые оскорбления и угрозы на той полянке. Нет. Зануда. Заткнись. И зачем же? Ты раздражаешь. Кстати, насчет этого. Предлагаю усовершенствовать твои ловушки. Если взять несколько небольших брусков и Ты когда-нибудь закрываешь рот? Нет. Так вот, возьмем несколько... Тихо! Мы уже пришли. Все, Так, и что же ты сделала? обезвредила ловушку. Вау, ловушки в собственном доме? Да. Когда ухожу, возвожу. Прихожу, обезвреживаю. Мне не нужны нежеланные гости. Вау, то есть получается, я все-таки желанный? Нет уж, не обольщайся. Ты такой же нежеланный гость в этом доме, как и любой другой человек. Ага, ну прям эльфичка, ой. Вау, откуда у тебя котики? Ой, какой милый дом, слушай, она тут реально живет одна? Ну? Или ты теперь решил молчать? О, да, точно, не буду молчать. Я, кстати, очень уважаю ловушки в доме. Ты не представляешь, сколько я расставлял их у себя. Хорошо. Ближе к делу. Ладно.
Так в итоге, что у тебя там украли? Повтори. Я не говорила. Ну, получается самое время что? Сказать. Нет. Да ты же уже привела меня к себе домой. Мы оба знаем, что ты все равно расскажешь. Что? Не смей решать за меня. Мне не нравится, как ты со мной разговариваешь. Какая злая. Да у тебя сейчас дым из ушей повалит. Но? Что? Дым? Дым? Где дым? Я горю? Ай, какая же ты забавная, а? Это же не буквально. Дым это... Да ты... Да, я, продолжай. Или же можем вернуться к нашему разговору. Что украла церковь? Рассказывай. Это какой-то артефакт? Реликт? Древние свитки, книги? Что? Да, это реликвия. Верно. Реликвия моего народа. Угу. Зачем она тебе? Ты странный. Что, я? Да, ты. Зачем ты делаешь вид, что ничего не понимаешь? Словно это поможет смыть грех за убийство моих предков твоими. Дамочка, я повторяю еще раз. Я к этому никакого отношения не имею. Даже если ты не убивал лично, это делали твои братья, сестры, отцы и так далее. Ну, не, я так не думаю. Я не местный. Нет, это все еще не Да нет, ты не поняла, я не из этого мира. А? Врешь. Никак нет. И чем докажешь? Слушай, я, может быть, бы и продемонстрировал свои способности, но мне лень, я не хочу. Значит, врешь. Я никогда не вру. Забавно слышать это от человека. Да разуй ты уже свои прелестные глазки. Я совсем не похож на местных. И это весь твой аргумент? Откуда я могу знать, что там у вас в головах? Ну так это уже твои проблемы. Что? Твое неверие — это твоя проблема, не моя. Ой, в какой бы мир я ни пошел, везде существует расизм. Несложно догадаться, что было в вашем. Но я, повторяюсь, к этому отношения никакого не имею. Конечно. Людям стыдно признавать свою жестокость. Особенно, когда от их жестокости погиб целый народ. То есть все-таки ты правда последняя? Последнее. Мою сестру убили на моих глазах. Когда убивали родителей, сестра спрятала и растила. А потом забрали ее. Так, подожди, поподробнее. Забрали? Но ты только что сказала, что убили. Убили, когда пытались забрать. А я успела убежать. С тех пор одна. А реликвия — все, что у меня от эльфов осталось. Наручи, украшенные скинтом. Звучит как ценная штуковина. Дело не в цене. Дело в истории. Я не знаю, зачем они им понадобились. И знать не хочу. Погоди, но откуда ты тогда знаешь, что это сделали именно люди? И уж тем более именно церковь. Пойдем. А? Что? У тебя тут комната еще есть. С котиками, Вот. с курочками. Догадалась. Ну и ну. Знаешь, а я ведь с церковью тоже как-то не в ладах. Может быть, типа, там, поможем друг другу? Что, серьезно? Вдвоем нас быстрее убьют. Меня даже в город не пустили. А эти выродки наверняка спрятали их в... Ой, не скажу. В общем, даже если ты попадешь в город, не факт, что найдешь. Забудь об этом. Без тебя разберусь. Да, отказываться от помощи. Слушай, ты, конечно, симпатичная, но умом точно не блещешь. Что, хочешь помочь? Отлично. Мне нужно проверить охотничьи ловушки. Неподалеку есть пара капканов. Проверь их, и если кто-то из животных попался, приведи ко мне. Сейчас. Возьми. Это поможет их успокоить. Что это? Взять мешочек. Ну-ка, подожди, ты сейчас серьезно? Я тебе что, какой-нибудь погонщик-овец? Ну ты же сам вызвался. Считай это моим тестом. Ладно, допустим. Задание «Будем друзьями» обновлено. Ничего себе! Эта полоумная оказалась последней выжившей эльфийкой. Ну, по ее словам.
Я бы, наверное, не обратил внимания на эту историю, если бы церковь не увлеклась коллекционированием чужих артефактов. Сначала руками моего двойника они добывают весы, теперь вот украли какие-то наручи. У меня складывается подозрение, что это не просто так. Ладно, так и быть. Помогу этой эльфийке. Может быть, это какая-то зацепка. Проверить ловушки поблизости. Ха-ха, фига себе. GDH мальчик на побегушках, вот это прикольно. Небольшой мешочек со странным порошком. Успокаивает диких животных. О, прикольно. Эй, человек, иди сюда. Вот, тебе в ту сторону. Я пойду в другую. Если что, встретимся здесь. Хорошо. Так, ладненько. Ой, батюшки, как... Блин, слушай, у нее там много ловушек. Но, тем не менее, мы находим вот это. Путеводный скин сразу активируем. И, наверное, лучше, кстати, сейчас сразу фиал жизненной силы выпить. Восстановиться. После этого присесть. И, по идее, мы все восстановим, да? То есть фиал жизненной силы сейчас будет полный. Все, встаем. И... Да? Полный. Так, получается, эльфийка, которая нормально не разговаривает, указала мне в эту сторону. Ну окей, капканы. Вы где-то здесь? Здравствуйте. О, да, смотри. О, как, зараженные. Чем это наша эльфичка промышляет? Становится интереснее, мне нравится. Здравствуйте. Вы живые? Вот вам порошок. Или не порошок? Во, освободить. Так, оп, тихо. Тихо. Вот, пей, пой, ешь. Все? Обалдеть, это что у тебя за порошок такой? Порошок, который может успокоить даже зараженного, это сильно. Это какая-то эльфийская разработка, что ли? В любом случае, он идет со мной и... О, отлично. Обалдеть, а ты их что, кушаешь? Я не понимаю, зачем тебе зараженные монстры? Это что-то новенькое, такого я точно еще не видел. Я надеюсь, она сейчас все объяснит. Капец. Тот, кто не обидит животных, достоин моего внимания. Люди к животным часто жестоки. Можешь считать, что в моих глазах ты поднялся на одну ступенечку. Джон Дэйви Харрис. О, как приятно, так ты все-таки слушала. Конечно, я всегда слушаю. Уши говорят больше, чем глаза. Нет, уши не говорят, как и глаза. Ну да. Это когда ты человек и не умеешь слушать. Ладно, понял. Может, все-таки расскажешь про наручи? Где они лежат? Разве я не доказал свою полезность или типа того? Кстати, а тебе до них какое дело? Так как это какое? Я хочу церкви насолить. Чем они успели тебе не угодить? Да так, небольшая стычка, знаешь ли. Убегал от этих придурков. Да и просто не нравятся они мне. Религия — это глупость, а верующие — идиоты. Ладно, допустим. Я расскажу, но позже. Сейчас мне нужно осмотреть их. Обработать возможные раны. Возвращайся через 3 караса. Ладно. Ну, все? Пока? Все? Да, пока-пока, красавица. Стоп, а она лечит от заражения или что она делает, я не понимаю. Ну нет, от заражения она не лечит, но она обрабатывает раны. То есть вот обычные физические, где кровь. Так, окей. У меня, значит, есть фиал жизненной силы, есть крутая атака, которая, кстати, прям неплохо мне помогла. Мы нашли эльфийку, которая странно разговаривает, и мы, наверное, можем вернуться. Мы можем вообще об этом кому-то рассказать. Так, ну-ка. Сонное измерение, пожалуйста. Да, измерение сновидений можно, переместиться. Так. И что же я здесь пропустил? Юродивый номер 2. Да, и тебе привет. Что, вернулся? Лучше бы не возвращался. Да ладно тебе, птичка! Чем я успел тебе насолить? Своим существованием. Чего? Поподробнее. Ты шумный, а я отдыхаю, не мешай. Понятно. И почему бы тебе не отдыхать в своем доме? Я сам разберусь, где мне отдыхать. Проваливай, юродивый. Бедный Невр, господи. Ну-ка. Так, ну, по крайней мере, торговля доступна. Эй, Лолошка, ты где?
Там я его не вижу. Может быть, он где-то у Альфреда? Типа, мы как минимум можем, если что, успокоить Альфреда при помощи порошка. Если вдруг он станет психом. О, привет, Беренгарий. О, пришел друга навестить. Это дело хорошее. Нет, мы с ним не друзья. Нет? Ну ты же столько с ним возишься. Что? Возиться с кем-то? Не-не-не, спасибо. Ты меня с Лолошкой путаешь. Ой, ну и ну. А ты разве не Лолошка? Нет, я... Кстати, как Альфред? Ну то извините, он же не твой друг. Какая тебе разница? Назовем это научный интерес. Ну, фу-фу, ничего не изменилось. Заражение очень медленно, но все-таки идет. Я думаю, ему бы точно помог мой грибной... Да нет, даже не думай об этом. Твои отвары сведут на нет все результаты моих наблюдений. У меня тут вообще-то научный эксперимент. Ну ладно. Тогда сам выпью. Такс. Все-таки заражение продолжается. Заражение очень медленно, но идет. Ай-яй-яй-яй, блин, я правда, у меня была прям толика надежды на то, что у нас все-таки полностью остановилось заражение. А сейчас мы... Лол-ложка. Здорово, где был? О, кого я вижу? Как твои успехи? Привет, Джон. А твои? Эй, ну что ты, я же первый спросил. Расшумелись. Невер, прости. Слушай, то есть ты мне не рассказываешь, а я, значит, должен, да? Нет, я не буду рассказывать, не хочу. Может быть, потом. Фига. GDH отшили. Ну подожди, Лолошка, что ты делал? Это я тобой управляю, не ты! Ну то есть, как бы я понимаю, что сейчас это не так, но скажи, черт возьми! Я не могу узнать, что делает мой персонаж, это просто трэш. С кем не-не-не, с Марком говорить я точно не хочу. Опять будет нудеть о том, какой я плохой и не верю в церковную чушь. Нет. На это сейчас у меня нет настроения. Самое время вернуться к себе и отдохнуть. А, да? То есть я не могу поговорить с Багряником? Да, только поторговать, окей. А что насчет Гимлина? Гимлин? Здравствуйте. О, Гимлина нет. Фига, а где он? А, погоди, а может быть как раз он у меня? Эй, кто пробрался в мой замок и топчется? Раз уж GDH сказал, что надо отдохнуть... Это еще что такое? Кажется, я узнаю эту подошву. Только не говорите, что он специально. Это речь про меня, да. Я в предыдущей серии буквально потоптался здесь. Да, было такое, было. Немножко специально. Но в любом случае, мою комнату, то есть комнату GDH надо еще найти. Так, это явно не то место. Давай. Ай! Аккуратненько. Понять бы, где находится комната GDH. А, во. Так, да, кровати, все такое прям оранжевое. Под стиль GDH, прикольно. В комодах у него ничего нет. Ну, что ж, видимо, придется просто греться. Последняя выжившая эльфийка, это, конечно, прикольно, но еще круче, это то, как она управляла этими зараженными монстрами. То есть, вот эта пыль, откуда она? Это что-то эльфийское или все-таки это... везде продающиеся. Типа, может быть, на черном рынке можно будет купить. Просто я хочу приручить огромного монстра. Это звучит офигенно. Зачем церковь собирает артефакты, нам еще предстоит выяснить. Но оказывается, не просто так. Это мы уже поняли по этой серии. Вот как Джон, оказывается, узнает ответы. У него тоже не вездесущие глаза. Он точно так же, как и Лолошка, ходит, бродит, болтает и очень много язвит. Это не отнять. В любом случае, на этом я буду постепенно заканчивать. Не забывайте, пожалуйста, про ваши лайки, не забывайте про подписки. Я прекрасно понимаю то, что чем позже я говорю эту фразу про подписаться, тем больше людей пропускает эту фразу. Но сейчас я прям надеюсь то, что люди, которые не подписаны и каждый раз думают, что эта фраза не для них, все-таки подумают, что эта фраза адресована и мне тоже. И после того, как это все-таки поймется, вы подпишитесь. Я уже не знаю, какие намеки давать. В условиях замедленного ютуба, на самом деле, только об этом и можно говорить. На ваших подписках и на ваших лайках держатся алгоритмы нынешние. Поломанные алгоритмы. Правда, надеюсь, что вы не пропустите это мимо ушей. Но если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и GDH. Всем удачи, всем пока. Пока. Я был бы рад, если бы ты подсказал, что мы можем сделать. Да ничего мы не можем сделать, Лолошка.
Я думаю, что для устранения заразы нужно уничтожать причину. Именно... О, черт возьми! Бляха-муха! Вау, эльфийка по имени Сайриса. Как я понял, последний выживший эльф, у которой церковь украла некие золотые наручи. Честно признаюсь, без контекста я бы сказал на все это... Вау. Все. Но, первое, мы знаем, что эльфы вообще-то были истреблены, а значит Сайриса может быть вполне себе последней из своего рода. И второе, просто интересно, зачем церковь собирает эти золотые предметы? Весы, наручи, то есть оно обязательно не просто золотое, но еще и древнее. Но явно же что-то не так, но при этом мы знаем примерно ничего. Да и вообще, увы, мы играли за GDH, а ему в целом немного плевать на эти два пункта. Сейчас его голова забита тем, чтобы вернуть силу пустотной магии. Мне интересно, Лолошка узнает о том, что Джон постепенно теряет силы? Давайте узнаем. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в сердце вселенной. Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в сердце вселенной, сезон, в котором мы привыкаем играть за GDH. Да, неожиданно, но нам снова дали ощутить на себе мысли Джона. Сейчас мы понимаем, что он все больше нервируется или... Нет, даже не так. Тревожится от того, что он постепенно теряет силы. Заметьте, Лолошка не знает, что GDH становится слабее. Об этом знаем только мы, зрители. Также Лолошка не знает о эльфийке Сайрисе, о том, что у нее есть какая-то пыль, усмиряющая зараженных. Да и если так подумать, Лолошка в целом никогда не знает, что делает Джон. Так, ладно, сейчас меня интересует немного другое. А где все? Не знаю, Багряник, Беренгарий, Невер, Джон. Эй, Каркарыч, ты дома? О, да, действительно дома. Чё такой грустный? Поговорить? О, Ророшка. Да, это я. Привет, Невер. О, Ророшка. Не думал, что когда-нибудь скажу что-то подобное, но общая атмосфера, кажется, влияет на меня. Я не знал и не знаю Альфреда, а при взгляде на него вспоминаю, как сам воплотился. Хотя нет, не подумай неправильно. Я никогда не забуду, как воплотился. Никогда. Картинки перед глазами становятся ярче, стоит только посмотреть на твоего друга. Я не верю в чудесное излечение, но если кто-то и сможет ему помочь, то только ты, Лолошка. Никто не заслуживает такие муки. Никто. Да, Невер, я тебя понял. Постараюсь сделать все возможное. Но, Невер, чем быстрее мы сможем отыскать способ, тем больше людей сможем спасти. И не только людей. Поэтому, если ты вдруг что-то знаешь, нам бы это очень помогло. Что ты ощущал во время развоплощения? Скажи. Свободу? Так, продолжай, что-то еще? О, страх. Я ощущал страх. Не-не-не, Невер, подожди. Я говорю про физические ощущения, не твои эмоции. Я просто хочу понять, как именно это происходило. С чего началось и как произошло. В деталях. Эта информация помогла бы понять, как провернуть процесс воплощения вспять. О, Ророшка, я не уверен, что смогу как-то помочь тебе. Потому что все, что я могу тебе описать, боль в теле. И это явно не то, что тебе хотелось бы услышать. Жаль, мы не встретились раньше. Тогда бы... Что тогда бы? Неважно. Иди, Ророшка. Спасай своего друга. В смысле? Подожди, ну ты скажи, бога ради, ну что это такое? Жаль, мы не встретились раньше, тогда бы что? Знаете, у меня такое ощущение, что если бы мы встретились раньше, то он бы не успел обрасти кристаллами, и скорее всего, убив его, он бы умер окончательно, потому что помним, да? Невер не хочет жить. Каждый раз он жалеет, что... Но... Как минимум, Невер теперь допускает, что развоплощение возможно. Уже какой-то плюс. Да. Так вот, у меня просто всегда в памяти всплывает, что Невер хочет умереть. Ну, он реально жалеет, что живой. Тем не менее, спасать моего друга. Каким образом... Ух ты, ё-моё. Здравствуйте, алхимик Беренгарий. Ой, парень, его состояние ухудшается. Ой, медленно, но верно. Да, Беренгарий прав. Сонное измерение замедляет процесс. В каких-то случаях этого достаточно для выздоровления, но напомню,
Очищение не болезнь. Симптомы хоть и похожи, но не более. Марк, слушай, Сейчас я не намерен слушать твои религиозные рассуждения. Дело не в моей вере, Лолошка. Болезнь — это реакция организма на вирусы или бактерии. Состояние Альфреда в своей сути имеет с ней мало общего. Ладно, Марк, хорошо. Я, знаешь, был бы благодарен, если бы ты рассказывал как-то поподробнее. Ладно. Дело в том, что я... Я должен предать... Отец... Ой-ой-ой-ой. Сейчас. Вот юнец. Возьми, пей. О, вот оно, отец. О чем я и говорил. Господи, да какой отец, Марк, он просто бредит. В этом нет ничего необычного. Такое бывает и при обычной простуде, когда температура тела достаточно высокая. Нет, ты не понимаешь. Это не просто бред. Всеобщее очищение уже близко. Пророчество. Оно сбывается. И одно из проявлений ты уже видел. Что? Проявлений? Да. Так, и что ты знаешь? Говори уже! Ну, так я об этом и говорю. Мы оба это видели, Лолошка. Нападение монстров на поселение. Точно! Мы с Гимлином видели странного зараженного дворфа, который стоял в сторонке. Именно. И после того, как вы его спугнули, нападение резко завершилось. О, я тогда думал, что мои огненные шары их спугнули, но... Когда я услышал про координатора, сразу все понял. Очищение грядет! Их призвал отец. И с твоим мерзким охотником сейчас происходит то же самое. Стоп, отец? Но это тот, о котором ты говорил, да? Он же пропал. Опять ты рассказываешь какими-то обрывками, Марк, прекращай! Расскажи уже нормально, я прошу тебя! Ладно. Отец — это начало веры. Он — главная фигура во всей культуре Архея. Для всех рас. Даже если они это отрицают. Отец принес благо в этот мир во времена, когда багряники были единственной расой, способной перемещаться между мирами. Именно отец даровал таким жалким созданиям, как ты, способность к мирохождению. Что? Вот это интересно, продолжай. Только лишь благодаря отцу ты смог вообще оказаться здесь. Стоп. Это интересно, подожди. Ты хочешь сказать, что этот отец дал всем мироходцам их искры? Угу, но не всем. Мы, багряники, обладаем этой способностью сами. Сами по себе. Но все остальные из-за отца. Чего? Допустим. Но что такое очищение тогда? Для чего оно нужно? О, парень, очищение — это величайшее благо. Только с помощью очищения можно открыть свою настоящую натуру. Оно показывает, кто ты на самом деле, раскрывает всю твою суть. И если бы ты был верен отцу, он дарует тебе в очищении то, что ты ищешь. Великое очищение грядет. Да, я понял, что что-то не так еще там, в рудниках, но мне нужно было хоть какое-то подтверждение. Я мог просто принимать желаемое за действительное, но нет! Этот охотник подтвердил мои догадки. Это не первый раз, когда с его уст слетают обрывки пророчества. Глаз отца. О, помедленнее, пожалуйста, Марк. Что за пророчество? Стоп, подожди, ты правда не знаешь о пророчестве? Да, я впервые об этом слышу. Я тебя понял. Я не стану вдаваться сейчас в детали и подробности, но история пророчества началась, когда отец подарил Архею Скинд. Его первое великое благо. Первые служители церкви почитали отца лично, но потом, напомню, он исчез. Никто не знает, что произошло с отцом. Согласно древним записям, однажды он вернется и принесет за собой новое благо, как делал раньше. Очистит нас и наши души. И чтобы получить желаемое, мы должны быть внимательны к себе. Следовать догмам церкви. Как много всего. Подожди, Марк. То есть, тебе самому не кажется это каким-то слишком наивным и странным, что ли? Нет.
Хотя, знаешь, мне казалось, что церковь не признает охотников, потому что их не признает отец. Но то, что его глаз доступен и еретику, кажется мне странным. Писания рассказывали о его мудрости и милости. Но как же возможно, что обычный еретик способен получить столько же внимания, сколько и верные служители церкви? Марк, странно, что тебя смущает только это. А что меня должно смущать еще? Да сам посмотри, как минимум Альфреду плохо. Во что бы ты ни верил, отрицать очевидное — это глупо. Его состояние сейчас далеко от того, что церковь преподносит как благо. Ты сам отметил, что визуальные признаки схожи с болезнью. И при этом ты не можешь принять очевидный факт. Хватит! Я не собираюсь слушать твои дешевые переубеждения. Его состояние — это часть испытания перед окончательным очищением. Марк, прошу, ты же прямо сейчас цепляешься за придуманные тобой же оправдания. Марк, я понимаю, что отказываться от своих жизненных принципов и взглядов — это тяжело. А отказываться от веры, будь то религия или что-то еще, тем более. Да вот только очевидно же, Альфред чувствует себя отвратительно. Я знаю, что ты недолюбливаешь Невера. Он тебя тоже недолюбливает. Вот только он не просто был воплощенным, но и вернулся в здравый рассудок. Ты что, это забыл? Может быть, хотя бы поговоришь с ним? И нет, не потому что предлагаю я, не для меня. Для себя, Марк. Все? Ты закончил? Да, Марк, я закончил. Отлично. Потому что я что? не собираюсь больше выслушивать этот бред. Всего доброго. Да. Ой-ой-ой, ума не приложу, о чем вы тут говорили, парень. Но ты говорил правильные, красивые вещи. У меня заканчиваются запасы отвара, которыми я поил Альфреда. Тут хватит еще... На один прием хватит, да. Но не больше. Спасибо, Беренгарий, но дай угадаю. Сварить новый отвар ты не можешь, потому что у тебя кончились ингредиенты, да? И ты просишь меня принести их. Да, ха-ха-ха, как верно подмечено. У меня есть все, кроме одного маленького растения. Ага, растение. А Невер не может как-нибудь его тебе сделать своей магией? Ой-ой-ой, не думаю. Эта травка растет в лесу Марибор. Называется звездная капля. Хорошо, отлично. Сколько надо? Да ты куда? Ну что ты сразу? Подожди уж, послушай меня внимательно. Растение это мощное, но древнее. Редкое, парень. Чтобы найти, тебе придется отыскать эльфийские руины. Это несложно. Находятся они в той части леса, где больше всего деревьев. Издалека поймешь, эльфы любили белые камешки использовать. До сих пор среди зарослей они выделяются. Вот туда-то, парень, и иди. Правда, я там слышал, призраки обитают. Так что это ты аккуратней, Лолошка. Подожди, а как эта звездная капля хотя бы выглядит? Да, подожди, я что, не сказал, что ли? Это такой цветок светло-голубого цвета. Длинные лепесточки у них, вытянутые такие, с острым концом. И длинные тычинки размером прямо с лепестки, да. Ты их сразу узнаешь, парень, я уверен. 15 штук будет достаточно. Угу. А лес где? Ну, неподалеку от рудника, заброшенного. Погоди, чего? Заброшенного? Ты про тот дворфийский? Так он же не заброшен. А, разве? Да, дворфы вернулись на него не так давно. Эва как? Не знал. Что ж, ладно. Понял. Задание «Голубенький цветочек» обновлено. О, можем еще поговорить. Это уж поторопись, Лолошка. Я даю Альфреду порции поменьше, чтобы хоть как-нибудь растянуть остатки. Поэтому я не знаю, как скоро будет следующий приступ. Я был бы рад поговорить с тобой, но только после того, как ты соберешь достаточно цветочков. Хорошо. Так, все, поговорить не можем. Я понял. Надо принести 15 звездной капли. Давай сразу прочитаем. Голубенький цветочек. Найти эльфийские руины в лесу Марибор. Собственно, в лесу Марибор мы были за GDH, и там были действительно руины, которые вот такие вот черные. Я вот не знаю, может быть, это они? Ладно, в любом случае, далее найти 15 звездных капель и принести цветы Беренгарию. Состояние Альфреда ухудшается, а у Беренгария заканчивается успокоительный отвар. Я должен помочь и принести нужные для него звездные капли. Это светло-голубые цветы с длинными лепестками и тычинками. Окей. В том лесу я, конечно, еще не был, но, надеюсь, быстро смогу сориентироваться. Беренгарий сказал, что мне нужно искать эльфийские руины.
Ага, эльфийские руины. Ну да, опять же, я примерно понимаю, что это за руины. На всякий случай, Марк, что делаешь? Нет, я не думаю, что Марк сейчас хочет со мной разговаривать. Ему нужно время, чтобы переварить мои слова. Надеюсь, мне удастся до него достучаться. Да, кстати, я тоже на это надеюсь. Потому что он несет, ну, прямо колесицу. Прям бред полнейший. Перед тем, как пойдем искать лес Марибор... Да! Ну, спасибо, 200 спарков. Джона, получается, нигде нет. И вопрос. Если прямо сейчас я использую путеводный скин, тут будет лес Марибор. Просто он был именно у GDH. Ну-ка. Ты, блин, серый рудник, предгорье Афон. Так, ладно, мне Беренгарий сказал, что нужно идти от рудников, поэтому переместиться. Угу, спасибо большое. Так, как же я переживаю за Альфреда. Надеюсь, эти цветы и правда будет легко отличить от остальных растений. А еще и Джон куда-то делся. Вдвоем мы бы справились явно быстрее. А вообще, я слышал, как он разговаривал с Беренгарием и вел себя так, будто Альфред для него исключительно предмет научных исследований. Очень надеюсь, что это только для виду. Ну, знаете, у меня ощущение, что Джону скорее все-таки реально плевать на Альфреда. Короче, где этот лес? Неподалеку от рудника, заброшенного. То есть мы поняли, что это не заброшенный рудник, и нам нужно... А, погоди, лес! Так тут же одно место с лесом. Это вот это. Да, и тут, кстати, есть полноценная дорога. Я так понимаю, мне действительно сюда... Ой. Это что там такое? Это что за радужная штуковина? Мне даже интересно стало. Что же там за оранжевая штучка? Здравствуйте. Так. Это... Крыса? Это что, как пасхалка какая-то? Ладно, допустим. Да, это лес. По-моему, это то, что мне надо. Так, это если Марибор, то тем более то, что мне надо. Меня тут предупреждали, что какие-то призраки водятся. Ну да, это очень похоже на лес Марибор. А, стоп! Да! Это буквально лес Марибор, и вот тот самый скинт. Сюда мы телепортировались за GDH. Если я сейчас посижу у этого скинта, то, я так понимаю, он теперь будет здесь у меня, да? А. Я не могу переместиться за него. Фига, видимо, сюжетом сейчас заблокировано. Тогда встать. В этой деревушке ничего не изменилось. В целом все то же самое. И мне, наверное, нужно просто найти что-то такое, что будет похоже... Вот! На эльфийские руны! Здрасте, это... Нет, это не эльфийские руны. Блин, получается, это значит все-таки что-то другое. О, монстры. Так, ладно, походу я иду по правильному пути. Это какой-то О, это новые монстры! Обалдеть! Сколько у тебя хп? Так, ладно, у тебя какие-то зараженные клинки, я понял. Супер. И в итоге падает примерно 50 спарков. И то это благодаря вороньему перу, которое увеличивает количество добываемых спарков. Так, ладно, пойду-ка я, наверное, тогда по этой дороге, потому что раз уж появляются монстры, значит, как будто это то, что мне надо. К эльфийке, на самом деле, я тоже хочу забежать, потому что мало ли я смогу с ней познакомиться. Это что, бобры, что ли? Оу! Ладно, у них еще и хвостик такой боберский, нормальный. Давай-ка покажи мне, сколько с тебя спарков падает. Сюда! 7900! Я уже начинаю сомневаться, что мне в эту сторону. Ну, тут, например, кстати, какой-то домик. Заброшенный домик явно. Ничего не открывается. Так, ладно, если сейчас в ближайшие, не знаю, минуты-две ничего не произойдет, я пойду обратно. Потому что у меня ощущение, что я должен был пойти к той эльфийке. О, стоп. Сюда! Ой-ой-ой, хорошо. Можно будет не бегать. Путеводный скин. Спасибо. Так, а это у нас что такое? Оу. Это какое-то величественное здание. И оно, кстати, белое. Помните, нам что-то говорили как раз про белые руины. А ведь это похоже на руины, о которых говорил Беренгарий. А, ну да, вот. Следовательно, здесь мне явно ничего нельзя сделать. Могу рычаг бахнуть. Так. Прошу прощения. Я так, знаете, по чуть-чуть буду нажимать. Там еще рычаг, но я не знаю конструкцию этого рычага. То есть я не знаю, сколько раз мне нужно тут и там нажать. Нет, короче, мне нужны цветы. Все, я понял. Мне нужны цветы, которые как-то выделяются. Как они выделяются, опять же, непонятно. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Так, раз, два. Раз, два. Ну-ка. О, сюда! Ха-ха-ха! Изи! Я понял. Короче, около рычагов надо постоянно обращать внимание на всякие вот эти вот, не знаю, факелы, кнопочки. Так, наверх мы не заберемся. Я думал, что это лифт какой-то, но это просто ворота. Ой. Катсцена? Зачем катсцена? О, нет, только нет. Это очень похоже на... На босс-файт!
Здравствуйте! Черт возьми! Ой-ой-ой-ой-ой! Что ты умеешь? Так, почему у меня мало хп? Ты где? Чувак, ты где? Помогите! Что это такое? Господи, бога ради! Тихо, 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 молодой! Бляха! Где он? Он становится невидимым, да? Я правильно понимаю? Он невидимый. Он невидимый. Так, ладно, в жопу тебя, ща мы тебя в жопу. Так, ладно, как-нибудь стальным вихрем. На! Да, он стал невидимым, я понял. Короче, сейчас надо резко уклониться. Сейчас. Вот он. Ага! Ну что, не получилось ударить? Что у меня за звездная хрень восстанавливается? Точнее, восполняется, я не понимаю. Да, неужели это у эльфов были такие домашние животные? Но, по крайней мере, половину хп я ему уже снял. И примерно понимаю, как драться. Так, вот, в этот момент бьем. Он не успел! Когда он... Я понял! Мы можем сбить ему эту фиолетовую магию. Так давай тогда будем ждать. Вот, прямо сейчас. Не успел. Черт. Черт, где ты? Где ты? Вот он! Давай. Не получилось, маленькая кися. Не получилось. Только не убей меня, пожалуйста. Сюда! О, это было трудно. Кажется, пару раз я был на волосок от того, чтобы стать обедом кота-переростка. По крайней мере, теперь я могу собрать веточки. Так вот оно получается, где оно растет. Действительно, звездная капля. Ну что ж, давай-ка соберем. Фу, блин, у меня прям на самом деле, знаете, стресс-тест только что произошел. Мне так нравятся босс-файты в этом сезоне. Они прям продуманы до нельзя. Сделать такого босса — это кропотливая работа нескольких там дней, а то и даже недель. Поймите меня правильно, то, что я сейчас поиграл буквально несколько минут и убил этого босса, для программистов это реально дни кропотливой работы. Я каждый раз, когда об этом думаю, я не представляю, насколько же продуман этот сезон, насколько же в нем много всего, чего я еще не видел. Так, в итоге 14 и последний 15 лепесточек сюда. Супер, 15 есть. Теперь можно возвращаться. Надо только поторопиться. Вдруг у этого кота есть родственники. Не хотелось бы с ними пересечься. Хватит с меня. Пока что хватит. Что это в итоге? Клык саблезуба. Большой зуб мутировавшего саблезуба. Свирепость зверя ощущается в нем даже после гибели. А также зараженная скинтом плоть. О, можно покормить плотоядного червяка. Судя по всему, скоро он вырастет. Так, в сундуке у нас ничего. Тут пусто. Там, кстати, что-то есть. Крыса! Я понял, они тут как пасхалки разбросаны. То есть я где-то могу найти крыску. А может быть, через эти крысы следит отец? Прикиньте, вот это будет твист сюжетный. Там дальше тоже есть какой-то проход. Но, видимо, хватит болтать. Надо просто брать и телепортироваться обратно. Здравствуйте. Так, Беренгарий, ты где? Скажи, пожалуйста, что ты здесь, а не где-то в жопе. Опа. Только о тебе подумал, а ты уже тут как тут. Чем поделишься? Привет, Джон. Я нашел цветы, Беренгарий. Это они? А ну-ка, дай. Вот, возьми. Так, сейчас... Да, это действительно они. Я постараюсь управиться с успокоительным как можно быстрее. Что? Успокоительное? Лолошка, я сомневаюсь, что это поможет. Вернее сказать, это не поможет. Ну, знаешь, можно есть леденцы от боли в горле. Вот только они тебе не помогут, если под кадыком воткнут нож. Я знаю, Джон, знаю. Это помогает стабилизировать его состояние. Хотя бы немного. Сон может и замедляет действие заражения, вот только... Да, зов сильнее, я знаю. Зато мы можем пронаблюдать все стадии воплощения. Прикольно, да? Джон, серьезно? Я был бы рад, если бы ты подсказал, что мы можем сделать. Да ничего мы не можем сделать, Лолошка. Я думаю, что для устранения заразы нужно уничтожать причину, корень этой заразы. Понимаешь? Да, я, кажется, понял, о чем ты. Вернее, о ком. Ты говоришь про отца, верно? Именно... Чёрт возьми! Парень, эй, быстрее! Фу, блин, успел. Да. Погляди-ка. А я уж был готов его убить. Господи, Джон, ты серьезно? А что? Что, Джон? Он собирался напасть на меня. Это была бы самооборона. Да что ж вы делаете? Ишь, раскричались. Так,
Больному нужен покой, ребятки! Идите отсюда! Ох, бедный парень. Ай-яй-яй. О, спасибо тебе, Беренгарий. Слушай, как хорошо, что он здесь есть. Если бы Лолошка не призвал Беренгария, то есть не нашел его, Альфреду был бы уже явно каюк. Ну и по итогу что, Джон? Ты как обычно скажешь: ладно, я пошел? Эй, Джон! Да, чего такое? Скажи, почему ты начал заниматься изучением искры? Знаете, ребят, я только сейчас понял, что это первый раз, когда мы можем выбрать что-то у Джона. Чем ты так долго занимался? Постоянно пропадаешь. Может, для тебя прозвучит глупо, но, Джон, расскажи подробнее все то, что ты знаешь про Искру, Спарки и Скинт. Кстати, да, для задания. О, какие интересные вопросы. Ну ты же сам все знаешь. Да, знаю, но этого недостаточно для полного понимания картины. Вот оно как. Ну тогда ты оказался в правильном месте. Где еще можно об этом узнать, как не в мире, где все это появилось? Так. Это все? Лучше всего знания усваиваются, когда их добываешь сам, Лолошка. Ой, на себе проверил. Я вот не знаю, за такие ответы мне любить Джона или ненавидеть еще сильнее. Реально. Погоди, может я могу его остановить? Стоп. Джон. Не могу. Капец. Было бы прикольно, если бы я у Джона мог, знаете, покупать что-то, типа торговля какая-нибудь. Вот только непонятно что. Может быть, там, обучение каким-то заклинанием. Хотя, с другой стороны, а зачем это нужно Джону, правильно? Я не думаю, что Джона интересуют даже Спарки. Ему вообще никакая валюта не интересна. Ладно, на всякий случай я все равно прибегу к нему, посмотрю, что он делает. Эй, Джон, ты куда исчез? Так, может быть здесь на башне? Нет. И если он сейчас меня увидит, он меня выгонит или как? Эй, Джон! Подожди, куда он делся? Что? Это странно. Так, ладно, это не спальня. Мне нужно найти спальню. По-моему, она где-то здесь. И здравствуйте. What the fuck? Джон! А как это ты просто взял и испарился? Не испарился. Но поговорить с ним все равно нельзя. Обидно. Так, эти двери у нас открываются. Здесь можно пройти, здесь обеденный зал. Ну и в целом все. Эй, Гимлин, слушай, у меня тут клык саблезуба появился. Мы можем о нем поговорить? Так, торговать могу, но нет, я не могу поговорить. Марк, что насчет тебя? Торговать могу, поговорить не могу. Беренгарий? О, поговорить. О, Лолошка, знаешь, ты меня сегодня очень выручил. И Альфреда, конечно, тоже. Теперь у меня достаточно успокоительного, а это значит, я могу уделить время и всему остальному. В общем, если вдруг тебе понадобится помощь с отварами или какой-то едой, всегда рад. А теперь я, знаешь ли, хочу немножко отдохнуть. Надеюсь, у него найдется что-то более стоящее, чем тот отвар из мухоморов. На него-то я точно не собираюсь тратить Спарки. Не, погоди, у него реально там торговля появилась. Ой, и домик, кстати, мы ни разу его не видели. Буквально первый раз заходим. И здесь у нас, ну, как обычно, пусто. Я в целом не удивлен. Так, Беренгарий. Куда? Вау. Прикольная анимация. Прям реально забирался по лесенке. Такой старикан. Ой! Ну, торговать все равно могу, окей. Так, что у тебя здесь? Колония красных грибов, бутылочка меда, деревянная тарелка, ступка. Ну, что я могу на это сказать? Ну, фигня. Возможно, конечно, в будущем это как-то может пригодиться, но пока что это прям... Так, знаете, для отваров. Отваров, которыми я особо-то не интересуюсь. Пока что, кстати, в крафте клык саблезуба не используется, но у меня есть на самом деле кое-какое понимание, что крафты у меня постепенно открываются тогда, когда я прокачиваю мастерскую. И у меня прямо сейчас мастерская... Ох, нифига, она, кстати, улучшается. Так вот, она первого уровня, и смотрите, здесь можно открывать, создавать и улучшать механизмы. Я думаю, то, что мне нужно это сделать, потому что реально пригодится. Короче, там понадобится 64 дуба, купить. Далее золото, которое не проблема, редстоун, ну, тоже более-менее не проблема. Медь, тем более зашибись. Самая задница, это, конечно, наковальня, потому что она требует прям много железа. Где-то 30, нет, даже 31 кусок железа. У меня столько явно не найдется. Если только я не приобрету куча кусочков этого самого железа. Купить! Хе-хе-хе. Да, это много. Напомню, мне нужно 31 и... 35, хорошо. Далее находим лес Марибор, эльфийские руины, переместиться. И так как здесь есть монстры, которые дают кучу спарков, просто берем и фармим. О,
что это? Необработанный осколок скинта? О, нифига себе! Йоу, это новое улучшение! Они падают с этих монстров, круто! Просто я уже с этими монстрами почти не справляюсь. Вы сами видите, я столько сношу, и это минус половины хп всего лишь. Стоп. Что? Эльфийский длинный меч. О, ема! Так мне, оказывается, с монстра выпал крутой меч? А я даже не заметил? Обалдеть. Усиление от характеристик. За каждую ловкость плюс 0,76. Это очень крутое оружие. Так, и это, получается, одноручное оружие. О-хо-хо-хо! А я только заговорил об оружии. А я только-только это сделал. Так, сколько у меня прямо сейчас ловкости? Скажите... 15, да? То есть, если я хочу прокачаться до 20, это будет стоить... Блин, это будет стоить почти все мои спарки. Нет, я, наверное, сначала лучше мастерскую хочу. Раз уж я начал все переплавлять и все делать, то займусь этим окончательно. Итак, получается, золото есть, дерево есть, наковальня присутствует, медные блоки легко создадим, и у нас проблема только с редстоуном. Если я сейчас хочу купить целых 9 блоков, то это надо будет потратить. Знаете, ощущение такое, что лучше, наверное, добыть. Это прям дорого. А пока что мы можем сделать эльфийский длинный меч. Ох-хо-хо. Главное, что на мастерскую мы почти нафармили, и нам прям совсем немножко осталось. Давай, я лучше по одному буду на всякий случай, потому что мало ли что-то забагается. Так, ловкость 20. Бам! Все. В итоге у меня даже защита от истощения больше 10%. И чё? Могу теперь использовать? Да. У него, кстати, сразу плюс 1 идет заточка. И урон 38 плюс 16. Капец! Но в следующей серии мы доулучшим этот эльфийский меч, и он станет бомбочкой. На этом, я думаю, мы будем постепенно заканчивать. Надо еще, кстати... Точно, покормить. Ну ладно, мы покормим тебя уже в следующей серии, обязательно. Посмотрим на этого выросшего червяка и обязательно будем думать, что делать с Альфредом. Мне уже страшно на него смотреть, серьезно. Сейчас излечение Альфреда зависит только от меня, потому что я уверен, в сюжете прописано, что он может и умереть. Как говорится, подготовили кулачки. И не забываем подписываться, не забываем ставить лайки, потому что все эти сезоны, все эти серии и все видео на канале выходят благодаря вашей поддержке. Очень надеюсь, что вы не пропустите это мимо ушей, и, возможно, вы даже заранее еще до моих слов ставите лайк. А если вы не подписаны, то, надеюсь, вот прямо сейчас подпишитесь. Это все помогает в условиях замедленного ютуба. Спасибо большое. Ну, а если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лол-Ложка, Зараженная Плоть, Клык Саблезуба, Альфред, на которого страшно смотреть, Эльфийский Меч. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока. Мы с тобой идем, болтаем обо всякой ерунде в полный голос, и до сих пор не наткнулись ни на монстров, ни на трупов. Стоп, подожди. Я, кажется, что-то слышал. Вау, а ну-ка за мной. Гости! Что? Альфред полноценный зомби. Именно эту картину мы видели в предыдущей серии. А также узнали от Марка, что пророчество Великого Очищения якобы наконец-то начало сбываться. Что это за пророчество? Вообще есть у меня пара мыслей, сейчас расскажу. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Лол-Ложка. Добро пожаловать в сердце вселенной. А еще нужно червяка покормить. Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья, я Лол-Ложка. Добро пожаловать в сердце вселенной, сезон, в котором мы увидели почти все стадии заражения. Да, Альфред, который очень медленно, скажем так, очищается, невероятно страдает. Наши попытки найти лекарство все еще не увенчались успехом, но при этом мы узнали, что якобы сбывается некое пророчество. Да, мне тоже кажется, что Марк говорит непонятными терминами, но речь о том, что скоро вернется некий отец. Чувак, походу, чисто за хлебом ушел. Давайте посмотрим на нынешнее положение дел от лица Джона и Лол-Ложки. У Лол-Ложки поиск лекарства, понимание, что такое очищение, и ответ на 3 вопроса, которые помогут узнать историю мироходцев. От лица GDH картина следующая. Поиск голоса, именующий себя началом, попытка понять, почему Джон теряет магические силы, и, наконец, третье, узнать историю мироходцев. Да, Лол-Ложка и Джон сходятся в одном. Они оба хотят узнать, кто такие мироходцы. Исходя из слов Багряника, именно отец подарил живым существам искру. Батя, вернись домой, пожалуйста. Объясни, что тут происходит.
происходит? Так, ладно, если серьезно, нам правда надо понять, кто такой отец. Следовательно... Мы играем за Джона, привет. Внезапно, неожиданно, но окей. Блин, на самом деле, играя за Джона, как будто узнать, кто такой отец, будет даже проще. Поэтому я не против. Осталось только понять, Лолошка-то в итоге здесь? На острове? Дома я его не вижу. Там я тоже не вижу. Может быть, здесь? У Невера? Эй, пташка! Может быть, если что... Ой, да прошу тебя, поболтаем? Невер. О, тебе все не нравятся, хватит уже об этом. Не все. Тебя вот еще можно терпеть. О, это, наверное, самое приятное, что я от тебя слышал, Невер. В адрес вообще кого угодно. А? О, Джон, привет. А мы тут болтали. Я не стану изображать любезности. Ты мне не нравишься. Даже больше, чем остальные. Ты приносишь слишком много проблем. Вот оно что. Получается, я пропустил тот момент, когда спрашивал твоего мнения обо мне. У меня нет цели, чтобы меня обожала ограниченная в своем мировоззрении ворона. Так что неудивительно, что я тебе не нравлюсь. Вообще-то я ворон. Если бы ты позволил себе такие слова в моем поселении, то... То что? Ничего. От него остались одни руины. О, кстати, Невер, а ты никогда не рассказывал о своем племени. Что в итоге случилось? А это разве важно? Что? Вороны подрались за блестящую безделушку? Кар! Именно поэтому ты мне и не нравишься. Эй, Джон, зачем ты так? Кар, если тебе так хочется знать, наше племя жило в низине. Прекрасный климат, влажно, тепло. О, Невер, влажно? Слушай, звучит на самом деле не очень приятно. Ну, как есть. В те времена птиц было намного больше. Самые лучшие места забирали себе хищные. Место же, которое досталось нам, было хорошим относительно других вариантов. Угу. Ну так если там все было так хорошо, чё ж вы там не остались-то? Эй, Джон. Из-за людей. Вы раса, которая плодится совершенно безрассудно. Возможно, благодаря этому вас до сих пор остается так много. Эй, Невер, серьезно? Пара городов это много? Ну так а у нас вообще не осталось ни одного племени. В какой-то момент соседнему человеческому городу стало, видите ли, не хватать места. Они решили выселить нас из нашей низины. Когда мы отказались уходить, они просто затопили наши дома. Они перенаправили течение большой реки в нашу низину. Бурные потоки ворвались так стремительно. Я был там, я пытался помогать. Никогда не забуду истошные крики неоперившихся малышей. Они же не могли улететь. Вода, она заполонила наши дома, уничтожила их и осталась. Те, кто смог выжить, покинули эти земли навсегда. А вот люди, они так и не пришли туда, потому что земля, видите ли, превратилась в страшные болота. Ну, так и что скажешь, юродивый? Неужели мы сами виноваты, что покинули наши дома? Ну знаешь, судя по выражению твоего рострума, мне стоит немного промолчать. А? Моего... чего? Рострум — это клюв по-научному. Всему вас, дураков, учить надо. Слышал? Я еще раз тебе говорю, Ророшка, я не хочу, чтобы он тут жил. Ой, Невер, если бы ты был образцом доброжелательности и вежливости, я бы, может, и прислушался. Ну конечно, вот так всегда. Люди вечно объединяются против птиц. Бедное наше поселение. Какие же прекрасные у нас были гнезда. А какая библиотека. Даже внушительнее, чем у сов. В ней даже хранилась изначальная версия книги отца. Все потеряно. Все потеряно. Уходите. Оставьте меня, я в печали. Да. Юродивые. Да уж. Ладно, я надеюсь, Джон не выпалит сейчас какую-нибудь дичь. А еще, надеюсь, все поняли, да? Внушительнее, чем у сов. Библиотека. В ней даже хранилась изначальная версия книги отца. Возможно, речь про одну из тех книг, которую выкинул Джон. Эй, Джон, про отца. Мне Марк рассказал, в чем заключается пророчество. Он сказал, что как раз-таки этот непонятный отец даровал всем благо мирохождения. Кроме багряников. Багряники обладали этой способностью и без искры. Ха, это же бред полнейший! Что? Бред? Да, у багряников такая же вспышка, как и у всех остальных.
Если оценивать с научной точки зрения, я бы предположил, что и багряники, и остальные получили вспышку отсюда. Просто дальше их эволюционные пути разошлись. Стоп, Джон. То есть ты веришь Марку? Ты веришь в эти бредовые россказни? Лолошка, я верю, что эти россказни появились не на пустом месте, как минимум. Что еще тебе рассказал Мракогрыш Траклар? Ну, что очищение это второе благо, которое несет отец, и что оно скоро наступит. А еще что нападение монстров на рудники координировалось и было знаком приближающегося. И что отец подарил не только искру, но и скинт. Прокс это производная от вспышки, так что ничего удивительного. О, и еще, мне кажется, Марк что-то хочет получить от отца, поэтому так яростно во все это верит. Подожди, то есть ты не знаешь, что ли? Что? Чего не знаю? Ай-яй-яй. Ой. Так, ребятки, вы уж простите, что я вас отвлекаю, что ваш диалог такой прекрасный. Лолошка, должен тебе сказать, Альфреду становится хуже. Уж пойми, но чем сильнее заражение распространяется, тем быстрее оно протекает. Вау, какие потрясающие научные выкладки. Вот бы кто-нибудь до этого придумал геометрическую прогрессию, да, ребята? Ах да, она же была. Джон. Беренгарий, скажи, сколько у нас времени? Да откуда же мне знать-то? Я никогда до этого не видел стадии развития заражения. Обычно это все происходит, мгновенно, что ли? Но Альфред сильный малый, он сопротивляется. Ну и плюс я ему настоечку даю. Да-да. Думаю, еще карасов так 40, наверное. Ну, может, даже побольше. Это если все нормально будет. Но еще пару карасов назад я бы сказал, что у Альфреда есть все 100, честно. Беренгарий, прошу, хватит. Короче, Лолошка, если верить моим вычислениям, то по нашему времени у Альфреда есть, месяца 2 до полного заражения. Это с учетом прогрессирования болезни и с поправкой на варево Беренгария. О, Джон. Что? Что ты на меня так смотришь? Да ты погляди на себя. Ты же переживаешь, да? Все эти расчеты, которые ты проводил, когда сидел рядом с Альфредом. Ты переживаешь за него. Это исключительно научный интерес. Я пошел. Эй, стой. Куда? Да так, хочу проведать одно затопленное поселение, которое изначально принял за обычное болото. Эй, нет, Джон, нет уж. Я с тобой. О-хо-хо-хо! Совместная вылазка, что? Я так понимаю, Джон говорит о болотах, которые затопленное поселение Невера. Ну, то есть, где раньше жили вороны. Мне все равно. Давай лучше ты пойдешь, проверишь, как там дела у охотников. Ну да, конечно. Давай еще Невера возьмем. Мы же как раз его родное племя идем исследовать. Так, ну знаете, как будто все супер очевидно. Я хочу, чтобы Лолошка пошел, поэтому мне все равно. Ой, ладно, как хочешь. Просто следуй за моей энергией через путеводный канал. Надеюсь, я не пожалею, что согласился тебя взять. О, не пожалеешь, Джон. Не пожалеешь. Так, в итоге что? Мне нужно прописать какую-то команду? Или мне нужно прям, что, путеводным скинтом телепортироваться? Переместиться, и в итоге... Да, затопленный мор. А Невер как раз-таки из мора. Помните, самая первая серия, он так и сказал. Невер из мора. Получается, мы там можем еще и побывать. Окей, переместиться. Если мы встретим тут разумное существо, кто его будет успокаивать после твоих оскорблений? Ой, Лолошка, я тебя умоляю. Я никого не оскорбляю. Мои собеседники сами выбирают оскорбляться на правду. Слушай, ну хотя бы объясни, зачем ты так с Невером-то? Он же столько пережил, столько настрадался. Да-да-да, слушай, а вот напомни мне, когда ты с ним познакомился? Ну, в первый день, когда мы здесь оказались. Угу. И когда он тебе рассказал о том, что он родом из затопленного племени? Ну, услышал, как он только что это рассказывал тебе. А к чему это все? Да к тому, Лолошка, что если бы я его не подтолкнул, мы бы эту важную информацию никогда не узнали. Точно. А так он поделился с нами, и ему стало легче, я понял. Да, и это тоже... Да. Эй, Джон, но все-таки скажи, почему тебе так сложно быть добрым ко всем? Почему ты всегда такой злой? О, что злой? Почему это, если я не делаю все, что только можно для других, я сразу злой, а? Я ценю себя и свои ресурсы, Лолошка. И в отличие от тебя, я понимаю, что времени у нас очень мало. Что? В плане мало?
Что ты имеешь в виду? На, забей, ничего. Нет, подожди. Ты про Альфреда говоришь, да? Ай, да при чем тут твой охотник, Лолошка? Окей, но если он ни при чем, то что ты имеешь в виду, когда говоришь, что времени мало? Ай, как же я устал. Взгляни на Архей, Лолошка. Тут разумных существ осталось в разы меньше, чем неразумных. И монстры теперь объединяются в группы. Атакуют последние оплоты незараженных. Угу, я понял. Мир вымирает. Но знаешь, Джон, мне все равно кажется, что ты меня обманываешь. Так, стоп. Сколько раз я должен тебе повторять, а? Я никогда не вру. Еще раз. Никогда. Пойдем. Ну, может быть, ты не врешь, но ты явно не договариваешь. Явно же. Да. Я говорю тебе ровно столько, сколько тебе нужно знать. Лолошка, если бы ты знал, какая опасность нам угрожает, если мы не успеем, ты бы никогда не согласился отправиться сюда. Подожди-ка, что-то здесь явно не так. Стой! Что-то не так, Лолошка. Да, что происходит? Что не так? Я никого не вижу. Так вот именно. Мы с тобой идем, болтаем обо всякой ерунде в полный голос, и до сих пор не наткнулись ни на монстров, ни на трупов. Теперь, когда ты сказал об этом, я понимаю, что это действительно странно. Может быть, монстры просто не водятся в этих болотах? Лолошка, а мозги водятся в твоей благоухающей голове, а? Вот, то есть это ты хочешь сказать не оскорбление, да? Ну простите уж. Что я могу поделать, если ты почему-то не знаешь, что болота неприятны и непролазны для людей, но вот для других существ это лакомое местечко. Стоп, подожди. Я, кажется, что-то слышал. Вау, это что-то новенькое. А ну-ка за мной. Что это? Прошу прощения. Ой, стоп, что это было? Эта штука отравлена! Капец! Лолошка, ты идешь? Давай. А ну-ка, оп! Это так странно выглядит. Ну ладно, по крайней мере он прыгает, и на том спасибо. Так, оп! Это какое-то заброшенное здание. Давай, Лолошка. Оп! Ай, как у тебя это странно получается. Оп! Ну ладно, по крайней мере получилось. Так, и в итоге... Ой. Эй, Джон, ты уверен, что мы хотим идти на звук, а не от него? А что меня должно останавливать? Ну не знаю. Например, тот факт, что это существо не боится смеяться на болотах, где, как ты говоришь, должно быть куча монстров. Ты тоже это видишь? Да, вижу. Кажется, этот ворон надышался ядовитых испарений. О, гости! Что? Так, Джон, я, наверное, сам. Приветствую. Что читаешь? Книгу отца! Я обожаю читать книгу отца! Эй, стоп! А это случайно не изначально не отредактированный вариант, а? Ценитель! О, смотри-ка, радуется совсем как Невер. Слушай, а дашь почитать? Не могу! Моя! Никому не дам! О, господи. Слушай, жертва миазмов, давай я тебе принесу любую другую книгу, которая будет твоей. А ты отдашь эту и разойдемся по-хорошему. Я, может, давно не видел людей. Может, я выгляжу эксцентрично, но я не дурак. Я книжек поперечал на своем веку побольше, чем ты, попугай. О, больше, чем я? А вот тут я бы с тобой поспорил. Но рад узнать, что ты не сумасшедший. Кто? Я не сумасшедший. Да я решительно чокнутый. Просто я не дурак. Эй, Джон, а почему ты не можешь просто отобрать у него книгу? Он же совсем слабенький. О, нифига себе, это Лолошка предлагает. Вау. О, рад, что ты предложил, Лолошка. Давай ты этим и займешься. Ага. Так, хорошая идея, ты держишь, я отбираю книгу. Ты видел, как он с ней обращается? Он просто зашвырнет ее в воду, и мы ничего не получим. Кстати, вот так бы ответил Лолошка, это правда. Мы будем договариваться. Эй, ворон! Чего ты хочешь взамен на эту книженцию? Ты еще не понял?
книга не продается, не обменивается, не дарится. Но если вы все-таки интересуетесь священными текстами, я могу почитать ее вам. Садитесь, садитесь. Господи, какой странный. Ну да, видимо, садитесь. Эй, ты же до этого без очков читал. Какого... Я так выгляжу эффектнее, правда? Вас интересует что-то конкретное? Да. Почитай нам про зарождение церкви. Моя любимая глава. Да-да, сейчас. Это так интересно. Так. Когда отец даровал нашему миру Скинт, многие еще не знали его подлинной мощи. Многие не понимали, какое значение Великий Скинт будет иметь для нашего мира. Тогда его использовали вместо чадящих свечей для освещения, в качестве грелки в кровати. Тогда никто не знал, что Скинт проникает в нас, становится частью нас. Стало, конечно, понятнее, когда жители научились пользоваться путеводными скинтами. Такой способ перемещения был в сотни раз быстрее самой быстрой лошади. Да, даже скептики перестали отрицать великое благо. А потом появилась новая форма скинта. Никто не знает, откуда появился фиолетовый скинт, но с его появлением появились и первые его почитатели. Ведь именно так завещал нам отец. Скинт есть великое благо, и мы будем ценить, мы будем почитать Скинт во всех его видах. Фу. Так, окей. То есть раньше города были без такого темного неба, как минимум. То есть Но мир. не все тогда соглашались принять новый Скинт. Усомнились тогда в отце многие почитатели, усомнились. И тогда наступили вечные сумерки. Разобщение и апатия накрыли весь Архей. Да. Все, спасибо большое. Можешь дальше не читать. В смысле? Было же интересно. А? Ой, я уже и забыл про вас. Да, чокнутый ворон. Дальше я уже знаю. Спасибо. Стоп, что? Ты его только что поблагодарил? Да, ё-моё, ложка! Хватит из меня делать какого-то монстра. Ты не смешной. Удачи вам, мальчики! Не дайте очищению случиться, иначе все пойдет в вечную тьму. Миры окутаются голодом, сын ополчится на отца, брат на брата. И все миры, мультивселенные, все реальности погрязнут в бесконечной анархии. И человеческая алчность будет удовлетворена. Но какой ценой? Хорошей вам дороги! Это что сейчас было? Какого... Да... Джон, что это только что было? Я, честно говоря... Так, подожди. Получается, начиная вот с этой фразы, у него загорелись глаза. Миры окутаются голодом. Сын ополчится на отца, брат на брата. И все миры, мультивселенные... Все реальности погрязнут в бесконечной анархии. И тогда человеческая алчность будет удовлетворена. Но какой ценой? И кто, подожди, кто нам это сказал? Это явно не сказал этот, вороненок. Короче, я-то откуда знаю, что это было? Мне кажется, в конце с нами разговаривал не ворон. А, да? Да что ты говоришь, Джон? Ой, прошу тебя, оставь свой сарказм, а? Мне кажется, это была одна моя... знакомая. Знакомая? О чем ты? Да так, неважно. Возвращайся к себе в сон. Мне нужно побыть одному. Ну ладно. Удачи тебе. Ну, зато теперь понятно, почему церковь так старательно скрывает эту информацию. Понятно, что в этом священном тексте не могло быть ничего, что порочило бы церковь. Но там была информация похуже. Вечные сумерки. Как объяснить людям, что такое солнце, если они никогда его не видели? Как объяснить им, что раньше они могли пользоваться путеводными проксами? Что, кстати, сбивает с толку даже меня. Неужели в этом мире были все мироходцами? Что за черт? Так и самое это главное. Из-за чего на самом деле этот мир лишился солнца? Что здесь произошло, боже? Как появился зараженный Прокс и как вся эта история связана со вспышкой? Наверное, все-таки хорошо, что Лолошка дружит со всеми подряд. Иногда некоторые его знакомые оказываются полезными. И все-таки,
почему на болотах совсем не было монстров. Ах, как же мне это не нравится. Надо пойти, что ли, подраться с кем-нибудь. Очищу голову, да и спарки пригодятся. А, да? О, сундук, подожди. Не открывается. Блин, это очень круто! То есть, получается, когда-то давным-давно этот мир действительно был самым, что ни на есть, нормальным. Ну, обычным миром. Но в итоге отец даровал нашему миру Скинт, и многие еще не знали его подлинной мощи. Никто не знал, что Скинт проникает в нас и становится частью нас. А потом появилась новая форма Скинта. Никто не знает, откуда появился фиолетовый Скинт, но с его появлением появились и первые его почитатели. Блин, это так много крутой информации разом. Просто понимаете, это не столько про этот мир, это информация, которая затрагивает глобально вообще весь лор всего, ну, канала, можем так это сказать. Получается, еще и фиолетовый скин как-то отличается от обычного. Не, ну вот этот вот огромный скин прямо над фонтаном, это сильно. А еще, кстати, когда GDH сказал, мне кажется, это была одна моя знакомая, речь была как раз-таки про голос, тот самый. Просто, блин, почему GDH ничего не сказал? О чем ты? Неважно. Ну, блин, у Лолошки тоже были эти видения, тоже был этот сон, тоже был этот голос. Так, короче, надо пойти подраться с кем-нибудь, очистить голову, и спарки пригодятся. Ладно, где я могу пофармить? И, кстати, это будет первый раз, когда я могу нормально пофармить за Джона. Эльфийские руины, там много спарков, переместиться. И здравствуйте! А ну-ка, где тут монстры? Джон пришел крушить. Все, 5448 спарков. В целом нормально. Я думаю, то, что этого достаточно. И мы теперь перемещаемся в измерение сновидений. Всем... О, Джон, а вот и ты. Слушай, я хотел с тобой поговорить. Что ты думаешь по поводу того, что мы узнали сегодня? Так, вот это мы сразу можем, наверное, даже забить, потому что это ложь, как я понимаю. Я думаю, что этот ворон просто сумасшедший, и он не читал, а просто из головы брал все то, что говорил. Так что ты в свою голову это не бери. Ну, нет, Джон так не думает, а объективно он не может соврать. Я думаю, что мы должны выяснить, из-за чего в этом мире исчезло солнце, а также, как жители этого мира пользовались путеводными скинтами, если они не обладают вспышкой. Ай, слушай, Лолошка, ты же по сути мой клон. Понятно, что я намного умнее и образованнее тебя, но попробуй использовать свой мозг сам. У нас они должны быть похожи. Ох. Ну, не хочешь говорить, не говори. А, блин, подожди, настолько? Блин! Хотя, с другой стороны, главное, что мы как зрители знаем. И в целом, когда я буду отыгрывать Лолошку, я же, по сути, тоже все это буду знать. Это так странно, да? Типа, мне нужно делать вид, что я за персонажа не знаю какой-то информации. Кстати, куда ты побежал? Лолошка. А. Ну да. В этом наш Лолошка. В этом, получается, весь я. Эй, Гимлин, коротышка, привет. Так, можем поторговаться, и все. Понятно. У Марка, я так понимаю, то же самое. Торговля и ничего более. Стоп, подожди! А мы же можем купить у него какое-нибудь оружие и тоже улучшиться. Йоу! А я вообще об этом даже не подумал. А еще мы можем ударить по вот этой тыковке. Ну-ка. На! Сюда спарки тоже даются. Да и чисто теоретически мы можем делать все, что угодно. Все, что делали за Лолошку, но за Джона. Вот. Оружие. Ну да, урона здесь будет явно меньше, потому что здесь 48, а здесь 20, там, о, здесь 50, кстати. Но нет, топор это полный отстой, он бьет очень медленно, и он прям, ну, говно. По правде говоря, ни одно оружие здесь не сравнится с техникой GDH, потому что оно реально сносит много. Та информация, которую мы узнали сегодня, это разрыв башки. Очень много крутой информации, и самое это... прикольно, наверное, что здесь есть некое противостояние, о котором мы толком пока что не знаем. То есть через того вороненка с нами кто-то пытался заговорить. Я так понимаю, это та самая женщина, голос. Когда-то этот мир был нормальным. Потом пришел один скинт, потом другой скинт, и начались сумерки. Сюжет продолжает жестко раскрываться. На самом деле, знаете, вот эта 22-я серия, она ощущается как какая-то 40-я, а то и 50-я серия в сравнении с другими сезонами. Очень быстро идет повествование, правда. Посмотрим, что будет дальше. Не забывайте, пожалуйста, про ваши лайки. Не забывайте про подписки. Черт возьми, подпишитесь на Лолошку. Кто еще вас должен попросить об этом? Спасибо большое, что не пропускаете мимо ушей. Ну, а если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были GDH и Лолошка, а также огромный кусок истории этого мира. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока.
И чем займешься? Я вернусь в топе. Постараюсь отыскать того странного ворона. Посмотрим. Там... О, стоп. Это книга? В замке монстров не было. А еще это видение. Знаешь, я впервые ее услышал еще тогда, когда... Еще когда даже не знал, что мироходец. Так, это будет сложно, но история примерно такая. Все жили, не тужили, потом пришел некий отец, подарил всем скинт, абсолютно каждый мог использовать магические свойства скинта, а потом появился другой, зараженный кристалл. Начались вечные сумерки, прошло куча лет, и теперь многие не знают, что их предки могли использовать магию скинта. Это трэш. Это очень сумбурный кусок истории из предыдущей серии, запутавший даже GDH. Дало ли нам это хоть какие-то ответы? В целом, да. Но мы скорее приблизились к очень интересным вопросам. Например, а откуда все-таки сумерки появились? Куда пропало солнце? Кстати, я только сейчас понял, что солнца нет даже здесь. Как говорится, продолжаем понимать и кормить червяка, потому что пора сделать его чуть-чуть побольше. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в сердце вселенной. Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в сердце вселенной, сезон, в котором мы окунулись в историю. Давайте так, я не буду придумывать своем, зачитаю достоверное. Когда отец подарил нашему миру скинт, многие еще не знали его подлинной мощи. Тогда никто не знал, что скинт постепенно проникает в нас, становится частью нас. Стало понятнее, когда жители научились пользоваться путеводными скинтами. Но не все согласились принять эту новую силу. Постепенно наступили вечные сумерки, а разобщение и апатия накрыли весь Архей. Это правда сумбурная история, которую зачитал нам по книжке какой-то вороненок. Непонятно, как его зовут, но в него в конце вселился некий голос, который передал нам: не дайте очищению случиться, ведь иначе все миры, все мультивселенные погрязнут в бесконечной анархии. Эта история запутала даже GDH. Как объяснить им, что раньше они могли пользоваться путеводными скинтами? Что, кстати, сбивает с толку даже меня. Неужели все в этом мире были мироходцами? От себя могу сказать так, предыдущая серия это бомба. Она вносит огромную лепту в понимание, что такое скин, что такое голос, что такое мироходцы. Короче, признаюсь честно, до этой серии я немного проспойлерил себе и узнал то, что данный клык саблезуба, который я выбил вот с этой огромной кошечки, можно отдать Гимлину. Эй, Гимлин, привет, это правда? Это правда. Отдать клык саблезуба. Что? О ты, Лолошка! Давненько ты не заходил ко мне, здорово! О, я уж думал, ты забыл про меня. Марк вот забыл. Возится постоянно с этим Альфредом. Да, привет, Гимлин. Слушай, ну для Марка это вопрос веры. Это важно для него. Хоть я и сам не разделяю его взгляды, но он очень принципиальный. Да знаю, я знаю. Просто поболтать-то все-таки иногда хочется. Угу, ну и как ты здесь поживаешь? Ну, да не жалуюсь. Как король, если честно. Была бы у меня хата такая на родину, ох, блин, все бы завидовали. О, да? Рад, что тебе нравится. Да, правда нравится. Спасибо тебе за это. Угу. Слушай, Гимлин. А что насчет клыка? Вот. А, точно, блин. Дырявая-то голова. Давай сюда. А, вот, отдать клык саблезуба. Так, ну, о, занятная штучка. Да ты не как в Мариборе бывал, парень. Да, правда, бывал. Ну даешь, блин. Хорошая вещица выйдет, хорошая. Сейчас, подожди. Так, и что ты сделаешь? О, амулет звериной ярости. Что? Я еще и заплатить должен. А, ну хотя да, логично, он же за бесплатно не работает. Так, амулет звериной ярости купить. Спасибо. Амулет звериной ярости. Амулет, созданный Гимлином из клыка саблезуба. Ненадолго увеличивает урон после убийства существ. Ого! То есть я могу наносить все больше урона, пока дерусь. Прикольно. Его, наверное, надо на что-то заменить, но... Гимлин! Бога ради, а ты куда идешь-то? Реально просто взял и убежал. Давай-ка, наверное, уберем амулет красного фиала. То есть мы будем чуть меньше восстанавливать хп, но пофигу. Если что, вернемся. И насколько у меня теперь больше атаки, как это проверить?
Это... Ладно, это, видимо, просто работает, но так, чтобы прям проверить на цифрах, мы не можем. А вообще, кстати, насчет цифр. Надо заточить эльфийский длинный меч. Сейчас у меня +1, но я давным-давно подготовил крупицы скинта. Может быть использован для улучшения обычного оружия до +3. То есть, бам... Во, и теперь у меня будет +2, и урон станет +17. Да, смотрите, здесь ловкость 0.76, а здесь ловкость дает 0.8. То есть намного лучше. Еще давай. Ловкость дает 0.83, хорошо. Но также у меня появился необработанный осколок скинта. Давай-ка попробуем сделать из него что-то нормальное. Такс. Крутим. И да, реально получается. Что это? Осколок скинта, материализовавшейся энергии искры. Может быть использован для улучшения обычного оружия до +6. Ё-моё! Да, это определенно круто. Моя проблема с этим мечом такая, что надо больше ловкости качать. Но пока что проверяем, сколько? А, надо 2 штуки, да? Блин, ну, наверное, тратить прям все я пока не буду. Побегаю с этим мечом, он уже лучше, чем этот. Конечно же, не забываем про червяка. Я сказал то, что мы его покормим. Привет. У меня 2 зараженные скинтом плоти. Вот. Молодец, вкуснее тебе, вкуснее. О! Так, хорош! Фига себе! А, давай еще разочек. Неужели ты станешь еще больше? Ой. Где яйцо? Скорлупа из странного яйца. А! Погоди, чувак, ты теперь странно выглядишь. Погоди, а я могу тебя там взять, может быть, или что-то в этом духе? Нет. Наверное, я могу тебя покормить. О, свинья, здорово. Так, прости. Ну-ка, кушай. Так. Сколько дадут? И это... Что? 12? Всего лишь 12? А чё так мало-то? Я думаю, то, что его надо прокачать еще раза 3, и вот тогда он будет давать нормально. О, кстати, у меня же теперь меч новый, да? А ну-ка. На! Сколько? Так, примерно 200 или 300, хорошо. О, господи, червяк теперь супер странно смотрится. Эй, здорово. Куда ты там прячешься? Скорлупу пока что сюда положу. Наверное, ее надо будет Гимлину отдать. Но перед этим, Невер. О, привет. Че это ты тут сидишь? Поговорить? Слушай, Невер, я тебе еще не говорил, но вчера в топях мы встретили другого ворона. Карл? Ворона? В топях? Вы что, ходили на руины моего дома, что ли? Да, мы... Да? Просто да? Рожка, не молчи. Расскажи все. Да тихо, господи, рассказывать-то особо нечего. Я даже имени его не знаю. Хотя бы опиши его. Как он выглядел? Да как? Ну, называл себя сумасшедшим. А еще надевал очки для чтения. Карм, это никак не помогает. Ты что, такой же невежда, как остальные, что ли? Каждая птица разная. Разный цвет перьев, форма клюва. Даже размах крыльев отличается. Да, Невер, прости, у меня просто не было так много опыта в общении с птицами. Да и крыльев я его не мерил, понимаешь? Но все-таки кое-что могу сказать. Он был... странным, что ли? В каком смысле? Слушай, Невер, я не хочу делать громких заявлений, особенно когда говорю про твоего сородича, но то, как он себя вел и что говорил... в общем, я думаю, он действительно не в своем уме. Я бы даже сказал, совсем-совсем не в своем уме. Так. Ну, а еще у него была книга отца. Джон еще подметил, что это не отредактированный вариант. Изначальный? Да, точно, изначальный. Вот оно как. Как? Эй, Невер! Оставь меня, Ророжка. Я пока не готов это обсуждать. Может быть, позже. Чуть позже. Что, ты... Подожди, ты что-то понял? О чем? Подожди. На что он так зацепился? Так, да, а еще у него была книга отца. То есть ты на это зацепился? Может быть, все-таки, не знаю, поговорим? О, да, реально поговорим. Нет, я не хочу сейчас разговаривать, Ророжка. Ну подожди, ну давай. Не трогай меня. Я же говорю, мы еще успеем поговорить. Позже. Да, все, поговорить больше не можем. Так, слушай, давай-ка на всякий случай, чтобы на будущее не забыть, купим эксперимент. Прости, что донимаю тебя, ну-ка, что новенького? Так, редстоун был, здесь все это было. О, свечки, декорация. Я не думаю, что мне из этого что-то пригодится. Может быть, конечно, какая-то руда появилась, но вот так просто сходу ее заметить, увы, не могу. А еще, кстати, я понял, что давно не разговаривал с Марком. Привет, Марк. Че, все еще что-то стругаешь? Поговорить? Эй, знаешь, что я заметил? Что? О,
Ты же понимаешь, что не обязательно каждый раз передо мной отчитываться. Да, я понимаю, но все равно захотел поделиться. Ты против? О, да говори уже, что ты хотел? Короче, мы с Джоном были в топях и... Но серьезно, ты решил рассказать мне о своей прогулке? Да нет же, Марк, да слушай меня, я о другом. Там не было монстров. Там вообще никого не было. Кроме ворона, странного ворона. Никого, говоришь? Да, абсолютно. Ты об Архее-то больше знаешь, может быть, скажешь? Это нормально? Ну, чтобы никого не было, вообще... Нет, это ненормально. Сколько я помню, топи всегда были рассадником воплощенных. Хотя, я там даже ни разу не был. А, серьезно? А я думал, такой бравый воин, как ты, такому месту только обрадовался бы. Вообще-то такой бравый воин, как я, не идиот, чтобы погибать безрассудно. Чем дольше живешь, тем больше битв застанешь. И, кстати, я впервые слышу, чтобы там кто-то... жил? Хотел бы я посмотреть на этого смельчака. Говоришь, вы там не встретили ни одного воплощенного, да? Угу. У тебя, может быть, есть идеи, что это может быть? Нет. Ни одной, кроме тех, что я тебе уже озвучивал. Но ты не стал меня слушать. Серьезно? Что это связано с очищением? Опять ты за свое. Да ладно тебе, Марк. Ну, может быть, скажешь? А, поговорить. Знаешь, мне кажется, у тебя были дела поважнее. А даже если нет, мне больше нечего тебе сказать. Проваливай. Что ж вы все такие неразговорчивые, ребятки? Иди, проверь еще пару мест. Может быть, это просто совпадение. Там явно есть монстры. О, а вот это, кстати, хорошо. Да уйди ты уже! Я хочу подумать в тишине! Ладно. Так, в итоге просто купить. Не, ну слушай, на самом деле хорошая, дельная такая фраза. Проверь еще пару мест. А может быть, действительно там есть монстры? Так, здорово, ребят. знаешь ли, я удивлен, что Дворф проявляет столько участия. Вы же вроде как не любите людей. Или я не прав? Да, прав. Только из всех долгоросликов охотники хотя бы больше всего внимания заслужили. Не только на байки церковные не ведутся, но еще и остальным помогают. А еще дерутся неплохо. Пользу приносят всем. К тому же он друг Лолошки. Кому-кому, а этому долгорослику я верить еще хоть как-то могу. Если уж он заботится и беспокоится об этом охотнике, то уж явно не просто так. О, вот оно. Ага, значит, человек передо мной хороший. Я бы, конечно, предпочел с людьми не пересекаться вовсе. Но если кого и выбирать, так это точно кого-нибудь из охотничьего цеха. С ними всегда есть что обсудить. Не боятся руки запачкать. И собутыльники из них, между прочим, тоже хорошие. О, собутыльники? Ну да, я так и сказал, собутыльники. Слушай, а может быть тебе будет мой грибной супчик интересен? У него эффект, знаешь ли, не хуже, чем у пива. Только еще и полезнее. Не, слушай. Меня Марк уже предупредил, что твои супы не надо пробовать. Вот предложил бы ты меда бродившего, я бы еще как-то подумал, конечно. А я, кажется, понял. Медовуха из грибов? Такого я еще не делал. Но я же могу всегда попробовать. Ой, слушай, мне кажется, ты меня не так понял. О, Лолошка, здорово! А ты как давно здесь-то, а? Да, еще раз привет. Успел услышать отрывок вашего разговора. Ну и ладно. Мы ж тут не секретничаем, если чё. Так. Совсем хреново дело, да? Не разбираюсь я в этой заразе, если чё, но... Выглядит, конечно, да. Если нашего кто кусал из зараженных, так мы его сразу, вот. Для Дворфа смерть в бою — это честь. А тут чё, какая ж честь быть тварью зараженной-то, а? Вот то-то и оно. Нет в этом чести. И не было никогда. Ой. Пойду-ка я, наверное, к себе. Пока меня этот Сноу не загрузил глупостями своими. Удачи тебе, Гимлин. Ой, слушай, юноша, ты уж так не волнуйся. Ни одному еще от моих снадобий хуже не стало. Так сказать, никто и не жаловался. Никто из них ни на что вообще больше не жаловался. Беренгарий, слушай, ты такими речами меня в могилу сведешь. Так ты что, тоже мои снадобья пробовал? Знаешь, твои бы снадобья, да монстром в глотке. Вообще-то то, чем я занимаюсь, это искусство. Кто станет метать бисер перед свиньями? О, Беренгарий, ты странный. Ты лучше скажи, как Альфред-то?
Так ты его проведать пришел, что ли? Ну, да. Улучшений нет? Ай-яй-яй, нет, юноша. Если вдруг будет чего, я тебе первым сообщу, ты не волнуйся. Ага. А, ну можем еще поговорить. О, супчика бы сейчас. Так, а еще не забудь удобрить огородик. Счет улучшает память. 1, 2, 3, 4... забыл. Какой странный чувак, а? А у него правда есть бутылочка меда, посмотри-ка. Деревянная тарелочка, ступка. Ну, ощущение, что, конечно, в будущем это еще как-то может пригодиться. Ну, не просто же так здесь светящиеся ягоды, какой-то пятиконечный листик. Короче, явно пригодится. Кстати, а где GDH? Интересно, он у себя в замке или все-таки, как обычно, куда-то ушел? Эй, всем привет. Здесь кто-нибудь... О. Джон, а? Ай, ты мне солнце загородил, ложкой. Что? Но здесь нет солнца. Ну так, потому что ты его и загородил. Чего? Ой, да то. Вот ж ты дуреха-то, ложка. Не даешь нормально пофантазировать. Будто это не твой дурацкий сон, а райский пляжик. Чайки летают, волны шумят. Но я открываю глаза, и снова ты. И никаких чаек. Попроси Невера покричать как чайка. Уверен, он тебе не откажет. Ну и крыльями помахать. Будет тебе летний бриз. Ничего себе. Скажи-ка честно, а? Ты что, издеваешься надо мной, а? Нет, Джон. Просто шучу. Ну так прежде чем пытаться шутить, научись это делать. Это ты еще шуток Беренгария не слышал. Ну нет, к сожалению, слышал. Так чего ты хотел-то? Ну так вот, я поговорил с Марком насчет топий. Вернее, про отсутствие там монстров. И вот он сказал, что это необычно и не характерно. То есть все то же самое, что сказал тебе я, да? Ну да. То есть мне ты не поверил? Да, Джон, не в этом дело. Я просто хотел убедиться. Марк живет здесь значительно дольше нас. Значит, и знает больше. О, да, ну и логика. Чего же ты тогда не поспрашиваешь у церкви? Или у самих монстров? Они же наверняка живут здесь намного дольше, чем Мракогрыш Траклар. Тебе повезло, что я не желаю тратить свои ограниченные ресурсы на твои глупости. Такая ситуация, Лолошка, не только в топях. В других районах Архея монстров тоже стало меньше. Слушай, нифига себе, продолжай. Ну, что добавить? В Эшхолде тоже заметили. Садыка говорит, что церковь пока отмалчивается, а горожане считают это знаком отцовской благодати. Ай, ладно, Лолошка, иди куда-нибудь подальше, а? Я хочу вернуться в свои чудесные фантазии. Спасибо. Кстати, а почему ты просто не создашь себе пляж? Не хочу. Подожди, ты сейчас серьезно? Ты будешь продолжать свои выдуманные солнечные ванны вместо дел? Иногда я не понимаю, зачем вообще с тобой контактирую. Это я контактирую с тобой. Если бы не я, Лолошка, ты бы обо мне не узнал. И кому бы от этого стало хуже? Блин, такой диалог, конечно. Реально, 2 сапога пара. О, поговорить. Эй, ты снова загородил мне солнце. Да, тут нет солнца. Я тебя не вижу, не слышу. Бла-бла-бла-бла. Я Лолошка, я мешаю другим отдыхать. Бла-бла-бла. Вот как можно с таким взаимодействовать? Господи, то есть тебе просто лень? А то, что у нас Альфред погибает и там вся вот эта муть? Нет? Джон. Так, получается, монстров становится меньше. По правде говоря, это интересно. Если монстры исчезнут, то где я буду добывать все спарки? А откуда вообще их получают остальные, кстати? Я не смогу найти столько мяса, чтобы кормление червя стало моим основным доходом. Надо бы добыть про запас, пока не поздно. Наверное, самое время наведаться... в заброшенную долину? Там от монстров отбоя не было. Заброшенную долину? Это что? Я не помню. Так, ну у меня вообще 18 тысяч спарков. Это как будто много, не? Переместиться. Заброшенная долина. Это где? Вот, заброшенная долина. Точно, тронный зал. Здесь было постоянно очень много монстров. Я тут фармил примерно по 2000 спарков. Переместиться. И пора использовать мой эльфийский длинный меч.
Что-то как-то совсем тихо. Может быть, все чудища просто на другом этаже? А куда все монстры делись? Я не понял. Так, слушайте, я, конечно, все понимаю, но вот это мне, честно говоря, не особо-то нравится. Ай, тихо. Где в итоге монстры-то? Блин, слушайте, то, что они пропали, это, походу, прям правда-правда. На улице я не вижу ни одного монстра. Здесь я тоже не вижу ни одного монстра. У меня, знаете, складывается ощущение, что их кто-то созвал. Значит, кто-то управляет ими. И, походу, где-то копится огромное полчище. Все еще пусто. Что там говорил Джон? Не везде исчезли монстры? Я бы подумал, что он врет, но он ведь никогда не врет. Тут явно делать нечего. А, кстати, да! Я помню, монстры были у эльфийских каких-то врат, или что-то в этом духе. Короче, в лесу Марибор. Но перед этим мы кое-что сделаем, перемещаемся обратно в сон. Я перед началом серии забыл... О, нет. О, ложка! О, снова. Подожди. Ты знаешь мое имя? Кто ты? Эй! Ой, ну неужели ты опять пропадаешь без объяснений? Мало времени. Я должна тебя предупредить. Армия, которую он собирает. Вам нужно быть готовыми. Армия. Подожди, что за армия? Кто собирает? Отец? Эй! Эй, да боже, пожалуйста, ответь! Ну пожалуйста! Черт! Ответь! Опа! Ага. То есть ты тоже слышал этот голос? Я угадал? Да, угадал. Ну, конечно же, я угадал. Боже, Джон, пожалуйста, вместо того, чтобы хвалить себя, мог бы просто помочь. Да, точно. Чем? Да хотя бы рассказать то, что знаешь сам. То есть это я должен совершить прыжок веры и рассказать тебе о голосах в голове до того, как ты расскажешь мне о них, верно? Вообще-то я намекал, позволь заметить. Буквально недавно. Когда глаза ворона засветились, ты упомянул знакомую, но... Опа! Да, друзья, у него действительно есть когнитивные способности, посмотрите. Когда мы уже все засомневались, случилось чудо. Он решил проявить себя. Джон. Так ты тоже слышал, да? Браво! Он продолжает, только посмотрите. Он умный. Джон, я тебе говорю, хватит, прошу тебя. Мне начинает казаться, что ты так гримасничаешь, когда у тебя у самого нет ответа. Ну понятно. Вот и прошло так же быстро, как началось. Просто скажи, что говорил тебе этот голос? Ну, ничего такого, чего бы ты еще не знал, из того, что тебе нужно знать. Вот опять. Да ладно, ты лучше расскажи, что она сказала тебе сейчас. Она сказала, что готовится атака, что мы должны быть готовы. И наверняка она не сказала, где будет эта атака и когда. Правильно? Как всегда, очень полезно. В любом случае, Джон, мы должны что-то предпринять. А что? Что мы можем предпринять с такой информацией? Ну, я не знаю. Ты же в команде гений, разве нет? Вообще-то я гений, потому что понимаю, на что стоит тратить силы, а на что нет. Но тогда, если нам не хватает информации, значит, надо ее где-то добыть. И чем займешься? Плевать. Я вернусь в топе. Постараюсь отыскать того странного ворона. Его книга наверняка может помочь, хотя бы немного. Ой, да ладно тебе, там нет ничего больше интересного. Я же читал. Вот именно. Ты читал, не я. Какой серьезный. Ладно, я с тобой. Ого! Так ты все-таки помочь решил? Не. Ладно, ты прав, все равно для меня там ничего интересного нет. Останусь здесь. Пока. У меня кажется, знаете, от диалога с GDH у меня скоро рак мозга реально случится. Короче, я понял, мне нужно на болото, но давай-ка, наверное, перед этим мы посмотрим, что в итоге за это строение. Там, по идее, монстры должны появляться. А еще я подумал, что все-таки надо улучшить меч, потому что плюс 4 это явно солиднее. Да и в целом, если что, нафармим больше. Так, спасибо. Далее строимся. И здравствуйте! О, как это прикольно выглядит. Только... где все? Привет? О, дверь. О, нифига себе, как это прикольно! Ху-ху-ху-ху! Так это вот так вот и работает, оказывается. Ну что, проверим мой супер меч? На! Ой-ой-ой, больно-больно, но и я тоже делаю больно. На! Так, а спарки?
Нет, спарки не падают, блин. То есть чисто плоть и... Кстати, плоть. Ее же можно кормить. Ну-ка, здесь у нас ничего интересного, ничего интересного. Я так понимаю, то, что зомби здесь тоже спавнится раз в какой-то промежуток времени, как и руда. Необычно, на самом деле, смотрится. Так, выходим. И да, мы можем, если что, подняться наверх. Так, ой. Хорошо. Здравствуй, Марк. Я тут хочу немножечко заточиться. Итак, сейчас ловкость дает 0,83. И по идее, начиная с плюс 4, будет больше, да? Прям сильно больше. Ну-ка. 0,90. Офигеть, сразу на 0,07. Шикарно. У меня урон уже от ловкости плюс 20. С Джоном поговорить мы в итоге не можем. Ладно, тогда телепортируемся в эти самые топи. И гиблые топи переместиться. Здравствуйте. Так, в итоге, где мы видели этого ворона? Вопрос. Тут нет ничего интересного не только для Джона, но и для меня. Сейчас начинает казаться, что у нас с Джоном была коллективная галлюцинация. Место выглядит абсолютно необитаемым. А, кстати. Ну не, я думаю, то, что этот ворон на самом деле существует. Я прям уверен. Куда мне можно пойти? Всем привет. Я же по-любому что-нибудь должен найти. Ну, типа, я не просто так сюда пришел. Вообще, надо найти место, где этот ворон был. Где он сидел. О, стоп. А вот эта башня, я ее не видел. А, так погоди, это та самая башня, где он и сидел. Да, вот тут. И это красное затопленное здание тоже здесь. Так, неизвестный ворон, ты здесь? Блин, я что-то немножко тут стремаюсь ходить, честно говоря. Ну, в само здание явно не попасть, потому что как только мы падаем в воду, здесь появляется заражение. Ну, тогда мы можем, наверное, вернуться на дорогу, где мы с Джоном ходили. Да нет, в итоге это просто дорога. О, что это? Воу, здравствуй. Куда? Куда? Не понял. Ящерка, стой! Ее убить надо или что? Почему у тебя какой-то скин странный? Кстати, это реально красный скин. Это не зараженный скин. Я только сейчас это понял. Да бога ради, остановись! Алло! Прекращай бежать. Осколок жизненной силы. Я знаю, где его использовать. Я видел в прокачке фонтана жизни. Там точно это было. То есть все-таки какие-то монстры есть. Но! Вы поняли? Эта ящерица не была порабощена зараженным скинтом. Из-за этого отец, который собирает армию, не смог призвать именно эту ящерицу. Этот осколок в крафте не используется. Опять же, мы знаем, что его можно использовать в улучшении. И жизненная сила звучит прикольно. Так, на всякий случай... Посмотрим. Там... О, стоп. Это... Это книга? Подожди, это типа, это недочет визуальный? То есть... С предыдущей серии осталась книга, и в итоге... Да, у меня, знаете, у меня ощущение, что разработчики, короче, оставили здесь книгу, ну, типа, как текстуру. И по итогу, скорее всего, я подобрать-то ее не могу. Хотя у меня появилось стойкое желание попробовать это сделать. Так, вот здесь можно забраться. Я, конечно, понимаю, что, скорее всего, я не смогу этого сделать. Ну... Будем считать, такая небольшая сюжетная дыра. Хотя, смотри-ка, забраться-то здесь можно. Ух ты, фига, это было, оказывается, даже проще, чем я думал. Ну-ка. И тут... Это не сюжетная дыра! Это не сюжетная дыра! Ее реально можно взять! Что? Интересно. Надо будет прочесть на досуге. Так, ладно, хотя бы у меня есть доказательства, что мы не сходим с ума. По крайней мере, пока что. Думаю, можно возвращаться. Это не сюжетная дыра! Я реально увидел эту книжку, я такой думаю, блин, ну типа неприятно, да, такой визуальный баг. Материальные желания, руководство по загадыванию и использованию, том 3, сфера желаний. То есть, погоди, этот ворон специально оставил какой-то другой том? Да, это... Слушайте, у меня, знаете, у меня складывается какое-то ощущение, что это не просто ворон, это какой-то джин. Ну типа, он такой сумасшедший челик, который может всякое, но просто этого особо не показывает. Ну давай-ка, наверное, телепортируемся сейчас домой. Не нравится мне это. Чего не нравится? Что я не захотел идти с тобой по бесполезному делу? Да нет, в замке монстров не было, в топях этого ворона тоже не было, а еще это видение... Кажется, я догадываюсь, в чем дело. Великий Отец призывает воплощенных. Он собирает их. Очищение уже близится. О, господи, будь добр, заткнись, пожалуйста. Что? Как ты смеешь? Да обычно я смею. Иди, тут взрослые разговаривают. Но ты... Стоп, пожалуйста.
Господи, вы можете успокоиться или нет? У кого это тут зубки прорезались? Мне надоедает тратить время на ваши словесные перепалки. В следующий раз попрошу Невера построить детский сад с игрушками. Самое место! О, ладно, это было забавно. Ты вообще можешь когда-нибудь помолчать, а? Марк, я благодарен тебе за информацию. Но сейчас я бы хотел продолжить разговор с Джоном, хорошо? Да, давай, иди. Ладно, я понял. Ты знаешь, где меня искать. Ну знаешь ли, на самом деле дела действительно плохи. Джон, я тебе еще раз попрошу, хватит так про Марка, прошу тебя. Ай, да я не о нем. Если даже она говорит, что нас ждет что-то серьезное, то... это ведь она привела нас сюда. Что? Что ты имеешь в виду? Знаешь, я впервые ее услышал еще тогда, когда... Еще когда даже не знал, что мироходец. Уже тогда она просила о помощи. Я не понимал, думал, это какие-то глупые сны. Знаешь, жаловался, что мне снится одинаковый дурацкий сон. Я даже злился на него. А она все звала. А потом, когда я узнал, что мироходец, все стало на свои места. Я начал изучать вспышку. И засыпая за рабочим столом, снова слышал ее голос. И вот, кстати, мы здесь. Так, это интересно, расскажи поподробнее. Ой, да куда уж подробнее-то, а? Хватит с тебя. Займись чем-нибудь, не знаю, полезным, что ли. Обалдеть. Просто реально взял и пропал? Ладно, тогда надо заняться чтением. Материальные желания — это интересно. А раз уж это еще и руководство, то полезно. Ага, да. Так, прям реально начал... Ой. Это было... Стоп. Необычно. Кажется, я мог бы придумать применение этой звездочки. И не показывать ее Джону. Вот бы у меня только была более продвинутая мастерская. Я понял! Это руководство, как создавать что-то из спарков, как Невер! Несбывшееся желание. Не говори вслух, а то не сбудется. Вау! Хо-хо-хо, прикольно! Таки погоди, а я как раз где-то 2-3 серии назад начал копить на улучшение мастерской. И мне интересно. Так, да, золото есть. Дерево, ну в целом купим. Наковальня есть. Редстоун будет. И медный блок тоже есть. Короче, по сути, все, что мне сейчас нужно у тебя купить, Невер, это побольше редстоуна. Давай, наверное, вот так вот. Примерно вот так вот, хорошо. И дальше немножко меди. Хотя нет, это дорого. 100% нужно дерево. И у меня остается еще 16 тысяч. Короче, сейчас все будет. Все, ресурсы собраны. Улучшаем. О, максимальный уровень, да ладно. То есть мастерскую больше не улучшить. Ого. Так, ну давай посмотрим, как она хотя бы изменилась. Какая красота! Нифига себе! Да она прям реально огромная. Ну-ка, если я зайду, то тут... Да, что-то будет. Ну-ка. Внимание! Доступны новые рецепты. Желание жизнь, желание выносливость, желание богатство и желание барьер. Ну вот и отлично. Надо будет проверить это в деле. Должно очень сильно помочь в бою. Вот вроде бы желания сбываются, но что-то легче не становится. Подожди, какие еще желания? О чем речь? Смотри, мне дали сфера желаний. Странный механизм, позволяющий исполнять желания. Блин, говорится, конечно, это все слишком кликбейтно. Сфера желаний. Сейчас бы еще серию так назвать. А помните, я назвал того вороненка Джином? А кто исполняет желания? Джины. Я что-то прям призадумался, честно говоря. Так, как это использовать? Сфера желаний. Оп. Так. Что я сделал? Еще раз? Что ты делаешь? Я не понимаю. Господи. Наверное, в эту сферу надо запихать что-то. А для этого нужно еще и... Да, теперь у этого несбывшегося желания появились крафты. Желание выносливости, богатства. Богатство. Звучит очень хорошо, как будто это спарки. Давай-ка даже возьмем и попробуем. Вот, желание богатства получается. Оп. Оно сразу куда-то впиталось или что? Куда оно делось? Куда оно делось? Что происходит? Так, ладно, я попробую использовать сферу желаний. И... Да, смотри, оно стало теперь
желтым? Как это работает? Я не понимаю. Долбаная сфера желаний, давай. Короче, спустя время я решил спросить, как это работает, и оказывается, теперь в скинте появилась новая вкладка. Желание. Вот оно. Желание богатства. Будучи заключенным в сферу, увеличивает количество добываемых спарков. Удваивает добычу спарков в течение 10 минут. Так, вставляем. Окей, встать. Блин, а как добывать спарки? Погоди, как добывать спарки, если у меня, типа, ну, все плохо со спарками? Типа, монстров-то нет. Сфера желаний используем. О, да! Теперь начало крутиться. Ля, какая красота! Слушайте, механики в этом сезоне мое почтение. Но я все-таки помню, что где-то монстры были. Это, получается, переместиться. Эльфийские руины, переместиться. Я же, получается, могу фармить, да? Скажите, что... О, да, монстры, вижу. Здорово, ребятки! А ну-ка, сфера желаний. Так... Я вроде что-то использовал. Какая анимация прям классная, мне нравится. Как это в итоге удваивается, пока непонятно, но сейчас мы как раз... Ой, сейчас мы как раз попробуем наш новый меч. Короче, непонятно, насколько я теперь буду богаче. Но, ладно, убиваем. И... О, нифига себе! С 2 бобров 400 спарков! Так это я еще и не всех убил. И мне дали, кстати, необработанную крупицу скинтонита. Это, по-моему, та самая крупица, которая позволит кинжал улучшить. Но кинжал я дома оставил. Все, вот это фарм. 9200 на ровном месте. Та-дам! 22 тысячи спарков. В итоге у меня очень много крупиц, очень много других крупиц и осколков. Осколки, конечно, я фармил с очень большим желанием. Так, теперь это все автоматизировано. Это прям радует. Что? Ой, да ладно, наждачная бумажка сломалась. Че, серьезно? Как она там называлась? Пергамент или что-то в этом духе? Бумага. Да, вот она. Делается при помощи песка и бумаги. Окей. А все вещи складываются в сундук. Удобно. Эй, Невер, привет. Песок продаешь? Я очень надеюсь, что да, спасибо. Здрасте, бумага. Итого у нас 3 штуковины. Блин, они не стакаются, обалдеть. Все, давай, супер палец, работай. Эть. Хорошо. И... Молодец. Ай, какая приятная штуковина. Так, пора проверить, насколько круче будет меч. Сейчас, получается, урон дается от ловкости 0,90 и будет 0,95. Итого у меня уже плюс 21 урон. Да, слушай, прям хорошо. Берем. Капец у меня меч уже, ребят, да? Я благодаря этим осколкам могу еще до плюс 6 бахнуть. И каждая ловкость будет давать, наверное, плюс 1 урон. Вообще, пока я фармил, понял, что фиал жизненной силы немного маловат. Его бы прокачать, поэтому здравствуйте, фонтан. 10 тысяч спарков и осколок. Улучшить. Максимальный уровень, да ладно. Он всего лишь увеличивает эффективность. Емкость он не увеличивает. Да ты чё? Давай-ка на всякий случай проверим. Здравствуйте. Ой-ой-ой. Слушайте, мне кажется, раньше было красивее, не? Тут фонтан прям был. А сейчас это, не знаю, лужа какая-то. Ладно, главное, что теперь тут эффекты лучше, и мы будем восстанавливать еще больше. Получается, сейчас мы знаем, что великое очищение грядет. Где-то собираются воины, точнее монстры. Где они собираются, зачем они собираются, неизвестно. При этом тот самый вороненок, которого я называю Джином, оставил нам книгу. Том «Сфера желаний». Странные эти вороны. Вообще, вся раса у них какая-то странная. Но знаете, что я могу точно сказать? Мне нравится вот эта многогранная история. Мне нравится, что история, она не цепляется за что-то одно локальное. Оно везде и всюду простилается. И в целом это, ну, как бы... Все равно одна полноценная история. Вот так. Надеюсь, вам так же, как и мне, нравится. И я очень надеюсь, что вы уже в который раз, досматривая до конца, ну или даже если это первый раз, подпишитесь на канал. Сейчас в условиях замедленного ютуба, который как будто продолжает замедляться все жестче и жестче, ваши подписки и лайки — это самое ценное. Это всегда было ценным, но сейчас, по сути, все понимают, что алгоритмы хоть какие-то живут только благодаря вам, зрителям. И только вы, зрители, можете помочь сейчас каждому ютуберу. Спасибо большое, если не пропускаете мимо ушей. На этом я заканчиваю. А если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и грядущее великое очищение, а также желание. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока. Пока. Монстры пропали с улиц. А Джон-то почему об этом молчит? Ой. Какого хрена? Так, ладненько, что мне делать? Что? Перенести ритуалом зараженного дворфа в сон? Подожди, я реально могу это сделать?
Батюшки! Обалдеть, сфера желаний. Шар, позволяющий буквально загадывать желания, и они исполняются. Неплохую штуковину нам оставил вороненок, который даже не представился, и который полноценно называет себя чокнутым. Кажется, мы подходим друг к другу. Также напомню, некий отец собирает армию. Об этом нам рассказал какой-то женский голос, и в итоге где собирает, зачем собирает, что за отец. Пока что ничего не известно, но надеюсь, мы скоро узнаем. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Ложка. Добро пожаловать в сердце вселенной. Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья, я Ложка. Добро пожаловать в сердце вселенной. Сезон, в котором мы потеряли... Нет, мы не потеряли какие-то предметы, спарки, безделушки. Мы потеряли монстров. Они буквально пропали с большого количества локаций. Если верить непонятному женскому голосу, именующий себя началом, то некий он, видимо отец, собирает армию. Ой, признаться честно, я даже не знаю, за что здесь зацепиться. С одной стороны, зараженный Альфред. С другой стороны, церковь, которая точно связана с началом очищения. Далее, странный голос, отец, чокнутый вороненок. А с еще другой стороны, что мне реально интересно, у GDH пропадают силы. Вообще, мне кажется, что Ложка хоть и не догадывается, но потеря памяти и потеря сил его тоже касается. Аномалия искры, такая же, как у GDH. И, кстати, у меня же еще задание появилось, которое я не прочитал. Найти кого-то, не знаю кого. Но этот голос проявил себя снова. Новой информации о личности владелицы я не получил, но она меня точно о чем-то предупреждает. Боюсь, это может сулить крупные проблемы. Джон рассказал, что тоже слышал этот голос, и не один раз. Именно она привела нас сюда. Вернее сказать, вела Джона, а он меня. Что все это значит? Да, хороший вопрос. Что все это значит? Короче, ощущение такое. Найдя голос, который постоянно говорит «найдите меня, найдите», мы получим все ответы. Правильно, Ваму? Спасибо, Ваму. Так, ладненько, я уже вижу Невера. Наверное, с ним надо поговорить. Эй, Невер, привет, как у тебя? Дела? Привет, Джиди. Подожди. Почему ты в замке? Напомню, последний момент с Джоном — это его откровение. Потом, когда я узнал, что я мироходец, все встало на свои места. Я начал изучать искру, и вот мы здесь. А потом он взял и телепортировался. Но куда? Почему ты уже здесь? Подожди. И у тебя ничего не прибавилось? Спарки все так же 5000? Ну где-то же ты был. А еще самое интересное, где Ложка в итоге-то? Как же хорошо, что мне стало лучше. Если бы я до сих пор не пришел в себя, у Ложки бы точно появились вопросы. И чего я начал ему рассказывать про времена, когда я еще не осознал себя? Впрочем, понятно почему. Если он тоже слышал ее голос, значит положение наше намного хуже, чем я думал. Еще эта странная слабость. Не понимаю, как остальные с этим справляются. Что бы на моем месте сделала Ложка? Уж кто-кто, а он точно эксперт в слабости. Какого черта? Джон! Ну почему ты так говоришь? Вообще, обычно он идет просить у кого-то совета или помощи. Но кто мне-то может помочь? Ложка бы побежал в первую очередь к Неверу. Может попробовать? Если мои опасения верны, то самое страшное может случиться совсем скоро. И тогда нам уже ничто не поможет. А значит, я должен хвататься за любую соломинку. Оу, слушайте, мне с одной стороны нравится, что говорит GDH, но с другой стороны это немного пугает. Если мои опасения верны, то самое страшное может случиться скоро. Совсем скоро. Так, ладно. Эй, Невер, а где этот... Да. Рошка ушел путешествовать от одного путеводного скинта к другому. Его нет. Ух ты, понял. А зачем ему это? Опять новые вопросы. Пытается вызвать какие-то голоса в голове. Юродивый. Что? Черт, но это не так работает. Мне нет дела до того, как и что там у вас чокнутых работает. Я сказал, твоего доброго двойника здесь нет. Ой, да серьезно? Почему он добрый, а я злой? Какое разумное существо станет мыслить такими черно-белыми категориями? Понятно. А вообще, кстати, я пришел поговорить с тобой, а не с Ложкой. Я не люблю разговоры. Потерпишь. Господи. Садись. О, чё, прям вот так вот-то? Ну давай. Куда? Как сесть-то? Во, сесть рядом. Так.
И что, все так просто? Ой, давай, говори, что хотел. Ладно, ладно. Невер. Лолошка же постоянно советуется с тобой по любому поводу, правильно? Конечно, я же старая, мудрая птица. Да и с кем ему еще тут советоваться? С Марком, что ли? Ну, кстати, а что, завидуешь, что ли? Завидуешь, что он к тебе не заходит? О, черт. Какой же ты, оказывается, невыносимый. Не понимаю, как Лолошка тебя терпит. А это главная черта нашего Лолошки. Терпеть. Но... нет, сомневаюсь, что это именно главное. А вообще, Невер, я хотел спросить твое мнение по одному вопросу. Ты? Спросить? Прости, но нет, не верю. Да что ж такое-то, а? Что со всеми вами не так, а? Почему вам так сложно понять, что я никогда не вру? О, юродивый, потому что так не бывает. Все врут. Не говорить всей правды — это тоже ложь, Джон. Не обманывай себя. Какой вопрос тебя так волнует, что ты переступил через свою гордость? И тем более пришел ко мне. Окей, я, пожалуй, пропущу все твои колкости мимо ушей, потому что иначе разговор затянется. Представь себе, Невер, такую чисто гипотетическую ситуацию. Если бы ты знал, что в ближайшее время может произойти что-то ужасное, что-то настолько невообразимое и отвратительное, что пугало бы тебя до ломоты в костях, и ты понятия не имел, как это может произойти, когда и произойдет ли вообще. А еще у тебя бы не было ни одной идеи, как остановить это, то... Скажи мне, ты бы рассказал об этом другим, кого это может коснуться, а? Чисто гипотетическая ситуация. Ну да, я так и сказал. И я бы не мог этого ужасного никак избежать, да? Да, это я тоже сказал. Тогда я бы никому не рассказывал. Что? Это не тот ответ, который я ждал, честно признаться. Юродивый. Может быть, я и правда немного ворчлив, но я ценю своих близких. И если я не знаю, как остановить надвигающуюся катастрофу, я не стану рассказывать о ней остальным, чтобы они могли не переживать лишний раз. Так что если эта гипотетическая ситуация не касается моих врагов, я бы держал ее при себе, Джон. Кажется, я начинаю понимать, почему Лолошка обращается к тебе за вторым мнением. Рад, если смог помочь тебе. Я не сказал, что ты помог мне. Понятно. Юродивые, все вы такие. Ну, вообще-то я и не сказал, что ты не помог мне. Продолжу, пожалуй, держать нашу проблему в секрете. Если даже я не могу придумать, как ее решить, то куда уж Лолошке? Вот это вот действительно, И подожди, но если ты не знаешь, как решить проблему, если ты не хочешь делиться с этой проблемой, то как нам, зрителям, донести эту инфу до Лолошки? Так, получается, Лолошка прямо сейчас скачет по измерениям и пытается найти голос. Ну, кстати, это хорошо, потому что я буквально об этом и говорил. Надо найти голос. Здесь ничего нового, здесь просто фонтан. Кстати, на Джона тоже распространяется это улучшение фонтана. 4 использования, хорошо. Почему же у меня такое ощущение, что я что-то забыл? Что? Ты это просто так сказал, или у тебя проблемы с памятью? Просто есть у меня один персонаж, скажем так, который очень много забывал. Да, и этот персонаж вроде перестал забывать, но что-то мне эта фраза как-то не нравится. О, Гимлин! Гимлин, привет! Слушай, редко ты выходишь со своего острова. Поговорим? Слушай, долгорослик. Чего? Подожди, это ты сейчас ко мне так обратился, коротышка? Ты как смеешь так называть меня, а? Ой, а я думал, мы просто обмениваемся оценкой роста. Ой, прости, я просто слово долгорослик, оно настолько укоренилось у нас в языке, что я иногда забываю, что оно обидное вообще-то. О, ничего. Теперь я здесь, и я не дам тебе об этом забыть. Хорош. Слушай, а ты совсем не похож на своего двойника. Спасибо. Какое спасибо? Блин, меня просто тут унижают за кадром, при этом не за кадром. Продолжай. Слушай, а я слыхал, тебя тут типа все умным считают, да? Воу! А мне казалось, что про меня тут больше говорят как про злодея. Ну ладно, справедливости ради, про особо умного я слышал в основном от тебя же, но... Слушай, если это правда,
скажи-ка мне, а действительно я отсюда никак не могу выбраться? А ты, получается, у нас настолько воинственный дворф, что тебе не нравится быть в безопасности, да? Да... Чё? Нет, я не идиот, двойник. Я понимаю, что оказаться здесь — это вообще счастливый билет. Однако, я не просил об этом билете. Я не просил, чтобы меня закидывали сюда, оторвав от жены, от семьи, от братьев. Как я могу наслаждаться мнимым спокойствием, когда моя Бруня там одна, с детишками? Хватит, я прошу, не надо. Я ненавижу эти моральные терзания. Если твоя семья действительно тебя любит, то они же должны радоваться, что ты в безопасности. Если хочешь, попроси Лолошку, чтобы он там, не знаю, твоей жене рассказал, что ты в порядке. Да не-не-не-не, пусть лучше она считает меня павшим в бою воином, чем трусом, отсиживающимся в безопасности. Да и не стоит знать Лолошке о том, что у меня семья-то осталась. Он и так терзается из-за того, что принял решение меня сюда перенести. Я не хочу, чтобы он переживал. О, опять Лолошка. Как же вы все с ним носитесь, а? То есть от него ты все это скрывал, а мне решил вывалить в наш первый нормальный разговор, да? Да, но так от тебя что это не волнует. Я бы и не рассказывал, если бы ты, сам не спросил. Лолошка действительно переживает. Ему не плевать на остальных. Знаешь, я таких людей никогда не встречал. Мне кажется, со времен геноцида эльфов не было ни одного такого достойного человека. Эльфы. Сайриса. Ты чё застыл? Точно, вот Эй! о чем я забыл. Гимлин, мне пора. Эй, а как же вытащить меня отсюда? Да, слушай, есть у меня одна идейка, но мне нужно будет провести несколько экспериментов. И понять, зачем мне тратить на это свое время. А пока что у меня есть дела, которые мне интересны сейчас. Да, ну ладно. Блин, двойник, но другой. Это правда. Так, подожди, Сайриса. Вот о чем я забыл. Эльфы. Так, получается, Гимлин меня похвалил, сказал, что Лолошка со времен геноцида эльфов не было ни одного такого достойного человека. О, это приятно. Ну и пока, наверное, Лолошка не собирается приходить обратно, давайте на всякий случай попробуем поговорить с Марком, мало ли, а потом уже к эльфу. Эй, Марк, здорово. Так, только купить, понятно. Так, ладно, опять же, нужна Сайриса, это затопленный мор. А, лес Марибор, землянка Сайрисы. Но, погоди, заклинания новые появились? Не появились. Ладненько, тогда телепортируемся. Эй, всем привет. Да-да-да, шикарно. Стоп, это тот самый олень? Ну, тише, тише. Человек, ты опоздал. Нет, неправда. Я пришел через 3 караса, как и договаривались. Погоди! Они же действительно о чем-то там договаривались встретиться, ё-моё, а я вообще позабыл об этом. Последний их диалог: расскажешь, где наручи. И Сайриса в итоге согласилась, но позже. И вот это позже наступило. Точно, я вообще забыл про эти артефакты. Прошло не просто 3 караса, еще и 2 скифоса и 10 киафов. Ладно. Впрочем, чего еще ожидать от человека? Эй, ну слушай. Возможно, пунктуальность не является пунктиком в бесконечном списке моих достоинств, но я уверен, в этом списке найдется что-то, что тебя впечатлит. Неужели ты всегда такой самоуверенный? Ой, да какой там? Я прямолинеен, а не самоуверен. Я знаю, в чем хорош и насколько. И не скрываю этого. А я уже успела позабыть, какими бывают люди. Ну давай расскажи, какими мы бываем? Самодовольными, напыщенными и заносчивыми. Но при этом странным образом привлекательными. О, привлекательными? Ну поверь, такими бывает очень мало людей. Я, может быть, одного только в зеркале видел. Опять ты все испортил. Да ё-моё, ну что я сделал? Харизма. Она должна исходить изнутри, а не быть навязываемой болтовней. Ой, короче, красавица, бла-бла. Я сюда не флиртовать пришел, да? Я пришел разбираться с твоими наручами. Ну да. Тебе же не нравится церковь. Не начинай. Если ты опять скажешь, что я вру, я уйду и будешь разбираться сама. Хорошо, я не начну. Ладно. У меня есть информация про наручи. Ну, вот, наконец-то интересный разговор. Продолжай. Если верить моей информации,
В церкви есть предатель. Угу. И откуда такая информация может быть у эльфийки, которую даже в город не пускают? У меня свои способы. Ну нетушки, красавица. Мы не можем быть уверены в твоей информации, пока не узнаем, откуда она. Подожди. Ой. Мы? Или все-таки ты? Поняла. Ой, ладно, и все-таки ты поделишься? Ладно. У меня есть расписание всех почтовых отправлений между городами. А еще снотворные дротики. Я знаю обо всем, что связано с людьми. Я успеваю прочитать и запечатать письма обратно до того, как снотворное прекратит действие. А потом сонный отряд отправляется дальше. Погоди-ка. Но ты же говоришь, что артефакт украли у тебя недавно. И что? Но следишь ты за ними еще до кражи артефакта, верно? Потому что людям нельзя доверять. Я знала, что рано или поздно вы проявите свою настоящую натуру. Ай, слушай, мы вроде уже определили, что я в группу люди попадаю только по касательной. Как бы то ни было, я перехватила секретное сообщение королевы гнолов кардиналу. В нем говорилось, что среди гнолов и инквизиторов завелись предатели. Якобы они передают друг другу секретные послания в древнем артефакте. Чего? То есть ты... Я просто говорю, что прочитала в записке. Я не сама это придумала. Впрочем, ни люди, ни гнолы никогда не славились интеллектом. Так что меня это не удивляет. Да нет, подожди, вообще-то это звучит как очень хороший способ коммуникации. Если тебе нужно, чтобы никто не узнал о вашем общении, ты не можешь полагаться на почту. Как минимум мы знаем точно одну эльфийку, которая отслеживает эту почту. А если же найти какой-то способ, как можно передавать друг другу артефакт, в котором, например, будет потайное отделение, то даже если этот артефакт будет у всех на виду, достаточно лишь улучшить момент, когда никого нет рядом. Мне все еще кажется, что ты слишком высокого мнения о своей расе. Да не, я согласен с тобой. Большинство людей и правда последние идиоты. И даже те немногие, кто в эту категорию не входит, все равно бесконечно далеки от меня. Но все-таки обстоятельства иногда вынуждают придумывать и такие изощренные меры. Однако я не понимаю, что заставляет тебя думать, что этот предатель поможет нам? Ничего. Мне просто хочется верить, что в церкви есть предатели, которые пытаются уничтожить ее изнутри. Даже последний идиот должен понимать, насколько их верование абсурдно. Даже людям это должно быть понятно. Но если это даже и так, то предатель-то должен находиться довольно высоко в иерархии, чтобы иметь такой близкий доступ к артефактам. У тебя есть мысли? Не, пока нет. Но должен признать, твоя теория мне нравится. Конечно, тот факт, что она опирается на предположение, что предатель станет помогать нам, это... Враг моего врага — мой друг. Да согласен я. Но мы, к сожалению, живем не в дихотомии. Запомни, мир не всегда делится на черное и белое, Сайриса. Гораздо чаще он делится на черное, другое черное и серое. Пустая болтовня. Ладно, давай проще. Я правильно понимаю, твой план — выяснить, кто этот предатель, и с его помощью пробраться в церковь и выкрасть артефакт. Верно. Ты все еще хочешь помочь? О, честно говоря, настолько много информации, что я бы подумал, погоди. То есть, получается, я, прочитав все это, понимаю, есть какой-то человек в церкви, и он знает то, что в каком-то артефакте есть отверстие. И он путем этого артефакта кладет в это отверстие какую-то информацию, а другой кто-то получает эту информацию, тоже открывая отверстие, забирая письмо, и вот таким вот образом происходит переписка. Да, но опять же, все это теория. Так еще и теория, которая построена на предположении эльфийки. О, господи. Так, ладно, опять же, хочу ли я помочь? Не уверен, что в этом будет для меня какая-то польза. Звучит как внутренние дрязги элит. Обычные пустышки. Да. Если что, твои наручи мне интересны только своей связью с церковью. Мне они не нужны. Можешь забрать себе. Не, помогать? Ты выдала мне всю информацию, что мне была нужна. Зачем ты мне дальше? Чисто в теории мне нужно только понять, зачем церковь собирает эти самые артефакты. Так что первое подходит идеально. Забрать? Вот как. Хорошо. Тогда, Джон, возвращайся, как только у тебя появится теория о том, кто может быть предателем.
Задание «Церковная крыса» обновлено. На самом деле у меня, конечно, есть догадка, но она такая поверхностная. Это тот самый епископ Лукий, а может быть это кардинал, а может быть это Реджи, тот самый стражник на воротах. Так, хорошо, задание «Церковная крыса». Забавная эльфийка, живущая в лесу вместо библиотеки, заглядывающая в почтовые караваны, предположила, что в церкви есть предатель. Ну ладно, посмотрим. Найти предателя. На всякий случай вернемся в сон, мало ли там Лоло-ложка. Здравствуй. Предатель, значит. Ладно, это может быть интересно. В целом, конечно, религия меня обычно не интересует, если не я ее создаю. Но эти ребята... они умудрились сильно меня выбесить своими агрессивными нападками. Уж с таким-то отсутствием критического мышления кто-то должен бороться. Конечно, специально я для этого ничего не буду делать. Однако, если в процессе поиска нашей незнакомки подвернется возможность развенчать мифы, которые глупые фанатики столько лет придумывали и лелеяли, я буду ой как не против. Джон! А, ты чего застыл-то? Соизволил все-таки встать и заняться делами, да? Ложка. Но неужели ты не понимаешь ценность отдыха и медитации? Совсем не заботишься о своем ментальном состоянии, совсем. Может, ты поэтому так долго терял воспоминания при переходах? Потому что испортил себе психику? Нет, Джон, не поэтому. И вообще, это не твое дело, понятно? Оу, ладно уж, полегче, дружище. Я тебе не дружище. Так, такая агрессия явный признак перегруженной нервной системы. Да, извини. Я очень нервничаю. Из-за слов незнакомки про атаку. А еще из-за Альфреда. С твоих переживаний можно запитать небольшую ведомню. Постарайся не стрессовать так много. Это вредно для вспышки. Но ты же сам говорил, что искра это паразит. Да и не работает она здесь, какая разница? Ну как сказать. Работает, просто не так, как мы привыкли. Ладно. А ты узнал что-нибудь интересное? Есть такое, узнал. Так, и? Дай угадаю, не расскажешь, да? Так почему же нет? Расскажу. У меня есть информация, что в высших эшелонах церкви есть предатель. Есть предположение, кто это мог бы быть? О, предатель? Ну, вообще да, есть. О, а ну-ка. Не скажу. Ты сейчас серьезно, что ли? Да, я серьезно. Чтобы ты понял, как это ощущается. Хотя, если ты принесешь мне 3000 спарков, то, может быть, я стану поразговорчивее. Что? О, ложка, я бы никогда так не поступил, какого черта? Йоу, ты сейчас просишь у меня взятку? Никогда бы не подумал, что наш добрый Лолошка на такое способен. Ты многого обо мне не знаешь. В общем, тебе, конечно, решать, но получить информацию от меня будет намного быстрее, чем искать ее самому. Правильно? Ладно. Должен признать, эта манипуляция хоть и довольно слабая, но действенная. Можно сказать, что я даже впечатлен. Мне не нужно твое одобрение, Джон. Ага, конечно. Это просто шедеврально. Господи. Знаете, шедевр всего этого действа заключается на фоне того, что я управляю обоими. Ну, то есть и им, и им, и как бы... Это вдвойне странно. Но опять же, догадка Лолошки понятна. Это епископ Лукий. Черт возьми, мне нужно платить самому себе. То есть, понимаете, вот эти 3000 спарков, это по сути... Ну, я в любом случае оставляю их у себя. То есть я сейчас, по сути, 3000 спарков передаю самому же себе. Это так странно. Так. Что? Лолошка? Я не могу передать. Мне точно сказали 3000. Так, Марк. Торговать только могу, Гимлина нет. Это немного интересно. Погоди, может быть мне нужно типа нафармить 3000? Но мы знаем, что сейчас монстры есть только здесь, в лесу Морибор. Поэтому переместиться. Так, но если это не сработает... Короче, какая бы атака там ни планировалась, ее зачинщик явно не гениальный стратег. Так глупо потерять эффект внезапности. Интересно, что об этом говорят в городе? Уже начали бить тревогу? Надо будет как-нибудь сходить и послушать. О, да, кстати, интересно узнать, что говорят об этом в церкви. Ну или просто жители, типа, монстров нет. Монстры пропали с улиц. Погоди-ка. Но они теперь, походу, пропали и здесь? Стоп, нет. Нет. А где мне фармить спарки? Так, ладненько, это уже интересно.
Да, ребята, где бы я ни ходил, где раньше были монстры, вот тут были бобры, помните? Те самые бобры, которые откидывают, которые дают много спарков, но теперь по итогу по нулям. Мне просто интересно, почему об этом нет мыслей у Джона. То есть, казалось бы, вот она, как это называется, взятка, да? 3000 спарков, я типа пошел фармить, ну, я так понимаю, это видит так сюжет, и у меня нет монстров. А Джон-то почему об этом молчит? Ой. Какого хрена? Это же тот самый, который управлял монстрами, не? А это еще что за дела? Так, ладненько, что мне делать? Блин, а Джон же не знает о том, что это тот, кто управлял монстрами. Что зрителю интересно? Вот мне, я как зритель на это смотрю, я знаю, что этот дворф управлял монстрами, поэтому мне его надо убить. Нет, это не так интересно, потому что мы тогда не узнаем информацию. Проследить за ним? Что? Перенести ритуалом зараженного дворфа в сон? Ну, типа, как будто очевидно нужно проследить, но перенести ритуалом явно интереснее. Подожди, я реально могу это сделать? Батюшки! Что? Какого черта? Мне кажется, я сделал очень плохой выбор, ребята. Так, ладно. Эй, Джон, кто это? Батюшки, что я серьезно? Погодите, это что, Ребят, дворф? сори, Тут, я тут, это- глядите, походу, Я у нас GDH, гости. я умный, я знаю, что делаю, вот. Пятно! Пятнышко! Ой-ой, ты совсем сошел с ума от своего заточения здесь? Да нет же, Джон, ты не понимаешь. Мне еще в прошлый раз показался он знакомым. А теперь я точно вижу! Так, стоп, подожди. Прошлый раз? Да, я уже видел его. Это тот дворф, который координировал атаку на поселение дворфов. Да не просто это тот самый дворф. Это мой прапрадед. У него на шее такое же родимое пятно, что и у меня. А, шея? У дворфов есть шея? Не знал. Воу, чё? Эвер, слушай, в такой момент это даже для меня жестко. Кстати, а зачем ты притащил сюда еще одного зараженного? Ты хоть знаешь, насколько это опасно? Да подождите, тут интересно другое. Как это возможно? Дворфы, они же столько не живут. А вот это, друг мой, скоро мы, видимо, и узнаем. Инерционное измерение затормаживает заражение. Но что будет с тем, кто целиком заражен? Так, ладно. И сколько же нам ждать? Внук, прости меня. Тихо, все в порядке. Я знаю, что это был не ты. Внук, грядет ужасное. Эшхолд падет. Лолошка! Срочно! Осмотри меня! Наросты! На мне нет наростов! Я не заражен! Срочно! Скажи, что я не заражен! Умоляю! Тихо ты, пташка, господи, все с тобой в порядке, Невер! Это просто пыль! Дворф должен был умереть много лет назад. Заражение — это единственное, что держало его здесь. Гимлин, как ты вообще узнал его? Ты же не мог видеть его живым. Да, Гимлин, А? Чего? Да, прапрадед мой. Он был гордостью семьи. Он из низших дворфов-шахтеров поднялся до бригадира. И потом даже выше. У нас дома был его портрет в камне. Батя меня мелкого каждый раз подводил к камню и говорил, что все, что у нас есть, это благодаря этому прапрадеду. Подожди, то есть ты, получается, наследственный бригадир? Да? Не, ты чё? Кто ж по наследству получает свою профессию? А если ты в ней там плох будешь? Ты удивишься, Гимлин, но... Да тихо ты, короче. Я стал бригадиром, чтобы иметь ресурсы заниматься ювелирным делом. Но знания про прадеда передавались у нас в семье от поколения к поколению. И это помогало достигать успехов в карьере. Поверить не могу, что это из-за него я оказался сейчас здесь. Зато, благодаря вашему знакомству и тому, что Лолошка тебя сюда притащил, мы теперь знаем цель атаки нашего врага. Эшхолд. Да, а значит, мы можем быть готовы. Прошу, хватит шуметь. У меня уже голова из-за вас разболелась.
Узнали, молодцы! А теперь прошу, расходитесь! Обдумывать это по домам, по домам! Почему все всегда обсуждается именно здесь? Гимлин, а пойдем-ка ко мне. У меня для тебя кое-что есть. Поможет успокоить нервишечки. Ай, ладно. Сейчас тот случай, когда действительно будь что будет. Так, погоди, но получается, монстров теперь вообще нигде нет, и если заражение держало в жизни этого прапрадина, то... Капец, сколько ему лет. Как там, кстати, дела с Альфредом, интересно? Ну-ка. Лежит. Так, а еще ложка прямо у Скинта. Поговорим? О, да. Знаешь, Джон, иногда я забываю, насколько этот мир отличается от всех остальных. Не сонный, а архей. Я видел столько страданий, столько поломанных судеб, но причина здесь, она настолько ужасная и непонятная. Скажи, ты уверен, что звать меня сюда было хорошей идеей? Слушай, Лолошка, ты же вроде знаешь, что я гений, так? Да. Так неужели ты думаешь, что такой гений, как я, принял такое быстрое решение, не просчитав риски? Просчитать-то просчитал, да вот только просчитался. Это, знаешь ли, как-то даже оскорбительно. О, спасибо, Джон, что подумал обо мне. И никогда, Лолошка никогда не узнает о том, что на самом деле думает Джон. И причем прикольно, что мы, как зрители, об этом догадываемся. Ну, то есть не догадываемся, а буквально знаем. Это очень прикольное повествование. Мне прям, ну, доставляет удовольствие в такое играть. Погоди, а что насчет 3000 спарков? Почему я не могу дать 3000 спарков? Это странно. Так, может быть, кстати, у Невра что-то появилось? Ну, понятно. Все, устал, чел. Короче, грядет некое нападение на Эшхолд, и меня на самом деле привлекает в этой истории то, что первый, кто с нами поделился об этом нападении, это не вот этот дворф, это не кто-то из обычно живущих. Это буквально голос в голове. Я чертовски сильно хочу узнать, что же это за начало. Кто она такая? Поделись информацией, пожалуйста. Но в любом случае, да. Эшхолд. Грядет нападение на город людей. Об этом более подробнее мы будем узнавать уже в следующей серии. На этом я буду постепенно заканчивать. И надеюсь, вам, дорогие зрители, понравилось. Обязательно подписывайтесь. Ведь в условиях замедленного ютуба у нас некоторые проблемы с... алгоритмами. Подпишитесь и поставьте лайк. Пожалуйста, посмотрите на эти грустные глаза Лолошки. Он по-любому об этом думает прямо сейчас. Большущее спасибо за просмотр. Не забывайте опять же подписываться, ставить лайки, звать друзей. А с вами были Джон, Дэйви Харрис и Лолошка. А также нападение. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока. Прошу вас, вы должны помочь нам. Эшхолд в опасности. Очищение близится. И когда оно наступит, надеюсь, ты будешь на нужной стороне. Нет, я поверить не могу, что Луки оказался не предателем. О, Лолошка, поверь, он предатель. Ладно, но у тебя что-то новое, да? Клинки Мркагрштраклара! Нападение на город Эшхолд. Вот оно. Именно эти слова тут же отвечают на вопрос, зачем уходят монстры и зачем копится армия зараженных. Правда, теперь непонятно, зачем именно этот город и для чего эта атака в целом. Очень важно осознавать, что это как-то связано с церковью, которая как-то связана с началом заражения, которая как-то связана с появлением мироходцев. Первых мироходцев. Распутываем клубочек, как говорится. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в сердце вселенной. Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в сердце вселенной. Сезон, в котором мы под угрозой. Да ладно, какая там угроза? Наше сонное измерение — это оплот безопасности и спокойствия. Вот только нападают не на сонное измерение, а на практически последний город людей. Эшхолд. Отстойный город, если честно. Но, учитывая, что там церковь, которая связана с появлением очищения, а значит и связана с зарождением мироходцев, надо бы помочь этому городу. А еще надо бы понять, что об этой помощи думает Багряник и, например, Джедеич. Да, надо узнать. О, и кстати, до этой серии у меня появилось новое несбывшееся желание. Не говори вслух, а то не сбудется. Одно мы тогда потратили на желание богатства, а теперь мы можем сделать что? Так, выносливость, жизни, барьер.
барьер. Наверное, выносливость это самое крутое, потому что мы что-то типа будем не тратить эту выносливость, да? Нам понадобится сахар и то самое несбывшееся желание. Окей, обязательно сделаем, а пока что... Эй, Невер, привет. Ты как? Здоров, как видишь. Да не-не-не, я не об этом. Я понимаю, что ты живешь на центральном острове, и тебе тяжело. Тут часто бывает шумно. Я об этом. Возможно, но только возможно. Ророшка, мне приятно, что ты спросил. Можешь считать, что я чувствую себя так же, как и всегда. Ага, ну хорошо, если это Но, так. но, было бы лучше, если бы ты перестал водить сюда кого ни попадя. И кого попадя тоже. Я не привык к такому большому скоплению разумных существ. Раньше у Скинта можно было спокойно посидеть, восполнить силы. А сейчас же рядом постоянно кто-то ошивается. А я не хочу быть случайно втянутым в какой-то глупый разговор. Воу-воу, ладно, но... Слушай, ты довольно часто сам начинаешь разговоры. Почему другим нельзя начать разговор с тобой? Карр! Ничего я не начинаю. Отстань! Отстань, отстань! Карр! О, господи, Невер. Иногда мне кажется, что ты сам создаешь себе проблемы. Хорошего тебе отдыха. Да уж, даже привет нельзя сказать нормально. О, и кстати, подожди, у меня кое-что есть на проверку. Расширение владений, пещера. Мне сказали, что я неправильно пользуюсь пещерой. Короче, раз в какой-то промежуток времени не только руды появляются, но и дроп в сундуке. И вот оно! Оказывается, каждый раз мы можем даже не копаться. Обалдеть, сколько всего. Это за все серии, сколько я не брал из сундука. 14 железа, почти 100 редстоуна, хорошо. Так еще и это можем добыть, получается. Иди сюда. И вот после такого нововведения я хочу улучшить пещеру еще разочек. Так, но перед этим рудное железо переплавляем. И обязательно багряника проверяем. О, Лолошка, ты погляди, а мы как раз тебя вспоминали. Здорово! И вам привет. И какие из моих достоинств вы уже успели обсудить? О, ха-ха-ха, столь редкую среди долгоросликов скромность. А вообще, на самом деле... Мы просто обсуждали, что нам могут понадобиться дополнительные ресурсы. Да, но, Лолошка, ты, конечно, не обязан нам ничего приносить. Да и прямо сейчас нам не то чтобы что-то нужно. Ладно, но если что-то понадобится, вы говорите. Может, я и не смогу принести, но хотя бы обсудим. А сейчас я бы хотел, Гимлин, поговорить с Марком. Ну так говори. Да нет же, я имел в виду наедине. Да, конечно, я понимаю. Долгоросликовые секреты, да? Конечно. Долгорослики предпочитают дружить только с себе подобными. Конечно. Что? Гимлин, но мы не... неважно. Давай. Что ты хотел обсудить? Привет. Слушай, а что насчет... Так, получается нападение, да? У меня нет выбора про нападение. Я хочу найти способ выселить Гимлина. Неверу слишком тяжело, когда так много народу. Что? Какого черта? Что такое знает про тебя Джон, чего не знаю я? Как думаешь, все ли в церкви так же преданы вере, как и ты? О, кстати, да, помните цепочка про предателя? В предыдущей серии GDH, когда я за него играл, спросил у Ложки про предателя. И, возможно, я думаю, что это епископ Лукий. Как думаешь, все ли там преданы? Ну, очевидно же, что да. Еретики бы не смогли проникнуть в церковь. Подобное попросту исключено. Да, Марк, я понимаю, но ты в этом абсолютно уверен? Да. Подумай сам. Сколько ты видел еретиков, которые могут промолчать о том, что они еретики? Что? Слушай, я не уверен, что... Именно. Каждому из вас необходимо при первой же возможности сказать, что наша религия — это полный бред. Да нет же, Марк. Подожди, ты правда думаешь, что это единственная причина? Ну, конечно же, нет. Все инквизиторы церкви регулярно проходят проверки на чистоту помыслов. И если они не проходят проверку, их могут понизить в должности или вообще изгнать. Правда, они достаточно лояльны к своим служителям. Если тебя изгоняют из инквизиции, ты все еще можешь быть прихожанином. Вау, звучит очень мягко, учитывая, что они готовы сжигать людей за несогласие. Не говори так. Церковь не прибегает к насилию без нужды. Да, конечно. Это все, что ты хотел узнать? Не совсем. А есть те, кто освобожден от этих проверок? Нет. Только высшие чины не обязаны проходить проверочный ритуал.
кардинал и епископы. Верховный инквизитор, обычные инквизиторы и монахи, все они подлежат проверке. Стоп, стоп, подожди. То есть, получается, епископы и кардинал вне подозрений, правильно? Чтобы попасть на такую высокую ступень, юнец, нужно быть самым преданным. Только тот, кто отринул ради церкви все, может оказаться так высоко. Теперь-то, я надеюсь, у тебя все? Да, Марк. Думаю, да. Хорошо. Тогда я вернусь к своим делам. Гимлин рассказывал мне об одном интересном сплаве. Думаю, мне выйдет повторить. А тебе для этого что-то нужно? Как раз таки да. Чтобы ты не мешался, Лолошка. И Горн погорячее. Но думаю, тут я и сам справлюсь. А теперь иди. Иди, давай. Даже ресурсы не нужны? Окей. Вообще Горн погорячее. Это, кажется, я могу. Вернее, Невер может. Что? Подожди. Нет, Лолошка, ты неправильно понял. Он имел в виду, что сам справится. О, господи, Лолошка, как обычно, он хочет помочь, ему это надо. Неужели появилась реально прокачка? Да? Гостевой дом Марк, 7000 спарков. Ну не знаю, надо ли это делать. Подожди, как еще раз он сказал? Но думаю, я и так справлюсь. При этом мы можем помочь. Ладно, у меня есть спарки, поэтому давай, 7000. Сейчас. Надеюсь, все. Да, Невер, спасибо. Без лишних вопросов. Марк, прости, честно, я как зритель не собирался, но, видимо, все-таки поговорить. О, а ты, я посмотрю, не оставил привычки все делать быстро, а? Я очень ценю твой жест, Лолошка, правда. За это я даже позволю тебе... Хотя нет, ты еретик. Но мои возможности как кузнеца существенно расширились. Пожалуй, вернусь к работе. Подожди, а... Что? Ты позволил бы мне подержать свой клинок? Или что? Я не понимаю. Видимо, да, подержать клинок. Но вообще у меня ощущение, что нам жестко намекнули. Если я продолжу помогать Марку, он может подарить свои клинки. Это звучит просто обалденно. Так, погоди, а ты сказал, что у тебя что-то расширилось. Я могу стоп, я могу поговорить. О, Лолошка, я же попросил. Да, ну мало ли. Нет, у меня ничего не получится, если ты будешь мешать. Иди. Мы закончили разговор, Лолошка. Ладно, но у тебя что-то новое, да? Клинки Мркаграштраклара! 100 000 спарков! То есть я был прав! Но я думал, что оно мне как-то на доверии, но... Етить! Я не могу посмотреть, сколько клинков, точнее, сколько атаки. Я чертовски захотел нафармить 100 000 спарков. Да, ну подожди, смотри, у него тут тоже обновилось. Добротный двуручный меч. Ой, как же захотелось. Также отравленный кристалл скинта, чистый кристалл скинта. О, чё, броня мироходца? Слушай, что-то как-то я неплохо его прокачал, это правда. Мне нравится мой грубый двуручный меч, но я поменял его на этот эльфийский, потому что у него больше урона. Зато теперь мы, по идее, можем снова прокачать какой-то новый меч, вот этот двуручный, купить. И что у нас в итоге? Требование 16 сил. Ого! Ты посмотри, какой базовый здесь урон, 42 плюс 11. Так, требование получается 16 силы. У меня сейчас... 13! Блин, ну у меня нет столько спарков. Окей, зато я понял, надо фармить, мы это обязательно сделаем. А пока что Невер, тут ничего. Здесь у нас тоже ничего, до свидания. И на всякий случай проверим остальных. Эй, Альфред. Ну, живой, дышит, как говорится. Что там интересно у Беренгария? О, привет, что делаешь? Поговорить? Беренгарий, привет. Эй, Беренгарий! Эй! Да боже! Алло, Беренгарий! Лолошка, да что такое? Я тебя даже и не заметил как-то. Да я тут уже несколько минут стою. А? Минуты? Да, то есть не минут. Ладно, короче, это не важно. Ну, ладно, как знаешь. Но ты не болтай мне под руку, Лолошка. Я мог добавить не тот ингредиент, и все. Пуф, понимаешь ли, взлетел бы мой домишко-то на воздух. Да. Где, а что ты делаешь? Лолошка, ложись! Что? А? Ты реально что-то добавил не то?
Что это? Ой, кажется, все-таки перепутал немножко. Но нам повезло, не взорвалось. Только вонь. Беренгарий! А нельзя быть как-то повнимательнее, не? Ну только я предупредил тебя. Да нет же, я не про это. Я просто хочу, чтобы к моему дому относились бережнее. Все-таки это мой сон. Я бы не хотел, чтобы он взлетел на воздух из-за каких-то мухоморов. О, как будто бы мухоморы могут взорваться. Вот если использовать зрелые пуховики... Беренгарий, прошу тебя. Да ладно, я просто шучу. Шучу. Буду более уважительно относиться к твоему дому. Я тебя понял, я услышала, ложка. Ой, вечно все на панике какой-то. Конструктивно, я понял. Так, здесь ничего нового не появилось. Беренгарий, в общем, постоянно что-то готовит. А Джон ведь опять куда-то делся. А я так и не рассказал ему о своих подозрениях. И чего я начал с этими 3000 спарков? Это же вообще на меня не похоже. Впрочем, это его проблема, что он решил уйти, даже не поговорив со мной. Марк, с одной стороны, подтвердил, с другой стороны, опроверг мои догадки. То, что епископ Луки не проходит проверки, говорит о том, что церковь не узнает, если его помыслы окажутся нечистыми. Но как ему тогда удалось стать епископом? Как бы то ни было, я уверен, что с ним что-то не так. Епископ Луки с самого начала показался мне каким-то... другим, что ли? Задание среди нас. Во! То есть мои догадки и догадки Лолошки все-таки немножко схожи. Это радует. Наведаться к епископу Лукию и обсудить его потенциальное предательство. Как же оно долго идет. Короче, Джон может сколько угодно считать всех вокруг бесконечно тупыми, в особенности, кажется, меня. Но самое время показать ему, как сильно он ошибается. Епископ Луки кажется мне единственно верным ответом на вопрос, кто все-таки предатель. В этом я и собираюсь убедиться. Так, окей, пробраться к епископу Луки, но как? То есть, чисто теоретически это только через кристалл в Эшхолд? Блин, ну ладно, короче, не будем думать, просто... О, желание. Да, кстати, желание. Погоди, епископ Луки, плевать на тебя, плевать. Нужно желание. Я чуть не забыл. Так, а ну-ка, сахарный тростник срочно, спасибо. Давай-ка, наверное, сразу побольше возьмем и немножко вырастим. Нельзя тратить все, не выращивая новое. Поэтому давай, топчи. Все, расти. То же самое здесь и то же самое здесь. Сахарочек получаем, соединяем и та-дам! Желание, выносливость. И так, все, оно сразу всосалось. Как оно используется, в целом мы более-менее понимаем. То есть надо просто взять сферу желаний и юзануть. Правда, я заметил здесь 2 слота, типа оно вместе активируется. Будучи заключенным в сферу, значительно повышает выносливость владельца. Дает плюс 20% к запасу сил на 10 минут. О, на 10 минут это хорошо! Все. Напомню, богатство удваивает добычу спарков. Давай-ка, наверное, сначала встанем и проверим, как это работает. Типа, используем! Да, сразу 2 сферы. Сюда. Вот жалко, что здесь ничего не написано. Типа, я просто вроде как активировал, и оно работает, правильно? А, во! Запас сил стал почти 400. Офигенно! О, да, я обожаю эти сферы желаний. Короче, перемещаемся. Эшхолд, перемещаемся. Угу, спасибо. Так, и в итоге епископ Лукий. Это, по идее, где-то А, так вот он. Реально просто стоит. Ой. Ё-моё. Что происходит? Тут проповедь какая-то была, я не понимаю. Так, ребят, простите. Да, пожалуйста. Да, спасибо. Здравствуйте. Фига себе вы собираете тут людей. Прикольно. Поговорить. Ого, не думал, что после того переполоха ты вновь явишься, дитя. Но я очень ждал тебя. Мне пришлось приложить много сил, чтобы о том недоразумении забыли. Но я знал, что ты еще сможешь встать на нужную тропу. А ошибки они у всех есть. У всех. Так, погоди, ты о чем? О том, что что-то там сделал GDH, но в итоге это скинули на меня, я понял. Простите, епископ Лукий, послушайте. Я знаю, что в церкви есть предатель. Тот переполох не я устроил, а мой двойник. Вы не такой, как остальные служители. Почему? Я не совсем хочу в лоб говорить про то, что он какой-то необычный и типа как-то по-предательски выглядит. Короче, тот переполох устроил не я.
Хо-хо-хо, дитя. И кто же тогда? Твой близнец, что ли? Ну, вы можете мне не поверить, но да. Брат. Да, что-то вроде этого, брат. О, это все объясняет. Вы ведь так похожи и так различаетесь одновременно. То-то я не мог понять. Мне-то ты совсем другим тогда показался. Но теперь я знаю. Как и знаю, что не ошибался в тебе, дитя. Да, епископ Луки, но послушайте, раз этот момент мы обсудили, скажите, мы можем обсудить кое-что еще? Только, если что, это очень деликатный разговор. Личный, я бы даже сказал. Да? Нас никто не должен услышать, понимаете? Да, конечно. Месса закончилось, а собрание инквизиторов будет только через Скифос. Думаю, мы успеем, дитя. Вы точно уверены? Это очень, я повторюсь, очень личное. Ты меня интригуешь, дитя. Но ты можешь быть спокоен. Эти стены могут хранить любые секреты. Что же привело тебя ко мне? Епископ, я знаю, что в церкви есть предатель. Я, знаешь ли, сомневаюсь в этом. Да и я был готов услышать эти слова скорее от инквизитора или другого служителя, чем от горожанина, который предпочитает компанию охотников. Епископ, пожалуйста, послушайте, я точно это знаю. Да? Откуда же? Ой. От меня. Это... Это и правда. Один в один. Это невероятно. Вот только цвет разный. Прости, дитя, но ты проявил серьезное неуважение к церкви, и... Почему я должен тебя слушать, а? Я могу показать тебе кое-что интересное. Если ты, епископ, проведешь нас в архивы. Архивы? Доступ туда открыть только служителям определенного уровня. Да, слушай, в твоей церкви, вероятнее всего, завелась крыса. Неужели тебе это не интересно, а? И чтобы я вам поверил, я должен провести вас в архивы, правильно? Вот именно. Поверить не могу. В архиве до сих пор остались такие самонадеянные люди. А знаете что? Я готов сыграть в вашу игру. За все те годы, что я служу в Эшхолде, я еще ни разу не был так заинтересован. Конечно, за большими ожиданиями часто следуют большие огорчения, но... Пока что мне весело. Пройдемте за мной. Серьезно? GDH, ты красавчик. Что это? Я попрошу вас надеть это. Что это? Ладно, давай сюда. А, это господи. А ты, я смотрю, чувствуешь себя полноценным хозяином этого места, да? Ну, конечно, дитя. Ведь церковь — это место для всех верующих. Любой верующий — ее полноправный хозяин. Когда мы впускаем в себя Отца, Он впускает нас в себя. О, господи, это звучит очень плохо. Ну ладно, пойдемте. У нас не так много времени. Уа, нифига себе GDH, уговорил. Ну вот это классика GDH-евская, он всегда все может. Слушайте, а робота у нас неплохая, мне нравится. Так, в итоге мы где-то под церковью. Уф. Страшно, очень страшно. Надеюсь, это не какая-то там ловушка от епископа, потому что... Ну не знаю, он мог зацепиться за то, что мы знаем про предателя. Здравствуйте, братья. Я желаю войти, и эти двое со мной. Без лишних вопросов, ты смотри. Вау! Ля, какая анимация. Прикольно, спасибо. Ребятки, вы очень добры. Такс. Это явно какое-то очень секретное местечко. Спасибо, что закрыли. Вот, дети мои, святая святых всего Эшхолда. Знаете, честно говоря, я ожидал чего-то более внушительного, что ли? Хо-хо-хо. Ну так это же не музей. Это место, где мы храним знания. И как же вы теперь докажете мне наличие шпиона? Так, а ну-ка. О, те самые весы! Сейчас, как я понял, это где-то здесь. Ты найдешь какое-то секретное хранилище, да? Так. Ага.
А вот и оно. На, епископ. Так. Это... И что это? Ай, ну доказательство же. Доказательство того, что с помощью этого артефакта предатель... Джон, подожди. Епископ, это же тот самый артефакт, который я возвращал по вашему же приказу. Я знал. Луки, я знал, что вы не можете искренне верить в этот бред. Прошу вас, вы должны помочь нам. Эшхолд в опасности. До сих пор ничего не понимаю. Дитя, что ты знал? Это бумажка, это твои обвинения, они... Нет. Бедные заблудшие души. Я не знаю, как вам удалось узнать о потайном отделении в весах, но... Это обычная бумажка. На ней же написана какая-то белиберда. Наверняка она пролежала там много веков. Я тронут, дитя, что мое небольшое задание заставило вас выстроить целую теорию. Я тронут даже вашей заботой о городе, правда? И я тронут настолько, что даже не стану о вас доносить. Потому что я вижу, что как минимум у тебя, Лолошка, чистое сердце. Никто не использовал весы для передачи посланий, поверь мне. Это правда. Мы сражаемся за эти весы с гнолами уже давненько. Но лишь потому, что эти глупые мусорщики считают, что все, что блестит, должно принадлежать им. Но епископ Лукий, вы ведь... Тише, дитя. О, возьму с собой. Очищение близится, и когда оно наступит, надеюсь, ты будешь на нужной стороне. А теперь нам пора возвращаться. Скоро начнется собрание инквизиторов. Вы же не хотите, чтобы кто-то узнал о нашей запретной прогулочке, верно? Так, Хо, знаете ли, должен признать, наша небольшая приключенница меня совершенно не разочаровала. А вот тебе повезло, что вы с братом так похожи. Если бы не он, вход в город был бы тебе до сих пор закрыт. А ты, дитя, пожалуйста, я прошу тебя, оставь игру в героя. Здесь нет никакого секрета, нет никакой тайны. Это реальная жизнь, не выдумка. Я стал епископом, потому что помогаю приводить людей к правде. Нет ничего удивительного, что ты увидел во мне соратника. Но это не потому, что я предатель церкви, а потому что церковь зовет тебя к себе. ах, прошу, хватит этой болтовни. Лолошка, пойдем отсюда. Епископ Лукий? Ой. А вы как раз вовремя. Попрошу, оставьте нас. Нет, я поверить не могу, что Луки оказался не предателем. О, Лолошка, поверь, он предатель. Что? В каком плане? Но ты же слышал его слова. Вот именно, я слышал. Откуда ему знать про передачу посланий гнолам, если мы не успели даже рассказать об этом? Ну... Он мог догадаться по контексту? Да нет же, Лолошка, чутье тебя не подвело. Он действительно не тот, за кого себя выдает. Но, кажется, в этой игре есть еще одна сторона, о которой мы пока что не знаем. Сторона. Ладно, кажется, все интересное здесь закончилось. Мне пора. Стой! Подожди. А как ты вообще узнал, где я и чем занимаюсь, а? Что? Не нравится быть таким предсказуемым, да? Ах, Лолошка, не переживай, я ненадолго. Увидимся. Да куда? Какое... Нет смысла, короче, вообще что-то спрашивать. Задание в итоге среди нас. Найти настоящего предателя. Кажется, я немного поспешил с выводами. Или не поспешил. Джон, как всегда, меня только запутал. Как бы то ни было, нам нужно найти настоящего предателя. Эту самую, как сказал Джон, сторону, о которой мы пока что не знаем. Да. Ой. Здрасте. Что? Ты все еще здесь? А что такое? Там жарко, что ли? Луки сегодня особенно не в духе. Знаешь же, каким он бывает. Да? А каким он бывает? Да, это точно. Мне бы тоже понадобилась передышка. Мне казалось, что он самый добродушный человек во всей церкви. Слушай, а каким он бывает? Подожди, а вы с ним не близки, что ли? Я еще никогда не видел, чтобы епископ тратил свое время на прихожан. Обычно этим занимаются проповедники. А ты, видимо, у нас особенный, да?